Дженни Кифер. Окаянная долина. Посвящается Р, Р и Р. Америка далеко не молода. Она была стара, грязна и порочна еще до того, как прибыли первопоселенцы, еще до индейцев. Зло затаилось в ожидании на этой земле. Октябрь 2019. Что окончательно сбило их с толку, так это скелет. Остальные тела были не в лучшем состоянии, но этот долбанный скелет. Уцелели только кости, никаких мягких тканей, ни клочка кожи, ни сухожилий, ни гниющего мозга, ничего. Кости лежали одна к одной, каждая из 206 на своем месте, свежие осенние листья присыпали коленную чашечку. Опустилась ли группа до каннибализма? Такое предположение сделали одним из первых, но нет, фактами оно не подтвердилось. Кости не были бы такими чистыми, не находились бы в столь идеально анатомическом порядке, как если бы принадлежали случайно сбитому на пол скелету, учебному пособию, только без внутренних креплений. Ни следа ожогов, царапин или отметин каких-то инструментов, и к тому же для того, чтобы счистить мясо с костей настолько аккуратно, предполагаемому каннибалу понадобился бы по крайней мере какой-то клинок. Помимо всего, группа состояла из опытных походников. О том, что привело остальные тела в тот вид, в котором они были обнаружены, коронеры и спасатели могли, по крайней мере, выдвигать правдоподобные гипотезы. Возможно, животные, хотя они и не встретили диких животных в этом районе, ни разу не захлопали ничьи крылья в небе над головой, не хрустнули листья под лапами какой-нибудь смертельной зверушки, но этот чертов набор костей. Следователи сочли, что нарушать их расположение относительно друг друга будет неправильно, даже в контейнере для улик, и каждую кость они подняли и перенесли по отдельности, словно убирали в коробку пазл после многих часов, потраченных на то, чтобы правильно собрать картинку. Принадлежал ли этот скелет какому-нибудь охотнику, который застрелился в лесу несколько десятков лет назад? Второй, который сразу приходил в голову в таком случае, что эти сухие кости принадлежат кому-то из местных. Люди здесь пропадали часто. Но записи в карте пациента стоматологической клиники однозначно подтвердили, что обладательницей безупречного скелета являлась Сильвия Бернат, аспирантка, которая изучала растительные эндемики штата и геологию в университете Кентукки. Она отправилась в научную экспедицию вместе с еще одним студентом, Клеем Фостером, и 2 альпинистами. В последний раз ее видели в закусочной Ливингстона, штат Кентукки, 7 месяцев назад, вместе с 2 другими участниками экспедиции, чьи тела тоже нашли, на удивление хорошо сохранившимися, и, как и скелет Сильвии, в состоянии достаточно необычном, чтобы в головах спасателей, сложивших их в черные мешки и запихнувших в фургоны для перевозки, и коронеров, которые их вскрывали, появлялось одно объяснение случившегося за другим. Допустим, эта белка вырвала глаза Люку Вудхейвену, приняв их за редкий сорт орехов. Но каким образом он лишился языка? Задавались вопросом эксперты, заглядывая в его гниющий рот, из которого несло чудовищной вонью. И когда они раз за разом осматривали обрубок, заканчивающийся сразу за последними зубами, заканчивающийся аккуратной, ровной прямой линией, удивление их было настолько сильно, что заставляло забыть о воне. Допустим, кишками Клея полакомился койот. Но как получилось, что его грудная клетка распахнулась, как дверцы шкафа, словно по бокам у нее имелись петли? Куда подевалась кровь? Испарилась? Почему в момент смерти он был совершенно голым? А где 4-я участница экспедиции? До сих пор бродит в лесу? Или разыскная бригада просто не пробилась достаточно глубоко в чащу, чтобы обнаружить ее тело? Все, что удалось найти по этой части — комплект одежды, пропитанный кровью Дилан Прескотт в заброшенном лагере, что вызвало только дополнительные вопросы. Большая часть крови, пятнавшая вещи, как выяснилось в ходе судебно-медицинской экспертизы, не принадлежала ни одному из 4 участников экспедиции. А кому именно, установить так и не удалось. Работники крематория давно уже отправили тела в печь и распределили прах по урнам, а специалисты все продолжали ломать головы над загадками.
Никто больше не зависал в соцсетях, но каждую свободную минуту проводил, в тысячный раз перечитывая отчеты и заключения экспертов и разглядывая фотографии с места происшествия. Следователей настолько захватило это дело, что они частенько оставались после работы и осознавали это только когда в мобильниках начинали позвякивать оповещения от супругов, ожидавших их дома с остывшим ужином. Но им так и не удалось разработать ни единой правдоподобной теории, объясняющей, как Сильвия Бернетт, отправившаяся в тот район в марте, смогла лишиться всей своей кожи, мышц и органов к октябрю того же года. В своей одержимости расследованием они даже обратились к тем объяснениям, которые предлагались в интернете, и свет экранов мобильников слепил их по ночам. Наркотики, культы, ядовитые растения, дикие животные, криптиды, каннибалы, убийства. Еще странный кусочек головоломки, который никак не вставал на место, одно из тел было найдено всего в 100 ярдах от дороги, под кучей опавших листьев. Как участник экспедиции мог не услышать шум доверху загруженных фур, которые с ревом проносились по шоссе каждые 40 секунд? Коронеры предположили, что несчастный страдал от жажды и других не самых приятных воздействий окружающей среды, и рассудок его помрачился. Видеоблогеры и контент-мейкеры держались более мрачной версии. По их мнению, Дилан, пропавшая участница экспедиции, прикончила всех остальных и до сих пор скрывается в лесах. Однако эту теорию разрушили следующие вопросы скептиков. Как ей удалось очистить кости Сильвии от плоти? Как ей удалось сохранить тела Клея и Люка, ее парня, практически нетронутыми разложением? И главное, зачем ей это понадобилось? Слишком много загадочных деталей пазла не подходили друг к другу, и число их росло по мере того, как детектив, коронер или спасатель подскакивал ночью на кровати, осознав это. Но прежде всего, этот гребаный скелет. В морге ее окрестили Сильвия Скелет. Сильвия Скелет стала легендой, чье имя упоминается в связи с любым странным ходом болезни, каждой аномалией и уж, конечно, в каждой истории, рассказанной зловещим голосом у ночного костра. Она стала объектом исследования около 70 дипломных работ и по меньшей мере 8 статей в медицинских журналах. Мелькала в паре тройки глав в учебниках. Тысячи теорий в интернете объясняли ее судьбу. Музеи, специализирующиеся на медицинских диковинах, бомбардировали письмами морг, полицейский участок, университет, где училась Сильвия, и даже осмелились пару раз написать ее несчастным родителям, предлагая все увеличивающиеся суммы за кости. Их предполагалось соединить и выставить в стеклянной витрине среди других экспонатов. Желая хоть как-то рационализировать для себя ее смерть, родители Сильвии пожертвовали останки университету, где их в конечном итоге скрепили, собрав скелет, витрина с которым демонстрировалась только на специальных семинарах. Полицейское управление Ливингстона получало много сообщений о пропавшей экспедиции. В течение первых нескольких недель ни у друзей, ни у родственников не возникало никаких опасений, так как они знали, что группа отправилась с исследовательскими целями в отдаленные леса, где сотовая связь ограничена или отсутствует вовсе. Первые сообщения поступили от подписчиков Дилан Прескотт. Она была инфлюенсером с более чем 50 тысячами фолловеров, сделавшей себе имя на скалолазанье, и когда разместила на своей страничке загадочный короткий стрим, многие обратили внимание на запись и сообщили о ней. Стрим описывал более чем подробно. Задумчивое лицо Дилана на переднем плане. Позади стоит мужчина в темной шинели. Восстановить видео полицейские не смогли. Оно так и осталось недостающим кусочком пазла. Мобильные телефоны, найденные на месте происшествия, либо не включались вообще, либо, казалось, были сброшены до заводских настроек. Когда Дилан замолчала надолго, ее подписчики завалили обращениями местные и национальные горячие линии. В конечном итоге подключились даже спортивные обозреватели, которые хотели знать, что случилось с многообещающей альпинисткой. Несмотря на то, что эти обращения поступили еще в апреле, группу всерьез начали искать только после того, как два студента, Клей Фостер и Сильвия Бернетт, пропустили крайний срок регистрации на курс своего научного руководителя в университете Кентукки. Целый день ушел у него, чтобы прошерстить битком забитые входящие и ящик в целом в поисках обновлений по проекту, запросов на продление или уведомления о задержке.
Только после того, как он убедился, что нужное сообщение случайно не попало в папку со спамом или в другие цифровые закоулки, профессор связался с семьями членов группы, и выяснилось, что они также не получали никаких известий с тех пор, как те, несколько недель назад, отправились в экспедицию. Когда и научный руководитель, и их родственники поняли, что с тех пор, как те уехали, молодые люди ни разу не подали весточки, они связались с властями округа Роккасл. И начались поиски. Их мобильные телефоны, скорее всего, быстро разрядились или сразу оказались вне зоны доступа, так как на ближайшие вышки сотовой связи за все это время с них не поступило ни одного сигнала. На самом деле, последний пинг с их телефонов прошел закусочной, где всех четверых видели перед отъездом в долину, когда они покупали жареную курицу и пиво. Это стало еще одним кусочком пазла, который никуда не ложился и терзал угловатый и острый умы следователей еще долго после того, как дело закрыли. Каким образом сигналы с их телефонов могли быть последний раз зафиксированы из закусочной, когда сотни пользователей вспомнили посты и прямые трансляции Дилан из леса в первые дни экспедиции? Ученый-любитель растолковал это в своем блоге, подробно описав, как сильное магнитное поле может прерывать сигналы вышек сотовой связи, а также мешать стабилизации камеры. Еще вставал вопрос, как же смогли измениться посты Дилан. Растерянные подписчики клялись, что на самом деле это были бодрые фотки, на которых альпинистка взбирается по скалистым склонам. Теперь же в выдаче с ее странички можно было найти только 5 фотографий, усыпанной листьями земли. Все эти записи были сделаны до 12 марта. Каким образом появлялись новые, если ее телефон на тот момент лежал на месте происшествия, где его впоследствии обнаружили, уже в тот момент разрядившийся в ноль и сброшенный до заводских настроек, как и у всех остальных? После 185 дней бесплодных поисков один водитель застрял на лесной дороге, крепко сев на брюхо, и таким образом обнаружил автомобиль пропавшей экспедиции. В его собственной машине внезапно отказала вся электроника. Голос певца по радио оборвался на полуслове, часы мигнули и погасли, и даже датчик бензина и спидометра превратились в пустые черные круги на приборной панели. Он остановился, и машина заглохла почти сразу после того, как он выехал на обочину. Эвакуатору требуется час, чтобы добраться в такую глушь. Время шло. Переполненный мочевой пузырь начал докучать автомобилисту. Он зашел за деревья, и его золотистая струя, сбив грязь с бампера джипа Чероки, явила тот миру. Джип был покрашен в рыжий цвет, а теперь его еще завалило листьями, ветвями кустов и грязью, полностью замаскировав от случайного взгляда. Водитель принялся заглядывать в окна брошенной машины. На заднем сиденье лежала мятая квитанция. В держателях для стаканов у сидений торчали длинногорлые бутылки Эйл-8. С пола подмигивала оберточная фольга в пятнах жира. Затем что-то под сиденьем мелькнуло, похожее на палец, как свидетель позже рассказывал полицейским, и тогда он прижался лбом к окну, прищурившись изо всех сил. В этот момент выхлопная труба джипа зарычала. Но это было невозможно, как рассказывал он потом. И он знал, что это невозможно, но все равно слышал, чувствовал, как машина рядом с ним затряслась. Сернистый запах выхлопа ударил ему в нос. Он отпрянул с энергией мультяшного скелета, выпрыгивающего из тела, и бросился обратно. Думал, что двигается в сторону дороги, но перепутал направление и начал углубляться в лес. Автомобилист клялся и божился, что увидел там женщину, вполне походящую по описанию на Дилан Прескотт, альпинистку, все еще считавшуюся пропавшей. Она решительно двигалась вглубь чащи. Он окликнул ее, чуть и не споткнувшись о низко висящую цепь с табличкой «Вход воспрещен», и тут девушка исчезла из виду. Если бы он все-таки запутался в цепи лодыжкой, то рухнул бы на мягкое ложе из листьев и увидел бы только разбухшую ногу. Вместо этого он успел остановиться, чуть не поперхнулся при виде всего тела и вернулся к дороге. Позвонил в местную полицию, и она прибыла ровно за 13 минут до водителя эвакуатора, который обнаружил, что машина этого злополучного автомобилиста в полном порядке. Нога принадлежала Клою Фостеру, руководителю экспедиции. На тот момент от него осталась лишь обезвоженная оболочка жесткой кожи, обтянувшей вялые волокна мышц.
Внутренности его сгнили, или же их кто-то выгрыз из вскрытой грудной клетки. Странность, которая озадачила коронеров почти так же сильно, как и в случае со скелетом Сильвии, заключалась в том, что труп Фостера оказался таким свежим. То же самое касалось Люка Вудхевена, найденного в глубине леса парня, лишенного языка, а также глаз, ушей, пальцев рук и ног. Если не считать этих навеки сгинувших мелочей, тело осталось нетронутым, слишком нетронутым. Кожа по-прежнему была гладкой и розовой. Бугорки на месте пальцев, рук и ног усохли, как будто их кто-то завялил. Так вялят мясо про запас. Оба тела находились в одинаковом состоянии, как будто исследователи погибли на морозных склонах Эвереста, а не в Кентукки, с его влажным летом и дождливой осенью. Тем не менее, судебно-медицинская экспертиза установила, что они действительно погибли ближе к началу лета, чем к его концу. Клей находился ближе всех к автомобилю, и потому его тело было обнаружено и тщательно описано первым. Следующим, чуть глубже в лес, лежал Люк. И, наконец, была найдена Сильвия-скелет, уже совсем рядом с лагерем. Спасатели обтянули желтой пластиковой лентой деревья рядом с дорогой, припарковали поблескивающие маяками машины на обочине. Даже если бы кроме этого они ничего не сделали, то хотя бы внимание привлекли. Они утыкали маленькими желтыми пластиковыми маркерами все значимые улики на месте происшествия. Иногда на расстоянии нескольких миль друг от друга каждое волокно ткани, заблудившееся в грязи, каждую оттяжку, найденную в опавшей листве, каждую из все еще стоящих, нетронутых палаток, окруженных разбитыми канистрами с едой и кучу разбросанной, как взрывом одежды и припасов, а также один поставили около капли засохшей мочи на бампере джипа. Они сделали 1 000 000 фотографий. Снимков было так много, что файлы в высоком разрешении заняли 3 терабайта. Снимков было так много, что следователи-криминалисты запустили проект по их обработке, который должен был увенчаться полной 3D-реконструкцией ужасающего места происшествия. Снимков было так много, что они задавались вопросом, если позволить парочке утечь в руки конспирологам, которые сумели превзойти официальные власти в выдвижении бесконечных теорий насчет случившегося, не имея на руках ни единого фото, что тогда? И после того, как они сфотографировали все и покрутились вокруг трупов, оценивая, смоля бесчисленные сигареты, испытывая постоянное чувство, будто маленькая рука дергает их за штанину, как бы прося уйти, они застегнули трупы в мешки, сложили обратно маленькие пронумерованные маркеры, запихнули в палатки, рюкзаки и грязную одежду в сумки для улик, закатили те в фургон, проверили все в последний раз, не пропустили ли что-нибудь, какой-нибудь крошечный обломок кости из скелета Сильвии, или окровавленный клинок, или даже подробный дневник, который расставил бы по местам все кусочки этой головоломки. Хоть что-то еще, кроме промокших насквозь, превратившихся в набухшую массу тетради в лагере. Довольные, они закрыли двери фургона и затем навсегда покинули это окаянное место. Февраль 2019-го. «Наконец-то, твою мать!» Клей засунул руки в карманы. Внутри ангара было всего на несколько градусов теплее, чем снаружи. Однако по сравнению с холодом открытого неба здесь был тропический пляж. Табита, его верная подруга и пилот, обходила крошечный самолет, проверяя, хорошо ли накачаны колеса, не появились ли трещины в лопастях пропеллеров, не собираются ли крылья отвалиться в самый важный момент. Даже если бы они обнаружили что-то подобное на высоте 3000 футов, она бы с той же скрупулезностью отметила все неисправности в своем планшете. Несколько недель подряд они летали над самыми глухими уголками Кентукки в поисках скалы, которая могла бы заинтересовать любителей восхождений. Пока что они ничего не нашли, но у Клея было хорошее предчувствие насчет сегодняшнего дня. Они забрались в самолет. Клей стиснул челюсти и постучал пальцами, одетой в перчатку руки по колену, пока Табита проверяла очередную кучу всего в самолете. Мигающие красные огоньки, скрежещущее радио, рычаги, циферблаты и мониторы. Клей пошевелил ногами в попытке поддержать кровообращение.
Он прокрутил координаты и карты на своем ноутбуке, чтобы вспомнить, в какую именно часть Кентуккийского посредине где они летят сегодня. Округ Роккасл. Ну, какая-то скала должна была там иметься. Так ведь? «Сейчас взлетим», — сказал Табита. Она связалась по радио с диспетчерской вышкой и запустила двигатель. Рев эхом разнесся по ангару. «У тебя есть все, что тебе нужно?» «Так точно», — ответил Клей. Ему хотелось, чтобы самолет уже поднялся в воздух. Клей и Табита знали друг друга со средней школы. Клей тогда переехала в Лексингтон. Отец Табиты был пилотом, и она успела налетать достаточно часов, будучи еще подростком, чтобы к своим 29 уже получить лицензию. И это намного упростило ситуацию. Родители Клея могли бы нанять для него частный самолет для этого, но Табита, как друг семьи, была готова подняться в небо в любой момент. Клею нужно было оплатить только горючее. Не так уж много мазохистов среди пилотов, чтобы рваться в небеса в феврале, и потому диспетчер дал им взлетную полосу через пару минут. Самолет рванулся в небо, резиновые колеса оторвались от покрытия полосы, их тела прижало к сиденьям, самолет накренился и рухнул. Рухнул вверх. В ушах у Клея застучало. В горле встал ком, хотя ему это было далеко не в новинку. За зиму они с Табитой налетали на этом самолете бесчисленное множество часов. Ящик с дорогим лазерным эхолокатором, который Клей одолжил в университете и теперь укрепленный на шасси, отсканировал бесконечное количество деревьев, среди которых могло прятаться удачное местечко для скалолазанья. Найти его и было самым горячим желанием Клея. И сделал бесчисленное же количество записей. Он подумал о возможностях использования лазерной эхолокации именно в этих целях еще на первом курсе, на лекции по географии. Профессор упомянул об этой технологии, продемонстрировал слайды со снимками, нанесенными на карту. Радужные полосы показывали места с разным временем отклика на проверку лазерным лучом. «Как эхолокатор, но только вместо звука используется свет», — пояснил профессор. Это была единственная лекция в семестре, на которой он напряг уши вместо того, чтобы прикрыть веки. В том же году он подсел на скалолазанье. Теперь он проводил раннее утро почти каждой субботы на заднем сиденье ушатанной тачки, покрытой коркой грязи. Багажник ее был забит веревками, металлическими зажимами и вонючими резиновыми шнурами. Клей приобщился к этому виду спорта благодаря своему соседу по комнате. Он хрустел коленями и сбивал о скалу пальцы в кровь до тех пор, пока шлямбуры не становились неразличимы в сумерках. Сумел стать альпинистом чуть выше среднего уровня. У него никогда так и не появилось ни навыков, ни удачи, ни смелости, чтобы взобраться на какую-нибудь дерьмовую твердую скалу. Покорить такой маршрут, который привлек бы к нему внимание крупных игроков в этом бизнесе и в итоге принес бы денег и самому Клею. Порвав переднюю крестообразную связку, он стал все реже появляться на скалодроме по выходным. Ему было невыносимо видеть, как его приятели покоряют все более жесткие и трудные маршруты, в то время как он мог только хмуро провожать их взглядом с земли, и шея его болела от того, что голову приходилось задирать все сильнее. Но проект с лазерной эхолокацией он всегда держал про запас, и в конце концов вытащил его с дальней полки для своей докторской диссертации по геологии. Если он не смог стать известным альпинистом, то, возможно, он сможет завоевать известность как человек, который нашел новую скалу. Так что он провел осень в этом тесном, чертовски холодном одномоторном самолете, сканируя лазером долину Мьюэр в ущелье Ред-Ривер, нанося на карту все существующие в ней скальные стены, каталогизируя их извивы и закоулки, все те альпинистские маршруты, по которым он никогда не поднимется. Каждый раз, когда температура нерешительно топталась около нуля, Клей и Табита были на взлетной полосе и двигались согласно курсу, закутавшись в слои шерсти, пуха, в толстых вязаных шапках и шарфах. Зима означала свободный доступ к скалам, не загораживаемым листьями. Остались лишь голые ветви деревьев, напоминающие сеть вен. Зима также означала термосы, полные дымящегося кофе, крошечные одноразовые грелки в носках, карманах и даже в шапках, переломленные уже перед взлетом. Унизительно, но необходимо. По крайней мере, он надеялся, что в конце концов оно будет того стоить. Если только ему удастся найти
хоть что-нибудь. К январю они, наконец, стали посещать необследованные местности, нанося на карты дикую глушь Кентукки. Начали они с других секторов ущелья в национальном лесу Дэниеля Буна и двинулись дальше по просторам штата. Ничего подходящего им обнаружить не удалось даже там, где этого можно было ожидать. Клей отсматривал километр за километром чистого мусора. После каждого полета челюсти его болели, он непрерывно стискивал их. Если они не найдут что-нибудь до того, как деревья покроются листвой, следующие 10 месяцев придется просто пережидать. Сегодня они отправились к дебрям округа Рок-Касл, многообещающей области, которую он наметил при изучении карты штата. С самого начала было в этом полете нечто особенное. Земля словно бы не хотела отпускать их. Спину Клея будто сильнее вжимала в спинку кресла во время взлета. Пока они забирались в свой эшелон, в ушах Клея гудело все больше от возрастающего давления. «Мы с тобой как пионеры этих лесов», — сказал он, перекрикивая рев двигателей. «Нам лучше найти здесь что-нибудь хорошее, иначе мое исследование, благодаря которому я, по идее, должен получить степень, просто развалится». «Но ты все равно получишь степень, даже если ничего не найдешь. Верно?» — спросила Табита. «Да, степень я получу, но моя дипломная работа будет не такой интересной», — сказал он. «И вряд ли поможет мне найти работу». «Что за работа?» «Что-нибудь, где я был бы сам себе хозяин. Если мне чертовски повезет, какой-нибудь лох будет платить мне именно за это. За то, чтобы я путешествовал по миру в поисках новых мест для скалолазанья. Можешь себе это представить? Тебе платят за то, что ты путешествуешь по всему миру». «Ты действительно думаешь, что найдутся люди, которые за такое заплатят?» Из радиоприемника донеслись сообщения диспетчера. Ноги Клея напоминали сломанную печь. Носки промокли от пота, так хорошо их согревала одноразовая грелка, а колени под стоявшим на них ноутом подрагивали, чтобы не дать холоду, окутывавшему остальную часть тела, пробраться к ним. Он щелкнул по экрану, чтобы включить находившееся под самолетом оборудование, и у него внутри все загудело от предвкушения. «О, обязательно», — сказал он. «Скалолазанье — это индустрия с оборотом в миллиарды долларов. Компании спонсируют альпинистов только для того, чтобы те выбрались из дома и пошли карабкаться по скалам. Верно? Моя подруга Дилан только что подписала контракт с Петцел. Так почему бы им не захотеть отправить меня на поиски новых мест для скалолазанья? Развитие туризма — отличная возможность. Представь, вы — маленький дерьмовый городок в глуши. Вам нужно как-то выжить, и вы нанимаете меня. И у вас на задворках я обнаруживаю лучшие в мире склоны для скалолазанья. И внезапно у вас 1 миллион посетителей каждый год, и всем им нужна еда, оборудование и какое-то занятие на те периоды, когда люди устали и на скалу лезть не могут. Итак, твоя работа мечты — ездить по этим крошечным городкам, чтобы найти подходящие скалы? Путешествовать по всему миру, но видеть только самые занюханные дыры? Но нет, я бы не стал останавливаться в этих убогих городах, я бы просто облетал местность над ними на самолете, — сказал он, сверяясь с координатами. «Я бы останавливался в тех местах, где есть аэропорты. Ну, знаешь, цивилизация». «Но на гроши выколочены из этих вонючих городков». Он пожал плечами. «На чьи-то гроши?» «Мы почти уже на месте. Вот те координаты, которые ты мне дал», — сказала Табита. «Скрести пальцы». В ушах у него застучало. Самолет дернулся. Корпус затрясло, но не как при турбулентности, более мягко. Это была едва уловимая дрожь. Заходил ходуном ноут на коленях у Клея. Пот хлынул изо всех нор и немедленно застыл на нем ледяной коркой. Голова раскалывалась, сердце бешено заколотилось. На его неопытный взгляд вся приборная панель засверкала миллионом предупреждающих знаков. Красные огоньки замигали чаще. Стрелки на циферблатах заметались. Нос самолета нырнул вниз. Черт! Черт! Через лобовое стекло на них устремились острые верхушки деревьев, словно сотни стрел, рассекающих воздух. У него перехватило дыхание, кислород вышибло из легких, голова закружилась. Самолет находился в свободном падении. Он закрыл глаза и подобрался, ожидая удара. «Охрененно тупо будет сдохнуть вот так, в 2 шагах от цели», — подумал он, и кишки у него в животе от страха завязались в узел.
Повис долгий миг пульсирующей тишины, глубокой и давящей все сильнее по мере того, как она наваливалась на его барабанные перепонки. Он поплыл в воздухе. «Каждый незакрепленный предмет, — подумал он, — завис в воздухе на те несколько секунд, которые они неслись навстречу земле». Но когда он не услышал хруста металла, и сосна не проткнула его насквозь, и птичье гнездо не размазалось по носу самолета, он открыл глаза. Перед ними было только суровое зимнее небо. «Все в порядке?» — спросил он, с трудом разжав челюсти. «Мы упадем?» «Однако нет», — сказала Табита, щелкая переключателями. «Выглядит как скачок напряжения. Надо будет проверить электронику». «Что случилось? Почему мы клюнули носом?» «Что ты имеешь в виду?» — спросила она. Нос на мгновение резко пошел вниз. «Так?» «Не думаю», — ответила она. «Мы попали в небольшую турбулентность, и электроника замигала, но самолет держался довольно ровно. Ты в порядке? Тяжело вроде дышишь». Клей выдохнул. «Да, я в порядке». «С Ноутом все в порядке?» Клей и позабыл о Ноуте, который сжимал одетыми в перчатки руками. Он расслабил руки, медленно, целенаправленно рожав каждое сухожилие и завязавшийся узлом сустав. По экрану продолжали ползти данные, полученные от лазерного эхолокатора под днищем самолета. «Черт!» — сказал он. «Похоже на то. По крайней мере, связь с лазерным локатором есть, так что, думаю, с ним тоже все в порядке». «Думаешь, мы что-то нашли? Я заметила под самолетом какую-то скалу». «Очень надеюсь, что так», — ответил он. Клей никак не мог выкинуть из головы этот образ. Острые верхушки деревьев летели на него, как 1000 стрел. При каждом взгляде через лобовое стекло у него сердце замирало в груди. И несколько дней спустя это что-то появилось на снятой лазерным локатором картинке. Что-то слишком хорошее для того, чтобы быть правдой. Это был их 7-й визит в нетронутые цивилизации уголки Кентукки, и они кое-что нашли. По крайней мере, оно выглядело как кое-что. «Ты была права», — написал Табите Клей. «Успех? Думаю, да». Картинка создавалась из разноцветных линий. Те световые волны, которые вернулись быстрее всех, обозначались красным, а Земля — синим. И выглядела она прямо как картинка из учебника. Высокая каменная плита, изобилующая трещинами, карманами и выступами. Судя по полученным данным, имеющиеся высоты были идеальными для скалолазанья, от 60 до 150 футов. У Клея мурашки побежали по рукам, волоски на них встали дыбом. Дрожащими пальцами он листал сканы. Он больше не будет морозить задницу в полетах наугад над неизведанной глухоманью. Он нашел свою иголку в этой огромной куче сена. Правда, до тех пор, пока ему не удастся побывать там самому и оценить все на месте, он толком не сможет сказать, что нашел. Новое ущелье? Или этот камушек потянет разве что на местную достопримечательность? Однако это не помешает Клею погрузиться в сладкие грезы. Заголовки в блогах и журналах, и его лицо на страницах. Его слава расходится в альпинистском мирке, как круги по воде. Он представил себе полеты в Испанию, над девственными просторами Южной Африки или Таиланда в поисках карстовых скал, свою диссертацию. Она принесет ему не только степень и место за пыльным столом университетского исследователя, но и карьеру путешественника по всему миру. На что еще она могла ему сгодиться? К концу первого года в аспирантуре он понял, что научная карьера не для него. Клей не знал, что этим мечтам не суждено сбыться. Не по тем причинам, по которым не сбываются честолюбивые мечты, из-за нехватки ресурсов, связей или денег. Ни один журнал никогда не опубликует статей о его открытии не потому, что оно не покажется чем-то ценным, стоящим денег никому из индустрии, крутящейся вокруг скалолазанья. Он не знал, что никто и никогда не ознакомится с его исследованием, кроме его научного руководителя доктора Берри. Тот попытается изучить сканы с лазерного локатора осенью, пытаясь восстановить поврежденный файл, но попытки не увенчаются успехом. Так что Клей упивался своим незнанием и будущим, которое хотел создать для себя. Будущим, полным славы, богатства и всеми обычными побрякушками, которые к ним прилагаются.
Позже, в кабинете своего научного руководителя, Клей сравнивал новые снимки с теми, которые он сделал в Мьюэр-Вэлли. Новые — на левом экране, а давно изученная местность — на правом. Клей и его научный руководитель часами исследовали их, прерываясь только для посещения лекций. «Здесь определенно что-то есть», — сказал профессор Берри. «Временами мне кажется, что изображение прям снято под копирку. То, что ты нашел, выглядит почти идентично долине Мьюэр. Странно. Ты уверен, что мы смотрим нужные данные?» «Конечно уверен», — ответил Клей. «Проверьте в свойствах файла». Профессор Берри щелкнул по левому экрану и открыл их. Файл, как и ожидалось, был создан в этом месяце. «Это так странно», — сказал профессор. «Посмотри сюда. Даже кажется, что там и лес рядом один и тот же». И так оно и было. Раздвоенный ствол в нижней части экрана был одинаковым. Оба отростка также наклонены влево. Ближе к центру, там, где они начинали расходиться в разные стороны, такая же впадина. Сердце Клея на секунду перестало биться. Блин, может быть, он случайно перезаписал данные последних исследований? Неужели он просто смотрит файл, отснятый в долине Мьюэр, только переименованный? Клей подался к экранам, выискивая хотя бы одно отличие. Его не было. Ему придется опять карабкаться в этот долбанный самолет. Опять мерзнуть, как собака. Твою же мать! Профессор Берри посмотрел на часы. «Мне нужно идти на занятия, но мы можем еще раз проверить их позже», — сказал он, выходя из кабинета. Клей остался. Здесь внезапно стало нечем дышать. Да как такое вообще возможно, чтобы в двух разных местах находились две идентичные скалы? Чем внимательнее он исследовал новый снимок, тем очевиднее становилось, что он — копия старого. Тот же карман в правом верхнем углу, та же асимметричная трещина посередине, та же паутина кустов, опутавшая верхний выступ, та же высота над уровнем моря. Он поместил в закладки оба файла и записал координаты каждого места у себя в журнале. Единственное, чем эти изображения, судя по всему, и отличались друг от друга. Он отказался от игры «Найди различия» и стал добавлять в закладки другие интересные места из пока еще не исследованной местности. Чем дольше он листал цифровую карту, тем больше закладок он делал, доведя их количество до бессмысленно большого. К моменту возвращения научного руководителя их стало по меньшей мере 70. «Здесь много хорошего», — сказал Клей. «Что ты нашел?» «Здесь есть скалы, имеющие множество схожих черт с теми, которые мы изучали. Я хотел бы начать планировать полевую экспедицию, отправиться туда в реале». «Не мог бы ты открыть то место, которое мы рассматривали ранее?» — сказал профессор Берри. «То, которое оказалось точной копией Мьюэр». Скан Мьюэр все еще был открыт. Клей снова щелкнул по левому экрану в поисках первой закладки, которую он сделал, но раздвоенный ствол исчез. Вместо карманов известняковую глыбу покрывала сеть трещин и сколов, как будто ее лупили кувалдой. Ничего не росло на земле вокруг. «Хм», — сказал он. «Мы смотрели именно этот снимок?» — спросил профессор Берри. Координаты это подтвердили. «Должно быть непонятный сбой какой-то», — хмыкнул Клей. «Наверное, да», — сказал научный руководитель. «Ох уж эти старые университетские компьютеры». «Существует ли вероятность, что я могу начать полевые работы?» «Мне нужно еще некоторое время на ознакомление с файлами, но я думаю, что ты сможешь приступить уже в следующем месяце». Клей не мог поверить, что его идеи послужат толчком для отправки полевой экспедиции, а не закончатся просто кучей бесполезных карт и данных, которые кто-нибудь когда-нибудь сможет использовать при расчетах. Он нашел не что-нибудь, а сверкающий, мать его, бриллиант, который даже не нуждался в огранке, а просто прятался до поры до времени. По экрану прошла рябь. «Очередной сбой», — решил Клей. «Очередная ошибка старого университетского компьютера». Тот же самый снимок, который уже доставил им столько хлопот, на мгновение опять изменился. Теперь склон выглядел осыпавшимся. Сильвию, подругу и однокурсницу, Клей взял себе в ассистенты, писать отчеты. Они были знакомы еще со студенческой скамьи. Ее интересы лежали больше в области ботаники.
Она изучала, как географическое положение местности и изменение климата влияют на эндемичную флору. Она с готовностью приняла его приглашение, при условии, что будет указана в качестве соавтора в любых публикациях по итогам экспедиции. Ему нужен был профессиональный альпинист. Клей набирал, удалял и снова набирал сообщение на крошечном экране телефона. Это послание должно было попасть в цель. Ему была нужна именно она. Дилан Прескотт, профессиональная альпинистка, только что подписавшая контракт с крупным производителем снаряжения для скалолазания, а также блогер с 50 тысячами подписчиков. Он знал ее еще с тех пор, когда карабкался по скалам сам, и они до сих пор оставались хорошими знакомыми. Но Клей никогда не просил ее помочь в чем-то столь важном для него и был не уверен, что теперь наниматель согласится отпустить Дилан. Может быть, лучше обсудить все по телефону? «Привет. Набери меня, когда будет минутка». Он отправил сообщение и принялся листать ее фотографии, квадратик за квадратиком, ее тело, скрюченное в 3 погибели на фоне рыжевато-коричневого гранита, редкие разноцветные вспышки в ленте, посты со скалодромов. Если ее лицо не скрывал тугой хвост темных волос, решимость, вот что было отчетливо видно на нем. Последний пост сделан неделю назад. «Рада сообщить, что официально стала спортсменом Петцел. Я всегда использовала их снаряжение в своих вылазках, и мне не терпится расширить наше партнерство». Телефон зазвонил пару часов спустя. «Привет», — сказала Клей. «Привет», — сказал Клей. «Привет, в чем дело?» — ответила Дилан. «Все в порядке?» «Да, на самом деле я хотел поговорить с тобой о возможном восхождении. Я нашел новую, неизведанную скалу». «Потрясающе! Как ты ее нашел?» «В ходе работ над моей диссертацией», — ответил он. «Я изучаю возможности применения лазерной эхолокации. Давай я тебе пару снимков сброшу». Он слышал в трубке, как пощелкивают клавиши на ноуте Дилан. Она просматривала сканы. «Если ты сейчас свободна, я буду очень рад, если ты присоединишься к нашей экспедиции. Первая поднимешься на эту скалу». «Это похоже на долину Мьюер», — сказала она. «Где это?» «Чуть южнее, примерно в часе езды от Лексингтона». «Божечки», — сказала она, — «мне просто не терпится забраться на этот камень. Когда мы выезжаем? Ну и остальные мелочи». «Некоторые мелочи я как раз сейчас утрясаю. Например, пытаюсь выяснить, кому принадлежит эта земля, если она вообще кому-то принадлежит, и не будут ли владельцы возражать против нашей экспедиции. Если все будет нормально, думаю, выдвинемся в следующем месяце. Это буду я, Сильвия, еще одна аспирантка, ты и, я полагаю, твой парень Люк, верно? Он тоже может поехать с нами? Думаю, ты захочешь, чтобы тебя кто-то страховал, сказал Клей. Я буду возиться с бумажками, так что не смогу помочь тебе с этим. Я уверен, что в одиночку ты туда не полезешь. Надеюсь, ты тогда не будешь возражать и против собаки-спасаки, сказала она. Куда Люк, туда и Слейд. Может, он защитит нас от чудовищ, пошутил Клей. «Мне придется спросить моего агента», — сказала она. «Может быть, Брент сможет оплатить эту поездку? Я еще совсем нуб в этих делах. Так странно быть альпинистом на контракте. Кстати, поздравляю». «Она выглядит, я не знаю», — произнесла она. Стук клавиш прекратился. «Как сон, воплотившийся в реальности. Она словно создана для этого. Для нас». 8 марта 2019. 10 часов 14 минут. Колени Дилан, зажатые между водительским сиденьем и рюкзаком на полу машины, уже начали ныть. В предвкушении восхождения она вся была как натянутая струна. «Наши координаты примерно в 3 милях от дороги», — сказал Клей. Вот уже полчаса, как они двигались на юг от Лексингтона, и он сообщал об этом уже в 3-й раз с тех пор. «Мы сможем достаточно быстро вернуться к машине, если будет нужно. Но это именно экспедиция. Место дикое. Там даже тропинок нет». «Отправляемся в неведомое», — сказал Люк. «Туда, где никто не услышит наш крик». Смех наполнил тесный джип. Они запихнули в багажник все, что им могло понадобиться. Спальные мешки, палатки, одежду и альпинистское снаряжение, так что гора вещей перекрывала обзор в зеркале заднего вида. В нем отражались в основном синтетические чехлы. Под этой горой побулькивал, как подземный ручей, небольшой походный холодильник. И это все им придется тащить на себе 3 мили по лесу.
Дилан обычно брала с собой гораздо меньше вещей, но сейчас они отправлялись не просто на вылазку выходного дня. Она предположила, что для исследований Клею и Сильвии необходимо специальное оборудование. Клей определенно вел себя иначе, чем в давно минувшие дни их беззаботных вылазок в ущелье. Он сгорбился так, что плечи почти касались ушей. Дилан шебуршила ногами, ее синтетические штаны со скрипом терлись о кожаное сиденье. Она возбужденно предвкушала первый подъем на скалу, и выдался же этот шанс именно ей. Она сможет оставить там свой след, дать имена маршрутам восхождения, убедить людей из Петцел, они не пожалеют, что взяли ее на контракт и, может быть, даже сделают ее своей ведущей спортсменкой. Кто еще в наши дни находит новые маршруты на новых скалах? В списке спортсменов, рекламирующих бренд, в которых фирма готова вложиться, она окажется на одном из первых мест. Дилан продолжала вдохновенно мечтать. Ей даже не придется каждый день таскаться на работу в офис. Представители различных компаний, производящих снаряжение, дерутся за нее. Получив сообщение от Клея ни с того ни с сего, она предположила, что он либо женится, либо попал в какую-то ужасную аварию. Прошло уже несколько лет с тех пор, как они зависали вместе, хотя все еще переписывались и общались в сетях. Она и представить себе не могла, что он предоставит ей такую удивительную возможность. Ей повезло, что много лет назад у подножия скалы в ущелье они связывались одной веревкой. Тем не менее, тихий голос внутри ворчливо шептал, что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Может быть, все дело было в напряжении, которое излучал Клей. Он вцепился в руль так, что костяшки его пальцев стали почти белыми. Она годами вкалывала, чтобы с ней подписали контракт. Она прошла половину маршрутов 5.13 в ущелье Ред-Ривер и собиралась второй раз сделать 5.14. Ей казалось, что в первом восхождении ей просто повезло, слишком легким и плавным оно было. Она не смогла повторить тот подъем, но ей хватило. И теперь, когда корпорация подписала с ней контракт, она не хотела их подвести. Не после того, как они частично оплатили ее участие в этой экспедиции. Все должно пройти так, как надо. Скала окажется идеальной и создаст ажиотаж. Может быть, тогда они отправят ее в какое-нибудь изумительное место, позволят ей скататься за полмира в испанский Альбарасин или Вотервол-Бовен в Южную Африку. Она станет лицом бренда. В глубине души она опасалась, что и контракт не более чем счастливая случайность. Что если она никогда не пройдет маршрут круче того 5.14? Что если из этой экспедиции ничего путного не выйдет? Что если Петцел решит расстаться с ней, посчитав этот контракт пустой тратой времени и денег? Сидя на заднем сиденье, Дилан листала приложение, размышляя, что пора бы сделать официальный анонс экспедиции на своей страничке, и обрывки фраз из возможного анонса проносились у нее в голове. Она уже вешала парочку тизеров. «Скоро появится еще больше интересных новостей. Обязательно следите за обновлениями. Чекайте мою страничку». Но сам вброс решила не делать до того, как увидит скалу своими глазами. Слейд тоже сидел сзади, между ней и люком, тяжело дыша, и слюни фонтаном лились у него изо рта. Он положил лапу ей на колени, обдав телефон слюнями, и изображение на экране расплылось. Дилан и Люк познакомились благодаря этому псу. Он тогда еще совсем щенок ухитрился высвободиться из шелейки и подбежал к ее столику в пиццерии Мигеля. Он запрыгнул на стол и хотел стащить кусочек ее пепперони. «Извини», — сказал Люк, оттаскивая Слейда. «О, привет! Ты же Дилан, верно? Я на тебя подписан. Ты сделала несколько действительно впечатляющих восхождений». «Да», — ответила она. На тот момент у нее была всего лишь жалкая 1000 подписчиков, и она едва закончила проходить 5.13. «Милая собачка». Они обменялись телефонами, выяснили, что оба живут в Луисвилле, в паре миль друг от друга, и с тех пор встречались. Теперь пес навалился всем своим весом на ее колени, выводя загадочные символы на окне мокрым носом. Он внезапно гавкнул, все 4 пассажира подпрыгнули от резкого звука, и машина заскользила по полосе. «На что он там лает?» — спросил Клей, выправив машину. «Не знаю», — ответил Люк. «Наверное, оленя увидел или что-то такое. Или подумал, что увидел». «Он лает на все подряд», — сказала Дилан. «Не загоняйся». Она погладила пса по спине, почесала за ушами, чтобы он замолчал, но это ни на секунду не поколебало решимость Слейда. Он продолжал тявкать, перетаптываясь на коленях Дилан.
оставляя синяки на ее когда-то нежных бедрах. Хотелось бы, чтобы Люк выдрессировал его получше. Люк посадил собаку к себе на колени, и тявканье Слейда превратилось в тихие «вуф-вуф». «Все в порядке, приятель, там ничего нет». «И никогда не было», — подумала Дилан. Сильвия, сидевшая впереди, развернула бумажную карту. «Зачем ты притащила эту древность?» — рассмеялся Клей. «Где ты ее вообще взяла?» «Думаешь, она нам не пригодится? Мама дала ее мне». Сильвия разворачивала и снова складывала карту, просматривая, не позволяя ей полностью расправиться и загородить приборную панель. До сих пор Сильвия в основном молчала, что-то строчила в блокноте или смотрела в окно. «У нас тут есть совершенно новый GPS-трекер, который в любой момент сообщит нам наше точное местонахождение», — продолжил Клей. «Зачем бы нам могла понадобиться эта карта? На ней же вообще ничего, кроме дорог, не отмечено». Сильвия продолжала складывать свое оригами, переламывая пополам реки и шоссе, и вот, наконец, в ее руках оказался практически полностью зеленый сегмент карты, через который тянулись слова «Округ Роккасл». «Это топографическая карта», — сказала Сильвия. «Но никаких скал тут не отмечено. Сплошной лес». «Должно быть, здесь просто нет последних обновлений», — сказал Клей. «Устарела». «На такие карты последние обновления накатывают очень редко», — ответила она. «Только если прокладывают новую дорогу или еще что-то такое. Так что она не может быть устаревшей. Топография меняется не так быстро». «Ну, не знаю», — сказал Клей. Он стиснул руль крепче. Голос его стал жестким. «Должно быть, это ошибка». «Тебе не кажется, что это как-то чудно?» — спросила она, проводя пальцем по залому на карте. «Там стоит огромная скала, но ее никогда не находили, не нанесли на карты и даже ни разу не увидели с дороги». «Что здесь происходит, по-твоему?» Клей усилием воли выдавил смешок. «Ты думаешь, лазерный холод просто сочинил эту скалу? Или огромный каменный столб взял и выскочил из-под земли? Мы доберемся туда и найдем просто кучу деревьев?» «Просто интересно», — ответила она. Дилан стукнула ногой по полу, вибрация прошла и по стоявшему рядом рюкзаку. Для сидящей на переднем сиденье Сильвии это все может быть просто интересно, но Дилан была нужна эта экспедиция. Ей было нужно, чтобы эта скала существовала. Для Дилан это был не какой-то там зачет в универе, но вопрос жизни и смерти. Эта поездка могла развеять все ее опасения насчет собственной неполноценности, заткнуть того назойливого нытика в глубине своей души, который использовал каждую минуту затишья, чтобы снова и снова начинать нашептывать. Она пустышка. Пэтцл допустил серьезную ошибку, подписав с ней контракт. Она в жизни не выиграла ни одного соревнования, не сделала ни одного восхождения за пределами ущелья Ред-Ривер. Но если экспедиция пройдет хорошо, Дилан докажет себе и всем остальным, что она стоящая девчонка. Никто среди них, даже среди мужчин, которые преобладали в альпинистской индустрии, не смог открыть целую новую скалу. Эта экспедиция была особенной, и Дилан ни в коем случае не могла облажаться. Мысли так яростно бурлили в голове, что ей хотелось завыть, чтобы выплеснуть напряжение. Клей съехал с шоссе, свернув на однополосную дорогу, и Слейд сделал это за нее. Едкая вонь табачного дыма ударила в ноздри Дилан, когда они вошли в закусочную, которую заметил Люк, грязную развалюху, вывеска которой выленила на солнце. «Давайте последний раз нормально поедим», — предложил Люк. Ее желудок заурчал, едва она представила ее себе. Последняя тарелка настоящей еды, нерегидратированной, приготовленной на крошечной газовой плитке, и не бесконечные энергетические батончики. Их компания оказалась единственной, кому пришло в голову в тот день пообедать в этом кафе. Все четверо устроились за гладким ламинированным столом. Официантка положила меню на столик перед ними, все его странички тоже были заламинированы. Слейда они заперли в машине, оставив окна чуть приоткрытыми, и теперь он яростно изливал свое недовольство. «Это твоя собака там?» — спросила она. «Да, простите», — Люк приобнял Дилан. «Он предпочел бы быть здесь, тоже пообедать горяченьким». Дилан просматривала меню, размытые фотографии стопок блинов, картинки с гамбургерами под липким пластиком. «Вы, ребята, приехали на каяках по Роккасл покататься?» — спросила официантка, по-видимому, собрав воедино их незнакомые лица, походные ботинки с высокой шнуровкой, забавные нашивки на куртках. «Не рановато ли?»
«Мы приехали провести некоторые исследования в районе трассы 490», — ответил Клей. Официантка замолчала. Ее ручка и блокнот застыли в воздухе, как подзависший видеоролик. «О, значит, вы зашли к нам поесть в последний раз», — сказала она. Люк рассмеялся. «Я так и сказал». «В какой части трассы 490?» «Всего в нескольких милях отсюда», — сказал Клей. «Чуть на юг. Прямо у реки, но на другом берегу. А что?» «Почему вы решили отправиться именно туда? Там одни елки да оленями насрано. Лучше двинуть по одной из тех троп, что ведут дальше на север». «Мы — студенты университета Кентукки, изучаем топографию», — сказала Сильвия. «Многие, кто уходят в лес на той стороне дороги, не возвращаются», — ответила официантка и принялась чиркать в своем блокноте кончиком карандаша, словно бы вычеркивала их имена из некоего списка. От этого звука Дилан вздрогнула. «Ну а кто все-таки выходит, становятся действительно странненькими, не хотят рассказывать, что там с ними было, или же рассказывают, что видели всякое сверхъестественное дерьмо. Дерьмовых призраков». «Что вы имеете в виду?» — спросила Дилан. «Ну, все, наверное, слышали такие истории», — ответила официантка. «Мой дядя рассказывал, что когда он учился в средней школе в 80-х, некоторые дети из классов постарше ушли в лес, после уроков, и никогда уже не вышли. Потом шериф их нашел, все они покончили с собой». Все четверо внезапно почувствовали себя мишенями в тире. Они уставились друг на друга, ладони каждого вспотели, размягчая пятна древнего кетчупа на меню. В кафе могла бы воцариться тяжелая тишина, если бы не непрерывно доносившийся с парковки лай Слейда и ворчание кофеварки. Она побулькивала, из подтекающего клапана капала вода, из недр ее вырывался затхлый запах, окутывая стойку ядовитым облаком. «Так что будете заказывать?» Двери джипа со щелчком захлопнулись. «Ну», — сказал Клей, — «это было странненько». Вся группа разразилась нервным смехом. «Божечки, эта официантка была такой странненькой», — сказала Дилан. «Ей должно быть скучно до безумия. Наплела всякой ерунды, лишь бы время занять. Она, наверное, просто вчера вечером посмотрела какой-нибудь ужастик». «Что? Ты не веришь, что леса округа Рок-Касл кишат призраками?» Люк шутливо погрозил ей пальцем. «А вот насчет деревьев и оленьего дерьма», — произнес Клей, — «она была, скорее всего, права. Она говорила об этом в начале». Он завел машину и выехал с парковки при кафе на главную дорогу. «Я имею в виду, не поймите меня неправильно», — продолжил он. «Олени могут достать кого угодно». «Хорошо, что у нас есть Слейд, чтобы отпугнуть их», — ответил Люк. «Этот пес багавкает на них, а при первых признаках опасности убежит», — рассмеялась Дилан. «Он убегает от белых, если они ведут себя агрессивно. Не так ли, приятель?» Клей, сидевший впереди, воспользовался остановкой на светофоре, чтобы вбить координаты в свой мобильник. Холодный женский голос навигатора сказал ему дальше повернуть налево. «Погоди-ка», — сказала Сильвия. Экран ее телефона засиял белым. Дилан увидела с заднего сиденья обрывок заголовка «Местный охотник». «Тут действительно пропадают люди. Некоторые совсем недавно». «Люди постоянно пропадают», — срывающимся голосом ответил Клей и стал въезжать в поворот. «Население округа Рок-Касл составляет всего 17 тысяч человек», — сказала Сильвия. «Гугл выдает слишком много отчетов о пропажах на такое небольшое количество жителей. Только в Ливингстоне за последние 2 года пропали без вести по меньшей мере 5 местных, охотники, ушедшие за оленями в основном». В животе у Дилан забурлило. Она ощутила горечь во рту. Ох уж эта жирная еда. Она попыталась рассуждать разумно. У них есть GPS-трекер и телефоны, а охотники, скорее всего, просто заблудились, не смогли найти дорогу и умерли от голода. Нет в этом лесу никаких призраков, не прячутся в нем поклонники какого-нибудь безумного культа смерти. Вот же глупая. «Может быть, они просто ушли?» — сказал Клей. «Может быть, они просто устали от этого города с его единственным рестораном и с его единственной жуткой официанткой?» Именно в этот момент они снова промчались мимо ресторана. Клей затормозил, колеса джипа завизжали по асфальту, а Слейд врезался в спинку сиденья Сильвии. Только что упомянутая жуткая официантка стояла с сигаретой в руке, прислонившись к стене здания, и ухмылялась им, уже вернулись улыбочкой. «Заблудились, что ли?» — крикнула она. «Решили не лезть в этот треклятый лес?»
«Что за херня?» Клей уставился в свой телефон, проигнорировав официантку. Я следовал указаниям. Один раз повернул налево и один направо. Так как же мы вернулись туда, откуда начали? Смех Сильвии, почти такой же резкий, как яростный лай Слейда тогда на шоссе, вспорол воздух в машине. Самый громкий звук, который она издала с тех пор, как Дилан познакомилась с ней несколько часов назад. «Вот тебе и твои драгоценные технологии», — сказала она, хлопнув Клея по руке. «Ошибка пользователя», — проворчал Клей. На этот раз голос GPS привел их к месту назначения, зарослям у шоссе 490, неотличимым от остальной части леса. Дилан по-прежнему не видела никакой скалы. Разве та не должна была возвышаться над деревьями? Клей повел джип сквозь лес, иногда бампер терся о стволы, но как-то Клею всякий раз удавалось найти достаточно места между густо стоящими деревьями, чтобы проскочить дальше, пока, наконец, он не отъехал с дороги ровно настолько, чтобы скрыть машину от воров или подростков, одуревших от скуки. «Припарковался ты зачетно. Но сможем ли мы выбраться?» — спросила Дилан, сама не зная, имела ли она в виду вернуться на дорогу или выйти из машины. Вплотную к окну с ее стороны торчал древесный ствол. «Это проблема на потом», — сказал Клей, выпрыгивая из машины. Дверь со стороны Дилан хряснула от дерева. В получившуюся щель едва-едва можно было проскользнуть. Дверь люка, сидевшего справа от нее, открылась свободно. Слейд выскочил из машины и залаял. Клей и Сильвия начали разгружать кучу запасов из багажника, разрушая хлопково-полиэстеровую гору. Все это им предстояло нести через лес. Дилан закинула рюкзак на спину и застегнула грудную стяжку. Она взяла у люка поводок, и тот тут же натянулся. Слейд бросился вперед, заставив Дилан пошатнуться и чуть и не сбив ее с ног. «Что это со Слейдом?» — спросила Сильвия. «Он, наверное, просто учуял запах того самого оленьего дерьма», — сказала Дилан, притягивая пса назад. Иногда ей хотелось, чтобы они не таскали с собой Слейда повсюду. Она и так нервничала, а тут еще надо было приглядывать за псом и успокаивать Люка. Воздух был насыщен статикой, от которой у нее мурашки по коже побежали. И вот, навьюченные как лошади, тяжелый рюкзак Дилан был забит металлическими карабинами и веревками, они начали свою экспедицию. Люку пришлось практически тащить за собой хнычущего Слейда. Сильвия вышагивала впереди, она несла мини-холодильник с пивом, а Клей возился со своей GPS-приблудой, красной пластиковой штуковиной с огромными кнопками и маленьким экраном, похожей на доисторическую Nokia. Он вбил туда длинный набор цифр, и чудо-навигатор должен был теперь привести их прямо к скале. Дилан глянула вперед и снова задалась вопросом, разве они не должны уже видеть скалу? Разве та не должна возвышаться над ними, бросаться в глаза сквозь еще не покрывшиеся листвой ветви? Может быть, Сильвия права? Здесь ничего и нет? Возможно, они все здесь благодаря какому-то машинному глюку. Клей слишком верит в свою технику, чтобы заметить, когда та начинает бредить. Дилан жестоко разочарует корпорацию еще до того, как их сотрудничество толком начнется. Или, может быть, Клей заманивает их в лес, чтобы убить? Много лет назад, когда они встречались, он все время пытался заставить ее посмотреть какой-нибудь ужастик, а сейчас, во время поездки, он казался завязанным в узел, как гремучая змея. Дилан на миг представила себе, как Клей с мачете в руках гоняется за ними по всему лесу, и хмыкнула. Насколько она его знала, он запнется о первый же корень и не успеет нанести ни одного удара. Но возвращаться было уже поздно, и вместе с остальными она двинулась вглубь леса, пробираясь между кустами и зарослями крапивы. На ближайшем дереве каким-то чудом все еще держалась табличка «Вход воспрещен», ржавая, почти поглощенная наплывами коры. Привет от застройщиков, которые застолбили эту землю, но давно покинули ее. Не так уж много оставалось знаку до момента, когда наросты коры поглотят его полностью. 1700-е годы. Этого места нужно было избегать, и они это знали. Чероки и Шони знали его повадки. На этой земле выживали лишь те растения, что жадно впитывали ее яды, растения, которые не предназначались в пищу. Дерзко торчали кроваво-красные стебли черной бузины,
сочных плодов, которые свисали капли росы. На берегу ручья, невесть каким ветром занесенная сюда мунцинелла, подозрительные, манящие желтые плоды усыпали ветви, только коснись листьев, и покроешься волдырями, а сок такой густой, что и ослепнуть недолго. Лаконос, змеиный корень, дурман колючий, белые глазки-бусинки волчьи ягоды, пестрая сборная солянка из самых красивых цветов и сочных плодов, которые, как знали и Шони, и Чероки, вызывают видение, заставляют бешено колотиться сердце, от которых сначала урчит в желудке, а потом начинается рвота. Все это перед смертью. Любое другое растение здесь чахло, семена никогда не достигали размеров больше, чем пары дюймов, а затем гнили или превращались в хрупкую желтую шелуху. Помидоры здесь росли, но зеленые плоды чернели прямо на кусте, мякоть ссыхалась и превращалась в сморщенный бурдюк с кровью. Это место никогда не являлось взору одинаковым дважды, но оно не могло полностью спрятаться от тех, кто знал, на что смотреть. Заросли ядовитого плюща обвивают ядовитый дуб, солнечный свет начинает мерцать, покой, тоска, нежелание двигаться охватывало любого находившегося здесь. И яростный, ненасытный голод, который можно было утолить только росшими там ягодами и плодами. Когда этот клочок земли был голоден, он начинал сиять еще сильнее. Знание передавалось из уст в уста. «Не ступайте на эту землю». Но если мимо проезжал отряд колонистов, эти их лошади, вечно навьюченные предметами обихода и мешками с мукой, двигался по тропе, проложенной Дэниелом Буном, если группа этих усталых, болезненных людей направлялась прямо к этой окаянной земле, то им радушно дозволялось это сделать. 8 марта 2019. 14 часов 15 минут. Люк потянул поводок Слейда, и шлейка впилась в шерсть тигровой расцветки. Когти пса оставляли борозды в грязи, лисьи уши настороженно подняты. Австралийская овчарка уставилась на деревья, шерсть вдоль позвоночника предостерегающе вздыбилась, как ирокез панка. Его рычание, низкое и протяжное, эхом отразилось от деревьев. Слейд застыл на месте, словно внезапно передумав двигаться вообще. «Что там, Слейд?» — спросил Люк. Он присел, чтобы его глаза оказались на том же уровне, что и глаза Слейда, а его собственные напряженные сжатые челюсти рядом с пастью пса. Он посмотрел вперед с той же точки обзора, что и Слейд, но не увидел ничего, что могло бы напугать того или пробудить охотничьи инстинкты, которые за все время их поездок в ущелье не просыпались ни разу. Ни диких птиц, отрывающих куски падали, ни полусломанной ветки дерева, которая раскачивалась бы, напоминая размахивающую руку, ни лисы или койота, готовых выйти на поединок с псом и уже облизывающихся в предвкушении. Люк закусил губу. Не заболел ли Слейд? «Что ты видишь, приятель?» Дилан тоже присела на корточки и глянула в том же направлении. Взъерошила шерсть пса. «Как ты думаешь, с ним все в порядке?» «Да, он, наверное, увидел оленя, мелькнувшего в глубине леса, или просто ошеломлен всеми этими запахами», — ответила Дилан. «Или, может быть, ему просто нужно отдохнуть. Мы идем уже около часа. Ты слишком за него переживаешь». «Наверное, так оно и есть», — подумал Люк, но Дилан не понимала главного. Слейд был его первой собакой, первым живым существом, кроме него самого, за которое он когда-либо отвечал. Щенком он подхватил парвовирус и быстро выздоровел, но после той недели, проведенной в больнице, Люк вскидывался, стоило Слейду повести себя не так, как обычно, заболевать или кашлянуть. Он лихорадочно гуглил подходящие симптомы в телефоне, а Дилан, сидя рядом и не отвлекаясь от книги, ворчала. «Иногда собаки просто блюют». Группа присела передохнуть на покрытом мхом бревне, трава доходила им до щиколоток. Перед тем, как разбить лагерь, надо будет проверить окрестности на предмет клещей. Последнее, чего хотел Люк, так это чтобы Слейд подхватил какую-нибудь болезнь из тех, что они переносят, и чтобы мелкий пакостник зарылся под его длинный, щетинистый мех и раздулся там в 5 раз. Дилан достала маленькую миску, налила в нее воды и подозвала Слейда, чтобы он попил. Люк расстегнул куртку. Когда он только вышел из джипа, холод принялся покусывать его, но теперь, после решительного броска с 40 фунтами на спине, пот стекал по сгибам суставов из головы.
Чем ниже по шее тот скатывался, тем холоднее становился. Язык его, сухой и горький, бесцельно перекатывался во рту. Люк отхлебнул воды из бутылки Дилан. Слейд, теперь уже напоенный, снова натянул поводок и залаял в лес на какого-то невидимого монстра. «Со Слейдом все в порядке?» — спросил Клей. «Он как будто что-то видит, но я не знаю, что именно», — сказал Люк. Он дернул за поводок, пытаясь оттащить Слейда обратно к миске с водой. Помахал рукой перед глазами пса, но тот позволил своему носу отвлечь его от серьезной опасности вдалеке только тогда, когда Дилан отломила ему маленький кусочек энергетического батончика с арахисовым маслом. Слейд никогда не вел себя так нервно. Внутренний голос кричал Люку, что он должен принять поведение пса всерьез, вернуться к машине и обратно в Луисвилл, и, возможно, даже заглянуть к ветеринару. Он выдохнул. Люк всегда был склонен преувеличивать, когда дело касалось Слейда. Того, скорее всего, взбудоражило обилие запахов, как и сказала Дилан. Раньше они всегда путешествовали по протаренным маршрутам, а здесь все запахи были, скорее всего, гораздо сильнее. Привал закончился. Люк двинулся за Клеем. Тот не отрывался от своего ручного GPS-навигатора. Никаких троп на карте нанесено не было. Группа была просто медленно приближающейся к скале точкой на экране. Шаг за шагом они углублялись в глушь леса. Земля под ногами была неровной, вся в извилистых корнях, терновнике и колючих лианах. Они пошатывались под тяжестью огромных рюкзаков и внимательно выбирали место, куда поставить ногу, словно бы под каждым листом прятался медвежий капкан. Однако быстро выяснилось, что они не были первыми, кто блуждал конкретно в этих дебрях. По крайней мере, в этом официантка была права. Люди, побывавшие в лесу до них, внесли свою лепту в органику, гниющую на лесной подстилке. Банки Будвайзера с ржавыми краями, футболка, утонувшая в грязи и ветках, волокна, некогда белые, испачкались навсегда, желтые, вощеные обертки гамбургеров, рукоять топора, вся в трещинах и сколах. Эти следы, оставленные родом человеческим, несколько взбодрили Люка. Крохотные напоминания, что они были не единственными, кто ушел в лес, где не было ни единой тропинки, по которой можно было бы вернуться, что люди здесь десятилетиями жили бок о бок с дикой природой. «Не так уж далеко мы отошли от протаренных троп, судя по всему», — сказала Дилан, ткнув ботинком гниющую футболку. Слейд, поводок так и натянут, как струна, костяшки пальцев Люка, удерживающие его, побелели. Обнюхал ткань, после чего отскочил назад и зарычал. У Люка все провалилось внутри. Ему захотелось развернуться и уйти, вернуться в их захламленную квартиру, позвонить боссу и отозвать заявление на увольнение. Он не мог указать срок окончания экспедиции, и это было слишком неудобно для фирмы, чтобы сохранять за ним рабочее место. Они сказали, что, вернувшись, он может попробовать снова устроиться на эту же должность, но он знал, что они не станут придерживать место специально для него, и понимал, как много значила для Дилан эта экспедиция. Не хотел быть тем, кто ее сорвет. И из-за чего? Из-за того, что Слейд зарычал на гниющую футболку? Разумеется, Дилан должна разведать эту скалу. Оно будет того стоить. Он не мог отнять у нее эту возможность. Полагаю, они не знали, какие сокровища таят в себе эти леса. Протяжно, низко, подражая мультяшным персонажам, произнес Клей. «Я надеюсь, мы найдем золото в этих холмах и в этой скале». «Клей, как далеко мы продвинулись?» — спросила Сильвия, вытянув шею и оглядываясь на него. «Около полумили, если верить GPS», — ответил он, сжимая устройство в ладонях. «Ох, да что за фигня! Эта штука совершенно новая, и у нее экран сейчас моргнул. Когда доберемся до места, нужно будет заменить батареи». «Разве мы не должны слышать шум дороги?» — спросила Сильвия. Люк вытянул шею, как олень, услышавший треск в ветке под ногой охотника. Она была права. Не шумели грузовики, проезжающие по дороге. Не доносилось вообще ни единого звука. Ни свиста ветра, ни щебета ранних весенних пташек. Вокруг стояла мертвая, глухая тишина. У него мурашки побежали по рукам. Внезапная судорога прошла по всему телу. Как он до сих пор не заметил этого? Внезапно поведение Слейда перестало казаться Люку таким уж странным. «Может быть, сейчас там никто не едет?» — сказал Клей. «Да эта дорога всегда забита», — ответила Сильвия. Колючее растение вцепилось ей в штанину и умоляюще, как дитя, потянуло. Она разжала его крошечный кулачок.
За сколькими грузовиками нам пришлось плестись после того, как мы съехали с автострады? Сколько их проехало мимо, пока мы разгружали машину?» Они двинулись дальше, теперь слишком отчетливо понимая, что единственные звуки, которые они слышат, те, которые издают сами. Хруст сухих листьев под ногами, низкое и постоянное сопение Слейда, их тяжелое, усталое дыхание. «Тебе не кажется, что это странно?» — спросила она. «Мы как будто находимся в звуконепроницаемом пузыре». «Ну, не знаю», — ответил Клей, запнувшись о поваленный ствол и едва удержавшись на ногах. «В лесу всегда тихо. Может, посреди трассы заглох грузовик, и теперь все двинулись в объезд? Может, животные еще не вернулись сюда или еще не вышли из спячки? Может, всех оленей передавили грузовики или застрелили охотники, которым здесь больше нечем заняться? Или, может, их отпугнули призраки из рассказов дяди той официантки?» — вмешалась Дилан, погрозив пальцем. Сильвия закатила глаза, а Клей рассмеялся. Люк тихо застонал, когда Дилан достала телефон. Он взял себя в руки, как всегда, когда она напяливала на себя свою фальшивую, преувеличенно жизнерадостную блогерскую личину. «Привет, ребята!» — сказала Дилан, держа телефон на вытянутой руке, и на экране была видна она, а позади нее Люк. Он отошел в сторону, насколько мог, чтобы выйти из зоны охвата камеры. Он ненавидел сниматься и восхищался Дилан за то, что она могла мгновенно войти в образ, не отпрянуть от объектива, но в то же время голос в ее роликах резал ему уши, напоминая скрип мела по доске. «Мы сейчас направляемся в леса Кентукки, чтобы найти новое место для скалолазанья. Не могу точно сказать, где мы находимся, но это немного южнее Лексингтона. Мы пробудем здесь несколько недель, чтобы обследовать местность, и я смогу проложить несколько маршрутов. Не каждому удается первым оказаться на склоне новой скалы. Я так взволнована своей первой экспедицией в качестве представителя Петцел. Я обязательно буду держать вас в курсе всего, что мы тут найдем, и чем будем заниматься, если, конечно, телефон будет ловить». Слейд уткнулся мордой в грязь и принялся копать. Он залаял. Люк потянул его за поводок, пытаясь оттащить от того, что его там так привлекло. «Слейд тоже с нами, и он очень взволнован всеми этими запахами», — продолжала она, в паузах хватая ртом в воздух. «Это место совершенно не освоено людьми, поэтому здесь нет даже тропы. Я не знаю, можно ли так сказать, мы просто ломимся через кусты. Наш первый гид Клей, мой старый друг, ведет нас по координатам в GPS. По крайней мере, если кто-то еще поднимался на эту скалу, то никому не рассказал об этом». Они все сильнее углублялись в лес. Все стволы вокруг стали казаться Люку одинаковыми, как повторяющийся узор, но они следовали за Клеем и его гаджетом, полностью веря в GPS-машину. Даже Слейд больше не натягивал поводок. Шел спокойно, не дергаясь и не пытаясь убежать в сторону, чтобы что-то там понюхать. Что же послужило причиной такой смены поведения? Люк опустил взгляд. Во рту у Слейда была огромная кость. Он бежал, зажав ее в зубах, и слюни капали в грязь. «Боже мой!» — сказал Люк, прикрывая рот рукой. Слейд двигался резво, и кость, гладкая и выцветшая, на ходу подпрыгивала у него в пасти. Длиной она была с человеческую берцовую, и Люку показалось, что он даже разглядел головку кости, стертую, но все же заметную, которой она соединялась с коленом. В желудке у него все перевернулось, к горлу подступила горечь. «Фу!» — сказала Дилан, обернувшись. «Охренеть! В какой дыре он это нашел?» «Не знаю», — сказал Люк, сглатывая горечь. «Слейд, брось!» В ответ на эту забавную просьбу Слейд сначала вздернул, а затем опустил голову. Пес сделал вид, что не слышит. Крепче сжал зубы, кость заскрипела. «Это, наверное, просто оленья нога или что-то в этом роде», — сказал Клей. «Она выглядит слишком большой, чтобы принадлежать оленю», — ответил Люк. «А ты что думаешь?» «Я полагаю, что она похожа на большеберцовую кость. Сильвия говорила же, что здесь пропадает много людей». «Что за чушь?» — возразила Дилан. «Слейд все это время был на коротком поводке. Если бы он наткнулся на целый скелет, мы бы это заметили. Скорее всего, это просто кость какого-то животного». «Я не хочу, чтобы он заболел», — сказал Люк. «Кто знает, сколько лет этой кости и какие на ней живут бактерии или паразиты». Люк приказал псу бросить кость, и того снова поразила избирательная глухота. Пока происходил этот поединок двух воль, Дилан со вздохом вытащила из кармана нож, подарок от Люка. Она брала его с собой в каждую поездку.
и отрезала кусок клейкой ленты от рулона, висевшего на ее рюкзаке. Не желая прикасаться к находке голыми руками, она обернула ее вокруг конца кости и потянула. Челюсти Слейда не шелохнулись. Он продолжал держать добычу мертвой хваткой. «Слейд», — сказала она, глядя ему прямо в глаза, — «давай, приятель, нельзя, отдай». Она пошевелила костью у него в пасти, стуча ею по зубам. В такт стуку содрогался и желудок Люка, грозя вывернуть содержимое наружу. Но Дилан не отступала, и в конце концов скользкая от слюны кость выскользнула из зубов Слейда. Он щелкнул челюстями, пытаясь схватить ее снова. Дилан метнула ее в лес, как бумеранг. Слейд бросился за ней, до предела натянув поводок, и завыл вслед улетевшей добычи, как будто мог призвать ее обратно. «Пойдем», — нетерпеливо сказал Клей, — «мы скоро доберемся до скалы». «Круто», — ответила Дилан, — «мне не терпится забраться на склон». «Как ты думаешь, сколько нам еще идти?» — спросил Люк. Они шли уже часа 3, все глубже забираясь в чрево леса. Солнце ранней весны еще не набралось сил, чтобы взбираться на небо высоко, как летом. Оно уже начало садиться. Свет сделался из желтого оранжевым. Скоро стемнеет. «Хм», — сказал Клей, снова пошлепал по зажатому в ладонях устройству. «Еще минут 30, может быть». Они ускорили шаг. В рюкзак Люка, по ощущениям, словно кирпичей набили. Слейд держался рядом с хозяином. Люк бросил последний взгляд на кость, которую забросили в кусты, и теперь она сверкала белизной на фоне мокрых листьев, как маяк на тусклой лесной подстилке. «Так странно», — пробормотал он. 8 марта 2019. 16 часов 55 минут. Лес оставался лишенным всяких звуков. Эта тишина заставляла вздыбиться волосы на шее Сильвии, ее собственное тяжелое дыхание громко звучало в ушах, когда Люк не шутил, или когда она, Дилан и Клей не обсуждали восхождение и предстоящие исследования. Она еще не до конца разобралась в терминах, но после того, как Клей пригласил ее в поездку, глубоко погрузилась в тему, смотрела соревнования по скалолазанию в интернете и читала все, что смогла найти об этом виде спорта. Всякий раз, когда в разговоре наступало затишье, тишина давила на ее барабанные перепонки. Может, она уделяла этому слишком много внимания, так сильно напрягала уши во время возникавших в беседе пауз, что не замечала тихих отзвуков. Стука ветвей друг об друга, потревоженных легким ветерком, топота копыт по проложенным оленями тропам вдалеке. Слейд нашел кость, так что, очевидно, какие-то животные здесь жили и умирали. Сильвия перестала настороженно прислушиваться и начала более внимательно смотреть по сторонам. Глубоко вздохнула и сосредоточилась на растениях вокруг себя. Привело это, однако, лишь к тому, что она заметила еще одну странность этого места. Один и тот же небольшой набор растений повторялся снова и снова, либо они проходили одно и то же место. Картинка, казалось, повторялась каждые несколько ярдов. Слева, у подножия ствола, прямо между двумя расщепленными корнями на ложе из мха, маленький гриб с белой шляпкой. То ли дождевик, то ли бледная поганка. Ей нужно было осмотреть его поближе, чтобы сказать точно. Из дерева справа торчал узловатый сук, похожий на ручку двери и примерно на такой же высоте. Соседнее же было увито лианами, они обматывались вокруг него одинаковыми петлями, совершенно идентичными зубчатыми листьями. За ними она раз за разом видела густо оплетенный ядовитым плющом дуб и белые верхушки болиголова. Еще дальше, за деревьями, каждый раз оказывалась россыпь ярких, темных ягод, белладонна и пурпурные цветы на перстянке. «Ребята, будьте осторожны», — сказала она. «Я вижу ядовитый плющ, так что мы захотим переодеться, когда доберемся до места, и внимательно смотрите, чего вы касаетесь. И нам придется хорошенько вымыть лапы и морду Слейда с очистителем, чтобы удалить ядовитые масла. Следите за тем, чтобы он не ел здесь никаких растений. Я вижу и другие ядовитые штуки. Странно, что они растут тут все рядом, вместе. Сколько еще нам идти?» «Еще несколько минут», — ответил Клей. «Тебе нужна передышка? Мы действительно почти на месте». «Вам не кажется, что мы все время проходим через одно и то же место? Я вижу одни и те же приметные растения». «GPS работает. Батарея немного подсела, но работает», — сказал Клей. «В лесу все выглядит одинаково», — заметила Дилан. «Особенно, когда нет тропы».
«Это правда», — признала Сильвия. Пот стекал у нее по спине, рубашка уже почти вся им пропиталась. Лямки рюкзака врезались в ключицы так сильно, что она боялась, что они вот-вот лопнут под весом. «Я сейчас вернусь», — сказала она. Если ей придется еще раз пройти мимо этого куста черной бузины, она может не устоять перед искушением отломить с него ветку и рассмотреть ее как следует. Она сняла рюкзак, положила его в грязь, плечи уже болели, на каждом расцветало по синяку. Хотя они были знакомы с Клеем еще со времен студенчества, в поход вместе с ним она отправилась впервые. Сильвия никогда не участвовала в его альпинистских экскурсах, предпочитая отправиться в ботанический сад или перехватить между занятиями кусок другой пиццы. Но когда Клей попросил ее присоединиться к нему, помочь с документацией всего, что они найдут, и согласился указать ее соавтором в любых возможных публикациях по итогам экспедиции, она ухватилась за эту возможность. Она хотела посвятить свою диссертацию тому, как геологические особенности места влияют на жизнь растений в нем, так что этой экспедицией можно было убить 2 зайцев. Сильвия думала, что находится в хорошей физической форме, но остальные участники, все с большим опытом походов и скалолазанья, определенно обладали большей выносливостью, чем она. Она поплелась прочь от группы вниз по склону к деревьям, по прямой линии, чтобы на обратном пути не угодить в неловкую ситуацию, и ей не пришлось изображать из себя Марко Поло. Сильвия целеустремленно шла вперед, избегая вьющихся лиан ядовитого плюща. Когда рюкзак превратился в маленькое фиолетовое пятно на фоне окружающего пейзажа, она присела на корточки. Источник забил прежде, чем она успела полностью снять штаны. «Дерьмо!» — сказала она, пытаясь направить его в верное русло. Что-то хрустнуло у нее за спиной. От внезапного звука она напряглась всем телом. Ветка треснула, как выстрел в тишине. Кто-то из ребят пошел за ней, что ли? «Ребята, я в порядке!» — воскликнула она. «Вам не нужно идти за мной!» Продолжая мочиться, она оглянулась через плечо. Вдалеке виднелись только бесконечно повторяющиеся стволы. Зеркало, в котором отражается другое зеркало. Ребята ждали ее на вершине холма. Ярко-фиолетовый маяк, рюкзак виднелся там же. Вспышка странного смеха прокатилась по лесу. Наверное, очередная шутка Люка. Надо думать, это получилось по-настоящему смешной. И снова этот звук. Треск листьев. На этот раз перед ней, вне всяких сомнений. Но ничто и никто не пересекало это пространство. Вокруг нее собрались сплошь ядовитые растения, жгучая крапива, да волчьи ягоды пялились на нее своими белыми кукольными глазами-бусинками. Сильвия присмотрелась к месту, откуда исходил звук, и заметила, как там что-то поблескивает. Не опавшие листья, ни палки, ни грязь и даже не жук. Что-то гладкое и глянцевое. Ноготь на ноге. Этот вид заставил ее струю иссякнуть. Как была на корточках, переваливаясь, как хитрый краб, она подошла поближе. Ее взгляду предстало гладкое ногтевое ложе. Желтое, не розовое, но все еще составляющее одно целое с зеленовато-фиолетовым пальцем. Остальная часть стопы скрыта в суглинке. В складке кожи набилась грязь. У Сильвии перехватило дыхание. Она протянула руку, чтобы сдвинуть листья в сторону. Слишком подалась вперед и чуть не упала головой прямо в эту ужасную штуку. Попой кверху, со штанами, спущенными до лодыжек, но успела уткнуться коленями в землю. В последний момент отвернулась, уперевшись рукой во что-то очень влажное, гнилую плоть. Сильвия была уверена в этом. Жирная курица из закусочной начала подниматься обратно по пищеводу. Что-то склизкое обвило ее пальцы, и она сглотнула, чтобы не сблевать. Она глубоко вдохнула, ощутив затхлый запах влажных листьев и грязи. В конце концов, ей придется посмотреть. Не могла же она вечно сидеть на корточках, засунув руку в труп по самое запястье. Когда она, наконец, повернула голову, ноги там уже не было. Ее рука провалилась в обычную грязь, а не в мягкую, как пудинг плоть. Она снова заметила то самое неуместное здесь поблескивание. То, что она приняла за палец ноги, оказалось на самом деле россыпью забавных грибов. Они назывались «пальцы мертвеца» и выглядели как тонкие длинные фиолетовые грибы с маленькими, похожими на ноготь шляпками. Она тихо рассмеялась, напряжение отпустило ее, Сильвия встала и натянула штаны. Как могла она, самопровозглашенный эксперт по ботанике, принять их за ногу? Как ее разум смог создать такой реалистичный образ
Пожелтевшая, потрескавшаяся ногтевое ложе, покрытая грязью кожа. Она уставилась на гриб, подойдя ближе, как будто нога могла внезапно появиться вновь, и пожалела, что не взяла с собой мобильник. До этого пальцы мертвеца она видела только на картинках в книгах. «С тобой там все в порядке?» — крикнула Клей. «Если ты там застрянешь надолго, нам придется идти по темноте». «Извините», — ответила она, поднимаясь по склону обратно к ним. «Что там с тобой случилось?» — спросил Клей, смеясь. «Холм оказался слишком крутым. Ты свалилась в лужу грязи?» «Отвлеклась на растение», — ответила она. «Конечно», — усмехнулся Клей и снова ткнулся в свое устройство, шлепнув его, чтобы встряхнуть батарейки. Сильвия взвалила рюкзак на плечи, застегнула лямки. Дрожь прошла по всему ее телу, адреналин схлынул, и она ощутила, что джинсы на коленях холодные и мокрые от грязи. «С тобой все в порядке?» — спросил Люк. Слейд уже тянул его в другую сторону. «Мы можем передохнуть еще немного, если тебе нужно». «Нет, со мной все в порядке», — сказала она, и снова ее пробила дрожь. Гнилой палец опять встал перед ее внутренним взором. «Мне показалось, я увидела там ногу, но это был просто ксилария полиморфа». «Это был что?» — переспросила Дилан. «О, какое-нибудь растение», — усмехнулся Клей. «Это гриб, похожий на мертвые пальцы ног», — ответила Сильвия. «Жуть какая», — сказала Дилан. «Все в порядке?» — спросил Клей. «Готовы двигаться дальше?» 8 марта 2019. 17 часов 46 минут. Деревья расступались, открывая долину, словно голодный бог вырвал зубами кусок земли, или же метеорит выбил кратер при падении. Дилан стояла на краю спуска, на прогалине, где почва круто уходила вниз, футов через 100, снова становясь ровной. Пышная зеленая трава высотой по колено покачивалась у подножия долины перед скалой. Идеальное место, чтобы разбить палатки. Гора возвышалась в центре долины, как столб, и за нее, извиваясь, вытекал поблескивающий на солнце ручей. Он словно светился в лучах заката. Скала так и манила Дилан. Она тянулась к ней каждой клеточкой своего тела, как магнит к металлу. Даже волоски на ее руках распрямились в ее сторону. Даже пот, бегущий по спине и под мышками, казалось, начал стекать вперед и вбок, притянутый огромным камнем. Ей приходилось сдерживать себя, чтобы, сломя голову, не помчаться вниз по склону оврага, проламываясь сквозь деревья. Так покупатель врывается в Walmart, когда часы наконец показывают ровно полночь, обозначив начало Черной пятницы. Скала блестела, и лучи садящегося солнца отражались от слюды, кварца или какого-то прекрасного камня. При виде выбоин, трещин и сколов на склонах у Дилан начало покалывать в подушечках пальцев. Ее пульс участился, забился в запястье. Бесконечный поезд тревожных мыслей внутри нее сошел с рельсов, завалился на бок и взорвался огненной вспышкой, которая наполнила душу Дилан теплом. В тот момент не имело значения, нужно ли было ей что-то доказать себе и всем, была ли она достаточно опытна, чтобы пройти все маршруты, которые могла предложить эта скала. Дилан нужно было прикоснуться к ней, взобраться на нее. «Черт возьми», — прошептала Дилан, — «она совершенно...» «Слишком хороша, чтобы быть правдой», — сказал Клей. Они начали спускаться в долину, поводок натянулся, но Слейд замер, как вкопанный. Он не сдвинулся с места. Люк потянул поводок посильнее, и пес уперся лапами в землю. Застыл на месте. Полоса шерсти на спине снова встала дыбом, как ирокез. Бедра напряглись. Он посмотрел вперед и завыл. Низко и протяжно, и вой его раскатился по долине. У Дилан мурашки побежали по спине. Она никогда не видела, чтобы Слейд так себя вел. Даже когда они во время вылазок в ущелье сталкивались с енотами и опоссумами, он даже и носом в их сторону не поводил. Люк потащил его за поводок, когти собаки пропахали борозды в грязи. Хозяин затолкал ему в пасть еще кусочек батончика, чтобы пес не смог использовать свои зубы для мести за столь возмутительное обращение. Все четверо спустились в долину. Земля была мягкой, а воздух теплым. Выйдя из-под деревьев на открытое пространство, Дилан подманивала Слейда вкусняшками, чтобы он следовал за ними. Дилан и Люк легкими, привычными движениями поставили палатку. Они делали это столько раз, что с дуг уже стерлась краска.
Клей поставил свою и помог Сильвии с установкой ее. По мере того, как они вколачивали колышки в землю, деревья, обрамлявшие долину, казалось, пятятся от гостей все дальше и дальше. «Дилан, ты только глянь!» — окликнул ее Люк. Он постучал по коре ближайшего дерева. На ней были вырезаны и уже почти заросли сердце с буквами «С» и «Т» внутри него. «Хочешь, сделаем так же?» Дилан вытащила нож из кармана и принялась вырезать их инициалы на коре. «Эй, полегче!» — Сильвия выронила стопку дров. «Что ты делаешь?» Она, собственно, уже почти все сделала. «Мы просто ставим нашу метку», — ответила Дилан. Она закончила вырезать «Л» и закрыла нож. «Вы не можете просто оставлять на деревьях метки», — сказала Сильвия. «Это исследовательская экспедиция. После нашего визита местность должна остаться такой же, какой была до нашего появления здесь, насколько это возможно. Экосистемы хрупки, особенно в районах, которые люди обычно не посещают». «Но здесь люди уже были», — сказал Люк, указывая на первую пару инициалов. Сильвия вздохнула. Она провела пальцами по свежим порезам на коре, и Дилан заметила, что их кончики испачкались в чем-то тягучем и темно-красном. «Странно», — сказала Сильвия, снова запуская кончики пальцев в потеки сока. «Что-то не припоминаю, у какого вида деревьев бывает такой сок, особенно среди видов, эндемичных для Кентукки». Она сфоткала дерево, вытащила блокнот и сделала пару заметок. «Уже трудишься в поте лица?» — спросила Дилан, заглядывая ей через плечо. «Эй, Сильв, работать начнем завтра!» — воскликнул Клей. Он разводил костер, используя кору и ветки для растопки. «Этот вечер предназначен для страшных историй под пивко». «Я думаю, страшных историй нам уже хватит. Наслушались у той официантки», — пошутила Сильвия. Пусть и не сразу, но костер удалось развести. Огонь заплясал на растопке, и странный красный сок вскипал на коре каждой ветки. 9 марта 2019. 8 часов 23 минуты. Дилан вышла наружу. Прозрачный утренний воздух холодил кожу. Вокруг было тихо, как всегда. Палатки у нее за спиной чуть колыхались, словно дышали. По краю чаши долины торчали деревья, как корявые сиденья в аудитории. Мшистые стволы, поваленные какой-то бурей, местами портили ровные ряды. На траве блестела роса. Стена гранита тянулась во все стороны, вздымалась перед ней, как видение, обретающее плоть под ее взглядом. Скала блестела. Свет восходящего солнца поднимался все выше по ней, высекая россыпи крошечных вспышек. Все выбоины, все грязные оспины, трещины и зазубренные крохотные выступы, на которые она возлагала столько надежд, обнажились в этом свете, вживую гораздо более великолепные, чем на снимках Клея. Волшебное притяжение скалы пульсировало глубоко в костях Дилан, словно кто-то ухватил ее с запястья и тянул к себе. Вид горы настолько заворожил ее, что палатку она за собой не застегнула. Ее тело гудело от напряжения, каждый атом дрожал, с каждым шагом к стене треск статики в ушах становился все громче. Каждый шаг в сторону от нее причинял боль, даже когда ей пришлось чуть уклониться лишь для того, чтобы обойти кострище. Когда Дилан добралась до скалы, боль стихла, но зуд в пальцах сменился физическим притяжением. Она изо всех сил прижимала руки к бокам, чтобы они не потянулись к скале и не принялись карабкаться вверх, без веревки, беседки и даже намека на страховочную сетку. Ей пришлось напоминать себе, что нужно дышать, и все же она коснулась поверхности, когда пальцы ее сжали облепленное грязью каменное ребро, шершавое, холодное, и потому кажущееся сырым, ее пронзило словно от удара током. Стиснув другую руку в кулак, Дилан оторвала ноги от земли и уперлась ими в каменную стену, прямо в походных ботинках. В них, конечно, так хорошо рельеф не почувствуешь, как в мягких скальных туфлях на резиновой подошве, кожа которых обтягивает ступню с пупырками под каждый палец. Но она умела подниматься и в ботинках, пусть и сомневалась непрерывно, но она знала, как распределить давление в ноге, чтобы использовать край громоздкого ботинка, цепляясь даже за крошечные щели в каменной поверхности. Она толчками двигалась вверх, к следующему месту, до которого могла дотянуться и ухватиться пальцами. С каждым дюймом подъема она напоминала себе, что нужно не терять голову, не подниматься слишком высоко без веревки и крэшпэда внизу.
Каждый раз, когда она опускала взгляд, пытаясь определить расстояние между своим телом и землей, внутри опять словно вспыхивала электрическая дуга. Вверх. Вот чего она хотела всем своим существом. «Продолжай», — шептал тихий голос. «Сделай просто еще один шаг». Но другая часть Дилан, та, что видела сложные переломы лодыжек после падения с высоты 3 футов, переломанные плечевые кости и читала о более тяжелых случаях, притом произошедших с гораздо более опытными, чем она сама, альпинистами, заставила ее остановиться. Не поднявшись и на 10 футов, она принялась спускаться. Вслепую обшаривала скалу ногами в поисках места, которое сможет выдержать ее вес, как будто оказавшийся в мутном бассейне, полном электрических угрей. Она была осторожна, но в конце концов оперлась тяжелым ботинком на обломок сланца. Когда же перенесла на него весь свой вес, тот надломился, и она сорвалась. Это было похоже на падение в бесконечную пустоту. Сердце замерло в груди, все мышцы напряглись в ожидании удара. Вот дерьмо! Сейчас их экспедиция закончится, не успев начаться, и все потому, что она не смогла подождать пару часов с первым восхождением. Ее ботинки ударились о землю, и она согнула колени и перекатилась на спину. После многих падений тело само знало, что делать. Приподнявшись на локтях, она смерила гранитную стену еще одним восхищенным взглядом. Ее зрачки расширились, но дыхание она восстановила. Она мечтала о том, чтобы поставить здесь свою метку, которая не сотрется, прославить себя. Без сомнения, она станет первой, кто поднимется на эту скалу и проложит здесь маршруты восхождений. Она хотела сделать что-то, чего никто не сможет у нее отнять. Если бы Дилан захватила с собой перфоратор, то могла бы установить стационарные точки страховки, болты, шлямбуры и станции. Но эта скала сочилась кровью. «С тобой все в порядке?» — крикнул Клей. По телу Дилан пробежала дрожь. Она моргнула и повернулась к Клею, который подошел сзади и с беспокойством смотрел на нее. «Да», — ответила она, — «я рано проснулась и больше не смогла заснуть». Она встала и двинулась к костру вместе с Клеем, преодолев большое внутреннее сопротивление. Поставила на огонь котелок с водой для кофе. На мгновение перед ней промелькнул яркий образ. Походная горелка опрокидывается прямо на сложенные рядом с ней сухие, хрупкие дрова, и долину охватывает пламя. Дилан прикрутила огонь и отодвинула дрова, но видение по-прежнему стояло перед глазами, накладываясь на реальность. Пламя падает на полосу сухой травы, которая тянется аккуратной маленькой дорожкой до самых деревьев, как будто кто-то аккуратно облил ее жидкостью для зажигалок, чтобы привести огонь в нужное место. И вся долина вспыхивает разом в один миг. Не выспалась, вот и воображение разыгралось, но реальность заняла место, принадлежащее ей по праву. «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» «Да», — ответила она, — «думаю, мне нужен кофе. Я приглядывалась к маршруту. Ты нашел действительно хорошее место». «Помнишь то лето, когда мы фактически прожили в ущелье?» — спросил он. «Последние несколько недель мы в пиццерии Мигеля только что не ночевали. А сколько пиццы мы тогда съели? Я не могу поверить, что мы вообще смогли подняться по скалам хоть на фут со всем этим сыром у нас в животах». Клей рассмеялся. «Приятно снова окунуться в похожую атмосферу», — сказала Дилан. «Я скучаю по тому лету. Подъемы каждый день, а потом тусовки, и не надо думать о работе, чем заплатить за аренду и все такое». И не нужно было каждый миг доказывать, чего она стоит. Можно было просто наслаждаться восхождениями, и ничто тогда на нее не давило. Когда в твоем распоряжении имеется только крошечная душевая кабинка, становишься чертовски грязным, — сказал Клей. «А у нас и ее нет. Мы точно тут вонять начнем». К тому моменту, когда Люк, зевая, выполз из палатки, кофе Дилан уже остыл. «Почему ты меня не разбудила?» — спросил он, садясь к костру рядом с ней. «Не знаю», — ответила Дилан. «Ты так мило храпел, свернувшись калачиком в обнимку со Слейдом, что я решила дать тебе еще поспать». «Где Слейд?» «Он разве не с тобой?» — спросила она. «Кофе хочешь?» «Его не было в палатке, когда я проснулся, и палатка была расстегнута». «Вот дерьмо», — сказала Дилан, и ее желудок резко сжался. «Он не мог уйти далеко, наверное, просто пошел пописать. Мы его найдем». Они вчетвером обыскали всю стоянку, палатки и все свои припасы. Выкрикивали имя Слейда в лес, и звук эхом отражался в тяжелой тишине. Ходили все более широкими кругами, подзывая собаку, а Сильвия и Клей с каждым оборотом все сильнее косились на скалу,
и свое исследовательское оборудование. Дилан не помнила, чтобы это делала, но знала, что оставила палатку открытой. Слейд не мог уйти далеко, на него это было не похоже, но почему он не вернулся, не откликнулся на их призывы? Сейчас он уже может быть где угодно. Она должна была настойчивее уговаривать Люка оставить Слейда с кем-нибудь из друзей, не брать его в экспедицию. Но Люк тогда сказал, что он будет слишком переживать за пса и не сможет сосредоточиться ни на чем другом. Теперь Слейд убежал и задержал начало работ, и это была ее вина. Дилан снова нырнула во все еще расстегнутую палатку. Внутренности ей уже будто свинцом залили, но она все еще надеялась, что Слейд окажется там. Спрятался в углу за рюкзаками и дремлет, как ни в чем не бывало. Но нашла только мрачно гудящих мух. 9 марта 2019. 9 часов 46 минут. Веки Люка набрякли от горячих надвигающихся слез. Почему Слейд убежал? Почему Дилан просто не застегнула палатку за собой? Он стиснул зубы, чтобы не дать крику вырваться наружу, и сжимал их до тех пор, пока смерч ярости в его душе не начал крутиться все медленнее, медленнее, и не осыпался хлопьями, как снежинки в новогоднем прозрачном шаре. Это был лишь печальный случай. Но Слейда теперь с ними нет. «Он не мог уйти далеко», — сказала Дилан. Парочка поплелась вверх по холму в том направлении, откуда они вчера прибыли, вооружившись поводком и горсткой вонючих вкусняшек. К тому времени, как они взобрались на вершину холма, пот уже начал стекать по затылку Люка. Ни следа Слейда, ни отпечатков лап в грязи, ни крошечных пучков шерсти, ни даже кучки дерьма. Воздух был так неподвижен, что ни одна ветка не шевелилась на деревьях. Люку хотелось упасть в грязь и лежать там, пока его полностью не засыплет листьями, и его тоже нельзя будет найти. «Не думаю, что он пошел в эту сторону», — сказал Люк, вытирая глаза. Они спустились с крутого холма обратно в долину, где Сильвия и Клей устанавливали оборудование и делали первые снимки. Они фотографировали скалу и строчили что-то в блокнотах, но Люк ловил на себе их косые, жалостливые взгляды. Они с Дилан снова поднялись на холм, на этот раз тот, что находился прямо за палатками. Их голоса разносились по лесу. Они и свистели, и выкрикивали имя Слейда. Каждые несколько мгновений они останавливались, как застигнутые врасплох некие тварюшки, и тогда двигались только их глаза, непрерывно смотря по сторонам. Они слушали, готовы уловить любой сигнал присутствия Слейда. Не затрещат ли ветки? Не зашелестят ли листья? Не захныкает ли он тихонько? Люк глубоко втягивал воздух, как будто едкого, затхлого запаха шерсти пса ему хватило бы, чтобы тут же его найти. Он не мог уйти далеко. Они должны были его найти. Они углублялись все дальше в лес, повторяя это про себя, как заученные танцевальные па, но так и не нашли ничего, кроме тишины. «Извини, Люк, но я думаю, нам пора возвращаться», — сказала Дилан. Почему-то они все еще находились на гребне долины, их палатки виднелись внизу. Наверное, они ходили кругами. «Он должен быть где-то здесь», — сказал Люк осипшим от слез голосом. «Может быть, если мы пройдем еще чуть-чуть?» Дилан села на бревно. «Извини, не думаю, что мы его найдем. Мы же не хотим потеряться здесь и сами. Мы должны найти его!» «Скоро нам уже будет пора начинать восхождение», — сказала Дилан. Она покачала ногой, и ее колено ходило туда-сюда, как поршень, таким тяжелым движением, что, казалось, сотрясало землю. Хрупкие листья трещали и танцевали под ее ботинком. «Скала никуда не денется, Дилан», — сказал он. «Мы можем потратить день или два, чтобы найти его». «Как мы его найдем?» — ответила она, обводя рукой лес вокруг. Не в силах смотреть ему в глаза, она уставилась в грязь. «Мы ищем и зовем его уже больше часа. Он уже может быть где угодно». Люк не смог дать ответа. Он закипал. Тело словно наполнялось огнем. Как она могла быть такой бессердечной в этой ситуации? Разве она не любила Слейда? Ради этой экспедиции он бросил свою работу. Перед отъездом они собрали все свои вещи и сдали их на склад. «Нет смысла платить арендную плату за квартиру, в которой никто не будет жить», — сказала Дилан. Теперь она хотела, чтобы он отказался и от Слейда. «И как мы найдем дорогу назад?» — спросила она. «Мы могли бы взять у Клея его чудо GPS», — сказал Люк.
Я имею в виду, что мы должны, по крайней мере, попробовать. Что, если он просто убежал подальше, и только из-за этого мы его так и не нашли? Мы можем выставить в лагере миску с его едой, положить одежду, в которой ходили вчера», — сказала Дилан. Она все еще не могла встретиться с ним взглядом. «Я слышала, что собаки могут учуять такие запахи за много миль. Люди заманивают своих пропавших собак домой именно так». «Это важно», — сказал Люк. «Мы можем отложить восхождение на 1 день». «Это не просто веселые выходные в ущелье», — отрезала она. «Для меня это как работа. Я приехала сюда с определенной целью — стать неотъемлемой частью исследований Клея и начать разрабатывать эту местность. Я уволилась с основной работы. От этой поездки многое зависит. Пэтсел многого ожидает от меня». «Я тоже уволился с работы», — выдавил он сквозь стиснутые зубы. «Я сделал это для тебя, а ты ведешь себя так, будто тебе насрать на Слейда». «Это несправедливо!» Она, наконец, встретилась с ним взглядом и выдохнула фразу ему прямо в лицо. «Я просто не думаю, что мы можем сделать что-то прямо сейчас. Он мог убежать в любом направлении. Он может быть уже в Лексингтоне. Что ты вообще предлагаешь? Ты собираешься обыскать весь лес? Я знаю, что ты переживаешь, но лучшее, что мы можем сделать прямо сейчас, это попытаться помочь ему найти нас и не заблудиться самим». Слезы жгли глаза Люку. Полный провал. И Дилан больше не будет ему помогать. Они развернулись и двинулись прямо к палаткам. Ни один из них не произнес этого вслух, но Люк подозревал, что они оба почувствовали. Деревья, казалось, расступились, образовав для них едва не аллею, ведущую прямо вниз по склону, к цветку костра в лагере. Люк еще раз взглянул на лес, в котором где-то находился обретший свободу Слейд. Прогалины между деревьями начинали светлеть в лучах восходящего солнца. Продолжение поисков может привести к тому, что он сам заблудится. У него не было другого выбора, кроме как начать спускаться обратно в долину. И пока они шли, грудь ему сдавливала все сильнее. «Не повезло?» — спросила Сильвия, когда они подошли к костру. Ее камера уже стояла на штативе, нацеленная на скалу. Ответом ей стал свист брошенного на землю пустого поводка. Он врезался в траву, как маленький метеор. Люк тяжело опустился на один из небольших походных стульев, которые они принесли с собой. Вытер глаза, глядя на костер. «Он вернется», — сказала Дилан, возясь с маленьким газовым баллоном. Она протянула руку, чтобы погладить Люка по спине, но он отшатнулся, уклоняясь от прикосновения. «Он умный пес. Расслабься». «Как я могу расслабиться, когда он потерялся посреди леса?» — сказал Люк, прикрывая руками мокрое лицо, чтобы заслониться от укусов дыма. Дилан продолжила гладить его по спине. «Если бы она действительно принимала это близко к сердцу, мы бы сейчас продолжали поиски», — с горечью подумал Люк. Пламя зевнуло, вытянуло свои оранжево-желтые руки. Клей вложил в них новую порцию растопки, и огонь, облизываясь, принялся смаковать угощение. «У собак хороший слух», — сказала Дилан. «А эта долина сама по себе большая эхокамера. Он услышит нас, почувствует запах нашей еды и одежды и сам найдет дорогу назад. Пока мы искали там, наверху, отсюда не донеслось ни звука». «Так это потому, что они тут особо и не шумели», — продолжала Дилан, разворачивая крошечную решетку и укрепляя ее на горелке. «И ты, наверное, был занят в основном тем, что пытался услышать хоть какой-нибудь шорох, издаваемый Слейдом». Люк провел рукой по лицу, уставился на огонь. Дилан не удалось убедить его. Сценарии развития событий, один другого хуже, вставали перед его внутренним взором. Голодный и замерзший Слейд, маленький дрожащий меховой пончик. Слейд с переломанными ребрами, вбитыми внутрь перепуганным оленем. Слейд, раскатанный в лепешку, проносящимся по дороге грузовиком. Вот голодный Слейд ест что-то, что не должен. Его муки голода сменяются предсмертной агонией. Но что оставалось делать? Дилан права. Люку нельзя было рисковать собой, ведь он и сам мог заблудиться, замерзнуть и умереть от голода. Слейд уже может быть где угодно. С тем же успехом Слейд мог сейчас оказаться не на дороге, а в тепле и безопасности чьей-то кухни, долизывая объедки со сковороды. Так ведь? Что-то затрещало среди деревьев. Люк, уже наполовину забравшийся в палатку за снаряжением, развернулся. Бросил свою беседку и прислушался, надеясь уловить звук снова, хотя сквозь смех и болтовню троицы, готовившиеся к первому восхождению Дилан, это было не так-то легко. Ему очень хотелось, чтобы они заткнулись к чертям собачьим. Он определенно что-то слышал.
Остальные и не заметили, как он вынырнул из палатки и прокрался к деревьям, обрамляющим долину. Под пологом весеннего леса висели тени. Солнце усыпало веснушками лесную подстилку. «Слейд!» — срывающимся голосом позвал он. Помолчал, ожидая ответа. Положив руку на теплую кору ближайшего дерева, напряг слух, ожидая тявканья или рычания, топота лап. Что-то потрескивало слева, прорываясь через листья. Так шуршит папиросная бумага при скручивании. «Слейд!» — снова окликнул он. «Это ты? Иди сюда, приятель! У меня есть для тебя вкусняшка!» Он оглядел лесную подстилку. Маленькие зеленые усики побегов, торчащие из-под одеяла гниющих прошлогодних листьев. Ничто не двигалось, но стоило ему отказаться от поисков и повернуться спиной, треск раздался снова. Когда он снова взглянул на деревья, краем глаза заметил прижавшийся к земле силуэт. Что бы это ни было, оно появилось из-за деревьев. У Люка перехватило дыхание. Чуть впереди сгорбилось существо, похожее на собаку, и его голова покачивалась. Люк подошел ближе. Существо чавкало, зубы его со скрежетом отрывали плоть от костей. При этих звуках у Люка повело живот. Горький кофе подступил обратно к горлу. «Слейд?» — прошептал Люк, подойдя ближе. Он мог коснуться шерсти на спине существа. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. «Это ты? Что ты там ешь?» Зверь оторвался от трапезы и повернул голову. Пара желтых глаз горела, как у оборотня, во всех тех ужастиках, которые Люк прочитал в средней школе. Он приподнялся. Вздыбилась полоса, точнее пучки шерсти вдоль позвоночника. Он был тигровой расцветки, как и Слейд, но у этого животного ребра просто торчали, спину покрывали белые крапинки. Если это и была собака, то не Слейд. По крайней мере, не тот Слейд, которого знал Люк. Они играли в гляделки в густой тени леса, даже не моргая, не говоря уже о том, чтобы дышать. Люк сделал на пробу шаг назад, гадая, не бросится ли зверь на него, заметив движение. Под его медленно опускающимся на землю ботинком затрещал куст. Тварь даже не посмотрела в ту сторону, да и сама не шевельнулась. Люк сделал еще шаг назад, не сводя глаз с чудовища с его невозможными желтыми глазами-шарами. В следующий миг зверь оскалился, обнажив влажные клыки, и на каждом плясало миниатюрное отражение их лагерного костра. Он прыгнул на Люка. Зубы свирепо клацнули так, что по окружающему лесу загуляло эхо. Если бы Люк не повернулся и не бросился бежать вниз по склону, если бы помедлил с первым шагом всего на пару мгновений, клыки существа сомкнулись бы на его запястье, разрывая сухожилия и дробя кости. Этот звук, шорох сворачиваемой папиросной бумаги, значение которого он теперь знал, шуршание листьев под лапами следовало за Люком по пятам, пока он, задыхаясь, обливаясь потом, мчался к долине сквозь лес, оскальзываясь на крутом склоне. На открытое пространство зверь за ним не последовал. На самом деле, когда Люк случайно оглянулся назад, то вообще ничего не увидел. Долина вернулась к привычному безмолвию. Густая и гнетущая тишина висела над ней. Убедившись, что тварь из-под деревьев и не выйдет, он обернулся и снова уперся взглядом в чьи-то глаза. На этот раз это оказались глаза Дилан. «Ты в порядке?» — спросила она, просунув ноги в петли беседки, но еще не затянув лямки. «Нет, я только что увидел что-то странное», — ответил Люк. «Ты ходил в лес?» — спросила она. Заметила его перепачканные штаны и ботинки, бурно вздымающуюся грудь. «Что случилось?» «Мне показалось, я услышал Слейда», — сказал он, все еще тяжело дыша. «Я должен был проверить, но это был не Слейд, а кто-то другой. Бешеная собака или... я не знаю. Здесь водятся рыси, койоты или кто-то такой. Зверь выглядел голодным или злым». Она взглянула на деревья позади него. «Я ничего не вижу», — сказала она. «Ты уверен? Ты думаешь, я это все набредил, что ли? Скорее всего, зверь просто убежал». «Нет, прости», — ответила она. «Ничего не вижу. Ты готов начать?» «Что?» «Восхождение. Ну, знаешь, что, ради чего мы сюда приехали. Я думаю, мы должны снова поискать Слейда. Что если эта тварь, кто бы это ни был, найдет его?» А если она его уже нашла? Он не успел толком разглядеть, что там ело это существо. Впился ногтями в ладонь, пытаясь изгнать из головы образы изувеченного Слейда, окровавленной шерсти и последнего тявканья, после которого тварь принялась сдирать мясо с костей пса.
У него все внутри зудело от нетерпения. Вернуться в лес, вооружившись ножом Дилан, прочесывать его, пока они не убьют зверя или не найдут Слейда. «Вероятно, это просто олень или другое животное, которое не привыкло к людям», — сказала Дилан. «Кто бы это ни был, Слейда ему не достать. Он умный пес». Стоило Люку закрыть глаза, как в темноте под веками снова вспыхивали желтые фонари. Он глянул на деревья. Не понимал, сможет ли теперь заснуть, зная, что там рыщет эта тварь с зубами, достаточно острыми, чтобы разорвать плоть. Это точно был не олень. Зверь правда походил на собаку, но бешеную или одичавшую, и он ел что-то, похожее на сырое мясо. Что если эта тварь поранит Слейда? «Я тоже переживаю», — сказала Дилан. Она сжала его руки своими и говорила успокаивающим тоном, как будто Люк был ребенком, который беспокоится об участи своей мягкой игрушки, отправленной в стиральную машину. «Но с ним все будет в порядке. Он умный. Лучше оставаться на месте. Что если мы отправимся на его поиски, а он вернется, а нас здесь не будет? Он не знает ни Клея, ни Сильвию. И мы так близко к цивилизации. Скорее всего, он выйдет на дорогу, где его кто-нибудь подберет». Люк ответил ей полуулыбкой. Дилан, наверное, была права. Со Слейдом все будет в порядке. Обязательно. Но перед взором Люка снова встали пылающие глаза твари, хотя на этот раз он даже не моргал. Он прикусил себе внутреннюю сторону щеки. Слейд был там один, в бескрайних, диких лесах в самой глухой части Кентукки, и он ничего не мог с этим поделать. Что если эта тварь найдет его по запаху до того, как Слейд сообразит, как вернуться назад? Люк должен был оставить его с другом на время поездки. Он понял, что может никогда больше не увидеть своего пса, и острая боль пронзила его грудь. Над лагерем висела густая тишина. Воздух был спертым, как будто их всех заперли в мыльном пузыре. 9 марта 2019. 11 часов и 1 минута. Дилан размотала веревку, она была почти готова к восхождению. Камень так и лучился очарованием, так и притягивал к себе. Воздух все сильнее прогревался, она потихоньку расстегивала куртку, и каждый высвободившийся зубчик молнии отсчитывал минуты, проведенные на скале. В висках стучало. Солнце освещало ту часть стены, на которую ей предстояло взобраться. Скоро, скоро, скоро! Как прожектор, и это означало, что ей не придется щуриться, ища очередную подходящую трещину. Камень прогреется и станет идеальной температурой для того, чтобы держаться за него пальцами. «Привет, ребята!» — пробормотала Дилан, изменив тембр на голос отпадной девчонки. Телефон она держала на вытянутой руке. «Мне каким-то чудом удалось поймать сеть, и я решила выйти в прямой эфир. Мы здесь, на только что открытой скале, о которой я рассказывала вам пару дней назад, и это моя первая поездка с Петцел». Она повернулась и направила камеру на склон. «Клей и Сильвия — 2 аспиранта. Сведения, которые добудут на этой скале, они используют при написании своих докторских работ. Как вы сами видите, это очень серьезные ребята. Они будут систематизировать наши действия здесь, все записывать и фотографировать. Мы вот-вот собираемся начать восхождение. Это будет первый маршрут и первый подъем на скалу вообще в этом районе. Склоны великолепны. Я сгораю от нетерпения подняться на них. Начнем мы вот отсюда». Она повернула камеру на нужное место и снова направила на свое лицо. «Я не смогу точно сказать, пока не заберусь туда, но расклад я уже подобрала. Эта скала очень напоминает предложение на подъеме Бруис Бразерс в долине Мьюер, так что это, скорее всего, будет хороший разминочный маршрут». Рука наливалась тяжестью, локоть приходилось держать твердо. Ныли внутренние мышцы щек, устав держать ту маску, которую она натягивала всякий раз, стоило ей оказаться в поле зрения камеры. Оставалось только надеяться, что долго этим заниматься не придется. Так, время от времени делать апдейты для Петцел. Поначалу это было забавно, наблюдать, как множество людей интересуются ее восхождениями, но ведение блога быстро превратилось в работу. Его нужно было все время поддерживать, необходимость постоянно создавать свежий контент начала давить на нее, и ведь надо было не забывать каждый раз делать фотки и записи вместо того, чтобы просто наслаждаться восхождением. В левом нижнем углу экрана всплывали безликие имена пользователей и вопросы, которые они задавали, и тут же тонули под кучей свежих. Она едва успевала их прочесть. Ее глаз выцепил один из них.
Анкера ставить будешь?» «Нет, на этот раз мы, к сожалению, не будем устанавливать анкера», — ответила Дилан. «Для того, чтобы установить в скале стационарные точки страховки, к которым смогут прищелкнуть свои оттяжки уже и другие альпинисты, нужно было бы буквально насверлить там кучу дырок. Я бы с удовольствием проложила несколько спортивных маршрутов и установила на скале и шлямбуры, и станции, но данная экспедиция является лишь обзорной. Мы должны оставить это место в точно таком же состоянии, в каком мы его нашли. Может быть, мы сможем вернуться позже». Она взглянула на скалу. И на миг она забыла о тысячах подписчиков, о стриме, который вела. В эту долю секунды она не назвала бы имя матери или собственный адрес. Чары скалы захватили ее полностью, до последней клеточки тела. Дилан опустила руку, и камера поймала лишь ее лоб в обрамлении тяжелых облаков. «Упс, извините», — сказала она, снова надевая маску задорной девчонки. «Мы надеемся, что со временем это место получит свое развитие, но пока я просто дам имена тем маршрутам, которые проложу во время своих первых восхождений. Надеюсь, они окажутся не слишком сложными. Я буду постить обновления, убедитесь, что не забыли подписаться на канал, чтобы не пропустить их. А сейчас я закончу подготовку и полезу на эту скалу. Скоро поговорим еще, ребята». Она вышла из прямого эфира, и мелькание смайликов и поток путанных сообщений исчезли. Дилан и не надеялась поймать сигнал прямо у скалы. Часть ее хотела, чтобы сеть пропала, чтобы можно было просто наслаждаться подъемами, а о подписчиках подумать как-нибудь потом. Дилан вернулась к костру, Люк сидел там, уже в беседке, смотрел на деревья и потягивал кофе. «Страховка готова?» — спросила она. «Ну что, накачала эмоциями всех своих маленьких подписчиков?» — спросил он, когда девушка села рядом с ним. «Я должна была это сделать», — сказала она, проследив за его взглядом до самых деревьев. Ничто не шевелилось. Пейзаж был настолько неподвижным, что больше напоминал фотографию, чем трехмерный лес. «И ты это знаешь. Когда-нибудь мне больше не придется заниматься этим дерьмом, но я новичок в Петцел и должна поддерживать свою аудиторию. Я знаю, что тебя это раздражает». Люк хмыкнул. «Ты такая фальшивая в этом своем блоге». «Я не знаю, что тебе на это сказать, Люк», — ответила она. «Никто не будет спонсировать меня, если никто не будет знать, кто я такая. Я думала, ты понимаешь это». «Ты ведешь себя так, как будто кроме этого ничего не имеет значения», — сказал он. «Ты же знаешь, что это неправда», — ответила она. «Послушай, мне жаль Слейда. Действительно, и я прошу прощения, если мое поведение показалось бесчувственным. Но это не значит, что ты теперь можешь на меня срываться или вести себя так, как будто я тобой как-то пренебрегла. Я смотрю на эту ситуацию как на работу. Действительно, как на работу, которую не смогу сделать без тебя». Она положила голову на его угловатое плечо, так что щека прижалась к ее зубам. Протянула руку за его спиной и потерла второе плечо Люка своей мозолистой ладошкой. «Готов начать восхождение?» «Все в порядке? Можно начинать?» — спросила Дилан. «Я готова», — сказала Сильвия, поправляя блокнот. «Да, можно», — ответил Клей, стоя за своей навороченной камерой. Воздух рядом со скалой был пропитан электричеством до такой степени, что у Дилан покалывало руки и основание шеи. Она слышала, что такое бывает в тех местах, куда вот-вот ударит молния, но небо оставалось ясным, ярко-голубым. Она осмотрела гранитный склон перед собой, точно знала, откуда начнет, куда для этого положит руки, где придется подтянуться, чтобы переместить ноги. Прикинула, где установит точки страховки, закладки и камолоты. Она прощелкнет через них веревку, привязанную к талии, так что если и упадет, то сорвется не на такое уж большое расстояние и не рухнет на землю, изуродованной кучей мяса. Дилан вздохнула. Она тренировалась с первого года обучения в средней школе. Именно тогда подруга затащила ее на местный скалодром. Продержалась на стене не больше часа, прежде чем ее мышцы набрякли, а кожа на кончиках пальцев взбунтовалась, начав посылать оглушительные волны острой боли по усталым рукам, когда она пыталась ухватиться за грубые пластиковые хваты еще одного маршрута. Этот час был единственным, но ничего больше не понадобилось ей, чтобы заглотить наживку. Но вылазки в ущелье по выходным окончательно укрепили ее в понимании. Она хотела заниматься именно этим, и чтобы ей за это платили. И теперь ей дали шанс. Она не могла его просрать. И не просрет. «Поднимайся», — сказал Люк, держа свободный конец веревки в руках, готовый подать его ей или натянуть, если она сорвется.
И Дилан стала подниматься. Двигалась вверх по скале, плавно и легко. Шею ощутимо припекало. Камень был сухим, полным песка и липкой паутины, и она втыкала камолоты в стену, каждый плавно и плотно входил в трещины. У нее было такое ощущение, что этот подъем она уже проходила раньше. Он чувствовался как блинчики. Международный маршрут в Мьюэр, руки словно сами помнили, что делать, двигаясь вдоль давно знакомой стены, они нащупывали подходы к новой. Прокладка нового маршрута, как правило, означала суету в воздухе на высоте 30 футов, попытки расположить квадрат металла шириной в дюйм так, чтобы он касался как можно большей части камня, чтобы он мог удержать ее, если она упадет. Мышцы на противоположной руке сжаты до судороги, лишь бы зафиксировать ее на стене, пока она не закончит возиться с установкой снаряжения. Но эта стена... Никаких напряженных, забитых мышц, орущих, что они сейчас откажут, пока Дилан вщелкивает оттяжку, никакого шкрябанья рукой над головой в поисках невидимой зацепки. Волшебство, как оно есть. Этим они и занимались весь остаток утра. Люк подавал ей веревку по мере того, как она поднималась все выше. Клей фиксировал каждое движение на свою камеру. Закончили они, когда уже давно было пора обедать, и к тому времени Дилан успела пройти по 4 маршрутам. Они собрались у костра и, покусывая энергетические батончики и поджаренный на костре хлеб, наперебой принялись рассматривать фотки. Клей сделал их на свой iPad, худший гаджет, наверное, чтобы делать фотки в лесу. Он прикреплял фотографии, сделанные им на каждом маршруте, нажимая пальцем на красные линии на снимке скалы. Сильвия расспрашивала Дилан о качестве подъема, текстуре скалы, ее твердости, оценке сложности, которую она могла бы дать каждому маршруту, и делала пометки в блокноте. Как бы она ни нарекла их, эти записки останутся для нее навсегда связаны с этой долиной. Дилан включила свой телефон и увидела, как ползет по стене, крошечная, больше похожая на паука, чем на человека, часто не в фокусе или едва попадая в кадр. Гаджеты у Клея были крутые, но это не означало, что он толком умеет снимать. Она нашла кусочек в середине записи, длиной где-то с минуту, на котором она поднималась гладким движением, текла словно шелк и выложила его к себе на страницу. Сеть, к счастью и к сожалению, ловила на отлично. Небольшой обзор того, что мы обнаружили сегодня. Здесь шикарно. Мой первый хэштег «Первый подъем». 9 марта 2019. 13 часов 49 минут. Сильвия заносила координаты каждого маршрута с GPS-трекера, делая почти неразборчивые каракули. Ей поручили самую хлопотную работу. Собственно, их запись. Нельзя было, конечно, сказать, чтобы это чертовски сложно, но все же она заметила, что Клей вообще ничего не записывает, а только возится с камерой. «Где твои записи?» — спросила она. Он постучал пальцем по виску. «Все здесь», — сказал он. «Я запишу все позже». Она засунула блокнот под мышку и сбалансировала камеру на штативе, поворачивая объектив так, чтобы сфокусировать его на скалах и зазубренных камнях сразу за Дилан, которая разминалась у подножия перед вторым восхождением. «Настроила ее для тебя», — подразнила она. «Собственным оборудованием управиться не можешь». Клей, стоявший сзади, подался к ней, его горячее дыхание обдавало ее плечо, пока она возилась с настройками. Камера стояла в футах 20 от стены, плюс-минус. Но Дилан на цифровом дисплее выглядела так, будто какая-то фантастическая машина уменьшила ее. Провода и шнуры обвивали бедра, какие-то железки и пружинные клинья свисали с них. Крохотная Дилан на экране завязала на веревке узел 8 и пропустила ее через свою беседку. «Все настроили как надо, о незаурядная операторша?» — спросил Клей, засунув руки в карманы. «Конечно». Она стиснула зубы и сосредоточилась на камере, отрегулировав последнюю настройку. «Хорошо», — сказал он. Допил остатки энергетика, раздавил банку и швырнул ее через весь лагерь в направлении кострища. Банка ударилась о ствол дерева и срикошетила в густые кусты за ним. «Эй, это не круто», — сказала Сильвия. «Мы должны оставить это место чистым. Здесь действительно интересная и довольно древняя экосистема, не тронутая человеком. Если мы собираемся находиться здесь, то должны относиться к этой земле с уважением. Это место должно оставаться таким же, как было до нашего прихода». «Да забей», — ответил он. «Потом уберу». Сильвия фыркнула. Клей протянул ей потрепанный мобильник.
«Это что?» — спросила она. Дилан спросила, не могли бы поснимать на ее телефон. «Да», — ответила она. «А я здесь при чем? Я делаю заметки. Почему бы тебе не поснимать на него?» «Я должен сосредоточиться на этой камере», — сказал он, — «чтобы у нас была хорошая запись. Кроме того, Дилан просила, чтобы в этот раз это сделала ты. Она сказала, что я отстойно снимаю. Почему бы тебе просто не найти какое-нибудь место, поставить его там и включить запись?» Сильвия снова фыркнула, открыла камеру на телефоне и зашагала прочь. Перекладывать работу на других — это было на него похоже. Обычно он хотел контролировать каждую мелочь. Похоже, эта экспедиция и подготовка к диссертации и впрямь оказались для Клея серьезным испытанием. На крошечном экране телефона Дилан помещалась лишь часть стены. Сильвия пятилась все дальше, мимо костра и палаток, пока не уперлась спиной в кору какого-то дерева. Весь маршрут по-прежнему не совсем умещался в маленький экран, но в принципе сойдет. Она осмотрела дерево в поисках узловатых сучков, низко свисающих ветвей, чего-нибудь, на что можно было бы пристроить телефон. Никаких выступов, ствол оказался ровным. Она опустила взгляд пониже в поисках другой опоры. Не соорудить ли какую-нибудь хитроумную пирамиду из камней? Может, привязать мобильник на подходящую лиану? За деревьями раскинулись заросли ядовитого плюща и болиголова. Темные плоды вороньи ягоды. Одни ядовитые виды, но как на подбор. Она отметила их все в блокноте, подписав. Множество ядовитых растений купами окружают лагерь. Интересно, причина в почве или в физических особенностях местности? Надежного способа подпереть телефон она не нашла. Вместо этого заметила глубокие борозды на земле у подножия дерева. 4 параллельные, словно от когтей, и это в паре шагов от их палаток. Сильвию пробрала дрожь. Она принялась прислушиваться, не крадется ли что-то между деревьями, и ощутила, как тишина долины почти физически давит на нее. В лесу ничего не шелохнулось. Эти борозды, не оставила ли их та тварь, которую видел Люк? Кто бы их ни сделал, это было давно. Почва в выемках высохла и осыпалась. Она, наконец, нашла, где установить телефон, нажала кнопку записи и поспешила обратно к скале. Сильвия фиксировала в блокноте трудности, с которыми пришлось столкнуться Дилан. МРТ-6 в середине, похоже, требуются большие усилия. Поднялась на треть пути, сместилась влево, спустилась вниз, пробует двигаться вправо. С земли вершина скалы кажется гладкой. Может, там есть какие-нибудь крошечные выступы, за которые можно ухватиться. На стене Дилан возилась с одним из камолотов, устройством, что позволяло ей организовать точку страховки и вщелкнуть туда свою веревку. Камолот представлял собой устройство с 2 кулачками, которые раскрывались подобно крыльям, 2 скругленные детали с насечками, разворачивающимися с помощью системы тросиков в середине. Сильвия посмотрела на часы. Дилан ковырялась с камолотом, пытаясь вбить его в стену, уже больше 3 минут. Мышцы на ее левой руке, удерживающие ее тело вертикально, страховочную веревку Дилан еще не натянула. Подергивались, даже с земли было видно, как сильно напряжены ее сухожилия. Изо всех сил старается установить страховочное оборудование. Его нужно правильно расположить, чтобы она могла пропустить через него веревку. Та поймает ее, если она упадет. Сейчас расстояние до последней страховочной станции уже слишком велико, и она не может подняться выше. Еще несколько раз отборная ругань раскатилась по всей гулкой чаше долины, и камолот, наконец, был укреплен в стене как положено. Дилан едва успела закрепить в нем веревку и выкрикнула еще одно слово. «Падаю!» Сильвия ахнула, когда тело Дилан полетело вниз, рука у нее дернулась и размашистым зигзагом перечеркнула все только что написанное. Веревка натянулась и остановила полет Дилан парой футов ниже точки страховки. Вес тела сильно нагрузил ее, и та глубже ушла в скалу. Люк стоял на цыпочках, поднявшись, как другой конец противовеса, сделанного из 2 людей. Дилан потрясла левой рукой, разминая сведенные от напряжения мышцы, и это движение отразилось на крошечном экране камеры. Рука Сильвии болела, пальцы устали выводить буквы. Ну и что, если камера пишет все подряд? Она фиксировала каждое движение Дилан в блокноте, желая иметь точное и полное описание событий. Она сомневалась, что Клей действительно удержит все детали в голове. Мотая головой, то вскидывая взгляд на скалу, то опуская его к записям, Сильвия записала.
Сорвалась после установки камолота МРТ-6 на полпути, на высоте около 40 футов. Видимых повреждений нет, мышцы, судя по всему, болят. Установленные крюки остались в стене. Она не осознавала, что закусила губу, пока кровь не хлынула, как из ведра, река потекла между зубами. Она смотрела записи падения альпинистов во время работы с материалом, но когда увидела это вживую, у нее все сжалось внутри. «Ты в порядке?» — окликнул Дилан Люк. Он выдал немного веревки и опустился на землю на полную стопу. «Ага!» — крикнула Дилан. «Не знаю, смогу ли я закончить тут сегодня». «Готова спускаться». Даже с земли Сильвия видела, как Дилан задумалась, переводя взгляд с дрожащего предплечья на потертые туфли и солнце, ныряющее за скалу. Его лучи били ей прямо в глаза, не давая ничего толком разобрать на склоне. Сильвия тоже колебалась, занеся ручку над страницей, ожидая ее решения. Продолжая висеть рядом со скалой, Дилан еще раз потрясла левой рукой, пытаясь восстановить подвижность сухожилий. Кончиками туфель задела скалу, взметнулась пыль. «Спускай!» — крикнула она. Люк потянул за рычаг страховочного устройства на своей беседке, и веревка рывками стала проходить через него. Дилан начала опускаться. Сильвия нацарапала. Сорвалась, но не пострадала. МРТ-6 не завершен. Попытка номер 3 на полпути. «Вот же блин!» — сказала Дилан, когда ее ноги коснулись земли. «Жестко пошло?» — спросил Люк. Дилан изо всех сил боролась с тугим узлом, все еще связывающим ее со скалой. «Да это просто конец дня», — сказала она. «Я вымоталась. Отстой, что точку пришлось оставить. Если бы я знала, что мне придется спускаться так стремительно, то принесла бы в жертву богам безопасности расходники подешевле. Мы и такие захватили с собой». «Завтра снимешь его оттуда», — сказал Люк, помогая ей вывязать веревку. Руки Дилан забились, ей это оказалось не под силу. Он потянул за трос, тот выскользнул из оставленной закладки и со свистом, как плеть, ударил по земле. «Пойдем посмотрим, может, то пиво, что у нас осталось, все еще холодненькое». На сегодня с восхождениями закончено. Оборудование осталось в скале. Торопливо накорябала Сильвия. Дилан зашагала к лагерю, поскальзываясь на грязи, как на обледенелом тротуаре. Сильвии это показалось странным. Почему конкретно этот клочок земли был достаточно сухим, чтобы поскальзываться на нем, в то время как каждый второй дюйм этой долины был покрыт грязью? Сильвия нагнулась, отодвигая грязь своими испачканными в чернилах пальцами. «Что там такое?» — спросила Дилан. «Пока не знаю», — ответила она. «Я чуть не поскользнулась», — сказала Дилан. «Тут как будто песок насыпан на гладком бетоне или что-то в этом роде». «Может, это просто часть скалы?» — предположил Клей, присаживаясь на корточки рядом с остальными. «Может», — согласилась Дилан. «Иногда склон уходит дальше, под почву». Они сдвинули слой грязи. Под ней обнаружилась прямоугольная полоса, заполненная каким-то твердым и скользким веществом. Она шла прямо от скалы. Края были гладкими и прямыми, как будто кто-то разместил ее здесь осознанно, следуя какому-то плану. Они раскопали около 3 футов этой скользкой полосы, и она резко, под прямым углом повернула и снова пошла прямо, параллельно стене. Сильвия опустила голову ниже и провела пальцами по этому веществу. «Боже мой!» — сказала она. «Это окаменевшее дерево!» Внутри бруса, идущего от скалы в форме буквы «Л», мерцали темно-красным и белым гладкие кристаллы. «Это так странно!» — продолжала Сильвия. «Похоже на фундамент здания, которое в какой-то момент ушло под землю. Похоже, здесь был дом или лачуга, или, по крайней мере, кто-то начинал их строить». «Зачем строить так близко к скале?» — спросила Дилан, проводя пальцами по напоминавшим вены разводам кристаллов кварца в древесине. «Да и кому бы пришло в голову строить здесь вообще? Единственные следы пребывания человека тут — те инициалы, вырезанные на дереве. Все остальное, что мы видели, находится больше, чем в миле отсюда». «Кто знает», — заметил Клей. «Может, тут стоял какой-то навес давным-давно, или охотничья хижина». «Посмотри на соединение. Это определенно был фундамент дома», — сказала Сильвия. «Похоже, что он уходит под скалу». У нее даже руки зачесались записать это на камеру. Она пошла снять ее со штатива. «Оптическая иллюзия», — сказал Клей. «Может, когда-то ствол упал на землю, он как-то сдвинулся и оказался под скалой, в расщелине или чем-то таком». Сильвия закатила глаза. «И может, эти стволы просто срубило молнией?
Я обтесала сразу, и они вот так вот упали, квадратом, с дверным проемом сразу и все такое», — отрезала она, возвращаясь с камерой. «Дереву требуется миллионы лет, чтобы окаменеть. Оно должно было быть уже окаменевшим, когда его использовали для этой постройки. Какая классная находка!» Сильвия сфотографировала дело рук человеческих в том месте, где оно, казалось, уходило под высящуюся скалу с увеличением. Они сидели на корточках, каждый из них любовался старым деревом, проемом в брусе спереди, достаточно широким для того, чтобы там когда-то находилась дверь. Сильвия выпустила камеру из рук, та повисла на ленте на шее, и записала. Возле скалы обнаружено рукотворное сооружение. Древесина окаменела, ей должно быть миллионы лет. Похоже на фундамент старого дома, может, это был навес или бревенчатая хижина. Остальная часть здания исчезла, так что, вероятно, ему как минимум лет 100. Фундамент каким-то образом уходит под скалу. Озадачивает, что находка так далеко в лесу, нет троп, которые вели бы к ней. Может, тропа заросла? Могло ли наводнение загнать строение под скалу? Может, там пещеры под ней? Больше всего Сильвия сокрушалась, что остальная часть сооружения разрушилась от времени, стихийного бедствия или же была уничтожена самими людьми. Вся, кроме монолита, сверкающего прожилками кварца. 10 марта 2019. 1 час 43 минуты. В середине той же ночи из леса донесся болезненный вой. Люк не был уверен, что полные боли завывания, разносившиеся по долине час за часом, исходят не от голодного, плачущего где-то в лесу Слейда, замерзшего. Лапы покрыты коркой грязи. Раздался такой тихий всхлип, что он даже не мог сказать, слышал ли его на самом деле. Тихий укор, крик о помощи. Но что же издавало эти звуки? Собака? Или жестокий ветер? Или же та ужасная тварь, с которой Люк столкнулся в лесу днем? Мысли, одна другой хуже, лезли ему в голову. Может, Слейд выбрался на дорогу только для того, чтобы гигантский грузовик, мчавшийся по узким объездным трассам, сбил его? Может, он удрал в другую часть леса, кишащую охотниками, и они приняли его за оленя? Или, может, он нашел койота, и тварь растерзала его за то, что пес оказался слишком близко к ее детенышу? Как бы ему ни хотелось расстегнуть молнию палатки и броситься в темный лес, в голове мучительно стучала мысль, что, наверное, Слейд ждет его прямо там, за первыми деревьями. Он знал, что тогда заблудится и сам. Время от времени стоны возобновлялись, вырывая его из полудремы. Получился какой-то замкнутый круг. Стоило Люку успокоиться и начать проваливаться в сон, как из леса опять начинали доноситься скулёж и вой. Оставалось только лежать без сна и слушать. 10 марта 2019. 9 часов 12 минут. В промозглом утреннем воздухе трещал костер. Мусорная яма пестрела останками вчерашнего ужина. Смятые алюминиевые трупы последних банок пива, оказавшегося приятно прохладным. Фольгированные упаковки из-под различной готовой еды. Дилан почти не спала, ей снились тени, расхаживающие вокруг палатки с ножами в руках. Усталость давила на плечи. По коже до сих пор бежали мурашки при мысли, что те силуэты она видела вовсе не во сне, но чувствовала она себя полностью проснувшейся. Но стоило ей мельком взглянуть на скалу, как она тут же позабыла обо всех воображаемых ночных незваных гостях, людях-тенях, что бродили на зыбкой границе сна и реальности. Она принялась проигрывать цепочку движений, при помощи которых поднимется на склон прямо на траве у подножия скалы. Выпила кофе и принялась за разминку, лазая траверс и боулдеринг по нижней части скалы и не поднимаясь выше 5 футов от земли. Ее кожу покалывало статикой, когда она карабкалась вверх. Холодные иголочки статического электричества пронзали кончики пальцев, как будто она касалась незаземленного металла, а не твердой скалы. Солнце согревало шею, его сияющие пальцы снимали боль предыдущего дня, расслабляя сухожилия, растягивая их, как мягкие ириски. Угрюмый Люк молча разбирал бухту веревки по трудным участкам маршрута. Комолоты и оттяжки он кидал в кучу, металл лязгал, как еще не настроившийся оркестр. В этой куче Дилан углядела карабин с поломанной защелкой.
«Эй, малыш, ты можешь быть немного осторожнее?» — спросила она. «Это снаряжение не то чтобы новое. Если что-то сломается, нам будет нечего поставить на замену». Люк что-то проворчал себе под нос. «Да что не так?» — спросила Дилан, зная, что Люк будет раздуваться от ярости, пока не взорвется, если она ласка не поможет ему спустить пар. «Ничего», — ответил он и пнул камешки в грязи. «Это как-то связано со Слейдом?» Дилан вздохнула. Конечно, как она могла забыть? Когда произнесла имя собаки, тут же ощутила укол вины. Это из-за нее он потерялся. Из-за нее они отказались от дальнейших поисков. Но что им оставалось сделать? Бросить экспедицию и вдвоем отправиться на поиски? И заблудиться в лесу? Кроме того, это была не ее экспедиция, чтобы устанавливать правила, а Клея. «Мне показалось, я слышал его сегодня ночью», — сказал Люк, закусив губу. «Я сегодня ночью ничего не слышала». Она не стала рассказывать, что ей приснилось. С удивлением осознала только сейчас, что тени бродили вокруг палатки, не издавая ни единого звука. «Кто-то был там в лесу», — ответил он, — «и выл, плакал, словно ему было больно, холодно или голодно». «Сомневаюсь, что это был Слейд», — сказала она, пытаясь убедить не только Люка, но и себя. «Может, это был просто дурной сон? Мне тоже снилась всякая ерунда. Я так злюсь на себя за то, что позволил этому случиться». «Это не твоя вина», — сказала Дилан, надеясь, что он не возразит в ответ, не скажет правды, что это ее вина. Ей нужен был ясный ум, чтобы карабкаться вверх, и ей нужно было, чтобы он страховал ее, чтобы глаз с нее не сводил, пока она будет двигаться по склону, а не крутил головой, пытаясь услышать воображаемый вой. Поэтому она сидела рядом с ним, позволяя ему рыдать и сморкаться в ее воротник, пока он не выплакался, и все это время скала манила ее к себе, заставляя вставать дыбом волоски на коже. Дилан возилась со своей беседкой, регулируя обхват ножных петель. «Готовы начать?» — спросил Клей. Он оставил их с Люком наедине, позволил посидеть, прижавшись друг к другу, у подножия скалы рядом с грудой спутанного снаряжения, хотя и не скрывал своего раздражения, расхаживая немного позади них и бурча себе под нос. «Да, извини», — ответила Дилан. «Люку тяжело дается побег Слейда». «Ты еще не думала над названиями маршрутов?» «Хороший вопрос», — сказала она. Она указала на дальний конец скалы, на первый маршрут, к которому она поднялась, и который в подробных записях Сильвии именовался не иначе, как МРТ-1. «Может, этот на потом, тот, которым я пытаюсь пройти, чистый кентуккийский адреналин?» Она намелила руки, мозоли от вчерашних восхождений уже покалывали, вытерла излишки мела о лодыжку, оставив отпечаток, похожий на пятерню скелета. «У вас все готово?» «Уже час как», — сказал Клей. Дилан словно ударила током, пробрав до костей. Она вскочила, встряхнула руками, чтобы нейтрализовать заряд, натянула привычную улыбку. Люк сделал несколько снимков ее на склоне, она занималась боулдерингом, прямо над землей. Край фотографии потом можно отрезать, чтобы казалось, что Дилан находится на гораздо большей высоте. Она со скучающим видом быстро пролистала фотки, отобрав для размещения в блоге 3 лучших снимка. С них она улыбалась себе во все 32 зуба. «Чистый кентуккийский адреналин на этих склонах. Хэштег скалолазанье, хэштег первый подъем». Стоило Дилан коснуться стены, как все пошло по маслу. На этот раз никаких ошибок. Словно бы она просто ускользнула к скале ночью, чтобы вспомнить расклад. Она добралась до оставленной точки с оттяжкой всего за пару минут, не пренебрегая при этом страховкой. Да и на то, чтобы установить каждый комолот в щель и прищелкнуть веревку, уходило не больше пары секунд. Дилан часами поднималась по скале вот так, головокружительно, плавно и легко. Стена предвосхищала ее потребности. Стоило протянуть руку, и вот, пожалуйста, удобная щель именно там, где она хотела ухватиться. Дрожащие пальцы, отчаянно ищущие, на что бы опереться, остались во вчера. Там же остались молитвы любому богу, который может находиться где-то поблизости, пока она цеплялась своими туфлями с резиновыми носами за любой, самый маленький выступ на гранитном склоне. У Дилан должны были болеть руки. Один 30-минутный перерыв между восхождениями и желудок, заполненный кофе и клейкой овсянкой, это, безусловно, не тот бальзам, что разогревает тело.
но мышцы ее предплечий не чувствовались натруженными, не стянулись в твердые узлы, которые можно было развязать только временем или какой-нибудь дурно пахнущей мазью или шершавыми пальцами. Они оставались такими же послушными, энергичными и готовыми на все, как и с утра, после того, разумеется, как она оправилась от ужаса, пережитого ночью. На полпути вверх по новому маршруту на скале находился глубокий карман, долгожданная передышка для пальцев, все утро хватавшихся за крохотные, перекрученные выступы. Привычным движением она потрясла за спиной свободной рукой. Сухожилия уже расслабились. Она могла провисеть в этом месте весь день. Резиновые туфли прилипали к стене, словно та была клеем намазана. Дилан, наверное, могла бы прислониться к камню, не держась руками ни за что, и вздремнуть. Не двигаясь с места, она установила еще один комолот. Металл легко вошел в стену, и она вщелкнула веревку через карабин. Оставшаяся часть маршрута над ней выглядела намного сложнее. Множество крошечных выступов, щели глубиной на полпальца, а то и меньше. «Поднимаюсь!» — крикнула она Люку. Веревка на талии Дилана ослабла, и она двинулась вверх, снова цепляясь руками за крошечные выступы на граните. Она уперлась ногой в глубокий карман и поднялась наверх. Ее рука вошла в другой большой карман, тот же самый карман. Комолот, который она установила последним, торчал из скалы прямо перед ней, хотя она только сейчас поднялась сюда к нему. Веревка даже проходила через карабин и возвращалась к ее беседке. Ей показалось, что она смотрела на него целую вечность. Как она могла вернуться сюда? Она почувствовала, как ее нога опирается на карман, за который она теперь цеплялась рукой, и пот стекал на камень. Дилан стряхнула пот с кисти и снова двинулась вверх. Но цикл продолжался снова и снова. Пот струился по ней ручьями, затекая в глаза и под рубашку. Она повторяла одни и те же 3 движения, всегда возвращаясь к одним и тем же проклятым комолоту и карману. Поднималась в этой петле до тех пор, пока мышцы не свело от усталости, и они не начали болеть, пока пот с ладони не затек на самые кончики пальцев, и она тогда соскользнула со склона. Люк подхватил ее, зафиксировав веревку на месте с помощью страховочного устройства, остановив ее падение всего в нескольких футах под зажимом. «Эти маршруты ты проложишь на раз-два», — сказал Люк, когда она оказалась на земле. «Повезло, должно быть. Да ты вообще везучая, по-моему». Я продолжала подниматься по кругу. «Что ты имеешь в виду?» Я поднималась наверх и каким-то образом оказывалась под комолотом, который только что установила. Это было так странно. Ты ничего не видел? «Нет, ничего подобного». Люк в замешательстве наморщил лоб. «Я имею в виду, я полагаю, это выглядело так, как будто ты просто просидела на одном месте дольше, чем обычно, но я подумал, тебе просто нужен перерыв». Мне действительно казалось, что я просто поднимаюсь, но не оказываюсь выше ни на дюйм. Сильвия и Клей все записывали. Может, глянешь видео, и тогда станет ясно, что произошло. Камера показалась Дилан очень тяжелой. Она наблюдала за собой на маленьком экране. Вот она карабкается по стене, как паук. Люк был прав. Она помедлила у комолота, прежде чем начать спускаться, но не более того. Засомневалась. Вот и все. Они сделали небольшой перерыв на обед, чтобы унять завывание желудка, запихнув в рот мюсли и батончики Клифф. Дилан жадно глотала воду, часто, как метроном, постукивая ногой по земле. Всем своим существом она хотела вернуться на скалу. Она проверила свой телефон, чтобы узнать, как там ее последний пост. Он набрал уже более 200 лайков, было и несколько комментариев. Она пролистала уведомления, ей показалось, что она заметила сообщение от Пэтсел, но когда кликнула по нему для просмотра, получила сообщение об ошибке, страница не смогла загрузиться из-за низкого уровня сигнала. Клей заглянул ей через плечо, обдав ее запахом кофе. «Много лайков?» — спросил он. «Да», — сказала она, щелкая по экрану. Крепко стиснула челюсти вокруг языка. «Но сигнал внезапно пропал». «Мы в лесу», — засмеялся Клей. «Да, я в курсе», — ядовито ответила она. «Но у меня только что был отличный сигнал, и я даже не шелохнулась. Он просто внезапно исчез». «И что тут поделаешь?» Клей пожал плечами и двинулся к Сильвии, чтобы взглянуть на ее торопливо сделанные заметки. «Твоя правда», — сказала Дилан, вставая и потягиваясь. Скала возвышалась перед ней, предательская, но золотая.
Честно говоря, это может стать долгожданной передышкой во всей этой возне с блогом. У меня уже было такое чувство, что мне ее никогда не получить». «Да, отсутствие сигнала просто заставит тебя отдохнуть от блога некоторое время», — сказал Клей. «Готова продолжать?» Пальцы Люка застыли на пуговицах застежки на его спине, с которой он возился. «Тебе не нужно отдохнуть еще немножко?» «Нет», — ответила она, не обращая внимания на узел, которым у нее внезапно завязалось все внутри, на мимолетное предчувствие. Солнце висело над вершиной скалы, оно как будто уселось на нее, как пылающий приз, до которого она могла дотянуться и схватить. Оно слепило ее. «Дай мне еще минутку», — сказал Люк. «Я ж все время задираю голову, чтобы видеть тебя. Шея до сих пор ноет». Тревога, нетерпение вскипели в Дилан, как варево в ведьминском котле, заставляя ее только что не трястись. Все так и звало ее обратно на стену. У нее даже волосы на руках встали дыбом. Она почти добралась до вершины, когда это случилось. Возможно, потому что лучи солнца били ей прямо в лицо, когда она искала опору для руки, оставляя на сетчатке огненные отпечатки, когда она пыталась найти тот хороший клювообразный выступ, за который она уже хваталась, найти хоть какое-то местечко, чтобы поставить ногу. Возможно, ее разогретые мышцы прохватило внезапным сквозняком или, наконец-то, пришла усталость, расплата за целый день активности. Возможно, обрывок сегодняшнего сна внезапно всплыл в памяти, и укол ужаса при виде крепких ног, топчущихся вокруг палатки, пронзил мужичок, и на долю секунды Дилан охватил такой страх, что земля показалась гораздо дальше, чем когда-либо. Она смогла вставить комолот в зазубренную трещину, но когда Люк выдал ей веревку через страховочное устройство, когда она стала выбирать ее, чтобы вщелкнуться в точку страховки, нога Дилан соскользнула. Левая рука оказалась в блоке под острым углом. Мышцы взбугрились от напряжения, как канаты, отчетливо заметные под кожей, как бухта веревки под ногами у Люка. Она цеплялась за стену пальцами. Какой-то сантиметр кожи, вот и все, что удерживало ее. Она знала, что это произойдет, еще до того, как все пошло не так. «Сука!» — яростно выкрикнула Дилан, когда левая нога отцепилась от скалы, отскочила от склона так резко, как будто под ней взорвалась петарда. В последней отчаянной попытке не упасть, она глубоко вонзила кончики пальцев в расщелину, острый гранит разрывал кожу. Она потеряла равновесие. Две ее противоположные конечности лишились опоры, а двумя оставшимися она уже не могла удержаться. Они тоже сорвались со стены. Падение показалось ей долгим. Тело плыло вниз, будто лишившись веса, солнце обжигало сетчатку. Но она не долетела до земли, не взметнула облако грязи, которое осядет на теле, изуродованном множеством новых локтей и коленей. Все закончилось резким рывком за талию, ремни беседки врезались в тело, но удержали только на мгновение. Последняя точка, которую она установила, та, что должна была подстраховать ее в случае срыва, вылетела из скалы, вырвав кусок гранита. Это запустило каскадный откат. Каждая точка, которую она установила, вылетела с резким рывком под внезапно обрушившимся на нее весом тела Дилан. Все это произошло за долю секунды, во время которой она успела пролететь 30 футов вниз и остановилась. Одна точка все-таки выдержала, и Дилан столкнулась не с землей, а с головой Люка, которого в момент ее падения противовесом дернуло вверх. Нога Дилан рефлекторно дернулась, пнув Люка прямо в его несчастную, без каски голову. Тот, возносясь вверх вдоль скалы, тоже повыбивал из нее точки, и сейчас его отбросило назад, где он и приложился о склон другой стороной головы. Он угодил между ногой Дилан и трудным местом на склоне, и то и другое сотрясло его мозги. 10 марта 2019. 15 часов 23 минуты. «С тобой все в порядке?» — закричала Дилан. Люка крутанула на другом конце веревки. Он неуклюже пошарил в районе промежности, пытаясь нащупать страховочный трос. Пальцы его шевелились, как раненый паук, ползущий по незнакомой местности. Похоже, чтобы напрячь мышцы шеи и поднять голову вертикально, ему пришлось сконцентрировать все силы. Если бы у страховки не было фиксирующего механизма, который зажал веревку, они бы оба сейчас лежали на земле. «Твою мать!» — подумала Дилан.
Он, походу, реально расшибся, раз его даже пальцы не слушаются. «Люк, поговори со мной!» — сказала она. «Пожалуйста!» Он открыл рот, но вместо слов, вместо приятного «Да, со мной все в порядке, только маленькая шишка на голове, давай я нас сейчас спущу», изо рта Люка хлынула кровь. Он почти перекусил себе язык. Люк застонал. «Вот же блин!» — прошептала она. Под ними стояли Клей и Сильвия, слишком маленькие, чтобы до них дотянуться. Сильвия, дрожа всем телом, как будто только этого ее прикосновения не хватает для того, чтобы все окончательно полетело под откос, потрогала свисающий конец веревки. Как будто эта веревочная петля в грязи была главной причиной всего случившегося. Над ними в скале торчал последний уцелевший крюк, крошечный кусок металла длиной в дюйм. Он что, дрожит? Дилан скользнула взглядом по веревке. Он поднялся выше крюка, который, как она думала, удерживал их вес. Веревка змеилась гораздо выше, до зазубренного выступа, торчащего из стены. Как она не заметила этой гигантской опоры, за которой и зацепилась. Трос обхватывал гранитное острие и возвращался к беседке Дилан. Но там, на уступе, на самом верху, неужели она разглядела, что веревка уже минимум наполовину перетерлась? Были ли маленькие оборванные волокна, торчащие во все стороны, лишь плодом ее воображения? «Вот дерьмо!» — сказала она. Конечно, первое крупное падение Дилан должно было произойти на второй день самой крупной экспедиции в ее жизни. Ну или, по крайней мере, эта вылазка должна была ею стать. Они висели всего в 10 футах от земли, но она видела неприятные травмы, полученные при падении и с меньших высот. Одна из ее первых подруг в лазании по скалам, та, которая взяла ее с собой в первую поездку в ущелье Ред-Ривер, сломала себе лодыжку, спускаясь по веревке, после того, как прошла весь тяжелый 5.11. Слишком быстро отпустила веревку и поскользнулась на куче рыхлых обломков у основания стены. Дилан охватил жуткий ужас перед их неизбежным падением. Она смотрела только вниз в ожидании того момента, когда веревка разорвется, и даже не глянула вверх в тот момент, когда крюк, наконец, вырвался из скалы. Если бы она не была занята тем, что кричала Сильвии и Клею, чтобы они собрали все мягкие предметы в лагере и разложили их по всей зоне падения, то увидела бы, что крюк вырвал кусок скалы, а из трещины хлынуло что-то липкое и темно-красное. Скала как будто закровоточила. Сильвия и Клей, как маленькие куколки под ней, двигались в соответствии с ее указаниями, таща походные коврики, спальные мешки и даже охапки одежды к основанию стены. Волокна веревки застонали, как несмазанная дверь, а затем разорвались пополам. Беспощадно висящую в воздухе Дилан тряхнула дважды. Освободившиеся тросы скользнули вниз по скале, опережая скалолазов, разбрасывая каменную крошку, собирая закладки, которые посыпались со склона, как маленькие металлические кинжалы, только и дожидавшиеся момента, чтобы воткнуться Дилан между позвонками, влететь в радужную оболочку широко раскрытых глаз. Изувечить ее так, что она больше никогда не сможет взойти ни на один склон, разрушить не только эту экспедицию, но и всю ее карьеру. Последнее волокно лопнуло в тот момент, когда Сильвия шлепнула свой спальный мешок на землю, и края его впитали вечную грязь. Дилан и Люк рухнули как камни. Веревка выскользнула из оставшихся зажимов, ударилась о землю, хлестнув поперек бедной и так уже настрадавшейся голове Люка без каски. Он застонал. Протянул руку к месту удара, но пальцы коснулись головы намного левее. Дилан взмолилась, чтобы это было просто следствием шока. Она села и проверила свое состояние. Она помнила, как ее зовут. Насчитала ровно 10 пальцев на руках, 3 из которых вокруг ногтевого ложа были покрыты коричнево-красной кровью. В голове не стучало. Лодыжки и запястья не сломались под ней, не загнули совершенно непредусмотренным природой образом. Боль не расцвела между ушами. Она пережила падение, отделавшись лишь легкими царапинами на коленях и локтях, да синяками, наливающимися на бедрах и талии, где в ее тело врезались ремни беседки. Дилан облегченно выдохнула. 6 дюймов правее, и они переломали бы кости о камни, торчащие из грязи. Она расстегнула каску и прокляла их непредусмотрительность. Второй шлем для Люка они и не взяли.
Она подползла к нему, а он все еще лежал, по-видимому, не в силах поднять ни голову, ни любую другую часть тела. Его колено было согнуто под странным углом, нижняя часть ноги прижалась к телу. «Боже мой, Люк!» — сказала она дрожащим голосом. Но даже сейчас, когда все у нее в груди сжалось при виде его, обмякшего, как тряпичная кукла, скала по-прежнему притягивала ее к себе. И она ощутила укол печали из-за того, что теперь ее амбициям не суждено воплотиться. Люк прошептал что-то слишком тихо, чтобы его можно было расслышать или понять. Остекленевшим взглядом он смотрел куда-то из-за плечо, глаза его широко распахнулись. В крови Дилан бушевал адреналин, но в этот момент холодок пробежал у нее по спине. Словно бы кто-то провел кубиком льда по позвоночнику. Клей стоял у головы Люка, а Сильвия бежала в палатку за аптечкой, то есть за спиной у Дилан никого не могло быть. Тем не менее она обернулась и проследила направление его взгляда, просто чтобы убедиться. Никаких монстров, только деревья. Дилан и Клей, подпирая Люка с двух сторон и двигаясь очень медленно, помогли ему перебраться поближе к островищу. Они усадили его в брезентовое походное кресло, как чучело, набитое камнями, обмякшего и тяжелого. Именно так Дилан ощущала себя внутри. Они опустили его распухшую лодыжку в воду, набравшуюся в холодильнике после того, как весь лед растаял, рядом с ногой Люка покачивалась пустая алюминиевая банка. «Люк, как ты себя чувствуешь?» — спросила Дилан. «Ты можешь сказать что-нибудь?» «Все кругом идет, голова болит, в глазах туман», — сказал он, и слова его набегали одно на другое. «С ним все будет в порядке?» — спросила Дилан у Сильвии. Она сложила руки на коленях, отковыривая засохшую вокруг ногтей кровь. Голова Люка медленно склонялась то к одному плечу, то к другому. Взгляд его затуманился. «Основной удар при падении он точно принял на себя», — сказала Сильвия. Она приложила к его руке твердую палку и обмотала эластичной бежевой лентой. И без того опухшее запястье исчезло под повязкой. «Я немного разбираюсь в этом, просто курс по оказанию первой помощи в чрезвычайных ситуациях. Думаю, его запястье и лодыжка сломаны. Если нет, их нужно будет зафиксировать в приподнятом положении. У него определенно сотрясение мозга, и он, вероятно, будет то терять сознание, то приходить в себя. К счастью, на голове у него только небольшие царапины, так что, надеюсь, это самые незначительные его повреждения». «Надеюсь, его мозг там не опухает», — подумала Дилан, не решаясь произнести эту часть вслух, чтобы не накаркать. Дилан села в кресло напротив Люка, приподняла его лодыжку и поставила ее себе на колено, чтобы Сильвия могла заняться ею. Он взвизгнул, как будто это прикосновение обожгло его. «Так какой у нас план?» — спросила она, и ущипнула себя за бедро, чтобы не начать дрыгать ногой. «Мы должны доставить его в больницу как можно скорее», — сказала Сильвия. «Если мы сможем», — подумала Дилан, пытаясь решить эту головоломку. «Как доставить Люка к джипу вверх по крутому холму через несколько миль дикого леса? Им, вероятно, придется нанять вертолет, чтобы вывести его, поскольку ни его лодыжка, ни мозг не справились бы с поддержанием веса тела в пешем переходе. Если хоть один из их телефонов работает, Дилан не проверяла, поймал ли ее телефон сеть снова, они смогут позвать на помощь. У них есть координаты и все такое. «Все будет в порядке», — сказала Дилан себе, пытаясь верить в это. Сильвия протянула Люку 2 таблетки железного цвета и бутылку воды. «Мне нужно, чтобы ты сосредоточился на том, чтобы оставаться в сознании», — сказала Сильвия, полностью войдя в роль медсестры. «Вот и все. Мы займемся тем, чтобы доставить тебя в больницу». «Хорошо», — сказал он. «Как?» На половине фразы его тело напряглось и выпрямилось, как доска. Он чуть не опрокинул холодильник, выплеснув остатки воды из него. Дилан нерешительно положила руку ему на плечо. Он смотрел куда-то вдаль, и глаза его расширились. Как будто он мог видеть что-то, чего не видела она. Сердце Дилан колотилось в груди в 2 раза быстрее, чем обычно. Пока Сильвия как могла изображала врача, Дилан и Клей проверили свои мобильные телефоны, щелкая по экранам и бродя по впадине долины в надежде поймать сигнал. Ничего. Клей перекосило. Он глубоко вздохнул, беззвучно бормоча что-то себе под нос. Вероятно, в голове его копошились те же полные вины мысли, что терзали и Дилан.
Конечно, во время такой важной экспедиции случится травма. Конечно. Теперь все придется отложить. Все погибло. Дилан направилась к тому месту, откуда вела свой первый стрим, поднимая телефон как можно выше, и на ходу задрала голову, чтобы посмотреть на свое потерянное и испорченное снаряжение, оплакивая дорогое железо, оттяжки, так и висевшие в скале, слишком высоко, чтобы их можно было забрать. 2 бесполезные, опорочившие себя половинки веревки, сломанный комолот со смятыми кулачками и кусок скалы, которую он выломал. Волны тепла от скалы окатывали Дилан. Та словно стала зеркалом, перенаправляющим солнечный свет. Ей вдруг страстно захотелось прикоснуться к скале, вскарабкаться наверх и вытащить комолоты. Они купили эту чертову веревку только что, прямо перед этой поездкой, совершенно новую. Потратили $200 из полученной от Петцел стипендии. И запасную не взяли. Кто мог предвидеть, что новенькая веревка разорвется пополам? Но они все равно должны были быть готовы к этому, хотя Дилан никогда не слышала, чтобы веревка вот так рвалась, только в том случае, если она была очень старой или у нее прогнила сердцевина. Экспедицию на этом можно было считать законченной. Она больше не могла подняться на скалу. «Да и Люк ни под каким видом больше не сможет подстраховать ее», — подумала она, и ее грудь снова сжалась, когда она вдруг вспомнила о своем разбившемся бойфренде. Он все время вылетал у нее из головы. Но это могли бы сделать Сильвия или Клей. Так ведь? Клей умел страховать при подъеме, а все, чем он занимался до сих пор, так это стоял за камерой и смотрел, как она поднимается. Все заметки делала Сильвия, и она может проверять время от времени, что камера пишет. Она не думала, что Клей захочет остановить исследование и... После того, как они сделают для Люка все, что нужно. Да почему она все время забывает о нем? Туман окутал ее разум. Лишь одно возможное направление мыслей словно подсвечивало фонарем. Скала оказалась как будто единственным, что смогло пробиться сквозь марево в голове. Она взглянула на Люка. Его забинтованная рука висела на груди в импровизированной перевязи, паре леггинсов Дилан, завязанных в петлю, и его нога была обмотана примерно таким же образом и положена на стул. Голова его сидит прямо на шее. С ним все будет в порядке. Она видела более серьезные травмы в ущелье Ред-Ривер, множество сломанных костей, проломленный череп, кровь, сочащаяся из уха, и каждый из этих пострадавших поправился. И если уж им придется уехать, чтобы отправиться в больницу, то до Лексингтона, где можно купить новую веревку, придется сделать не такой уж большой крюк. После того, как они устроят Люка в больницу, разумеется. Она опять нажала на экран телефона. Ничего не изменилось. Ни единой палочки, обозначающей силу сигнала. Тем не менее, она использовала опцию экстренного вызова. 3 точки заплясали в центре экрана, посылая невидимый сигнал СОС. Но звонок сорвался до того, как соединение было установлено. На телефонах всех остальных раз за разом повторялось то же самое. В качестве последней отчаянной попытки, в которой и смысла нет, Клей даже нажал кнопку СОС на боковой стороне GPS-устройства. Но эта проклятая штука, должно быть, сломалась. Нажатие кнопки не дало ровным счетом ничего. «Дешевый кусок дерьма», — сказал Клей, ударив по нему ладонью. У Дилан все сжалось в груди. У них не оставалось другого выбора, кроме как попытаться поднять Люка на холм и вернуться к машине. Вертолет не прилетит вывести их. Скала рядом с ней запульсировала. Карабкаться, карабкаться, карабкаться. Это застучало у нее в ушах, словно грохот сердцебиения. Дилан приложила руку к скале, ощущая толчки этого пульса, но они шли из камня, а не от ее сердца. Она обхватила выступ, словно пытаясь удержать их, и в этот момент на ее руку упала тень, создав любопытную оптическую иллюзию, как будто пальцы слились со скалой, превратившись в серый крапчатый гранит. Маленькие гранитные клыки, похожие на сталагмиты, торчали из тех мест, где должны были находиться ее пальцы. Она восхищенно уставилась на свое запястье, оканчивающееся камнем. «Так!» — окликнула ее Сильвия. «Мы никак не можем поймать сигнал, поэтому нам нужно вернуться к машине, чтобы отвезти Люка в больницу». Наваждение развеялось, когда Сильвия заговорила. Камень, обхвативший ее кисть, растворился, освободил ее.
и теперь она могла отойти от скалы. 10 марта 2019. 16 часов 47 минут. Сильвия, стараясь не влезть в густые заросли ядовитого плюща, искала на опушке леса палки, чтобы перемотать их и сделать костыль. Клею она велела собрать оставшуюся еду обратно в контейнер с защитой от медведей. Ему нужно было чем-то заняться. После того, как напарники сорвались со скалы, он только и делал, что расхаживал взад и вперед, ворча себе под нос про свою испорченную диссертацию. И последнее, что им было нужно, так это дикие животные, разоряющие лагерь подчистую ради того, чтобы узнать, какое на вкус арахисовое масло. Он запихал еду в контейнер, хлеб скатался в липкие шарики, батончики Клифф все перекрутились и смялись. В любом случае, они вернутся в лагерь не раньше завтрашнего утра, и Сильвия понимала, что какая-то часть Клея, часть, которую она не узнавала, жаждала высадить Люка у дверей ближайшего отделения скорой помощи, и как только медсестра выкатит из них инвалидную коляску для Люка, помчаться обратно сюда, вернуться к исследованиям. Из самого дна ее души всплыли слова, холодные и жестокие, которые он скажет, едва Люк не сможет услышать их. Что теперь будем делать? О нем позаботятся врачи. И она понимала, он будет ожидать, что она поддержит его настроение. Это был не тот Клей, которого Дилан знала все эти годы. Этот Клей проявил себя только здесь, в долине, расхаживая по грязи и жалуясь на то, что его диссертация погублена. Клей присоединился к Сильвии у деревьев. В руках у него была целая охапка длинных, но хилых веток. Увидев хорошую палку, толстую и крепкую, она их все бросила. «Какова вероятность, что мы вообще сможем затащить его на этот холм?» — спросил Клей, пинком отправив смятую жестяную банку в кусты. Он снова посмотрел на скалу, на свою камеру, так и не стоявшую на штативе. «Не знаю», — ответила Сильвия, — «но мы должны попробовать». «А если мы не сможем?» «Давай решать проблемы по мере их возникновения. Помоги мне отнести ее». Клей и Сильвия притащили ветку в лагерь, а затем Клей с Дилан принялись мастерить костыль, который выдержит вес Люка. Исходя из предположения, что тот сможет удержать равновесие на крутом подъеме в принципе. Пока Клей и Дилан разрезали ветку походными ножами и приматывали куски друг к другу, Сильвия сменила повязку на лодыжке Люка, пытаясь стянуть раздувшуюся плоть. Та теперь походила на ногу очень отдаленно. «Мне так стыдно, ребята!» — сказал Люк. «Я должен был убедиться, что мы захватили с собой нашу вторую каску. Я должен был уделить больше...» Губы его продолжали шевелиться, но звуки перестали из них исходить. Рука, висевшая в перевязи на груди, затряслась. Сильвию начала потряхивать тоже. Судороги ползли все выше и выше по позвоночнику, как гнездо с пауками. Люк покачнулся на стуле, не сводя с деревьев расширившихся, остекленевших глаз. Она помахала рукой перед его лицом, чтобы перекрыть ему видимость, и Люк даже не моргнул. Ему становится хуже? Они ведь могут добраться до больницы только к утру. «Люк, с тобой все в порядке? Все еще с нами?» Он заглотнул и моргнул. «Да», — ответил он. Но Люк был не в той ни физической, ни умственной кондиции, чтобы находиться в вертикальном положении даже с костылем. Он тут же пошатнулся на здоровой ноге, и его повело вперед, так что Клей помог ему вернуться в кресло. Его придется нести. Сильвия посмотрела вверх на крутой склон холма, провела большим пальцем по пальцам другой руки. Она не была уверена, что они смогут. Да возможно ли это вообще? Дилан положила свободную руку Люка себе на плечи, а Клей просунул руки под влажные подмышки Люка. Люк шевельнул здоровой ногой, подвернув лодыжку, и у Сильвии на миг оборвалось сердце, когда она подумала, что он сейчас сломает и ее, и они так и останутся у подножия этого подлого холма, пытаясь соорудить подобие носилок из спальных мешков и веток. Но нога сама вернулась в правильное положение и встала на твердую почву. Высоченный холм нависал над Сильвией. Деревья тянулись к небу, уже темнеющему. Яркий синий переходил в оранжевый. Теплый весенний воздух сменялся холодом весенней ночи. Пока Клей и Дилан готовились к походу, тушили костер, Сильвия листала свои блокноты.
Облегченно выдохнула, когда нашла их, координаты джипа. Клей уже едва не убежал вперед с GPS-трекером, прежде чем она успела их записать. Она ввела их в устройство, забросила блокнот в палатку и застегнула ее. «Думаю, мы готовы», — сказала она, перекинув через плечо рюкзак с предметами первой необходимости. Сильвия шла позади чудного пятиногого путешественника, несла самодельный костыль, который они соорудили из клейкой ленты и веток. Она не стала говорить об этом, не желая тревожить Дилан, но повреждение Люк получил очень тяжелое. Она не была медсестрой, но ей хватало знаний, чтобы понять. Терять связь с реальностью посреди фразы — плохой признак. Она стиснула зубы, чтобы не проговориться. Дилан и Клей взяли на себя большую часть веса Люка, почти тащили его, несмотря на его единственную рабочую ногу, кряхтя от усилий. Тяжело дыша, они успели сделать всего 4 медленных шага, и им пришлось остановиться, хотя они даже еще не выбрались из лагеря. Стало ясно, что надо соорудить люльку для стремительно багровеющей ноги Люка, кровопотек на который уже выполз из-под перевязи. Сильвия окинула лагерь внимательным взглядом, в поисках вещей, из которых можно было смастерить такую люльку, мысленно соединяя их в сложных комбинациях, и заметила бухту разорвавшейся веревки у подножия скалы. Сильвия отрезала от нее кусок, и Дилан вздрогнула, словно жалея окончательно погибшую веревку. «Теперь мы сможем ее использовать разве что только так», — сказала Сильвия. Клей удерживал Люка на весу, а Сильвия и Дилан перекинули петлю ему через плечо и другим концом зацепили противоположную, пострадавшую ногу позади него. Плечо и лодыжку обмотали сложенными в несколько раз футболками, чтобы распределить давление петли и веревки. Лицо Люка оставалось пустым. Безмятежное его выражение контрастировало с напряженными, сморщенными лицами остальных. Сильвия задалась вопросом, может, он не чувствует эту свою ногу? Возможно, когда он ударился головой, его синапсы, нервы и сигналы получили такую встряску, от которой не оправились до сих пор, и он просто не чувствовал боли. Он не вскрикнул и не вздрогнул, даже не стиснул зубы, когда его распухшая нога прочертила глубокую борозду в грязи. Он только склонил голову, как смутившийся щенок. Они начали подниматься на холм медленными, неторопливыми шагами. Крутой склон вздымался, как Эверест. Сильвия шла за пятиногим чудовищем, в которое превратились ее друзья. Она с тревогой наблюдала за ними. Чтобы не сорваться, каждый раз нужно было тщательно выбрать место, куда поставить ногу. Склон холма был влажным и скользким, и Дилан с Клеем использовали сырость склона в свою пользу, вбивали ноги в эту грязь, перемешивая ее так, что она становилась липкой. Они едва ли одолели склон наполовину, а небо уже потеряло свою синеву. Сильвия изо всех сил пыталась разглядеть что-то между стволами деревьев, чьи пышные кроны заслоняли остатки солнечного света. Даже несмотря на сумерки, Сильвия видела, как дрожат заплетающиеся ноги измученный Дилан. Дилан вбила ботинок в очередное пятно перед собой, плотно поставив уже облепленную грязью подошву, прежде чем перенести на нее свой и Люка вес. Они поднимались и поднимались. На склоне не было подходящего местечка, чтобы передохнуть, и уж не могло быть и речи о том, чтобы выпустить Люка хоть и на миг. Он бы тут же скатился обратно в долину, как по водяной горке. Маленькая точка на GPS-трекере в руке Сильвии оказалась неподвижной. Грязный подъем на холм долины. Почему он настолько влажный? Нет никаких сведений о том, что тут недавно шли дожди, подумала она, и пока что отложила эту мысль, чтобы потом записать в блокнот. Еще через несколько ярдов, и трюк с топанием перестал работать для Дилан. Ее ботинки слишком сильно облипли грязью, чтобы хоть как-то сцепляться с почвой. Ее ноги скользнули вниз и назад, прямо к Сильвии, словно по хорошо смазанному стеклу. «Черт!» — закричала Дилан. Одну ногу дернула вверх, и колено врезалось в грязь. Сильвия, чьи легкие горели огнем, а она ведь на себе Люка не тащила, ожидала, что сейчас и все остальные рухнут вместе с Дилан. Клубок рук и ног врежется в нее на пути вниз, и они, все четверо, окажутся у подножия холма, понаставив друг другу синяков со стремительно опухающими лодыжками, запястьями и мозгами. Чего она никак не ожидала, так это того, что Люк с силой опустит рабочую ногу в грязь,
приняв груз на нее. «С тобой все в порядке?» — спросил Люк у Дилан. Он перенес свой вес. От повторения пути Дилан его спас лишь один вовремя напряженный мускул. «Последнее, что нам нужно до кучи к моей ноге, это еще и сломанная коленная чашечка». «Да», — выдохнула она, — «давайте просто поднимемся на этот чертов холм». Дилан постучала ботинками по стволу, сбивая грязь. Когда она взяла Люку за руку, чтобы положить ее к себе на шею, он сжал ее пальцы. Крепко. Сильвия, стоявшая позади них, видела, что костяшки его пальцев побелели. Люк подался вперед, насколько позволяли опутывавшие его, как марионетку, ремни и веревки. Его вырвало, и куски полупереваренного батончика попали на носки ботинок Дилан. Клей отвернулся. Мокрое пятно блевоты заскользило вниз по крутому склону по направлению к Сильвии. «Извини», — пробормотал он, и из уголка его рта потекла слюна. «Внезапно затошнило что-то». «Все в порядке», — ответила Дилан. Крахмалистый, резкий запах желчи ударил в горло Сильвии, и она сглотнула, чтобы остановить содержимое собственного желудка. Оно уже тоже начало подниматься по пищеводу. Она обошла потек блевоты на склоне. Люк откашлялся и сплюнул. Его пальцы дергались на плече Дилан, как паучьи лапки, как будто он пытался дотянуться до чего-то, до своей трясущейся головы или, может быть, он хотел стереть остатки рвоты с губ, но синапсы не могли подать сигналы в правильной последовательности для этого. Сильвия посмотрела на часы и мысленно отметила время, желая, чтобы она могла это куда-нибудь записать, чтобы хоть как-то быть полезной. 6:32. Люк в ясном сознании, но продолжает демонстрировать симптомы сотрясения мозга. Его рвет, он хватается за воздух, пальцы не слушаются его. «С тобой сейчас все в порядке?» — спросила Дилан. «Что-нибудь болит?» «Да», — ответил Люк. «Голова». «Мы должны доставить тебя в больницу. Ты в силах продолжать?» «Я попробую». Троица снова принялась делать свои трудные, шаткие шаги. Ясность сознания постепенно покидала Люка, да и не сильно-то легче стало от нее. Он то и дело наступал Дилан на ноги, или же прямо на корни, колючки и другие препятствия. У Люка проблемы с координацией, сделала мысленную пометку в своем блокноте Сильвия. К тому времени, когда они, наконец, тяжело дыша и обливаясь потом, добрались до вершины холма, небо полностью потемнело. Теперь группу вела Сильвия, с GPS-трекером в одной руке и фонариком в другой, который сиял, как маяк в тумане. Тьма сочилась из-за стволов деревьев вокруг них, обвивалась вокруг груди Сильвии, стискивая ее. Луч ее фонарика скользнул по лесной подстилке, выхватив поросшие ядовитым плющом участки, пышные болиголов и прошлогодние гниющие листья. Ей даже показалось, что одна из прогалин полностью заросла страшно воняющими растениями-хищниками, похожими на морские звезды с этими их 5 пушистыми листьями, вокруг которых с жужжанием роились мухи, хотя этого в принципе не могло быть. Хищные растения не являются эндемичными для западного полушария, не говоря уже о Кентукки. Как они сюда попали? Она хотела остановиться и зафиксировать их. Ни под каким видом ей не удастся найти это место снова. Но Люк был важнее. Безумная версия промелькнула в мозгу, что узор в растительности вокруг них повторяется на манер мозаики. Но она отбросила эту мысль. Она, должно быть, придумала это. Группа продвигалась медленно, преодолевая столь незначительное расстояние за один заход, что Сильвия то и дело останавливалась подождать, пока остальные трое догонят ее, и подсвечивала им путь фонариком. В тенях их тела сливались воедино, конечности покачивались и тряслись, как у чудовищной многоножки. Каждый раз, когда Сильвия поворачивалась им навстречу, от испуга у нее волосы вставали дыбом на затылке, и она изо всех сил сопротивлялась охватывающему его порыву. Множество невидимых рук дергали ее за рукав, руки покрывались мурашками, и все они шептали одно — «Беги!», рога за спину забросив. «Это была всего лишь игра света», — говорила она себе. Тем не менее, не могла унять дрожь. И вот так, пошатываясь, они двигались вперед в течение примерно часа. Она сделала еще одну мысленную заметку. 7:45. Медленно продвигаемся вперед. Много перерывов на отдых. Надеюсь,
Мы почти добрались до машины. По GPS ничего сказать об этом не могу. Я начинаю ощущать тяжесть в груди. Не знаю, стресс это так сказался, беспокойство или напряжение. Дилан и Клей выглядят так, будто вот-вот рухнут. По крайней мере, на вершину холма они взобрались. Скоро должны были добраться и до джипа. Луна, совсем юная, висела на небе. Звезды мерцали над головой, в прорехах между ветвями. «Мне нужен еще один перерыв», — сказала Дилан, тяжело дыша. Они остановились. Сильвия сняла рюкзак и поставила его у подножия дерева. Клей и Дилан усадили Люка на вершину рюкзака и принялись крутить головами и щипать себя за шею, пытаясь разгрузить забитые мышцы. «Далеко еще?» — спросила Дилан. Она опустилась на землю и рухнула в грязь. «Не знаю», — ответила Сильвия. «Мы идем по навигатору, но я не знаю, как определить, сколько нам еще идти». «О чем ты говоришь?» — повышенным тоном спросил Клей. «Это должно быть написано прямо в нижней части экрана». «Я просто вижу карту и зеленую линию», — ответила Сильвия, протягивая устройство. «Может быть, настройки отключились?» Клей пощелкал кнопками на устройстве, нахмурился, стукнул устройство ладонью, и экран замерцал. «Какого хрена?» — прошептал он. Встал, включил фонарик и принялся энергично им размахивать по сторонам. Остановился, направив фонарик вниз. Его луч осветил что-то яркое, что-то оранжевое. Их палатки. Они вернулись на вершину холма. «Какого хрена?» — повторил он. «Что? Да как это возможно?» — спросила Дилан. Она откинула голову назад, ударилась затылком о ствол дерева. Слезы потекли из-под ее закрытых век. «Мне так жаль, ребята», — сказала Сильвия. Наступившая глубокая тишина толчками пульсировала у нее в ушах, и она больше не могла этого выносить. «Не знаю, что я сделала не так». Как она умудрилась так накосячить? Она вела группу по линии, точно так, как Клей показал ей. Они никуда не поворачивали и двигались определенно вперед. Как они оказались там, откуда начали? Это не имело смысла. «Мы должны идти дальше, верно?» — спросила Дилан. «Не знаю», — ответил Клей. «Я не знаю, что за фигня тут происходит». «Нам нужно доставить Люка в больницу», — сказала Дилан. «Мы все еще можем добраться до машины? У меня мобильник так и не ловит». «Темнеет», — сказал Клей. Он зажал кнопку SOS на устройстве, удерживая ее, но и в этот раз это не произвело никакого эффекта. Он тыкал по кнопкам, пока экран не потемнел. Через несколько секунд он включился снова. «Я не хочу заблудиться, но и не хочу пытаться спуститься с этого долбанного холма», — сказал он. «Сильвия, помоги с Люком. Я пойду с навигатором». «Да», — сказала она и отдала ему аптечку. «Веди нас». Теперь Люка поддерживали Сильвия и Дилан, а Клей пробивался сквозь кусты, поглядывая на экран устройства. Клей все время забегал слишком далеко вперед, и ему приходилось останавливаться, дожидаться, пока пятиногое расплывчатое существо догонит его. Они шли так в течение часа. В плечо Сильвии теперь словно навтыкали острых кинжалов. Воздух царапал ей горло, когда она прерывисто хватала его ртом. Зубы ломило от холода при каждом вдохе. Клей следовал за маленькой точкой на экране так, словно уверовал в нее всеми фибрами души. Сильвии показалось, что он даже не моргает. Конечно, машина ни в коем случае не была совершенством, но все еще оставалась бессмысленной петля, которую они заложили. У Сильвии так и не получалось составить воедино кусочки этой головоломки. «Что с ним могло такое случиться, что он заставил нас ходить кругами?» — спросила она, тяжело сопя под весом Люка. «Ты не забыл заменить батарейки?» «Да, я поменял их, когда мы встали лагерем», — ответил Клей, темный силуэт впереди. «Абсолютно свежие поставил, прямо из упаковки». «Могла ли я что-нибудь напутать с навигатором? Как так получилось, что мы развернулись в обратном направлении?» Все, что они делали, поднявшись на вершину холма, двигались только вперед. Ни разу не повернули ни налево, ни направо, и уж тем более не сдавали назад, разве что обходили деревья или заросли ежевики, которые могли бы зацепиться за раскачавшуюся ногу Люка. «Не знаю», — прорычал Клей. «Давайте, просто доберемся до машины». Что-то или кто-то был причиной сбоя техники, и Сильвия знала.
Это хмыканье и бурчание Клея означает, что для себя он назначил виноватые ее. Не может быть, чтобы причина была в навигаторе. Вот какая мысль, скорее всего, крутилась в его оглушенном усталостью и разочарованием мозгу. Причина этого сбоя — пользователь. «У меня такое чувство, как будто мы уже идем целую вечность», — сказала Дилан. «Много еще осталось до машины». «Не знаю», — ответил Клей. «GPS до сих пор ни хрена не показывает. Должно быть, они накатили какое-то обновление, которое я не успел установить до отъезда или что-то такое. Сука!» «Точка показывает, что мы приблизились?» — спросила Сильвия. На середине фразы ей пришлось схватить воздух грудью, разделив вопрос на две части. В боку кололо, в легкое словно иглу втыкали. Клей со вздохом посмотрел на крошечный экран. Пощелкал по нему тут и там. Точка находилась в центре. По зеленому фону к ней змеилась линия, на которой, словно затор в кишке, набух значок, обозначавший их местоположение. «Не могу сказать», — ответил Клей. «Твою же мать! Мы можем быть уже на полпути, или же может быть так, что нам еще топать и топать!» Вместо сердца словно камень опять подсунули. Легкие Сильвии снова налились тяжестью. 20:25. Все еще пытаемся добраться до машины. Нет никакой возможности узнать, сколько мы уже прошли. «Мне кажется, Люк устал», — сказала Дилан. «Он почти ни на что не реагирует и снова волочит ногу». «Твою же мать!» — рявкнул Клей и оборвал себя на полусловие. У Сильвии аж в ушах зазвенело от его крика. «Как, по-вашему, что же нам теперь делать?» — задал он им вопрос. «Продолжать идти к машине или развернуться и вернуться на ночь в лагерь? Так это по-любому еще час придется тогда идти». «Я не думаю, что мы доберемся до машины сегодня вечером», — сказала Сильвия. Слова вырвались у нее прежде, чем она успела остановить их. «Лагерь, возможно, ближе. Может быть, нам стоит вернуться, а утром отправить за помощью кого-то одного?» «Значит, это все была пустая трата времени», — сказала Дилан мокрым от слез голосом и закрыла глаза ладонями. 20:27. Слишком темно, да и Люк слишком устал, чтобы идти дальше. Надо возвращаться в долину. Когда они собрались силами, чтобы развернуться в обратную сторону, неуклюже переместив Люка, Клей посветил фонариком в ту сторону, откуда они пришли. Сначала луч света отразился от стволов деревьев, а потом, словно по мановению палочки фокусника, их взором предстали их палатки, волдыри, вздувшиеся на дне темной долины. Им не придется идти еще час. Они снова оказались на краю спуска в лагерь. 11 марта 2019. 10 часов 43 минуты. Клей не проделал еще и половины пути, а уже весь обливался потом. Он повязал на талию свою куртку-пуховик, но соленый пот все равно лил с него градом, скапливаясь под мышками. В рюкзаке у него была бутылка с водой, откуда он посасывал через перекинутую через плечо гибкую соломинку, а во впадине спины под рюкзаком уже собралось целое озеро пота. Кое-где в кронах деревьев зияли прорехи, в которые солнце засунуло свои любопытные пальцы, и, попадая в эти пятна света, Клей покачивался всем телом, в глазах плыли черные точки. Отметка на экране навигатора двигалась рывками. Он шел уже пару часов, но машина показывала, что он продвинулся всего на полмили. Но он все-таки продвигался к цели. Он был уверен, что доберется до джипа, надеясь, что теперь, когда не тащит Люка на себе, ему осталось совсем немного. Вчера вечером они должны были послать за помощью кого-то одного, доставить Люка в больницу настолько быстро, насколько это было возможно, чтобы вернуться к исследованиям. И он не должен был позволять Сильвии вести их по навигатору, хотя как он мог догадаться, что она так монументально облажается? Он поднажал. Клей начал пробираться через заросли колючих кустов, перекрученных и извивающихся, как спящие змеи, и у него в руках закололо от нахлынувшего дежавю. Они выглядели точно так же, как те, через которые он продрался минут 10 назад. Вон и та же самая плеть вьюнка, закрученная восьмеркой. А вот и дерево с отметиной на стволе. Начиная с уровня его взгляда и до самой земли, кора с него отвалилась, оставив древесину белой, как его собственная кожа. Это настолько бросалось в глаза, что при виде первого дерева он заинтересовался.
коснулся кончиками пальцев гладкой поверхности, задаваясь вопросом, почему же кора здесь сошла с клена. Увидев второе, он начал считать их и сделал снимок. Возможно, это был какой-то грибок. Сильвия должна знать точно. Надо будет спросить ее об этом, когда все успокоится. Тут он заметил третье дерево с таким повреждением, открыл телефон и сверился со снимком, уверенный, что ходит по кругу. Пульс участился, его прошиб пот. Но причиной этого была вовсе не дневная жара. Ствол, который он видел, в точности совпал со снимком вплоть до мшистого лишайника по краю и деревьев по соседству. Но, согласно навигатору, это не могло быть одно и то же дерево. Он продвинулся через лес, стал ближе к дороге, хотя бы на несколько сотен футов. Он все шел и шел, и даже листья на деревьях начали повторяться. Такое у него возникло ощущение, ветки складывались друг над другом в одних и тех же комбинациях. Те же самые вьюнки, он надеялся, что это не ядовитый плющ, змеились вверх по стволам деревьев. Тот же самый колючий, разлапистый корень торчал на его пути. Он дважды угодил пальцем в идеальную ловушку, прежде чем осознал закономерность. «Закономерность?» — подумал он. «Да как может повторяться один и тот же кусок этого поганого леса?» Он смотрел себе под ноги, чтобы не зацепиться за какую-нибудь корягу, периодически поглядывая на экран GPS. Если он смотрел вверх сквозь ветви, пытаясь запомнить местность, у него начинала кружиться голова. Он спотыкался, в голове начинало стучать. Почему-то деревья вокруг выглядели как плохая, обработанная фотошопом картинка, как будто кто-то вырезал кусочек изображения и вставил его еще несколько раз, таким образом и создав полный вид. У него снова потемнело в глазах. Он опять зацепился за этот чертов корень и полетел на землю. Успев упереться запястьями при падении, он высвободил ногу и перекатился на задницу, закрытыми глазами наткнувшись спиной на ближайший ствол. Он стукнул кулаком по земле. Если бы он открыл глаза и увидел лишенный коры ствол в 4-й раз, он бы, пожалуй, и закричал. Когда он, наконец, открыл глаза, опасаясь того, что может увидеть, из травы ему неожиданно подмигнуло что-то блестящее. Маленькая ослепительная искра солнечного света отразилась от чего-то, ушедшего в суглинок сразу за пределами его досягаемости, оставив в глазах россыпь черных точек. Конечно, эта вещь была делом рук человеческих. Природные объекты так не блестят. Какой-то мусор, наверное. Может, ржавая банка из-под консервов. Может, карта в бутылке, которая выведет их из этого проклятого места. Отсвет пульсировал, как будто посылал сигнал, мало чем отличаясь от оборудования, прикрепленного к днищу самолета, которое запудрило ему мозги и заставило прилететь сюда. Клей наклонился вперед и смахнул землю с этой штуки, нежно, как археолог с только что найденной кости. Зеленая стеклянная бутылка. Закупоренная. Если на ней когда-либо и была этикетка, то бумага и клей уже давно были уничтожены грязью, снегом, вышедшим из берегов ручьем. Клей вытащил ее из земли. Бутылка засияла в его пальцах, внутри хлюпала прозрачная жидкость. За несколько минут отдыха ручьи горячего пота на теле Клея превратились в ледяные реки и тут же высохли, став липкими и жесткими, застывшим клейстером покрыв его натруженные мышцы. Мурашки побежали по коже. Кости по всему телу застучали друг об друга. Даже пуховая куртка, которую он натянул, не заставила его перестать дрожать. Он откусил от батончика клиф, губчатая текстура которого стала какой-то прогорклой, да и сам он отдавал горечью и с отвращением отбросил. «Нахрен это все!» Охваченный любопытством, он откупорил бутылку и принюхался, отшатнувшись, когда едкий запах ударил в нос. В бутылке обязательно должен был быть самогон. В Кентукки в годы сухого закона самогон варили под каждым кустом. Он сейчас должен был смотреть, как Дилан карабкается по скале. Рядом Сильвия строчила бы свои заметки. А не дрожать в одиночестве в этой темнице из деревьев, часами выбиваясь из сил только ради того, чтобы вернуться к машине. «Да пошло все нахрен!» Он поднес бутылку к губам. Он погонял во рту обжигающую жидкость и проглотил. Плеть вьюнка, зацепившегося за него, так изогнулась рядом с его ногой, что стала похожа на голову змеи, и вдруг дернулась, как настоящая змея. Он поджал ноги, моргнул изо всех сил
и она стала обычной плетью вьюнка. Он постучал по ней носком ноги. Прекрасно. Теперь у него еще и видения начались. Обхватив себя руками, он попытался успокоить бьющую его дрожь. Это все из-за усталости. Должно быть, из-за нее. Последние пару ночей он спал урывками, в перерывах между кошмарами и затаскиванием бесчувственного Люка на крутой холм, не говоря уже о стрессе. Неудивительно, что он начал видеть всякое дерьмо. Вот и все. В затылке заворочилась боль, предвестница грядущей мигрени. Он решил, что если съест остатки энергетического батончика, это ему поможет, и откусил еще один прогорклый кусочек. Еще один глоток того пойла может успокоить нервы. И он заглушал застоявшуюся тишину собственным чавканьем и плеском самогона о зубы. Эти звуки заполнили его череп, пока у него не заболели челюсти. Внезапно звуки, которые он издавал, сменились треском чего-то плоского и гладкого по лесной подстилке. Заржала лошадь. Звук был таким пронзительным и чуждым, что Клей едва не выпрыгнул из собственной кожи. Шум нарастал, становясь все разнообразнее. Вопли младенцев, топот ног, скрип плохо закрепленного груза. Затем, перекрывая шум, в разнобой какофонически зазвучал церковный гимн. «Земля издалече твою узнала славу, и черви имя шепчут, что твое по праву. О, разум твой велик и беспределен, а наших мыслей ход несовершенен». В футах в 20 от него по размягшей от сырости тропе шли люди. Женщины в старомодных хлопковых юбках, подолы все в грязи, в чепчиках, туго завязанных под подбородком. Запеленатые младенцы покачивались между деревянных колышков, ножек стульев, которые торчали из огромных вьюков, привязанных к бокам лошадей. Малыши вопили каждый раз, когда их подбрасывало. Худые мальчики и мужчины шли за лошадьми пешком, некоторые босиком, с мозолистыми и покрытыми синяками ногами, обходя лошадиное дерьмо. Даже если бы у Клея не отвалилась челюсть от изумления, и он окликнул бы их, в нарастающем шуме голосов его никто не услышал бы. Синапсы его мозга сработали все разом, посылая сигналы по всему телу, как будильник, разрушающий сон. «Что за фигня?» — прошептал он. Он что, набредил себе целую толпу людей? Он зажмурился и тер глаза до тех пор, пока под веками не расцвели белые пятна. Но когда он открыл их, видение никуда не делось. Люди бодро продолжали петь гимн счастливыми и громкими голосами. «Позволь мне самый скромный уголок в дому твоем занять, о царь небесный, и не покину больше твой чертог, я ради бренной славы бесполезной». Руки Клея покрылись мурашками. На четвереньках он подкрался ближе к тропе, не обращая внимания на шипы, вонзающиеся в его ладони, на коварные щупальца ядовитого плюща, которые капали своим соком на складки его кожи. Бутылку он засунул за пояс, и она поблескивала у него на боку. Один человек пел громче остальных, с большим чувством. Брюки на нем были безупречны, ни следа грязи, пятнавшей одежду всех остальных. На ботинках блестящие пряжки. Остальные носили лохмотья, подолы обтрепаны, швы вот-вот разойдутся, локти и колени протерты. Этот же человек, казалось, только что вышел от портного. Он держал потрепанную Библию в кожаном переплете и упрашивал остальных петь громче. «Пойте во славу Божью!» — кричал он. «Мы почти в земле обетованной!» Клей прятался в деревьях, натянутый как струна, словно бы стоит ему хоть пальцем пошевелить, как люди перепугаются насмерть и исчезнут. Бесконечная вереница людей с усталыми, жесткими лицами проходила перед ним по тропе. Мужчина с Библией встал на обочину, между двумя деревьями, пытаясь поддерживать в людях боевой дух. Раскапризничавшегося ребенка он успокоил одним прикосновением. «Я знаю, ты устал до мозга костей», — сказал он, — «но ничего, что того стоит, легко не дается, и скоро ты будешь вознагражден». Если бы Клей поднялся и сделал всего шагов 5, он мог бы протянуть руку и коснуться этого человека, почувствовать шершавую текстуру его одежды. «Да я, с ума тут схожу походу», — прошептал Клей. Мужчина светился.
Его окружала аура, светлое облако чистого солнечного света. Хотя Клей и стоял в тени под деревом, если он слишком долго не сводил взгляда с мужчины, глаза начинало жечь и текли слезы. Он так и не мог понять, откуда здесь взялся этот караван. Голова болела все сильнее. Казалось, его мозг распухает внутри черепа. «Это должна быть какая-то историческая реконструкция», — решил он. «Какое-то сообщество в Ливингстоне, люди, которые любят наряжаться в старинную одежду по какой-нибудь охренительно тупой причине, развеять скуку, заняться чем-то, кроме просмотра телевизора, поездок в Walmart или забоя скота, или чего-то еще, чем люди заполняют время в перерывах между бросанием палок». Но откуда взялась тропа? Он сверился с навигатором. Тот не показал ничего похожего, не то что на тропу, но даже на длинное прямое пустое пространство между деревьями. Вот же блин. Машинка действительно сломалась, судя по всему. Он разбил бы эту херню на куски, если бы не был так захвачен зрелищем проходящего мимо каравана. Наконец, последняя лошадь протрусила мимо того места, где стоял на коленях Клей. Человек с Библией похлопал по широкому плечу человека, который замыкал процессию. «Пойду вперед опять», — сказал он. «Остерегайтесь стрел и топоров из-за деревьев», и поспешил через покачивающийся на ходу караван. Клей рискнул пошевелиться. Он расслабил руку, в которой держал остатки энергетического батончика, и тот упал в кусты. След своего пребывания здесь, который так и не обнаружат спасатели несколько месяцев спустя. Он стоял, затаив дыхание, с рюкзаком на спине, покрываясь потом под курткой. Дотекая до бутылки у него на бедре, пот испарялся. Он старался моргать как можно реже. Какая-то часть его сознания так до конца и не прониклась предположением о играх реконструкторов. Язвы и мозоли на ногах путешественников, налет грязи на их одежде и сумках были слишком настоящими. Глядя строго на камень, торчащий из утрамбованной земли, он пробрался между деревьями и вышел на тропу, тут же вступив в лошадиное дерьмо. Впереди покачивался зад замыкающий караван лошади. На спине ее тряслись многочисленные вьюки, между которых был подвешен младенец. Тот вопил и рыдал. Женщина, сидевшая на лошади, ловко изогнулась между огромными вьюками, подалась вперед и взяла ребенка на руки. «Эй!» — крикнул Клей. Слова ободрали ему горло. «Эй! Мне нужна помощь!» Женщина ворковала с ребенком, склонив к нему затененное чепцом лицо. «Ребята, вы можете мне помочь?» — крикнул Клей. Легкие пронзило болью. «Мой друг пострадал, и ему нужно добраться в больницу! Эй!» Караван продолжал идти по тропе, как будто Клей и не кричал им ничего. Возможно, они просто пели слишком громко. Он двинулся в их сторону, рупором приложил ладони к рту. «Эй! Эта тропа ведет к дороге!» Тогда женщина на лошади оторвалась от младенца, который перестал кричать, извиваться и делать что бы то ни было вообще. Он обмяк в ее руках. Женщина повернулась лицом к Клею. Он остановился. Тьма, влажная и липкая, расстилалась вокруг ее рта. Пятна поднимались до изможденных скул. Одна темная точка, как веснушка, торчала во лбу. Даже с такого расстояния Клей мог видеть, как с ее подбородка что-то капнуло на неподвижного ребенка. Губы ее раздвинулись, обнажив покрытые темными разводами желтые и коричневые зубы. Клей не мог заставить себя увидеть кровь в этих разводах. «Да черт!» — бормотал он, застыв на месте. Женщина облизнула губы. Ее язык высунулся на миг, как червь из земли. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами, не мигая, ее ничего не выражавшее лицо застыло. Наконец, не выдержав, Клей отвернулся, чувствуя, как тошнота подступает к горлу, и двинулся по тропе в том направлении, откуда они явились. Тем не менее, люди продолжали петь, и женщина присоединилась к ним. Ее голос разнесся над тропой. «Господь, светило день наш озаряет, Господь наш щит хранит и защищает от натиска соблазнов и грехов, от внешних и от внутренних врагов». Зима 1779-го. По ночам деревья трещали, словно стреляя.
Лето принесло жару и засуху, а зима — такие продолжительные холода, что снега навалило по колено взрослому человеку, а в стволах замерзали соки, разрывая древесину и кору. Они отправились с преподобным по лесной дороге и через дикий фронтир Кентукки в эту долину, после того, как он заверил своих прихожан. Это сама земля обетованная, просто потому, что они хотели и могли получить ее. В течение нескольких месяцев местечко действительно казалось землей обетованной. Под их ногами, покрытыми волдырями от многих миль ходьбы по каменистой грязи, через заболоченные старицы рек и заросшие ручьи, пышная зелень. Крепкий дуб, который они повалили и построили хижины, много травы, чтобы пасти животных. Небольшой ручей, вытекавший из реки, огибал по краю долину, их новую обитель. Но их земля обетованная испортилась. По мере того, как снега наносило все больше, люди шептались друг с другом, Бог оставил их. Все семена, которые они бросили в жирную почву, темные и блестящие, взойдя, стали горькими. Другие высохли, превратившись в ломкие стебли, а иные дали плоды, но они гнили на лозах, за ночь превращаясь из едких и незрелых в перепревшую кашу. В попытке все-таки получить свежие, съедобные плоды, они стали снимать их недозрелыми и клали на подоконники и лавки. Но по утрам людей будило жужжание мух и мошек над раскисшей, вонючей мякотью, расплывшейся по испорченной гниющей древесине. Так что все плоды они ели горькими. Теперь же ручей замерз весь, и для питья им приходилось растапливать снег в ведрах. Даже пес Джеймса и Мэри испортился, стал злой, скалился и щелкал зубами. Когда ему удалось поймать в них что-то, детскую руку, Джеймс наконец успокоил его. Он выманил собаку из хижины куском мяса и ткнул его ножом так, что пес немедленно испустил дух. Ребенок все еще жил. Они закутали его в несколько одеял и каждый час проверяли, не плачет ли он, прося молока Мэри. Не так уже много у нее его было. Или из-за таинственного недуга, того, который поразил и других детей, старших, тех, что пришли сюда по тропе вместе с родителями. Начиналось все с красных пятнышек, усеивающих кожу, а заканчивалось под маленьким деревянным крестом. Для них на краю поселения отвели участок земли. К тому времени, когда пошел снег, импровизированное кладбище подкралось вплотную к хижинам. Теперь только кончики крестов торчали из высоких белых сугробов. Солнечные зайчики, отражающиеся от свежевыпавшего снега, разбудили их, и они принялись за работу. Мэри набрала в ведро снега и разожгла огонь в каменном камине, а Джеймс взял топор, чтобы отрубить кусок мяса у одного из тех, кто замерз насмерть. Тела оставили храниться в снегу снаружи. Земля была слишком твердой, чтобы продолжать хоронить в ней, и ничего не оставалось, как добавлять мясо к уменьшающимся запасам, к собранному осенью горькому урожаю. Отрубая плоть от костей, разрывая топором ткань, покрывающую окоченевшую икру, он о своем соседе даже не думал. Мэри заглянула под одеяло, где лежал младенец. Он плакал, прося ее молока, но молоко почти ушло. Пара капель — вот и все, что ей удалось выдавить из груди за последние несколько дней. Ее когда-то пухлый ребенок превратился в мешок с костями, и его хриплые крики и урчание в животе сверлили ей уши. Она не могла позволить ему страдать больше ни минуты. Даже если бы он как-то пережил эту зиму, его бы забрал тот же самый недуг, который отправил под землю всех остальных детей. Он никогда не покинет эту гнилую долину, это проклятое место, которое дьявол сделал ярким и прекрасным. Она взяла с кровати подушку и прижала ее к маленькому тельцу. Его хрупкие, истощенные кости задергались под подушкой, но она крепко держала ее, пока крики не стихли и судороги не прекратились. Пока он, как и все остальное, не остыл. Она вытащила крошечное тельце из гнезда одеял и прижала к себе, убаюкивая. Слезы катились по его голове, когда вернулся Джеймс, чье лицо и руки уже прихватил мороз. «Господь призвал его обратно», — сказала Мэри. Джеймс в ответ бросил на пол ногу. Она упала с влажным шлепком, верхняя ее часть была покрыта льдом, хлопковое белье прилипло к коже. Что-то забурлило в нем при виде остывшего ребенка,
Что-то, сваренное из горьких плодов, которые произвела долина. Что-то, что давно там настаивалось. Что-то, что заставило его сжать рукоять топора и поднять его. Все еще сжимая обмякшего младенца, Мэри добралась до двери и оказалась в сугробе. Слякоть пропитала подол ее юбки, ухватила за лодыжки. Муж настиг ее, наступил на подол. Она плюхнулась вперед и исчезла в снегу, а он поднимал топор и опускал на ее плечо, на шею, куда попало, кромсал жену, пока ее кричащий рот не забило снегом. И белый, тот не пропитался темной, черной смолой, в которую превратилась ее кровь. 11 марта 2019. 11 часов 34 минуты. Дилан сидела рядом с Люком у костра. 3 мобильных телефона лежали у нее на коленях. С тех пор, как Клей отправился за помощью один, поднявшись по склону и покинув долину, прошло уже несколько часов. Она смотрела на экраны, как будто могла заставить их поймать сигнал, как будто этим местом владел доброжелательный дух, исполняющий желания, и все, что ей нужно было сделать, это попросить, а не какая-то ужасная сущность, которая водила их кругами прошлой ночью. Сильвия сказала, что у нее не было связи, как они вышли из машины, и у Люка был тот же провайдер, так вряд ли и его телефон заработал бы. Тем не менее, Дилан не сводила с них глаз в ожидании любого помаргивания на экране, любого символа сети, который телефон вдруг смог поймать на дне этой долины. «Как ты думаешь, что произошло ночью?» — спросила Дилан. Она все утро размышляла над этим. «Не знаю», — ответила Сильвия. «Никто из нас не ел ничего странного», — сказала Дилан. «Ну, никто из нас не принимал никаких наркотиков или чего-то такого, что могло бы заставить нас думать, что мы двигаемся по прямой, в то время как на самом деле мы шли по кругу. Некоторые грибы обладают галлюцинаторным эффектом. Здесь могут быть споры в воздухе или что-то такое? Я имею в виду, что в принципе это возможно, но я здесь не видела никаких грибов, кроме вида, который называют «пальцы мертвеца». Но они к галлюциногенам не относятся. «Я уверена, что так получилось просто потому, что было темно», — сказала Сильвия. «Теперь, когда светло, Клей, скорее всего, найдет дорогу». «Надеюсь, что да». «У нас есть что-нибудь мне для головы?» — спросил Люк, прихлебывая жидкую овсянку. Большую часть утра Люк провел в ясном сознании, но время от времени впадал в прострацию, уставившись на лес. Каждый раз он смотрел именно на деревья. Спросил о Слейде, как будто забыл, что пес пропал. И сейчас, прежде чем Сильвия успела вытащить упаковку аспирина, это случилось снова. Глаза Люка расширились, челюсть отвисла, все остальное тело застыло, как труп. Овсянка потекла из его раскрытого рта, как густая бежевая слюна, попала ему на штаны. Дилан стерла кашу, припомнив все те фильмы, где жене приходилось вытирать слюну мужу, пострадавшему в страшной аварии. «Это просто сотрясение мозга», — сказала она себе. «Прошло меньше 24 часов. Это нормально. Это не навсегда. Большую часть времени он все еще говорит и бодрствует». Тем не менее, ей нужно было покинуть свою переломанную вторую половинку. «Пойду посмотрю вокруг, может, смогу где-то поймать сеть», — сказала она, кивнув Сильвии, которая пыталась уговорить Люка принять таблетку. Дилан положила телефонную в карманы и побрела по долине. Каждые пару минут она извлекала пластиковые кирпичи и поднимала высоко в воздух, вращая их. По-прежнему ни намека на сеть. Ни на миг не выпуская из виду лагерь, тройное X из их ярких палаток, она углубилась в лес, окаймляющий дно долины. Неугомонные ноги привели ее к ручью, огибавшему долину. Мутная вода томно струилась по сланцу. Дилан двинулась вдоль ручья, молясь Богу или любой божественной сущности. Она наткнется на ферму, тропу или долбанную вышку сотовой связи посреди леса. Время отхлынуло и едва текло. Пейзаж вокруг повторялся. Каждый кусок леса выглядел как идентичный близнец предыдущего. Так выглядят все леса, лишенные указателей и тропинок. Однако сейчас у Дилан возникло стойкое чувство, что лес повторяется на самом деле. Краем глаза Дилан заметила в воде какое-то движение. Там закручивались разводы, напоминающие бензиновое пятно, только цвета ржавчины. Она присела на корточки, приблизила лицо к воде.
Разводы извивались, как головастики, но эти хвостики не крепились к крохотным головкам, напоминая сперматозоидов. Она окунула пальцы в мутный поток. Когда вынула их из воды, кончики покрылись тонкой пленкой налета. «Цвета крови», — подумала она почти против воли, как будто бестелесный голос прошептал ей эти слова. Ручей изгибался между деревьями, и на мгновение она задумалась, а стоит ли ей следовать за ним вглубь леса, ведет ли он к цивилизации. В конце концов, какое бы дерьмо ни загрязнило эту воду, это должно быть стоки с какой-то фермы выше по течению, какой-то пестицид, который в конечном итоге попадет в городской водозаборник. Черт возьми, она будет набирать здесь воду, если они не выберутся из этой долины в ближайшее время. «Фу!» — сказала она, вытирая грязь о штаны и вытаскивая 3 телефона. По-прежнему никакого сигнала. Подумать только, всего несколько часов назад она хотела только этого. Никакой сети, чтобы она могла полностью сосредоточиться на восхождении. Ржавые щупальца покачивались в прохладной воде. Они шевелились и извивались под поверхностью, но сама вода ручья была устрашающе неподвижна. Она бросила в него камень, рябь пошла по поверхности. Когда вода снова успокоилась, щупальца, разводы каких-то дерьмовых стоков, чем бы это ни было, оплели камень, как будто рассматривая его. Как будто они обладали собственными крохотными разумами. Дилан опустилась на колени, любопытство заставило податься к ручью всем телом. Ее нос оказался в нескольких сантиметрах от пахнущей металлом воды, и она чуть не упала в нее головой вперед. Она успела удержаться в последний момент и вместо этого упала назад, прямо в мягкую грязь. В бедро ей уткнулось что-то тупое и твердое. Изогнутый кусок трубы, позеленевшая от коррозии медь, вся облепленная глиной. Если бы Дилан не упала на него, она бы приняла его за мох или лишайник. Она очистила грязь, глина прилипала к подушечкам пальцев, ее взгляду предстало продолжение позеленевшей трубы. Змеевик соединялся с прямым куском трубы и посредством него к ведру с крышкой. Ухватившись за трубку испачканными грязью пальцами, она вытащила ее. Что-то похожее на фиолетовые пальцы, на обмороженную плоть, законсервировавшуюся в земле, цеплялось за основание ведра. Это, наверное, еще одно странное растение. Вероятно, тот гриб, о котором упоминала Сильвия. Она представила, как выглядели бы пальцы зеленых ботинок, если бы один из альпинистов на Эвересте рискнул подобраться к нему и снять с него оранжевую парку. Труп альпиниста на Эвересте, в зеленых ботинках, как можно догадаться, лежит в стороне от общей тропы, снять его сложно. Служит официальной отметкой высоты 8500 метров. Дилан установила медную штуковину вертикально. Перед ней был старый перегонный куб. «Откуда здесь эта хрень?» — произнесла она вслух, голос ее задрожал в тишине. «Кто-то пытался здесь гнать, что ли?» В боку ведра зияла дыра, зазубренный металл торчал во все стороны, как острые кривые зубы. Дилан сунула туда палец, коснувшись влажной внутренней стенки. Оттерла палец от грязи и поднесла его к носу. Острый запах ферментированной кукурузы ударил в нос. Запах был свежим, как будто перегонным кубом пользовались пару часов назад, а он не пролежал под землей достаточно долго, чтобы позволить коррозии прогрызть дыру у себя в боку. На краткий миг ей захотелось поднести палец к губам, и пусть последние капли самогона скользнут ей в горло, подарят ей запрещенный кайф, и он притупит ее страх, но тут она вспомнила, зачем вообще бродит по этому треклятому лесу, и пришла в себя, словно до этого провалилась в какой-то транс. Перегонный куб, скорее всего, был весь забит грязью. Она подумала о люке, о его конечностях, закрепленных в самодельные перевязи, о футболках, подложенных под них, чтобы они не так сильно врезались в тело, о его разбитой голове, о том, как она могла позабыть о нем хотя бы на секунду, и грудь ее сдавила, а живот скрутило. О его отстраненном виде, пристальном, неостекленевшем взгляде. Она знала, что он что-то видит, просто она не знала, что, и была не уверена, что хочет знать. Дилан вздрогнула всем телом, несмотря на куртку. Один за другим достала телефоны, потыкала по экранам. «Твою же мать!» — сказала она. Сети так и не было.
Она пнула глупый старый перегонный куб, смяв его основание. Металл обиженно вскрикнул, звук раскатился между деревьев. Более эффективный СОС, чем чертовы куски пластика у нее в руках. Она убрала свой телефон, единственный, которому удавалось ловить сеть после того, как они явились сюда, и побрела дальше, бросив медный куб, чтобы обнаружил кто-то другой, или просто чтобы земля и дождь снова поглотили его. Она сделала еще 18 шагов, держа телефон в поднятой руке, прежде чем выключила его, и крепко стиснула, подавляя желание швырнуть эту хреновину о ствол или разбить ее камнем. Вместо этого она засунула телефон обратно в карман. Все должно было быть не так. Она должна была приехать сюда начинающей альпинисткой, едва подписавшей контракт, и вернуться звездой, девушкой дня, новой Лин Хилл, которую Петцелл признает лицом своей компании. Она просто видела это. Она грезила об этом все те недели, что прошли между приглашением Клея и их поездкой, по ночам, когда не могла уснуть, предвкушая славу. Ее имя должно было войти в историю, навсегда остаться в путеводителях, в газетах, в журналах, на долбанном указателе в начале тропы, ведущей сюда. И теперь эта мечта погибла. Не в тот миг, когда люк весь переломался. Научить страховать можно любого. Но вчера вечером, когда они бродили по этой окаянной долине, она почувствовала, что не проложит больше ни одного маршрута на этой скале. Одновременно с этим она знала, что Клей все равно сможет закончить свою диссертацию, используя те немногие данные, которые они собрали, и, скорее всего, опубликует ее. А затем кто-то другой, какой-нибудь богатый мудак, примчится сюда как стервятник и закончит работу. Проложит тропу через дикий лес Кентукки и заберет то, что он сочтет своим, просто потому что никто никогда не говорил, что ему этого забирать нельзя. И этот другой засранец заберет себе всю славу, и ее первые восхождения по 6 маршрутам станут всего лишь сноской к истории этой скалы. Сноской, которую, скорее всего, просто сотрут, как только просверлят в скале дыры под постоянные шлямбуры. И уж, конечно, они изменят ее маршруты, пути, которые она выбрала для восхождения по этой скале, и дадут им дурацкие, или того хуже, какие-нибудь расистские имена. Повалят бульдозерами деревья и сделают вдали от дороги усыпанную щебнем парковку. Здесь появятся пошлые сувенирные магазины и вырубят еще больше деревьев, чтобы поставить симпатичные кемпинги высокого класса или, может быть, даже домики, которые будут сдавать в аренду. Ту занюханную закусочную вычистят как следует, и она откроется под новой вывеской. Но ради этого все и затевалось, верно? Вот чего она хотела — стать причиной чего-то подобного. И кто знает, что подумает в Петцелл, узнав, что первая ее вылазка, спонсируемая ими, закончилась получением серьезных травм. Понимала ли она вообще, что делает? Бросят ли они ее при таких раскладах? Может быть, думала она, ее мечта еще сможет воплотиться, когда они вытащат Люка отсюда, когда врачи наложат на его переломы настоящий гипс и приведут в порядок его бедную маленькую голову. Они смогут купить новую веревку для страховки и вернуться. Она сможет попросить Клея страховать ее или обучить этому Сильвию. Все будет норм. Но было некое слабое, однако безошибочное предчувствие, которое иссушало ее душу. Она сделала разминку, но внутренности, завязавшиеся в животе тугим узлом, так и не расслабились. Пот выступил у нее на лбу. Откуда-то она знала, что Люк так скоро в больницу не попадет. Клей не найдет машину, не доберется до дороги, не вызовет экстренные службы со своего дурацкого сломанного навигатора GPS, не прибудет в долину героический вертолет и не спасет ситуацию. Так, рассеянно блуждая, она чуть не ткнулась носом в скалу, об ее ответвление под углом к тому месту, где они разбили лагерь. Скала напоминала гигантскую колонну в центре долины. Воздух вокруг него, казалось, гудел. Ее кожа зудела от притяжения, которому она не могла дать имени или уместить в голове. Сквозь мозоли на подушечках пальцев камень казался холодным и сухим. Дилан отпрянула, хотя каждая клеточка ее тела жаждала взобраться на скалу. Глаза намечали точки прохождения нового маршрута, если бы она только могла подняться на нее.
Но тогда это невероятное домино, костяшки которого выступали из скалы там и сям, обрушится окончательно, а все эти маленькие пластиковые надгробия и так торчали в кривь и в кось. При падении люк сорвал или перевернул их все. Заберись на скалу, все равно. Эта мысль прокралась в ее голову, как будто ее выдохнула сама земля, и мысль обвила ее ногу, как побег, а потом тонким усиком забралась в ухо. Голос, прозвучавший в ее мозгу, был и чистым, и искаженным одновременно. Как будто голосовые связки износились до тонких, тугих струн, как будто он принадлежал кому-то другому. Многие поднимаются без веревок. Это было правдой. Многие великие альпинисты поднимались без какого бы то ни было снаряжения, наплевав на все меры безопасности, на чистой воле и ловкости рук, человеческое тело против горы. Но обычно такие восхождения осуществлялись на маршрутах, которые они знали наизусть, провели на них много часов, прежде чем хотя бы попытаться подняться без веревки. Скалолазы, практиковавшие фри-соло, много тренировались для того, чтобы помнить скалу буквально руками и не раздумывать ни над единым движением. Дилан настолько бесшабашной никогда не была. Она относилась к тем альпинистам, кто все просчитывает, планирует каждое движение и повторяет их до тех пор, пока все не получится как надо. Хотя иногда ей везло и все удавалось с первой попытки. «Я не настолько везучая». Голос внутри нее зарычал. Ладно, может быть, Дилан была не то чтобы совсем невезучая, но на ее счету определенно была доля неудачных падений. Зачем рисковать, особенно сейчас, когда у них на руках уже был один скалолаз с тяжелыми повреждениями? Еще одна разбитая голова им не нужна. Она знала много альпинистов, раскроивших череп, и разве тот знаменитый альпинист не погиб во время своего фрисола? Даже при использовании всего страховочного снаряжения при подъемах всегда оставалась вероятность переломов и травм. «Ты достаточно крута для этого». Она окинула взглядом маршрут, отмечая, где и как она обопрется, наметила сложные места. «Это будет трудный маршрут», — суммировала она. Отступила от скалы, собираясь уйти. Это выглядело слишком сложно. Телефоны на поясе внезапно налились тяжестью. Она выудила их из кармана, пощелкала по экрану. По-прежнему нет сигнала. «Там наверху ты, скорее всего, сможешь поймать сеть». И это решило все. Первые 2 раза она сорвалась. Нога скользила. Крошечный выступ, на который можно было бы опереться, был слишком далеко. Мокрая грязь размазалась по ее заду. Дилан сняла громоздкие походные ботинки. На этот раз босые ноги удержались на скале, и она зажала крошечный кусочек камня между большим пальцем левой руки и кончиками пальцев, стискивая его до тех пор, пока костяшки не побелели, как у мертвеца, а тело не уравновесилось, и ноги на секунду оторвались от камня. Она поднималась. Засовывала пальцы в карманы, полные паутины и пыли, упиралась пальцами ног в острый девственный гранит, сосредоточившись только на том, куда дальше ставить руки или ноги, работала над вопросом, отгоняя мысли о растущем расстоянии между ней и землей. Она не задумывалась, как будет спускаться, если это решение не будет принято за нее. Сухожилия на ее запястьях звенели, как струны скрипки, мелодия повторялась с каждым сжатием, выступы, за которые она цеплялась, каждый был не больше половины первой фаланги пальца. Мышцы болели. Икру свело судорогой. Зафиксировав правую руку в вытянутую «Л», она помахала левой, вытряхивая узлы, в которые завязывались мышцы, повторяла движение всеми 4 конечностями, пока тело снова не стало гладким и послушным, как машина, и не подняли ее на вершину маршрута всего за 3 быстрых и легких движения. Последние 5 футов скалы над ней были гладкими и скользкими, скругленными, возможно, дождями, и это заставило ее, напрягаясь всем телом, застыть у склона. Подняться выше Дилан была не в силах. Она поерзала, высвобождая прижатый к скале весом тела карман на штанах, подергала ногой вокруг в поисках более надежной опоры. Пальцы рук и ног сжимались на камнях, она высвободила одну руку и вытащила первый попавшийся телефон. Телефон Сильвии. Экран засветился, но это было все.
не появилось ничего. Значок наличия связи даже не моргнул, когда она подняла телефон так высоко, как только могла. Дилан сунул его обратно в карман. Всю левую руку свело судорогой. Мышцы застыли от напряжения. Пальцы теряли чувствительность. Прежде чем извлечь телефон номер 2, она зацепилась пальцами правой руки за стену, чтобы размять спазм на левой. Пока махала ею, словно задыхающейся на воздухе рыбой, ноги ее шаркнули по стене. Этого хватило, чтобы лишиться опоры под ними. Крошечные камешки посыпались на землю. Пальцы ног судорожно хватались за воздух. «Сука!» Расстояние между свободной рукой и стеной, казалось, составляло 1000 миль. Вес тела полностью лег на оставшуюся единственную руку. Сухожилия внутри растянулись, готовые разорваться. «Как это любезно со стороны моего мозга», — подумала она. «Думать о боли в опухшей, измученной руке, а не о надвигающейся гибели, когда я забрызгаю тут все подножие скалы». Она бросила усталую левую руку на скалу, надеясь, что сможет зацепиться истрепанной кожей. Ее пальцы царапали камень, искривленные, как крючки для штор. Гранит крошился и ломал ей ногти. Мышцы другой руки дрожали, дергались, умоляли снять с них их ношу. Она сильнее напрягла их, заставив кровь запульсировать, продолжая попытки ухватиться за что-нибудь левой рукой. Она зажмурилась, ожидая падения, молясь всем богам, в которых не верила. И тут ее левая рука как-то нашла крошечный кусочек камня и ухватилась за него, буквально за милую, драгоценную жизнь. Ноги все еще болтались в воздухе по широкой дуге, и Дилан вдавливала пальцы рук в стену. Зацепки были размером чуть больше кончиков пальцев, и вот ноги, наконец, качнулись в направлении скалы. Пальцы ног нащупали опору. Она с большим облегчением выдохнула, едва не разжав хватку в тот момент, когда чуть не сорвалась. Восстановив дыхание и контроль над телом, осторожно вытащила второй телефон. Свой. На уровне талии. Даже на этой высоте телефон не обнаруживал невидимых сотовых волн. Только значок экстренных вызовов издевательски подмигивал ей с экрана. Дилан знала, что звонок не пройдет, что вызов даже на этот трехзначный номер не добьет до ближайшей вышки связи. Тем не менее, высоко подняла этот кусок пластика, наблюдая, как на экране абсолютно ничего не изменилось. Она сделала глубокий вдох, вернула ноги и руки на опоры и сунула телефон обратно в карман. Их последний шанс. Третий телефон, Люка, показывал одну единственную полоску. Он чуть не выпал у нее из рук, когда Дилан попыталась активировать экран, чтобы добраться до панели набора номера, как будто раньше никогда не щелкала по экрану мобильника одной рукой. Она затаила дыхание при мысли, что лишится его. Хотя телефон скользнул меньше, чем на сантиметр вниз по ее ладони, этого хватило, чтобы потерять сеть. Если бы она успела хоть немного подумать, если бы все ее внимание не было сосредоточено на том, чтобы не дать разжаться опухшим, усталым, разрывающимся от боли мышцам, если бы сердце не колотилось в груди так быстро и жестоко, проталкивая кровь по венам, если бы мозги у нее хоть чуть-чуть ворочались на такой высоте, она бы набрала номер, любой номер, прежде чем ее рука автоматически рванула вверх, чтобы поймать мимолетный сигнал. Но Дилан этого не сделала. И сеть ловилась только пока она держала телефон на вытянутой вверх руке, подталкивая себя как можно выше кончиками пальцев ног. Ее левая рука, все еще зафиксированная на опоре, пульсировала, кровь приливала к побелевшим суставам. Медленно, как промерзшая насквозь черепаха, она принялась нажимать на экран большим пальцем. Должна ли она просто позвонить стандартному оператору экстренной помощи? Не лучше будет попытаться позвонить в полицию Ливингстона или родственнику, кому-то еще, кто примет это близко к сердцу и начнет теребить соответствующие инстанции и не отстанет, пока не убедится, что они что-то делают. Дилан даже чертовы координаты не смогла бы назвать. Сможет ли диспетчер аварийно-спасательной службы триангулировать ее местоположение? Сможет ли она удержаться здесь достаточно долго, чтобы это произошло? Ее тело дрожало и дергалось. Ее большой палец нажал 3 цифры.
затем переместился вниз к зеленому значку вызова, после чего в кнопке динамика, когда телефон попытался подключиться, используя две крошечные полоски уровня сети. Призрачный вопль эхом донесся от земли, пронзив пустоту в верхней части маршрута. «Слейд?» — так тихо, что сама с трудом услышала свой голос, спросила Дилан. Потом повернула голову. Еще одна автоматическая реакция. Ее тело зашевелилось, не привлекая к этому процессу мозг. С этой высоты она видела, как верхушки деревьев покачиваются у нее под ногами. За ними простирались холмы Кентукки, и она даже видела шоссе, игрушечные грузовики катились по нему. Может быть, надо было взять с собой сюда долбанную ракетницу вместо этих сотовых телефонов. Человечество было так охренительно близко. Она снова посмотрела на телефон. Вызов все еще не соединился. Маленький каменный выступ, который держал весь ее вес, плотно обхваченный ее левой рукой. Она уже не понимала, где заканчивается ее ладонь и начинается камень, треснул. Он раскололся внутри ее намертво стиснутого кулака. Острые осколки, похожие на сломанные кости, воткнулись в подушечку большого пальца, разрывая кожу. Закапала кровь, пятная камень. Дилан тут же швырнула вторую руку обратно к скале, и телефон выпал из рук. Мышечная память и чистая глупая удача позволили пальцам уткнуться в нужное место. Она снова принялась дышать, хватая воздух ртом. Воздух внутрь и наружу. Внутрь и наружу. 2 раза ей повезло. Она не хотела испытывать судьбу в 3-й раз и начала опасный спуск. Телефон Люк под ней срикошетил скалу. Его развернуло, и он упал на землю экраном вниз. Ладони Дилан взмокли от пота. Скала под ними стала скользкой. Она глянула на землю, раскачивающуюся внизу, и ее пальцы, все в крови и в поту, начали соскальзывать. При виде расстояния, отделявшего ее от безопасной земли, у нее закружилась голова. Она зажмурилась и принялась медленно дышать, считая про себя длительность каждого вздоха, пытаясь отогнать бешено мечущиеся в голове мысли, что она находится на высоте не менее 50 футов, без веревки. И никто не скорректирует ее движение снизу. Ничто не спасет ее, если она перенесет весь свой вес на песчаный выступ или уже треснутый кусок гранита, и тогда нога соскользнет, все тело оторвется от скалы, или если руки станут слишком липкими и мокрыми, чтобы цепляться за маленькие выступы на пути вниз, или... Дилан выдохнула, взметнув пыль на каменной полке перед своим лицом. У нее перехватило дыхание. Воздух застрял в горле, так и не добравшись до легких. Она внезапно ощутила каждый дюйм своего тела. От онемевших пальцев ног до сведенного судорогой живота. Кости давили на мышцы, прижимая их к сердцу и едва не пробивая дыру в груди. Маленькие гранитные выступы впивались в нежную кожу по краям ее ступни. Если бы только она могла подняться и перелезть через верхушку скалы, то нашла бы какой-нибудь способ спуститься вниз или более легкий маршрут из тех, что выходил ближе к лагерю, с огромными карманами, в которые помещались все ее пальцы. Или, может быть, смогла бы привлечь внимание пролетающего мимо самолета или вертолета. Но она не могла перебраться через вершину и не могла сдвинуться вбок. Слева и справа от нее скала была гладкой. Дилан могла спуститься только тем же путем, каким и поднялась. Она убрала вес с левой ноги. Каждая мышца, сухожилие и кость четко выполнили предназначенные им в этом танце. Ее предплечья напряглись, принимая на себя вес всего тела. Она повторила эти движения с руками, переместив свой вес на наименее потную, наименее окровавленную ладонь. Оцепив пальцы, вытерла их о штаны и ухватилась за кусок камня на уровне талии. Она спускалась по скале со скоростью стекающего густого сока, осторожно перемещая по одной конечности за раз. Каждое движение могло привести к мучительной, длительной смерти. Череп разбит, легкие проткнуты костями, кровавые неопознаваемые ошметки размазаны по земле у основания этой щербатой скалы, и ей останется только захлебываться собственной кровью и ждать конца. «Может быть, Сильвия меня такое найдет», — думала Дилан, спускаясь, двигаясь ритмично, но все медленнее, и тут нога скользнула по рыхлой грязи. Все тело замерло,
Каждый мускул завязался узлом. Целую минуту она не дышала, пока пальцы не начало покалывать от недостатка кислорода, и она снова начала двигаться. Подъем прошел гладко, но спуск оказался сложным до трясучки. Неужели скала стала более скользкой и влажной? Дело было в ее собственной крови, или у нее просто воображение разыгралось? Дважды ее ноги срывались со стены, ставшей влажной от росы, либо попав на россыпь обломков, и она вжимала пальцы в камень, как ей повезло, что руки у нее такие сильные, а организм бесперебойно выбрасывал адреналин. Ей больше ничего не оставалось, как цепляться за скалу, даже когда камень резал пальцы до мяса, даже когда маленький выступ, на который так удобно легли ее большой и указательный пальцы на пути вверх, врезался в кожу под подбородком во второй раз, когда ноги болтались в воздухе. Кровь хлынула из раны. Перевернутый вверх тормашками фонтан окрасил ее грудь. Больно было ужасно. Дилан ничего не могла с этим поделать. Когда она зависла примерно в 5 футах от земли, руки свело судорогой, и пальцы ее разжались. Упав, она ушибла копчик и окончательно вымазала в грязи пятки и локти. Обезумевшие синапсы посылали пульсирующую боль по всему телу, словно сумасшедший ученый тыкал в ее нервы стержнем под напряжением. Какая-то часть ее тела все еще производила адреналин, пока она хватала воздух ртом, чтобы успокоить жалобно стонущее сердце. Но другая часть ее заходилась в эйфории, пока она лежала на спине и смотрела на гранитную колонну, возвышающуюся над ней. Я поднялась на нее. С голыми руками притом. Красный потек спускался по скале, единственное доказательство, которое она могла предъявить. Когда солнце ушло за скалу, она, наконец, поднялась, ноги у нее дрожали. Телефон Люка лежал экраном вниз неподалеку от стены. Дисплей разбился так жестоко, что когда она подняла его, осколки осыпались. В металле на задней панели были такие глубокие вмятины и царапины, как будто телефон побывал в зубах у какой-то твари. Порт зарядки изогнулся, напоминая улыбку. Она не стала даже и пытаться включить его. Сильвия ахнула, и блокнот соскользнул у нее с коленей прямо в грязь, когда Дилан вышла из-за деревьев. Альпинистка хромала к лагерю, как последняя выжившая в фильме ужасов. Штаны у нее на коленях превратились в лохмотья, как будто их драл какой-то особенно когтистый монстр. Грязь покрывала каждый дюйм ее тела, полосами стекая по бедрам, коленям, локтям, и даже к волосам прилипли несколько комочков. Кровь капала с подбородка, забрызгивая шею и переднюю часть рубашки, теплая и липкая. Выглядело это так, будто перерезали горло мачете или большим поварским ножом из походной кухни. И Сильвия невольно перевела взгляд за спину Дилан, словно ожидая появления убийцы в маске, горящего желанием довести дело до конца. Дилан шла на чистом адреналине. Ее сердце качало кровь в отекшие мышцы, заставляя ту хлестать из раны под подбородком. «Боже мой!» — сказала Сильвия. «Что с тобой случилось?» «Не повезло», — ответила она, двигая челюстью как можно меньше. «Ты в порядке?» — спросил Люк, отведя взгляд от деревьев. «Со мной все будет в порядке», — сказала Дилан. «Просто споткнулась и ударилась о выступ. Ну, а камень на земле». «Давай я помогу тебе привести себя в порядок», — сказала Сильвия, ведя Дилан к костру. Спиртовая салфетка стала ярко-красной, и Дилан развернула ее другой стороной, продолжая вытирать кровь с шеи. Она также была пропитана веществом, заставляющим кровь свернуться. Рану защипала, и это успокоило Дилан. К тому моменту, когда она подняла голову, чтобы Сильвия осмотрела рану, на земле выросла горка испачканных салфеток. «Ты ударилась об очень большой камень, судя по всему», — сказала Сильвия. «Рана продолжает кровоточить. Вероятно, неплохо было бы ее зашить. Я думаю, у меня есть суперклей, если тебя это устроит». «Заклей меня», — ответила Дилан. Ее разгоряченное тело наконец успокоилось, и на нее навалилась боль. Сильвия еще раз протерла подбородок Дилан спиртовой салфеткой, выдавила в разрез небольшую полоску клея, сжала края раны и так и держала их, пока он не высох. Дилан закрылась в палатке и выскользнула из окровавленной рубашки. Ткань прилипала к коже. На груди у нее осталась красная клякса, вроде пятна Роршаха. Дилан не позаботилась стереть ее
и просунула руки в рукава другого топа. Позже, той же ночью, она бросит испорченную рубашку в костер, волокна почернеют, начнут плавиться, от нее повалит вонючий дым. Слишком поздно Дилан поймет, что уничтожает свой единственный трофей, свою победу, давшуюся с такой кровью. Когда пламя лизнет рубашку, Дилан дернется, чтобы спасти ее, рискуя заработать ожоги третьей степени на ладонях, чтобы сохранить единственное доказательство того, что она когда-либо поднималась по этому маршруту и спустилась обратно. По большей части одним куском. «Так что же случилось?» — спросила Сильвия, когда Дилан вернулась к костру. «Я не верю, что ты просто упала». «Но я просто упала», — сказала Дилан. Она вернула Сильвии телефон, бесполезный кирпич. «Я имею в виду, что именно так я и поцарапала подбородок. Я вся сосредоточилась на поисках сигнала, ломилась прямо через кусты и плети вьюнка. Они, я думаю, и порвали мне штаны». «Нашла что-нибудь?» В голове Дилан всплыла позеленевшая медь. Эту реликвию прошлого века уже вымыло из ее сознания морем адреналина и страха, но сейчас перегонный куб предстал перед ее внутренним взором, стоящий вертикально, сверкающий недавно приваренными по бокам кнопками. Огонь щекотал его дно, из змеевика капала в керамический кувшин прозрачная жидкость. Перед Дилан замелькали банки, кувшины и бутылки с самогоном. Заднюю часть горла обожгло вкусом зернового спирта, горького и острого. Она сплюнула на землю, пытаясь избавиться от кислого привкуса, но как она могла изгнать призрака, пляшущего у нее на языке? «Сеть какую-нибудь», — подтолкнула ее Сильвия. «Нет», — сказала она. Ее свободное восхождение останется секретом, который она придержит при себе. Никто никогда не поверит, что она в одиночку прошла маршрут такой сложности. 5.14а, по ее прикидкам, и спустилась с высоты 60 футов. Такое восхождение не по зубам практически никому, не говоря уже о том, что у нее не было ни обуви, ни подготовки. Никого не оказалось там, чтобы записать восхождение на камеру. Да там просто не было никого, кто мог бы ее засвидетельствовать. Сильвия не внесла его в свой блокнот и никогда не внесет. Дилан не хотелось взваливать на плечи Сильвии еще и это, перегружать ее психику больше, чем нужно. Когда она не писала и не суетилась вокруг люка, Сильвия сидела и отрывала себе заусенцы, пока не начинала идти кровь. Новая роль медсестры сильно выбила ее из колеи. «Люк, ну как ты?» — спросила Дилан. «Да примерно так же», — сказал он. «Аспирин немного помог от головы». Сильвия развернула повязку на лодыжке Люка. На нее пошла рубашка с длинными рукавами, которую она изорвала на полоски. Увиденное заставило обеих поморщиться. Нога опухла, синева и не думала спадать с этого воздушного шарика, из которого торчали пальцы. Кровоподтек карабкался все выше по ноге, выбрасывая усики, похожие на темные вены. Хотя повреждения имели все признаки занесенной инфекции, они не смогли найти на коже ни единого разрыва, через который маленькие армии бактерий могли бы пробиться внутрь. Тем не менее, Сильвия протерла лодыжку Люка спиртовой салфеткой, прежде чем наложить новую повязку. Может, Дилан не рассказала Сильвии и Люку о своем восхождении, потому что они бы ей не поверили? Может, потому что не хотела слышать вздохи, упреки, не хотела, чтобы они облекли в слова то, что она и так знала, что она не должна была рисковать своей жизнью, делая это. Или, может быть, потому что для нее это восхождение стало сродни причастию. 11 марта 2019. 16 часов 15 минут. Деревья гнулись и изгибались. Чаша долины раскачивалась, как маятник перед глазами Люка. Он заглотнул, чтобы сдержать подступающую горечь. Ему удалось съесть только полмиски овсянки, и если его вырвет, кислота обожжет горло. Одна барабанная палочка ритмично постукивала по его виску, вторая между глаз. Действие аспирина заканчивалось. Дилан сидела рядом с ним, снова чистая. Чистая от чего? Он уже не помнил, и положил ее руку себе на бедро, здоровое, то, которое не было подвязано. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. «Голова болит», — выдавил он через стиснутые зубы.
накрыл ее руку своей неперевязанной рукой и попытался улыбнуться. «Было лучше». Они появились снова, сразу за первым рядом деревьев. Люк пригвоздил их к месту взглядом. Он не моргал до тех пор, пока у него не пересохло в глазах, лишь бы они не сдвинулись с места, не направились к нему. «Люк?» — спросила Дилан. Она потрясла его за плечо, вперед, назад, и группа там, среди деревьев, заплясала тоже, но Люк не повернул головы. Он проглотил те кусочки, что все-таки поднялись из желудка, и крепко сжал ее руку. «Он весь день так делает, время от времени», — сказала Сильвия. «Я думаю, ему становится хуже. Я записывала время. Сначала приступы происходили спорадично, но они происходят все чаще. Иногда кажется, что он что-то шепчет, но я никак не могу понять, что именно. И к тому времени, когда он выходит из этого состояния, то говорит, что не помнит». Он помнил, но не хотел произносить это вслух. Не хотел еще больше беспокоить остальных. Не хотел предоставлять им еще больше доказательств того, что рассудок покидает его. Пальцы Дилан крепче сжали его, он не отвел взгляда. «Пару раз он звал Слейда», — продолжала Сильвия. «Один раз даже попытался встать и пойти к деревьям. Я полагаю, он думает, что видит Слейда и пытается поймать его». Слейд был там, и Люк пытался подойти к нему. Он помнил об этом, пожертвовал всем, что мог бы запомнить за последние 5 часов, чтобы сохранить это воспоминание, приберечь его на будущее. Он видел Слейда. Его пес сидел, тяжело дыша, прямо за деревьями. Но это был не Слейд. Не на самом деле. Это был какой-то трюк, который выкинул его разум, или это место. В этом вопросе ясности не было. Но теперь между деревьями, как мираж, стояли они. Они вроде и были там, и не были. Женщина в испачканном платье и с окровавленным ртом. Мужчина, мокрый насквозь. С него едва ли не лило. Огонь лизал его штанины. Пламя так и не разгоралось, не поднималось выше по шерстяной ткани. Двое мужчин с темными дырами на лицах вместо глаз. Подростки с изможденными лицами и умоляющими взглядами. Люк не был уверен, были ли они порождением его поврежденного разума или чем-то другим. Но он нутром чуял, так или иначе их нужно удерживать там, где они находятся, хотя бы пригвождая взглядом. С краю стоял мужчина в грифельно-сером пальто, испачканном пеплом, и пуговицы его блестели так же, как зубы, обнаженные в голодной ухмылке. Октябрь 1861 года. Река бурлила перед ними. Им пришлось выйти из боя за лагерь при Уайлдкэт. Генерал Золикофер приказал офицеру, оставшемуся следующим старшим по званию, удерживать текущие позиции, пока он и группа солдат двинулись вглубь леса, прямо на север, огибая лагерь, откуда они только что отступили, ведя с собой пленных солдат Союза. Если бы только его люди прибыли на день раньше, сейчас бы они втрое превосходили противника числом. Но их задержала дорога. Они тащились по самой оси, увязая в грязи, и это дало врагу время подтянуть подкрепление. Вот оно и подняло свои уродливые головы. Но он получил то, что ему было нужно. 7 дрожащих, худых мальчишек в форме Союза, связанных между собой веревкой, обмотанной вокруг их талий и запястий. Они проскользнули мимо вражеского лагеря. Пленники даже не пискнули. Они были слишком юны, чтобы рискнуть пожертвовать собой. Этих мальчиков слишком хорошо обучили быть послушными, иначе они своего не получали. Теперь юноши и те, кто их пленил, стояли на берегу разлившейся реки Роккасл, пока солдаты генерала привязывали юных пленников к лошадям, как тюки, надеясь, что они выживут в волнах голодной реки. Взошла луна, почти полная. Похожая на прищепки на веревке цепочка людей вошла в реку. Они переправлялись, и конфедераты освободили юношей. Даже генерал не знал, куда они едут. Он бродил со своими людьми и лошадьми по лесам Кентукки в поисках уединенного места. Он узнает его, когда найдет. Его люди следовали за командиром. Крупы лошадей покачивались между тесно натыканными деревьями, чавкая копытами по грязи. Генерал ехал во главе отряда. Посреди чашеобразной долины, единственном свободном от массивных стволов месте, он остановился и спешился. Вот оно место, которое он искал.
Ему шепнул это на ухо глубокий, сильный голос, и это был вовсе не внутренний голос генерала. Маленькая рука потянула его за обшлаг рукава, увлекая вперед. Он рисовал дорожкой пороха большой круг на дне долины. Его инструкции были просты. Пленники из Союза встают в центр круга. Он поджег дорожку пороха, выше человеческого роста взметнулись языки пламени. Огонь вцепился в рваные штаны пленников, а вскоре пожрал и их кожу и плоть. Приглушенное заклинание, темная молитва об успехе конфедерации, изливавшиеся из уст генерала, потерялись за их криками, но земля еще не насытилась. Пламя продолжало распространяться, щекоча землю, пока не ухватило за лодыжки солдат конфедерации, которым не хватило времени или мозгов запрыгнуть на своих лошадей до того, как они, обезумев от ужаса, скроются в лесу, лишь копыта мелькнут. Вскоре их крики также донеслись до голых ветвей деревьев, и все, что осталось от ночных событий к утру, лишь тонкий круг пепла на дне долины. 11 марта 2019. 16 часов 45 минут. Клей сосредоточился на колеях и лужах грязной тропы. Купы деревьев повторялись, сшиваясь друг с другом, как оптическая иллюзия, на них были даже те же самые листья. Если он шел, опустив голову вниз, не обращая внимания на сумасшедшие деревья, его не тошнило, и он не рисковал настолько утратить чувство направления, чтобы рухнуть лицом вперед. Участки колеи тоже повторялись, но неизменный коричневый цвет утрамбованной грязи сглаживал этот момент. Мир не начинал вращаться вокруг него, если он просто смотрел на землю. Тем не менее, у него кружилась голова, как это бывает на аттракционах из репертуара бродячих цирков, когда светящаяся труба вращается вокруг платформы, где вы находитесь, но ваш мозг считает, что движетесь именно вы, заставляя всем телом податься в сторону, и именно это Клей и делал, идя по тропе. Когда он поднял голову, пытаясь отследить, насколько он продвинулся, извивается ли тропа перед ним, или он в итоге все же добрался до места, где она начинается, голова у него так закружилась, что он пошатнулся, и ему пришлось на мгновение остановиться и закрыть глаза. Должно быть, он слишком приналег на самогон. Бутылка шлепала его по боку, уже набив синяк на бедре. Он посасывал воду из бутылки в рюкзаке, чтобы разбавить алкоголь в желудке. «К черту это место!» — прошептал он, ожидая, пока голова перестанет идти кругом. Клей глянул через плечо. Каждый раз, когда он это делал, перед ним представал один и тот же вид. Последняя лошадь в караване, казалось, вообще не уменьшалась. Стук подков лошади раскатывался над тропой. Ее копыта шлепали по грязи, но Клею пришла в голову безумная мысль, что она топчется на месте, как будто животное находится на какой-то невидимой беговой дорожке. Женщина так и держала своего обмякшего ребенка. Иногда он слышал, как она воркует. Ее шепот звучал одновременно мягко и резко. Несмотря на то, что Клей двигался от нее, ее лицо теперь стало видно четче. Темное кольцо вокруг ее рта было скользкой кровью, ужасающей пародией на раскраску клоуна. Теперь ее было невозможно спутать ни с чем другим. Она слезала кровь, насколько смогла дотянуться языком. Достала. Он сделал еще один глоток бормотухи, горькой и обжигающей. Если у него были видения, причиной их являлись самогон или истощение. Или, может быть, обезвоживание. С тем же успехом он мог быть просто пьян. По крайней мере, у него перестает давить в груди, а бесконечный поток мыслей превращается в белый шум. У Клея болела каждая мышца, от подошв ног до стиснутых челюстей. Гимн общины звенел в воздухе, мелодия повторялась снова и снова. «Да сколько, куплетов в этой песне!» — задумался Клей, закрыв уши руками. Когда он обернулся снова, женщина опять склонилась над ребенком. Она подняла голову и уставилась прямо на Клея, рот измазан в свежей крови. Ухмыльнулась. Ее желтые зубы опять окрасились чем-то темным. Из них торчали вроде бы куски плоти, и желудок Клея взбунтовался. Пес рядом с ней на тропе, с длинной серо-черной шерстью, на взгляд Клея не слишком отличавшийся от Слейда, выгрызал мясо с какой-то кости, сухожилия трещали на испачканных темным и влажных, как у женщины, зубах. Клей отвернулся. Он не хотел знать, что грызет пес.
При мимолетном взгляде ему показалось, что это отрубленная ниже колена человеческая нога. Пес дернул за мышцу, и один из концов кости шевельнулся так, словно это была лодыжка. Батончик Клифф решительно поднялся по пищеводу Клея. Он был уверен, что увидел ногти на ногах, и он, пошатываясь, развернулся к обочине, чтобы блевать туда. Аккомпанируя его спазмом, в воздухе по-прежнему звучал гимн. «Взгляни, что он претерпевает, как на кресте за нас страдает, нам должно дар его принять, тогда спасет нас благодать». Что-то маленькое быстро вылетело из-за деревьев и приземлилось в центре лужи его блевотины, забрызгав ботинки Клея. Какое-то оружие. Стрела? Дротик? На одном из его концов торчали перья. Он сплюнул. Горький вкус рвоты наполнял рот, и он сделал пару глотков воды через соломинку, прополоскал рот теплой жидкостью. Он присел, чтобы рассмотреть вещь, потрогать ее, чтобы убедиться, что она и впрямь существует. Разряд статики уколол его протянутый палец. Вещица, торчавшая из лужи рвоты, издала низкий ровный электрический гул. Экран GPS в его другой руке пошел серыми хлопьями помех, а батарея вспыхнула ярким пламенем, обожгла руку Клея, и он уронил ее на землю, плавящийся пластик пузырился, как лава. «Какого хрена? Какого хрена?» — бормотал он, хватая ртом в воздух. Он отдернул палец, не смея прикоснуться к оружию. Что если оно ударит его током, и он упадет замертво прямо здесь и сейчас, на этой бесконечной тропе с собакой, грызущей ногу, и женщиной с этим ее мертвым ребенком и кровавой ухмылкой? Ее воркование едва доносилось до его слуха, фальшивая нежная нота в бодрой мелодии гимна. В этот момент она как раз слизывала с губ свежую кровь, и у него мурашки побежали по коже. «Я хочу домой!» — заскулил он, прижимая ладони к глазам. «Вырви их!» — гудел назойливый голос глубоко внутри. «Тогда ты, по крайней мере, больше не увидишь ногу в пасти собаки. Кровь, невозможный караван». Он сделал большой глоток из бутылки, висевшей на боку. Язык защипало, отключив остальные ощущения. Ему нужно просто добраться до машины. Тогда он сможет уехать отсюда навсегда. За остальными он отправит спасателей. К черту диссертацию. К черту это место, чем бы оно ни было на самом деле. Еще несколько стрел вонзились в землю рядом с ним, сорвав с деревьев толстые полоски коры. Одна из них задела плечо Клея, вспоров пуховик до самой кожи. Он ощутил, как через тело прошел легкий электрический разряд. Не дожидаясь, пока придет боль, Клей бросился бежать, по-прежнему глядя в землю, чтобы у него не начала кружиться голова от заглючившего пейзажа. Но на такой скорости и земля выглядела, как несколько изображений, наложенных друг на друга. Его снова вырвало. На этот раз желтой пузырчатой жижи, которая обожгла его горло. Он прополоскал рот парой мощных глотков самогона. Он сидел, прислонившись к дереву, давясь горькой отрыжкой и хватая кислород громкими тяжелыми глотками. В уголках глаз собрались обжигающие слезы. Его маленькая пробежка вдоль тропы ни на дюйм не отдалила его от лошади, собаки или женщины. Из его горла вырвался крик. Его мозг больше не мог предложить никаких объяснений тому, что с ним происходило. Караван не был исторической реконструкцией. Это не была группа косплееров, настолько строгих, чтобы игнорировать аномалии, происходящие вокруг них. Они ни под каким видом не могли заставить лошадей топтаться на месте. И почему? И главное, как деревья все время рассыпались на пиксели? Почему лошадь, плетущаяся в самом хвосте каравана, до сих пор не скрылась у него из вида? Зачем женщине, разыгрывающей себя, переселенку на Дикий Запад, понадобилось бы обмазываться фальшивой кровью? Что ест пес? Происходило что-то очень дерьмовое, потустороннее что-то. Он отвернулся от пса, который взялся за пальцы на ногах. Длинная испачканная кость, покрывшаяся грязью и кровью, торчала у того из пасти. Клей приставил к вискам руки, как шоры, отгородившись от всего окружающего, и уставился на собственные шнурки, чтобы этой картиной изгнать из памяти все остальное. Маленький пластиковый наконечник треснул и отошел от шнурка, скрученного из синих и коричневых нитей. Шнурок спускался по передней части ботинка, нижняя его часть испачкалась в грязи и натянулась.
Он мог ограничить себе видимость, но не мог заткнуть уши, чтобы не слышать клацанье зубов пса по кости. Он опять отхлебнул из бутылки. «Думаешь, Клей уже добрался до дороги?» Голос раздавался среди деревьев, отчетливо слышный даже сквозь скрежет кости в челюстях пса. «Я не...» — произнес второй голос. «Надеюсь, что да». Дилан и Сильвия. Как такое могло быть? Как их голоса могли звучать так близко? Он шел несколько часов подряд в одном направлении, прочь от лагеря. У него застучало в голове. Неужели он развернулся на тропе и пошел обратно? Неужели эта тропа действительно проходит так близко к лагерю? Но если это так, то почему он не обнаружил ее раньше? Может быть, звук просто хорошо передался по лесу из-за причуд акустики? Такое бывало и в ущелье. Голоса, собравшиеся на условленном месте группы, можно было услышать задолго до того, как она оказывалась в поле зрения. Но нет, это было невозможно. До этого момента он не слышал их, они должны быть рядом. Он стукнул головой по дереву, пытаясь поставить мозги на место. Должно быть, эти голоса ему чудятся. Должны чудиться. Он пьян в стельку и страдает от обезвоживания, вот и начал слышать всякие голоса. Он ухватился губами за спускавшуюся в рюкзак соломинку и делал глоток за глотком, пока не всосал воздух. Но в долине по-прежнему раздавались голоса остальных, достигая и его ушей. «Смотрит?» «Я не знаю. Я не...» В тех обрывках, которые он мог разобрать за шумом каравана, они говорили о Люке так, как будто его с ними не было. Он умер? У Клея упало сердце. Но нет, решил он, тогда их голоса были бы пронзительнее, а слова сливались бы воедино. Дилан, конечно, причитала бы или плакала, видимо, Люку становится все хуже. Утром он был в ясном сознании, но у них не так много припасов, да и медикаментов тоже, и из-за этого, видимо, в его состоянии произошел перелом. Если бы Клей знал, что сама земля, капая слюной, скручивается у него под ногами, чтобы вернуть его к остальным, что она хочет, чтобы они оставались все вместе, он бы наверняка бросился прочь сквозь деревья на противоположную сторону тропы, туда голоса почти не доходили. Но его желудок урчал, в нем не осталось кислоты, а вот алкоголя там хватало. Ноги дрожали от усталости, а Дилан и Сильвия были рядом, и скоро начнет темнеть. Фонарик он с собой не взял, не подумал, что тот может ему понадобиться. У него больше не было навигатора. Мало того, что тот взорвался, так ведь Клей его еще и потерял. Если он продолжит шарахаться по лесу, ему придется блуждать вслепую. Настойчивый, продолжительный, хлюпающий звук. Пес продолжал рвать плоть. Воткнулся в его уши, как игла. Пронзил мозг. Клей должен был покинуть это место. Он подошел к краю тропы и шагнул под деревья. С этой точки обзора он немедленно увидел Дилан, Люка и Сильвию в долине внизу, крошечные, как куклы, как актеры на далекой сцене. «Дилан!» — закричал он, приставив руки рупором к рту. «Сильвия, Люк! Эй!» Как эта женщина в караване, они не отреагировали, не прервались на полусловие, не принялись прислушиваться. Почему он со своего места слышал их разговор, а они его крики «нет»? Ему нужно было убедиться, что он не сошел с ума. Ему нужен был кто-то, кто сможет засвидетельствовать существование этой тропы, безумие той женщины и ее пса. Может, он страдал от обезвоживания и усталости. Может быть, он был просто пьян, и ему был нужен еще кто-то, кто сможет провести их к цивилизации по этой тропе. «Тропа должна куда-то вести», — думал он. «Вот для чего их прокладывают. У них есть концы, через которые люди входят на них и выходят. Они приводят куда-то». Если бы Дилан или Сильвия услышали его, если бы кто-то из них поднялся по склону и двинулся по ней, тропа могла бы вывести их отсюда. Они смогли бы покинуть это безумное место, где бы они ни находились на самом деле. Они могли бы спастись от злобной сущности, чем бы та ни являлась, что затаилась в этой глухомане. Он снова закричал, срывая голос, и хотя и страшно боялся выпустить тропу из виду, углубился еще на пару футов в лес. Однако ни Дилан, ни Сильвия не шелохнулись. Он приблизился к ним еще на 3 шага. Стоя на вершине склона, Клей крикнул еще раз. И Люк повернул голову вверх, взгляд его был напряженным,
но ни тени узнавания не мелькнуло в его глазах. Как будто он смотрел на что-то, находящееся между ними. Клей заворчал себе под нос. Придется спуститься к ним. Он порылся в своем рюкзаке в поисках чего-нибудь, что можно было бы использовать в качестве хлебных крошек из сказки. В боковом кармане он обнаружил рулон грязного пластыря и клей для кожи, какие-то остатки аптечки из предыдущих походов. Вполне подходящее. Он зубами отрывал полоски пластыря и лепил огромные X на стволы деревьев, спускаясь в долину по прямой. Тропа должна куда-то вести. Глаза Люка расширились. Клей появился в долине, налепив последнюю метку, его разорванная на плече куртка была заляпана темно-красным. Сильви и Дилан повернули головы в сторону Клея и просто потеряли дар речи. Сам факт появления его здесь доказывал, что их смелый разведчик, их спаситель, вернулся ни с чем. 11 марта 2019. 17 часов 15 минут. «Привет», — сказала Дилан, двигавшемуся между деревьями Клею. «Не повезло, я так смекаю». В голосе ее звучало неприкрытое разочарование. Их третья попытка получить помощь не увенчалась успехом. «Ребята, а вы не слышали, как я вас звал?» — спросил он, указывая на холм. «Я стоял прямо там. Там есть тропа». «Тропа? Ты уверен?» — спросила Сильвия. «Не припоминаю что-то никакой тропы на пути сюда». «Может быть, мы пропустили ее или двигались параллельно ей?» — начал защищаться Клей, испортив все впечатление от своих слов. «Не думаю, что здесь есть тропа», — ответила Сильвия. «Я изучала карты, и в этом районе не нанесено ни троп, ни каких-либо прогулочных маршрутов». «Ты что думаешь, я ее просто, придумал?» — прошипел Клей. «Просто набридил эту долбаную тропу? Она прямо там! Я разметил путь к ней. Мы все можем пойти и убедиться в этом». «Кто-то должен остаться с Люком», — сказала Дилан, держа того за мокрую от пота руку. Он смотрел на деревья, на то место, откуда только что появился Клей. «Я могу остаться», — сказала Сильвия. Дилан и Клей двинулись из долины, идя по его хлебным крошкам, Икс на деревьях. У нее мурашки побежали по рукам, когда они вошли под свод леса, прямо туда, куда смотрел Люк. Воздух здесь почему-то был очень холодным. Они поднимались на холм, и на каждом втором дереве сияла яркая чистая метка. Пластырь едва не светился в сумерках своей белизной. «Что случилось с твоим плечом?» — спросила Дилан. Из пуховика, разорванного на плече, торчали перья. «Если я расскажу, ты мне не поверишь», — с каменным лицом ответил Клей. Дилан не ответила. В животе вдруг образовался чертовски тяжелый камень. «Я думаю, на тропе надо будет повернуть направо», — сказал Клей. «Но дорога разве не к югу от нас?» — обеспокоенно спросила Дилан. По мере подъема по склону все деревья начинали сливаться воедино, подталкивая ее желудок к бунту. «Направо. Это получится на север, глубже в лес». «Я так не думаю», — ответил Клей. «Стоит ли сейчас вообще пытаться добраться до машины? Скоро стемнеет». Ей как-то не хотелось надолго оставаться с Клеем с глазу на глаз. Раньше она никогда не чувствовала себя в опасности рядом с ним, но сегодня вечером с парнем было что-то капитально не то. «Ты хочешь доставить Люка в больницу, так ведь? Нам нужно добраться до тропы и повернуть направо, к машине». Но им так и не пришлось выбирать, налево или направо пойти. Закат окрасил небо в оранжевый и фиолетовый к тому моменту, когда они добрались до последней метки. Кривая Х казалась вырезанной на коре. Вокруг помеченного дерева тесно толпились другие. Не было никакой тропы, ни просвета, ни поляны. «Здесь ничего нет», — сказала она, включив фонарик и светя им туда-сюда. «Метки, должно быть, отвалились», — сказал Клей. «Этот пластырь не очень крепко держится. Тропа должна быть чуть дальше». Хлебные крошки Клея закончились слишком быстро, как будто кто-то шел за ним, срывал импровизированные указатели тропы и прятал в карман. Или Клей придумал это все. Дилан не знала, какой вариант хуже. «Клей, темнеет. Я не думаю, что здесь есть тропа. Ты уверен, что видел ту человеческую тропу? Может быть, она была оленья?» «Здесь была человеческая тропа, блин!» — огрызнулся Клей. Он прочесал подлесок в поисках других Икс, взметая листья вокруг себя.
И она была прямо здесь. Я знаю разницу между человеческой тропой и долбанной оленьей тропой. «Клей! Она должна быть здесь!» — сказал он, бросаясь вглубь леса. «Я, вашу мать, не псих. Мне нужно, чтобы ты мне поверила, чтобы ты увидела ее!» Что-то было не так с Клеем и с этим местом. Что-то произошло с ним, пока он блуждал здесь один. Клей исторгнул вопль. Пронзительный, гортанный, нечеловеческий звук, эхо которого пошло гулять между деревьями. Слезы покатились по его лицу. Он ударил кулаком по дереву, сорвал бесполезный указатель. Кора набилась ему под ногти. «Твою же мать!» — прошептал Дилан. Что за чертовщина случилась с ним? «Она должна быть здесь!» — повторил он, опускаясь на колени. Он отбрасывал листья и отодвигал ветви кустов. Колючие плети царапали его руки, когда он разгребал листья, ища под ними чистые белые линии, как будто листья могли насыпаться с умыслом, чтобы скрыть оторвавшиеся отметки. Он сидел в колючих зарослях, бился головой о ствол и бормотал. «Она была здесь, клянусь. Здесь была тропа. Я видел на ней огромную толпу людей, но они меня не слушали. Как будто они не слышали меня, как будто их на самом деле здесь и не было. Или они меня просто игнорировали. Последними были та женщина и гребаная собака. Собака как будто грызла чью-то ногу, а женщина...» «Клей, нам нужно возвращаться», — сказала Дилан. Она не хотела находиться с ним наедине. Она беспомощно стояла позади него. Луч света от фонарика падал на Клея, словно прожектор, пригвождая к месту, ярко высвечивая в эпицентре его собственного безумия. Когда он начал сдирать с деревьев куски коры, она сжала его плечо, и он позволил ей отвезти себя обратно в лагерь, как ребенка. 12 марта 2019. 9 часов 4 минуты. Ночью кто-то от души повеселился. Дилан выбралась из палатки первой и так и застыла на месте. У нее заурчало в животе, желудок завопил. Следующей появилась Сильвия. При виде разгромленного лагеря у нее челюсть отвисла. В свете восходящего солнца поблескивали пустые обертки от батончиков мюсли. Слабый ветер, кравшийся по дну долины, мял их и чуть приподнимал, как блестки в новогоднем шаре с искусственным снегом. Крышка с холодильника была не только снята, но ее словно сквозь шреддер пропустили. Завитки белого пластика, как капюшон, вздымались над ее останками. Внутренности холодильника, пивные банки, вывалились наружу, где и лежали в луже растаявшего льда. Дилан поставила его нормально и обнаружила в стенке идеальную с гладкими краями дыру, как будто что-то проткнуло холодильник насквозь. Антимедвежьи контейнеры не выполняли своих функций. Крышки остались на месте, но что-то изорвало металл стенок. На первый взгляд Дилан показалось, что контейнеры взорвались изнутри, как будто какие-то местные охотники, случайно наткнувшиеся на их лагерь, ради забавы расстреляли их петардами. Но на неровных, острых как бритва обрывках металла, выпущенных от центра, не осталось следов пороха, да и выстрелы должны были их разбудить. Столько ночей они все ворочались без сна, и именно в ту ночь, когда их лагерь разграбили, все спали как убитые. Любое существо, способное изорвать металл и толстый пластик, не будет ходить на цыпочках, и уж точно не будет аккуратно прицеливаться, на что бы тут обрушить лапу. Единственным вроде бы уцелевшим предметом оказалась 5-галлонная бутыль воды. Сильвия нырнула обратно в палатку и вытащила из рюкзака мешки для мусора. Они с Дилан принялись молча собирать пустые обертки, банки и испорченные припасы, складывая все, что еще можно было использовать рядом с кострищем. «Что за хрень?» — рявкнул Клей. Дилан и Сильвия замерли на месте, оправившись, повернулись к нему лицом. Он только что выбрался из палатки, и его всего трясло. Дилан не смогла понять точно, от отчаяния или от ярости. «Все в порядке», — с натужным спокойствием в голосе ответила Сильвия. «Мы уже прибираем». «Мы, сука, угодили тут в ловушку, а теперь у нас и еды нет», — сказал он. Дилан не знала, какой предохранитель у него в башке сорвало, но после своей попытки добраться до машины он вернулся совсем другим. Его гнев расходился по лагерю кругами, как рябь на воде, и Дилан пробрала дрожь. Она не знала, что ответить.
Она не знала, почему они потерпели неудачу во всех своих попытках добраться до машины, но, конечно, они не угодили тут ни в какую ловушку. Не угодили же? Они с Сильвией переглянулись, беззвучно обменявшись вопросом. «Да что это за место такое?» Клей пронесся по лагерю, как ураган, пиная влажную почву. Изо рта у него только что пена не шла. «Что за херня тут происходит?» — тяжело дыша произнес он. Он расхаживал туда-сюда и рычал, как дикий зверь. «Что за тварь могла это сделать? Кто мог разорвать металл, не разбудив при этом нас?» «Я не знаю», — сказала Дилан. «Успокойся, Клей, мы разберемся, все будет в порядке». «Этого не может быть», — продолжал он, глотая слова. Он пнул контейнер, тот пронзительно скрипнул. «Кто-то, должно быть, толком не завинтил крышку перед сном». «Крышка до сих пор на месте», — возразила Сильвия. «Но это бессмыслица какая-то!» Дилан замерла, напряглась всем телом, как олень, смотрящий в дуло охотничьего ружья. Одно неверное движение, и грохнет выстрел. Она Клея таким никогда не видела. «Вы мне не верите», — сказал он, — «ни одному моему слову. Вы не верите, что я вообще нашел тропу. Вы думаете, что я это все придумал?» Женщины обменялись взглядами. Каждая надеялась, что другая рискнет ответить. Но что Дилан могла сказать ему? Не было там тропы. «Вы думаете, что я вру, что я свихнулся, и вас это веселит? Я знаю, что я видел. Я нашел тропу и видел там женщину, которая пожирала собственного ребенка». «Здесь происходит что-то странное», — сказала Дилан. Она пошарила по карманам, жалея, что не прихватила с собой нож. Клей был ее другом. Он был не опасен, но ей сейчас так хотелось иметь нож под рукой, что у нее аж пальцы подергивались. «Может быть, в воздухе какие-то споры?» — предположила Сильвия. «Или что-то попало в нашу еду? Может быть, дело в дровах? Сок в них был ядовитый или еще что? GPS, походу, крякнул. Ты видишь вещи, которых...» «О, так ты думаешь, у меня тоже какое-то повреждение мозга?» — закричал он. «Как у Люка прям?» «О чем ты говоришь?» — спросила Дилан. «Что-то тут происходит, но мы не знаем, что именно. Истерики не помогут нам». «Вы думаете, что я тупой?» — продолжал он. «Вы думаете, что я свихнулся и что мы все застряли здесь по моей вине? Отсюда нет выхода!» «Мы так не думаем», — сказала Дилан. «Вместе мы разберемся с этим». «Мы угодили в ловушку», — сказал он. «Вы все отправились сюда по своей воле. Я вас не принуждал». «Никто не говорит, что принуждал», — ответила Сильвия. «Мы все хотели поехать сюда. Никто не ожидал, что все так повернется». «Теперь у нас еды больше нет, и готов поспорить, в этом я тоже как-то виноват», — сказал Клей. «Как ты можешь быть виноват?» — ответила Дилан. «Кто-то забрался в наши припасы, пока мы спали. Никто в этом не виноват». «Куда все делось? Вы все сгребли в мусорку, прежде чем я успел посмотреть. Может, там что-то еще можно было спасти?» «Клей!» — сказала Дилан. «Мы спасли каждый огрызок, который нашли. Вон они, лежат в куче. Но там было практически нечего спасать. Ничего полезного мы бы не выбросили». Он выхватил из рук Дилан пакет с мусором, растянул его, проткнул его ногтем, сделав дыру в боку. Он принялся рыться в мешке, как дикий енот, разбрасывая по всему лагерю пустые пивные банки, жирные алюминиевые контейнеры из-под еды, гниющие банановые шнурки. Все это, грохоча и обдавая девушку россыпью брызг, повалилось к ногам Дилан. Он ковырялся по углам фольгированных пакетов, вытаскивая хрящики или пару сухих волосков вяленого цыпленка. Он сейчас казался похожим на голодного койота, на какого-то одновременно жалкого и ужасающего зверя. Дилан стояла молча, разинув рот, не шевелясь, чтобы он не обрушил свое безумие на нее. Он притащил сюда с собой наркотики? Прямо сейчас не был ли он пьян или под кайфом? «Да как вы это допустили вообще?» — бормотал он, выворачивая наизнанку еще одну обертку, не пропуская ни один обрывок фольги, пакет с молнией или обломок контейнера. Куча спасенной еды не становилась больше, но Клей все равно засовывал руки в объедки, искал, усыпая лагерь белым пластиковым конфетти, в которое превращался мешок, заваливая лагерь мусором, как медведь или то чудовище, что кружилось тут ночью. Разобравшись с мусором в пакете, Клей внимательно обследовал контейнер. Кончики пальцев скользили по разорванному металлу, как будто он бы понял, что разорвало его, если бы ощупал как следует. «Но это бессмыслица какая-то!» — повторил он, падая на землю. Дилан на цыпочках обошла его скрюченное тело. Ей не терпелось ощутить в руке вес ножа.
Она расстегнула палатку, чтобы достать его, и Люк страшно завопил. 12 марта 2019. 9 часов 16 минут. Толпа призраков собралась вокруг стола, покрытого изъеденной молью скатертью. На скатерти была навалена гнилая еда. Призраки хватали ее руками. Плесень забивалась им под ногти и запихивали в рот грязь, банановую кашицу, заплесневелый хлеб и вонючие полоски вяленого мяса. Мухи кружили над их пиршеством, отлетая от вонючей кучи, когда призраки тянулись за новыми пригоршнями тухлятины, садились на их открытые глаза, бросались в их зияющие, жующие рты, слизывали жирные брызги гнили с их рук. Люк уставился на них широко распахнутыми глазами. Человек в сером мундире поймал его взгляд и облизнул зубы, как бы проверяя, насколько они острые. Он и большая часть остальных, женщина, подростки, отступили обратно к деревьям. Но один человек, весь в крови, как мясник, шагнул вперед, проведя кончиком пальца по лезвию ржавого топора. Люк сглотнул, в горле у него все затрепыхалось, и он не мог вдохнуть, потому что не ржавчина была на лезвии. Это была кровь. 12 марта 2019. 9 часов 34 минуты. Дилан вошла в палатку. Ярко-оранжевый, вызывающий головокружение шар, цвет обрушился на ее голову. За глазами вспыхнула боль, такая бывает от голода. В висках застучало. Гнилостный запах ударил ей в нос, и будь у нее хоть что-нибудь в желудке, ее бы стошнило. Она задумалась, не от повреждений ли ноги Люка исходит эта вонь. «Ты в порядке?» — спросила она. «Ударился обо что-нибудь больной лодыжкой?» «Нет, я...» — его взгляд снова сфокусировался на Дилан. «Почему ты кричал?» «Ну...» — сказал он. «Неправильно перенес вес тела, видимо». «Как твоя нога?» — спросила она, вытаскивая из рюкзака нож с розовой ручкой и засовывая его в карман. «Распухло, судя по ощущениям», — ответил он. «А голове стало полегче». «Я думаю, что в аптечке осталось немного обезболивающих», — сказала Дилан. «Мне тоже надо бы принять пару таблеток. Давай я помогу тебе выбраться наружу». Она подняла импровизированный костыль, лежавший на земле снаружи. Связанные палки выглядели скорее как какой-то ведьминский знак, чем как медицинское приспособление. Она засунула руки под подмышки Люка и потянула его хрупкое тело вверх, направляя на выход из палатки, к весеннему солнцу, но воздух продолжал еще вонять. Запах гнили оставался внутри, прилипая к волоскам в ноздрях. С ногой Люка все очень плохо, судя по всему. Не начал ли он разлагаться? Не прорвалась ли кожа? Она услышала странное жужжание. Когда же полностью вытащила Люка из палатки, звук стал громче. Она помогала ему удерживать равновесие на здоровой ноге и хлипком костыле, перенести на него весь свой вес полностью Люк даже не осмеливался, чтобы, не дай бог, не сломать. Но когда он глянул назад, в сторону палатки, ветки, подскрепляющие хлипкой лентой, согнулись. «Дилан!» — начал он, уставившись на землю широко раскрытыми глазами. Дилан глянула вниз. Начиная от палатки и до самых первых деревьев на краю долины, земля пульсировала, вибрировала и гудела, как живой ковер. У нее под ногами лежало одеяло из мух. Они дергались и ползали друг по другу, трахались, делая личинок. Дилан споткнулась в этой темной, извивающейся массе. «Боже мой!» — закричала она. Рой взлетел, запутавшись своими дергающимися лапками в ее волосах, жужжа в ушах, садясь на руки, колени и локти, спускаясь по затылку прямо под футболку. Она заплясала на месте, закружилась резкими рывками, судорожно махая ногами, хлопая себя руками по лицу, по ушам, обмахивающими движениями проходя по подолу рубашки. Все новые и новые укусы обрушивались на нее. Кожа вокруг раздавленных мух краснела. Бесконечное количество мушиных лапок скребло по ее коже, пробираясь сквозь мягкие волоски на ее руках и позвоночнике. Слишком много испытываемых одномоментно ощущений перегрузили ее синапсы. Дилан зашлась от мерзкой дрожи. Люк ничего не мог поделать, разве что стоять и смотреть, как она, открыв рот, машет руками. Одна из мух с зигзагами, как змея,
проплыла по воздуху и приземлилась на возвышающийся перед ней нос Дилан. Ловко пропрыгала, уклонившись от пальцев, которыми Дилан царапала себя, и поползла по щеке, направляясь к глазу девушки. Дилан закрыла глаза, и муха принялась продираться сквозь ресницы. Она извивалась, пытаясь погрузиться в них, раздвинуть веки, воткнуть лапки в мягкий белок. Дилан сильно хлопнул ладонью по глазу. Ей удалось сорвать патч из мушиной плоти, прилипший к ее глазу, но на веке осталось липкое, пятнистое месиво из кишок и металлического цвета крыльев, уже холодное. Она подалась вперед, к люку, резко выдохнув через ноздри, чтобы вытолкнуть муху, которая юркнула в единственное отверстие в ее теле, которое она не могла закрыть. Ее губы превратились в тонкую линию, челюсти она стиснула так, что зубы заболели. Если она закричит, ее рот станет гостеприимно распахнутой дверью для мух. Она не хотела знать, каковы они на вкус, не хотела ощутить, как их крылья защекочут горло или их лапки затанцуют на языке, или как завибрирует на зубах их непрекращающееся жужжание. Она снова и снова хлопала себя руками. Братские могилы раздавленных мух громоздились на ее теле, как горные хребты. Резкий, однообразный звук ее ударов разносился по долине. Каждое толстое, сочное тело, взорвавшееся под ее ладонью, означало, что теперь к ее лицу доберется минимум на одну муху меньше. Они застряли в спутанной паутине ее волос. Другие кружили вокруг ее головы, жужжая только и выжидая удобного случая обрушиться на нее. Третьи с переломанными крыльями или вовсе лишившись их, ползали по телу Дилан. Казалось, минуло несколько десятков лет, прежде чем все мухи либо погибли, либо улетели, прежде чем она выковыряла последнюю дергающую тварь у себя из уха, кишки мухи забились ей под ногти. Прозрачное, блестящее крыло воткнулось между ногтем и пальцем. Завершив свой танец неловким поклоном, Дилан в изнеможении упал на землю. Липкие трупы засохли на ее коже, как бугорки ветряной оспы. Сотни пятен. Они начинались на лбу и перетекали на шею, а также по ее рукам и ногам. Дилан уперлась в колени, наконец-то смогла раздвинуть губы и сделала глоток чистого воздуха. «Что это за хрень?» — вырвалось у нее. Второй раз за 2 дня Дилан заявилась к костру с видом последней выжившей. Когда она сказала, что влетела в целый рой мух, все, чем Сильвия могла ей помочь, дать ей тряпку и указать на кегу с водой. Именно в этот момент, обнаружив дыру в кеге и лужу воды, уже собравшуюся под ней, Дилан узнала, какая судьба их ждет. Небольшой, но не прекращающаяся струйка вода потихоньку сочилась на землю под кегой. Как будто бы та тварь, что уничтожила их запасы еды, тщательно выбрала нужное место на дне кеги, а потом проткнула гвоздиком. В кеге осталось совсем немного мути на дне. Дилан выругалась достаточно тихо, чтобы Клей не услышал, и перевернула кегу так, чтобы сохранить последние капли питьевой воды. Сильвия помогла Люку сесть и принялась разматывать его повязки, а Дилан намочила тряпку в луже, решив, что грязная вода все же лучше, чем выдавленные из мух внутренности. Она, морщась, принялась до синяков тереть кожу мокрой тряпкой, чтобы содрать с нее кишки мух. Когда Сильвия сняла последний бинт с ноги Люка, Дилан присоединилась к ним. Кожа Люка оказалась такой темной, что даже потрепанные, заляпанные грязью бинты едва не засияли белизной по сравнению с ней. Дилан резко втянула воздух ноздрями. Воняло жутко, словно бы яйца, стухшие неделю назад, обильно сдобрили чесноком. Всего лишь 2 дня спустя после травмы ушибы на ноге сменили цвет с фиолетового на зеленый. Лодыжку Люка раздуло до размеров бейсбольного мяча, и наполнен он был, похоже, гноем. И что было еще хуже, поражение распространялось. Зелено-фиолетовые вены ползли по его ноге, как плети ядовитого вьюнка. «Похоже на заражение крови», — подумала Дилан. Но хотя кожа была натянута так туго, словно того и гляди лопнет, они с Сильвией так и не нашли ни царапин, ни подсохших струпьев, ни рваных ран, через которые в рану могла попасть инфекция. «Я потеряю ногу!» — захныкал Люк. «Мы скоро доставим тебя в больницу», — ответила Сильвия. Все шло к черту. У Дилан даже слезы, горячие и болезненные, навернулись на глаза. Она закрыла лицо и позволила им пролиться,
позволила себе оплакать свою теперь уже наверняка загубленную карьеру, своего жалкого бойфренда, свой урчащий живот. Но она должна была держать себя в руках. Она не могла позволить себе отчаяться. Бросить Сильвию нянчиться с 3 лишившимися рассудка людьми. Она вытерла глаза и принялась ей помогать. Клей продолжал жадно ковыряться во втором мешке с мусором. Женщины же набрали в котелок грязной воды и вскипятили ее. Намочили в ней обрывок тряпки и соорудили для ноги Люка согревающий компресс в попытке снять отек. Он проглотил 3 обезболивающие таблетки цвета ржавчины и запил их 2 столовыми ложками оставшейся у них питьевой воды. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила его Дилан. «Голова опять разболелась», — сказал он. «И нога тоже». «Ты все время смотришь на деревья», — заметила Дилан. «Что ты там такое видишь? Ты помнишь?» Он не ответил. Опустил голову, уставившись на свои колени. Дилан даже не знала, что тревожит ее больше. Туман в его голове или гной в ноге. «Ты вчера что-то бормотал», — продолжала она. «Что-то насчет серого пальто. Ничего такого не припоминаешь?» Никакого ответа. «Люк!» Она подняла рукой его подбородок, и его взгляд остановился на чем-то у нее за плечом. Он осторожно отстранил ее руку. «Я в порядке», — сказал он, снова посмотрев ей в глаза. «Со мной все будет в порядке». «Ты вообще спал после того, как разбился?» — спросила Дилан, сжимая остывший компресс, снова смачивая его и накладывая на распухший бейсбольный мяч, который не так давно был его лодыжкой. «Я слышала тебя сегодня ночью. Выглядело так, как будто ты пытаешься что-то сказать, но получалась только какая-то бессмыслица». «Это просто из-за боли, я думаю», — ответил он. «С больной ногой на жесткой земле толком не устроишься». «Ночью ты начинал шуметь, а когда я поворачивалась к тебе, ты просто сидел и смотрел прямо перед собой, и так несколько раз». О чем Дилан не упомянула, каждый раз ее будило постукивание маленького пальчика, а уж после этого она обнаруживала сидящего Люка. Желая сохранить рассудок, она твердо сказала себе, что это был палец Люка, хотя палец словно бы перебирался по ее телу внутри застегнутого спальника, щекоча ее, касаясь то копчика, то бедра, то позвонков. «Мы переживаем за тебя», — сказала Сильвия. «Нужно вытащить тебя отсюда». «Я знаю», — ответил Люк, — «но как мы это сделаем? Каждый раз, когда мы пытаемся выбраться, мы возвращаемся сюда, и Клей потерял навигатор». Скала так блестела в лучах утреннего солнца, что у Дилан мурашки по рукам побежали. Она повернулась к ней спиной. «Мы что-нибудь придумаем», — сказала Дилан. Клей, пыхтя, прошел мимо них, направляясь к палаткам. Сильвия вздохнула, открыла следующий мешок для мусора и начала убирать лагерь во второй раз. Дилан опустила голову на руки. Шорох, словно бы бумагу мяли, вонзился в ее ухо. Ногтем указательного пальца здоровой руки Люк царапал руку, висевшую в перевязи. Его взгляд был прикован к чему-то вдалеке. Дилан подняла голову как раз в тот момент, когда Люк наконец разорвал кожу, и густой темно-красный поток хлынул по его руке. Палец весь испачкался в крови, но это не помешало Люку расковыривать им рану дальше. Дилан была так ошеломлена, что на какой-то миг застыла, не в силах ничего предпринять. Люк словно лишился всякой чувствительности, и он, судя по всему, продолжал бы ковырять как робот, пока не доковырялся бы сквозь мышцу до самой кости. «Люк, что ты делаешь?» Он задергался в своем кресле, забился в судорогах всем телом. «Люк!» — Дилан встряхнула его. Это мог быть припадок, и она понятия не имела, что делать. Его палец продолжал скрючиваться в воздухе, все еще пытаясь дотянуться до кожи. Она помахала рукой у него перед глазами. Его зрачки не шевельнулись, словно бы Люк играл в гляделки с кем-то невидимым. Он даже не моргнул. Она отвела его руку, как лапку проигрывателя. «Что случилось?» — спросила Сильвия, подходя к костру. «Рука Люка», — сказала Дилан. «Он чешет ее и не останавливается». «Похоже, он только что разодрал заново старую ссадину», — заметила Сильвия. «Люк, ты в порядке?» — спросила Дилан. Его взгляд, наконец, снова сфокусировался на Дилан. «Извините», — сказал он, — «я отключился». Она промокнула рану спиртом и начала обматывать ее бинтом. Дилан открыла телефон и выключила режим полета, подождала, вдруг из ниоткуда появится сигнал. Сигнал не появился.
и никогда не появится. Но все же она вернула мобильник в режим полета, чтобы просто на всякий случай сохранить заряд как можно дольше. Скала позади нее продолжала пульсировать. Какая-то безумная часть ее горела желанием вернуться туда, на проложенные маршруты, подняться по ним, бросить своего искалеченного парня. Даже после того, как она чуть не разбилась в своем авантюрном фри-соло вдребезги, как телефон Люка. Даже после того, как крошечный выступ проткнул ее подбородок так, что лицо сводило судорогой боли каждый раз, когда она начинала говорить, ей приходилось стискивать руки в кулаки так, что ногти впивались в ладони, чтобы не натянуть свои альпинистские ботинки, оставить Люка и двинуться к стене. Ее мышцы завязались узлами, и она знала, что сможет развязать их, только поднимаясь по скале, касаясь ее. Все должно было быть не так. Она должна выйти из маленького городка, пройти 3 мили в лесу, проложить несколько маршрутов и стать легендой. Получить все, к чему она стремилась, годы обдирая сухожилия, поливая скалы потом и кровью, в прямом смысле. Это не должно было закончиться всего через 2 дня, порвавшейся веревкой и бойфрендом, переломавшим себе все кости. Но о чем она и подумать не могла, что они окажутся здесь в ловушке. Почему они не могут добраться до дороги? Любопытный палец Люка забрался под слои повязки, кровь хлынула ручьем и впиталась в белый бинт. 12 марта 2019. 11 часов 40 минут. Клей дернул бегунок на молнии в палатке и вырвал его с мясом. Там должно остаться немного еды. Должно остаться, блин. Остальные точно припрятали кое-что в своих рюкзаках до того, как он проснулся, чтобы злобно подшутить над ним, чтобы отомстить ему за то, что он привел их всех сюда, в это место, где каждый раз, погружаясь в сон, он оказывался в кошмаре. Он придавлен лицом к влажной земле. Спина пульсирует болью, словно с нее содрали кожу. Кожа обожжена, а вокруг фигуры в грифельно-сером, чьи силуэты за языками пламени кажутся размытыми, что-то скандируют. В это место, где когда-то он в ужасе открывал глаза, то лежал не в силах пошевелиться в кромешной тьме, слушая пение, такое тихое, что Клей не был уверен, эхо ли это его сна, или он слышит его на самом деле. И они ни в коем случае не заперты здесь в ловушке, со всего одной порцией еды на 4. Он вскинул бутылку самогоном, приложился к ней, опрокинул к губам, терпкая жидкость скользнула в горло, приятно обожгла. Отогнала приступ непроходящей головной боли, которая грозила разорвать ему башку, если он не сделает хотя бы глоток. Он грубо распотрошил рюкзаки Дилана и Люка, разворачивал каждую рубашку и брюки, тряс их, словно из них должны были посыпаться спрятанные фольгированные пакеты и батончики мюсли. Ножа Дилан нигде не оказалось. Должно быть, она носит его при себе. Скрытно. Разве нельзя было разгромить их лагерь при помощи одного только ножа? Разве его лезвие не было достаточно острым, чтобы проткнуть металл? Он обшарил все остальные их вещи, стоя на коленях на горе футболок и джинсов, смятых спальных мешков и полуспущенных матрасов. Если бы он мыслил ясно, он мог бы задаться вопросом, почему бы вдруг его товарищи, его друзья, могли захотеть съесть всю еду и придать лагерю вид разграбленного каким-то животным. Но голос, неотличимый от его внутреннего голоса, зарубил эти рассуждения на корню, смял и запрятал в дальний угол мозга Клея. Он придумывал сказки, нашептывал их ему на ухо. «Они сделали это, потому что ты привел их сюда. Они сделали это, потому что ненавидят тебя. Они планировали это с самого начала». Он зарычал и ударил кулаком по мягкой куче одежды. Он хотел разорвать оранжевый полиэстер палатки кулаками, переломать длинные дуги о свои бедра. Вместо этого он глотнул еще яда. Найдя только один батончик мюсли в боковом кармане рюкзака Люка, он потопал к палатке Сильвии. Повторил осмотр, повытаскивав ее одежду из рюкзака и свалив в небрежную кучу. Внутри джинсов он обнаружил еще 2 батончика мюсли. По полу палатки покатилось яблоко. Он засунул найденные крохи себе в куртку. Когда он докопался своими грязными лапами почти до дна сумки,
Он заметил блокноты Сильвии, сложенные в углу палатки, те, которые она строчила, чтобы задокументировать всю их экспедицию. Все его исследование содержалось на этих нанизанных на спирали страницах. Он отпустил рюкзак и схватил блокнот, лежавший на самом верху стопки, принялся перелистывать его, сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее. Страницы были совершенно белыми, пустыми, все до единой. Ничего, кроме каракули, где она расписывала ручки. Он проглядел каждый блокнот в стопке, отбрасывая пустые журналы через плечо. Они все были одинаковыми. Сильвия что, вырвала и сожгла страницы? Или она все это время просто притворялась, что делает заметки, бессмысленно царапала ручкой по бумаге? Что за хрень? Он знал, что должен был внимательнее приглядывать за ней, но они так давно друг друга знали, и он доверял ей, думая, что она настолько же заинтересована в исследовании, как и он. Но это она водила их кругами в первую ночь, когда они пытались выбраться отсюда. Это она пыталась убедить Клея и всех остальных, что он сходит с ума. Должно быть, это она и уничтожила все их запасы еды. И она саботировала его исследование с самого начала. Теперь, даже если они выберутся отсюда живыми, он не сможет представить никаких данных для рассмотрения. Но это не важно, потому что они были заперты здесь в ловушке. Клей закричал. Это был дикий, гортанный рев, остатки рассудка рухнули в прорехи в его разуме. Из кармана куртки Клея выпало яблоко, запрыгало по грязи. Он зашагал к костру, покачиваясь, ноги его заплетались, и он вдавил яблоко в хлюпающую жижу. Раскрытый блокнот в его руках хлопал, как птица, пытающаяся взлететь. С губ Клея сорвалось низкое рычание, раскатилось в лишенном звуков в воздухе. «Что это за херня?» — глотая слова, спросил он. Дилан, задававшая вопрос Люку, осеклась на полуслове. Сильвия замерла на месте, стиснув в руках рулончик бинта, которым она перевязывала Люку ногу. «Клей, что случилось?» — осторожно спросила Сильвия. «Ты еще и хихикаешь, мать твою!» «Клей, ты меня пугаешь. Ты в порядке? Ты выглядишь пьяным и без обид, но от тебя пахнет алкоголем». «Ты думаешь, это удачная шутка?» «Да что это?» «Вот это!» — сказал Клей. Он швырнул блокнот в грязь. Она чавкнула, страницы раскрылись, обнаружив девственную чистоту. «Решила меня развести?» «Клей, остынь!» — резко произнесла Дилан. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — ответила Сильвия. «Не бросай его в грязь, пожалуйста, я потом не смогу его прочитать». «Прочитать что? Здесь ничего не написано!» Он поднял блокнот с земли и веером пролистал страницы, едва не тыкая им Сильвии в лицо. «Они все такие! Все пустые!» Он бросил блокнот ей на колени. Она открыла его, просмотрела страницу за страницей от корки до корки. «Клей, с тобой все в порядке?» — спросила она. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Страница не пустая, ни одна из них». «Не играй со мной в игры, сука!» — сказал Клей. Дыхание у него сбилось, слова выходили как-то неестественно. «Ты вообще ничего не записывала, так ведь?» «Я не понимаю. Я подробно записываю все, даже твой рассказ о том, что ты видел. Тропу, женщину, собаку. Ты видел, как я писала это? Все это записано прямо здесь». Она сунула ему под нос открытый блокнот, провела пальцем по белоснежному листу. «Вы, ребята, тоже это видите? Верно?» — сказала она, разворачивая раскрытый блокнот в сторону Дилан и Люка. «Да, я это вижу», — ответила Дилан. «Страница вся исписана». Люк опять дрейфовал где-то в глубинах себя. «Извини», — сказал Клей Сильвии. И вот он внезапно изменился, как будто кто-то выкрутил ручку его гнева до минимума. Да они тут все сговорились, суки рваные. Нельзя было позволить им понять, что он их раскусил. «Ты права. Должно быть, я глянул один из блокнотов, который ты еще не начинала, и слишком остро отреагировал. Я нервничаю после вчерашнего и беспокоюсь о Люке. Ты не могла бы показать мне, какие растения тут можно безопасно употреблять в пищу, а Дилан пока присмотрит за Люком? Нам нужно раздобыть себе какую-то еду как можно быстрее, иначе нам конец». «Хм», — сказала Сильвия. «Почему бы тебе для начала не посидеть немного, остыть, успокоиться?» «Разумеется», — ответил Клей. «Дилан, ты поможешь мне поискать что-нибудь, во что мы сможем сложить еду?» — спросила Сильвия. «Конечно», — ответила та. «Клей, ты посидишь секундочку с Люком?» «Конечно», — согласился он.
Он остался у костра, напротив пускающего слюни люка, а Дилан и Сильвия принялись бродить вокруг палаток, переговариваясь в полголоса. «Ты уверен, что с тобой все в порядке?» — спросила Сильвия, возвращаясь к костру с гермомешком. «Конечно», — сказал Клей. «Извини, что я так погорячился. Пошли поищем что-нибудь съедобное». «Не отходите слишком далеко», — предупредила Дилан. «Кричи, если будет что-то нужно, хорошо?» Она бросила на Сильвию обеспокоенный взгляд. «Со мной все будет в порядке», — пробормотала та. Клей, зажав под мышкой блокнот Сильвии, зашагал вместе с ней к деревьям, изо всех сил притворяясь спокойным, хотя внутри так и бурлил от ярости. «Все в порядке?» — спросила Сильвия, когда они оказались вне пределов слышимости. «Да», — сказал Клей. «Я просто хотел поговорить, наметить план, как вытащить Люка отсюда, обсудить, что мы можем сделать, чтобы спасти наши разработки». Кровь стучала у него в висках. Он продолжал двигаться вперед, вниз по течению ручья, огибавшего скальную глыбу, а она послушно следовала за ним, как собака. «Давайте сосредоточимся на поисках еды, пока обдумываем, как же нам получить помощь», — сказала Сильвия. «Нужно найти источник чистой воды и, может быть, снова отправить кого-то из нас к дороге? Хотя бы попытаться добраться до нее, или, по крайней мере, найти место, где мы сможем поймать сеть, чтобы вызвать помощь». В глубине души Клей знал, что из этого места не выбраться. Он резко остановился. Блокнот выпал из его руки, обложка согнулась, раскрывшись как крылья, и блокнот угодил страницами прямо в грязь. Она наклонилась, чтобы поднять его. «Почему блокноты пустые?» — спросил он. «Клей, ты меня пугаешь», — сказала Сильвия, делая шаг назад. «Они не пустые, я не понимаю, о чем ты говоришь». «Не ври мне!» — прошипел Клей. «Что, твои записи испарились как по волшебству, что ли?» Внутреннее давление нарастало. Сердце стучало у него в ушах так громко, что он почти не слышал, что ему там отвечает Сильвия. «Я не вру», — сказала она. «Все, что я могу сказать, я знаю, что я вела подробные записи. Они все здесь. Слушай, здесь происходит что-то странное, я думаю, что может быть...» «Я знал, что должен был выбрать кого-нибудь другого!» — прорычал Клей. Его голос загремел среди деревьев, прыгая от ствола к стволу. «Я думал, ты мой друг!» «Так и есть», — ответила Сильвия. «Ты, наверное, винишь меня во всем. В том, что Люк получил травму, в том, что мы застряли здесь». «Я не виню тебя в этом, Клей. Успокойся. Никто так не думает». «Вы все думаете, что это моя вина, что мы оказались здесь запертые в ловушке в этом долбанном месте!» — прорычал он. Его руки сжались в кулаки. «Ты же знаешь, что мы никогда не выберемся отсюда, не так ли? Отсюда нет выхода. Но вы все согласились поехать со мной, я никого не заставлял. Откуда я должен был знать, что тут произойдет? Что это место вот такое?» «Клей, о чем ты говоришь?» — спросила Сильвия. Она вцепилась в блокнот, подняла его к подбородку, как щит. «Эта женщина и ее собака, с ними было что-то не так. Я думаю, они были из другого времени». «Этого не может быть», — ответила она. Глаза ее заметались по сторонам. «У тебя, скорее всего, были видения от стресса или от обезвоживания. Ты выпил, что ли?» «Я знаю, что я, видел. Я видел тропу и видел, как по ней прошла очень большая группа людей. Последними шли та женщина и долбаная собака, плоть грызака. Каждую ночь мне снятся ужасные кошмары. А тебе тут норм?» «Нет», — призналась она. «Это очень странное место, но я не развожу тебя, клянусь. Я не знаю, что происходит, но, возможно, тут растет какой-то ядовитый грибок, который весной выбрасывает споры в воздух, и мы все просто надышались ими и ведем себя дико. Вокруг лагеря и в лесу я видела много странных растений. Они вообще в Кентукки не водятся, по идее. Всему должно быть объяснение». «Но его нет», — ответил он. Они стояли между деревьев. Клей шагнул к ней. Сильвия отступила. Его нога опустилась на то место, где только что стояла ее. «Это дерьмовое оправдание, и ты это знаешь. И я знаю кое-что еще. Все вы думаете, что это одна большая, шутка. Вы все смеетесь надо мной. Иначе зачем тебе было притворяться, что ты делаешь все эти заметки? Что ты еще сделала? Запись восхождений Дилан тоже не существует, да? Ты камеру испортила или просто вынула из нее SD-карту?» «Клей!» Она попятилась опять и наткнулась спиной на дерево. Клей остановился в нескольких дюймах, чувствуя исходящее от нее тепло и вонючее дыхание. «Зачем ты это сделала, Сильвия?» —
выдохнул он сквозь сжатые зубы, схватив ее за руки с такой силой, что ногти вонзились ей в кожу. «Просто чтобы поиздеваться надо мной? Чтобы не дать мне получить докторскую степень? Чтобы вернуться позже и украсть мою идею?» «Клей, пожалуйста!» — сказала она. Голос ее срывался на визг. Его руки скользнули вверх к ее плечам. «Давай вернемся в лагерь, и мы сможем во всем разобраться. Нам нужно найти выход отсюда!» «Еще раз говорю тебе!» — сказал он. «Нет отсюда выхода!» Его пальцы поползли к ее шее. Сильвии удалось заставить его разжать их, изо всех сил ткнув блокнотом в живот. Она ломанулась через лес, ее ноги вздымали фонтанчики опавших листьев. Клей бросился за ней. Грязь хлюпала у него под сапогами. Низкое рычание вырвалось из глубины его тела, задрожав в легких и между стиснутыми зубами. Впереди, проворная, как кролик, Сильвия метнулась вглубь деревьев. В страхе она даже не видела, что бежит прочь от лагеря, прочь от единственных живых людей в этом лесу, которые могли бы услышать ее, если бы она закричала. Если бы она издала какой-нибудь звук, кроме коротких торопливых вздохов, которые терялись за рычанием Клея. Земля под ее ногами урчала и корчилась от голода, и вот она вытолкнула из себя плеть вьюнка, идеальный крючок для ее сапога. Она упала лицом в грязь, ударившись предплечьем об острый камень. Он вынырнул из-под земли ровно в момент падения. Хлынула кровь. Она перевернулась на спину, зажимая другой рукой уже скользкую рану, а Клей уже был на Сильвии. Он крепко сжал ее тело ногами, стиснув его от груди до таза. Его руки обхватили ее шею, кончики пальцев раздавили маленькие кости позвоночника, ее толстые сухожилия запрыгали в его ладонях. Она извивалась, как будто он совершал экзорцизм, как будто его руки были покрыты святой водой, а не прокисшим потом. Рука Сильвии нащупала пальцы, которыми он сжимал ей горло, но была уже слишком скользкая от крови, чтобы ухватиться за них. Ее рука лишь шлепнула по его и соскользнула. Маленькие железные веснушки кровавых брызг усеяли лица обоих. Она открыла рот, оттуда вырвался глухой хрип. Клей словно взорвался изнутри. Жар заполнил его тело, и он крепче стиснул ее шею. Чем сильнее он сжимал, тем легче становился камень, давивший ему на грудь, и вот он уже улетел, как воздушный шарик. У Сильвии глаза полезли из орбит, как у игрушки-приколюшки. Она ударила его по лицу окровавленной рукой. Последний, бесполезный жест перед тем, как экзорцизм был завершен, оставив почти идеальный отпечаток ладони на щеке, и перестала дергаться. Зажатая в руках Клея тряпичная кукла обмякла, став неподвижной, как возвышающаяся позади них гранитная скала. Клей наконец-то смог вздохнуть. Он глубоко втягивал воздух в легкие. Уходила боль в напряженных мышцах, словно масло таяло. Он отодвинулся, усаживаясь поудобнее, его зад оказался на ее коленях. Рот, лежавший под ним Сильвии, открылся. Стали видны стоящие безукоризненной дугой зубы нижней челюсти. Выпученные глаза превратились в бесполезные стеклянные шарики. Красный паук, отпечаток рук Клея, сидел на ее горле. Руки она развела широко, как крылья, только без перьев. В волосах запеклась грязь. Клей наклонил голову, как щенок. Ясность зрения вернулась к нему. Застилавшая все красная дымка рассеялась, словно ее откачали из вен шприцем. Прошло несколько минут, прежде чем контроль над телом полностью вернулся к нему, а реальность перестала ходить ходуном. Выплеснув свой гнев, он стал кротким. Он повернул голову на хруст среди деревьев. Неужели Дилан пришла выяснить, что тут происходит? Видела ли она, что он делал? Клей двинулся назад, проверяя на ходу, не прячется ли она за ближайшими деревьями. В конце концов, он увидел ее. Она была в лагере, сидела рядом с люком на том же самом месте, как и когда они уходили. Прислушавшись как следует, Клей даже услышал ее голос. Вроде даже разобрал свое имя в доносившихся до него обрывках диалога. Без всякого сомнения, они с Люком болтали о какой-то ерунде. Она спросит, куда делать Сильвия. Она может даже оставить Люка и пойти искать ее. Они лишились четверти команды. Это трудно будет не заметить. Засунутая за пояс бутылка самогона жгла его тело,
и он от души приложился к ней. Для того, чем ему сейчас придется заняться, ему понадобятся силы. Он натаскал лесного мусора поверх тела Сильвии, листья, ветки, даже влажную грязь он зачерпывал, как мороженое, и бросал на нее. Он валил в кучу все, что мог найти, пока тело Сильвии не скрылось под холмиком земли и глины. Клей шагнул было назад к лагерю, но тут его губы дернулись. Натянулась под запекшейся коркой крови Сильвии кожа у него на щеке. «Сука!» — прошептал он. Он вырвал из футболки квадратный лоскут и опустился на колени у ручья, протирая мокрой тканью лицо и руки, размазывая по себе красное. При помощи мобильника проверил, достаточно ли он оттерся, чтобы оставшееся можно было выдать просто за раскрасневшееся от усилий лицо. По мере того, как он приближался к лагерю, голоса становились все громче. Говорили точно о нем. Слова доносились искаженно, словно размазываясь, вытягиваясь как ириски и перемешиваясь в воздухе. Клей вышел из-за деревьев и остановился за палатками. Комментарии потекли бурной рекой, перекрывая и накладываясь друг на друга. Он зажал уши руками, после чего обнаружил, что над долиной висит привычная тишина. Люк, как обычно, смотрел на деревья. Его глаза были такими же блестящими и пустыми, как те, которые Клей вот только что прикрыл двумя маслянистыми листьями. Голова Дилан была направлена в противоположную сторону, к стене. Он спрятал окровавленный лоскут ткани в карман и двинулся к лагерю. В этот момент земля под оставшимся далеко позади телом Сильвии заходила ходуном, и яростные ненастные волны принялись слизывать плоть с ее костей, обгладывать, как курицу фри, утаскивать все глубже в воняющую тухлятиной почву. Земля пожирала ее, отрывая мясо кусками, прихлебывая брызгающую во все стороны кровь, заблестели лишившиеся плоти позвонки хребта. А глубоко под телом Сильвии земля продолжала пировать. 12 марта 2019. 13 часов 5 минут. «Где Сильвия?» — спросила Дилан, и сердце у нее упало. Клей вышел из-за деревьев, один. Сухая ветка хрустнула под его ботинком. «С ним все в порядке», — ответил он, кивая на Люка. «Да все так же. То приходит в себя, то впадает в беспамятство. Разве что это происходит все чаще. Порвал повязку на себе. Да блин!» — сказала она, снова оттаскивая его здоровую руку от раненой. Ноготь Люка был в свежей крови. «И непрерывно чешет под ней. Я надеялась, Сильвия скажет, что с этим делать. Где она?» «Он плохо выглядит», — заметил Клей. И так оно и было. Прошло всего 2 часа, а отек, обесцвечивавший кожу, уже проделал полпути к колену Люка. Дилан все это время смотрела на него, затаив дыхание, пытаясь поймать момент, как отек становится больше. Из-под порванной повязки на руке Люка сочилась кровь. Палец Люка так и тянулся к ране. Дилан удерживала его, у нее даже костяшки пальцев побелели. «Это точно, я заметила, блин», — ответила она. Грудь у нее внезапно сдавила и начала жечь изнутри. Рука Люка выскользнула из ее руки, и она перехватила ее, прежде чем палец успел попасть туда, куда так настойчиво стремился. «Вот почему мне нужно поговорить с Сильвией, потому что она единственная в этой группе, кто хоть что-то понимает в медицине». Утром казалось, что он более-менее в порядке. Некоторое время назад он был вроде получше. Перестал чесаться, но минут так 20 или 30 назад снова принялся за свое, и с тех пор в себя не приходил. Люк, такое ощущение, вообще не обращал внимания на то, что они разговаривают о нем прямо у него под носом. «Где она?» — спросила Дилан, нервно дернув ногой. Клей не ответил. «Вы ушли в лес вместе. Куда она делась? Что случилось?» Он сгорбился, словно невидимый кукловод дернул его за ниточки. Глянул в ту сторону, куда они уходили вместе с Сильвией. Да почему он уклоняется от ответов на все ее вопросы? В животе Дилан разверзлась бездонная дыра. Ей сразу не понравилась эта идея Клея отправиться в лес вместе с Сильвией. Едва они скрылись из виду, у нее кишки завязались узлом от тяжелого предчувствия. Надо было и ей пойти с ними, но кто-то должен был остаться с Люком. Тем не менее, ей в голову не могло прийти, что между ними может произойти что-то посерьезнее крикливой перебранки. Но вот Сильвии нет.
«Мы говорили о нашем исследовании, потом о навигаторе», — произнес Клей. «Она заявила, что я специально уронил его и сломал, когда ходил один. Сказала, что пойдет и попробует найти помощь. Она оставила меня, решив попытаться вернуться к машине». «Не похоже на нее», — ответила Дилан. «Чтобы Сильвия ломанулась куда-то вот так, без всякого плана?» «Я пытался ее остановить», — запинаясь, пробормотал он. «Я сказал ей, что она заблудится без навигатора, но она ответила, что просто будет идти, пока не поймает сигнал сети». «А где это ты так испачкался?» Он повесил голову, словно это тоже было загадкой, и для него грязь Кентукки облепляла его руки почти как перчатки. Джинсы на коленях тоже были все в грязи. Даже на залысинах виднелась земля, забившись в волосы. «Ну, я побежал за ней, пытался остановить», — ответил он. «Но я споткнулся об вьюнок и упал». «Ты в порядке? Что это у тебя на рубашке? Кровь?» На лбу у Клея выступил пот. Капля его потекла по щеке, оставляя дорожку в грязи цвета ржавчины. Дилан прищурилась, втянула губы в рот, чтобы не начать закусывать их. Он вел себя странно. Она знала его много лет, и он никогда раньше так не вел себя, никогда так не нервничал, рассказывая что-то ей. Длинные паузы между его ответами наводили на мысль, что он лжет. Так куда же подевалась Сильвия? Дилан быстро проиграла в голове события последнего часа. Не слышала ли она каких-нибудь звуков, которые могли на самом деле оказаться криками? Но по ее ощущениям, все это время они с Люком провели в неподвижной тишине. Она не могла припомнить даже, чтобы до нее донеслись шаги и прочий шум пробирающихся по кустам Клея и Сильвии, только безмятежная, душная, давящая тишина. Клей прижал подбородок к груди, изучая брызги и полосы на рубашке, посмотрел на свои кисти с таким видом, словно они только что выросли у него на запястьях. «Думаю, я где-то порезался и даже не заметил. Когда упал, наверное». По стене деревьев, видной за изгибом скалы, словно бы пробежала дрожь. Что же Клей сделал? Что он скрывает? Желание сохранить душевное равновесие не позволяло ей собрать этот пазл воедино, отправиться в лес и обнаружить то, что там могло ее ждать. Поверить, что ее старый друг способен на что-то настолько ужасное. И она не могла оставить Люка с Клеем одного или потеряться сама. Дилан нащупала в кармане рукоять ножа. Сможет ли она им воспользоваться, если понадобится? Да и сможет ли устоять перед притяжением стены, если поднимется на ноги? Или бросится карабкаться на вершину, балансируя на трясущихся руках и ногах, прежде чем туман у нее в голове рассеется? Она не знала, что и думать. Заболела голова, Дилан потерла висок. Палец Люка, сгибаясь и разгибаясь, возвращался к расковыренной ране, словно его притягивало магнитом. Дилан боялась, что, оставленный без присмотра, в конечном итоге он начнет отрывать от двух костей предплечья длинные, похожие на лапшу нити мышцы сухожилий. На этот раз руку Люка отдернул Клей, нагнувшись между ними, и Дилан почувствовала запах пота Клея, перепревшего, застойного, в котором, однако, отчетливо чувствовался запах железа. Клей сел напротив них у костра, у Дилан изжога подступила к горлу, и она сглотнула обжигающую горечь. Нужно сохранять спокойствие, подождать, пока она будет знать все факты и обстоятельства. Его объяснения звучали нелепо, но они все еще могли быть правдой. Раньше он ей не лгал. Может быть, он просто переживает за Сильвию? За деревьями промелькнул какой-то силуэт, как раз на таком расстоянии, чтобы походить на их исчезнувшую подругу, и скрылся в глубине леса. Это мог быть олень, а может, ничего и не было там на самом деле. Остаток дня они провели у костра, притворяясь, что чувствуют себя как дома, хотя это граничило с безумием. Клей наводил порядок в лагере, а Дилан присматривала за Люком. Одну руку она держала на ноже в кармане. Гладкость металла успокаивала. Сердце переставало стучать как бешеное, хотя она и не смогла объяснить, почему наличие ножа наполняло ее уверенностью. Рукоять в ее ладони взмокла от пота. О Сильвии больше не было сказано ни слова, как будто они сразу прибыли в долину только втроем. Дилан и Клей почти не разговаривали, а Люк забрел слишком далеко в себя для того, чтобы нуждаться в словах. Громко, со звуком ломающихся костей, в пламени потрескивали дрова.
Когда небо потемнело, и, несмотря на все тепло костра, ночной холод начал покусывать их, Дилан повела Люка в палатку. Пока они медленно ковыляли туда, она оглянулась на Клея. В ее голове танцевало видение огненных шаров, и она беспокоилась, что он может оказаться слишком рассеянным, чтобы потушить костер перед тем, как лечь спать, и огонь переберется на деревья. Копошился в ее душе червячок и другого страха, что Клей может поджечь округу сам, и начнет с их палатки. Она уже чувствовала, как дождь из расплавленного полиэстера капает им на лица, прикипая к коже. Внутри палатки она натянула на любопытные пальцы Люка толстый шерстяной носок, а затем примотала его руку к груди. У него теперь были связаны обе руки, будто в смирительной рубашке. Его указательный палец продолжал дергаться под толстой тканью, как ракета с самонаведением на кровь. Она почти не спала. Не удавалось расслабить мышцы, завязавшиеся жесткими узлами. Стоило ей задремать, как она отчетливо и ясно видела безликую фигуру. Вот незнакомец расстегивает палатку и убивает ее каждый раз по-разному. Душит грязной, порванной веревкой. Вырывает нож из ее неловких со сна пальцев и вонзает короткое лезвие в ее грудь, живот или шею. Затыкает ее распахнутый от изумления рот скрученной курткой North Face. И пока незваный гость расправлялся с ней, Люк сидел, глядя в пустоту, изо рта его текли слюни. Люк всю ночь что-то бормотал, сидя и покачиваясь всем телом, иногда громко всхлипывая. Если бы вокруг не царила эта необычная, полная тишина, обычные звуки ночного леса заглушили бы его. Но в этой долине не ухали совы, не свистел ветер, не стрекотали сверчки. И поэтому в те редкие моменты, когда Люк застывал на месте, переставая даже перебирать пальцами под носком и задерживал дыхание, как будто только тонкая ткань палатки отделяла их от какого-то хищника, становилось еще страшнее. У Дилан перехватывало дыхание. Ее кожа начинала покалывать, она вся чесалась, как будто тысячи многоножек ползали по каждому ее дюйму. И так они провели вдвоем несколько бессонных часов в этом тесном до клаустрофобии пространстве, и лишь тонкая стена палатки была между ними и ужасами леса. Ужасами, которые Дилан лишь смутно представляла себе, а вот Люк, как ей почему-то казалось, знал в лицо. И только когда первые лучи солнца пробились сквозь полиэстер, превратив палатку в сияющий оранжевым фонарь, когда наконец-то наступило утро, напряженно сгорбленные плечи Люка расслабились. Как будто все эти мерзкие, ползучие, жуткие твари с рассветом исчезли. Ненадолго. 13 марта 2019. 7 часов 37 минут. Белки глаз Клея были сплошь красные. Он возился со спичками у кострища, и когда остальные появились из палатки, припрятал свою бутылку. На земле у его ног лежали 3 маленькие, использованные с обугленными головками спички. Дилан вытащила из рукояти ножа огниво, ударила по нему клинком и подожгла собранную Клеем сухую растопку. «Где ты воду нашел?» — спросила она, чуть и не споткнувшись о полный чайник. Она помогла Люку сесть. Клей махнул себе за спину. «Там есть ручей. Ты его не видел, что ли, когда мы шли в долину?» «Да, но ты захватил с собой фильтры для воды?» «Разве кипячение не убьет все бактерии?» «Ну, по идее, да», — сказала она. «Я не знаю, что там за странное красное дерьмо в нем плавает. Мы могли бы узнать у...» «Узнать у...» «Я собиралась сказать, что мы могли бы спросить у Сильвии. Вдруг она знает, но она ушла. Надеюсь, с ней все в порядке». «Я тоже. Тут осталось немного кофе», — сказал он, мягко замяв тему. «Я бы выпил», — сказал Люк. Судя по всему, именно по утрам он наиболее ясно осознавал происходящее. «Нашел в рюкзаке сегодня утром», — продолжал Клей. «В жестянке, о которой совершенно позабыл. Он, может, выдохся уже». «Я уверен, он будет потрясающим на вкус», — ответила Дилан. Пламя костра лизало ветки дуба. Тон ее резко диссонировал со словами. Пустая палатка Сильвии и ее рюкзак, лежавший между его палаткой и палаткой Дилан, были как бельмо на глазу. Клей пытался забыть ее, но его тело помнило. Сухожилия, мышцы пальцев, которым довелось вчера испытать чрезмерную нагрузку, до сих пор яростно болели.
Глубокая тишина окутывала лагерь, нарушаемая только низким журчанием закипающей в чайнике воды и царапаньем ногтей люка по ткани, за которыми последовали шорох насыпаемого в металлическую чашку порошка и шипение горячей воды. «Нужно найти еду», — сказала Дилан. «Нужно выбираться отсюда», — ответил Клей. «Мы не можем», — возразила Дилан. «Люк не сможет выйти из долины, он едва на ногах стоит». Гангренозная опухоль уже облизывала коленную чашечку люка. Его ступня слишком раздулась и не влезла бы в ботинок, даже грязный носок на ней натянулся до предела. «Кроме того, разве ты сам вчера не говорил, что мы не можем выбраться отсюда?» «Вчера я просто психанул», — ответил Клей. «Что за ерунда? Конечно, отсюда можно выбраться». Он знал, что это неправда, но не хотел в это верить. «Ты что-нибудь знаешь насчет того, какие растения годятся в пищу?» — спросил он Дилан. «Самую малость», — сказала она, дуя на горячий кофе. «Я знаю, какие растения есть ни в коем случае нельзя, но нам придется быть осторожными. Сильвия вроде говорила, что здесь много странных растений, много ядовитых». «Люк, ты справишься тут без нас?» — спросил Клей. «Справлюсь», — ответил тот. «Далеко только, не забирайтесь». После того, как они приняли кофе как горькую, горячую пилюлю и оставили гущу в чашках, чтобы заварить потом еще раз, Клей повел Дилан к деревьям, к ручью и подальше от трупа, который он прикопал вчера. Он выкинул Сильвию из головы, стер из памяти красные пятна, следы его рук на ее шее, ее выпученные глаза. Он сосредоточился на холодном воздухе, проходящем через горло, на облачках пара, вырывавшихся у него изо рта. Они расшвыривали перегнивающую лесную подстилку ногами, надеясь обнаружить новые ростки, что-нибудь зеленое, что-нибудь съедобное, что-нибудь знакомое. Из-под бревна за это время высунулось много новых фальшивых пальцев мертвеца, фиолетово-серых, с черными ногтями, и на мгновение у Клея все внутри сжалось. Он запаниковал, решив, что опять заплутал, перепутал направление и привел Дилан прямо на могилу Сильвии. Он ударил ногой по грибам. Они разлетелись с бревна во все стороны, мягкие и губчатые, словно бы уже гнилые. «Я вроде что-то нашла», — сказала Дилан. Она сидела на корточках у небольшого кустика с темными, красновато-фиолетовыми ягодами. «Они могут быть ядовитыми, я не знаю, что это такое». «Но мы нашли только их, можно разобраться, что это такое потом». Они принялись срывать ягоды с куста, набили ими карман рюкзака, самые сочные лопнули, как прыщи, оставив на их пальцах липкие, темные следы. Обобрав куст полностью, они двинулись дальше в лес. Каждые несколько шагов Дилан засовывала руку в карман, куда перед тем, как выйти из лагеря, положила нож. Она, конечно, уже знает, наверняка уже планирует что-то. Глаз да глаз за ней нужен. Когда она повернулась к нему спиной, Клей приложился к своей бутылке. Россыпь одуванчиков выглядывала из-под кустов. Нежно-желтые лепестки прилипли к испачканным ягодами пальцам, словно перья к смоле. Они сложили в рюкзак головки цветов, сорвав их все до единого. Лес расщедрился и на другие сокровища. Тутовое дерево с твердыми белыми ягодами, беличье гнездо из желудей, ранние фиалки и клевер. Но все же того, что они набрали, едва хватило бы троим взрослым людям на один раз совсем не от пуза поесть. Они уходили в лес, забираясь все дальше от люка, который за тот час, что они бродили в поисках съестного, мог уже распустить свою руку на сухожилие или сунуть ногу в костер, уставиться в прострации на этот долбанный лес и даже не заметить, что она уже обуглилась. Купы деревьев опять начали повторяться, как сбой в компьютерной игре, только что сорванная Клеем желтая головка одуванчика опять появлялась на стебле. Клей наконец-то акклиматизировался. У него больше не кружилась голова в этом все время повторяющемся лесу. Алкоголь размывал очертания предметов по краям, но зато у Клея больше не болела голова. Теперь он просто радовался тому, что еда бесконечно респавнится. Между молчаливыми стволами разнесся пронзительный долгий вопль. «Я думаю, это люк», — сказал Дилан. Фиолетовое и золотое просыпалось из ее рук на землю, она бросилась на звук. Клей последовал за ней, но сначала наклонился и подобрал цветки. Им понадобится все съестное, которое они смогли добыть. Клей подошел к лагерю. Хотя крик стих, рот люка все еще был широко открыт. Он сидел неподвижно,
с круглыми и выпученными глазами. Как Сильвия после того, как он ее хорошенько прижал. Любознательная рука Люка запуталась в веревке, которой Дилан привязал ее на ночь. Синий шнур обвился вокруг его запястья, перекрыв кровообращение в руке. Он глубоко впился в основание шеи Люка, и Дилан, размахивая ножом, бросилась спасать его из паутины. На миг Клей задался вопросом, а не стоит ли им просто избавить его от страданий? Пусть веревка сделает свою работу. Или нож. Клей откупорил бутылку. Резкий запах ацетона вырвался из нее. «Хреновое это место», — сказал он. Отхлебнул, заткнул пробкой и снова спрятал бутылку. Как только к бледным пальцам Люка снова начала приливать кровь, Клей и Дилан высыпали свой улов на небольшой кусок брезента, на котором обычно складывали мотки веревки, чтобы те не испачкались. Скромную добычу разложили маленькими аккуратными рядами и осмотрели ее. Ягоды помялись, из них сочился липкий сок. На этом фоне энергетические батончики, которые у них уже закончились, выглядели как настоящий обед из 4 блюд. «И как это есть?» — спросил Клей. «Не знаю», — сказала Дилан. «Я слышала о чае из одуванчиков, но понятия не имею, надо ли их измельчать или прям так в кипяток кидать, и можно ли их сырыми есть. Мне вот реально жаль, что Сильвия сбежала, ее знания о растениях нам бы очень пригодились». «Думаю, у нас нет выбора», — сказал Клей, и словно по сигналу его желудок заурчал в ответ. Кислота бурлила внутри, умоляя дать ей переварить хоть что-нибудь. «Я сегодня пару раз только клей вкуснула», — произнесла Дилан. «Эта экспедиция реально пошла по борозде». Они жевали горькую сырую зелень одуванчика, клевер запарили, недозрелые ягоды шелковицы перетерли в терпкую пасту. Принесли с ручья еще воды, накипятили, процедили через самую плотную ткань, которую смогли найти у себя в рюкзаках, заварили кофе по 2-му разу. Яркие головки одуванчиков они решили оставить и на потом, когда кофейная гуща больше и намека на запах выдавать не будет. Воспользовавшись моментом, пока Дилан запихивала пюре и шелковицы Люку в рот, белая сползала по его подбородку, словно он был болен бешенством, и у него уже пена шла. Клей плеснул в кружку из своей бутылки. Прозрачная жидкость влилась в кофе, и на поверхности появилась какая-то маслянистая пленка. Он не задался вопросом, как в бутылке могло хватить самогона, чтобы сейчас добавить в кофе, хотя она давно уже должна была опустеть. Там даже опивков на дне уже не должно было остаться. Осень 1924-го. Братья сажали кукурузу прямыми рядами, бросая каждое маленькое зернышко в землю, темную, плодородную и влажную. В течение лета они пробирались на поляну в лесу на окраине своих ферм, проверяли, как она растет, выдергивали сорняки руками, испачканными грязью, прореживали стебли, чтобы каждый росток мог высосать из почвы достаточно питательных веществ, выдавить из нее все соки. Когда в начале августа пришла жара, они осторожно очистили початки от зеленой шелухи. Белизна зерен уже начала наливаться красным, но они еще не были готовы. Кровавый мясник мог заявиться по душу початков лишь после того, как каждое зерно нальется цветом, когда весь початок станет темно-красным. Так что, когда они срезали их пару недель спустя, никто из них не заметил, что вся кукуруза была темновата, а каждое зернышко слишком мягким. Урожай собирали урывками 3 дня, улучшая каждую свободную минуту, на восходе солнца или когда их жены готовили ужин. Когда старший брат открутил один из последних початков, тот лопнул у него в руках. Под шелухой все оказалось в соке глубокого красного цвета, густом, как смола. От початка разило гнилью, и фермер выбросил его в лес. Не может весь урожай быть идеальным или годным. Они перемололи зерно вручную, подогрели его солодом и дрожжами, пропускали через медный змеевик перегонного куба, спрятанного в той долине в лесу, пока с конца трубки не закапало прозрачное. Слюну золотисто-розового змея разлили по зеленым бутылкам, потом закупорили их и пустили на продажу, возвращаясь к голой стерне в лесу, чтобы спрятать деньги и на радостях тоже пропустить бутылочку-другую из своих запасов. Когда братья откупоривали пробки, резкий запах бил им в нос, и они поднимали тосты за хорошо выполненную работу и прикладывались к горлышкам.
Огненный шар обжигал язык и скатывался по пищеводу в желудок, заставляя кислоту там шкварчать. Они делали глоток за глотком. Обжигающее тепло растекалось по мышцам, поднималось к глазам. Серая дымка начала застилать мир, особенно по краю обзора, но братья списывали это на сонливость. Чем чаще они прикладывались к этому самогону, доливая его в утренний кофе, делая пару глотков перед тем, как нырнуть под накрахмаленные простыни и заснуть, тем больше им хотелось. Но их запасы подходили к концу. Вскоре они уже допивали последнюю бутылку. В тот миг в глазах у них окончательно потемнело. Они будто пылали в глазницах, а во рту каждого пересохло. За последним глотком они потянулись к бутылке одновременно. Горло у младшего просто горело от жажды. Он взмахнул ножом и принялся тыкать им в плоть брата, раз за разом преодолевая сопротивление кожи и костей, пока не завоевал свой приз. Он сделал глубокий глоток со дна, всосал последние капли и выцарапал себе глаза собственными грязными ногтями. 13 марта 2019. 11 часов 57 минут. Долина покачивалась перед Клеем, как будто бревно, на котором он сидел. Плыло в огромном океане. По краям все было подернуто серой дымкой. «Нога болит!» — простонал Люк. «Аспирин еще остался?» Бинты на его ноге, казалось, вот-вот лопнут, как сделанный из резинок шарик. Манжета на штанине врезалась в набухшую, раздутую плоть так туго, что Дилан не смогла просунуть даже палец между тканью и кожей, чтобы закатать ее. Она вытащила нож. «Люк», — сказала она, — «мне нужно разрезать твою штанину. Твоя нога слишком опухла. Мне нужно, чтобы ты посидел спокойно, пока я это делаю, чтобы случайно тебя не задеть. Готов?» «Да», — сказал он. Кровь отлила от его лица, сделав мертвецки бледным. Дилан выдвинула лезвие и взялась разрезать штанину. Не успела она ее коснуться. Ткань разошлась, едва не взорвавшись, как спелый камыш. Дилан отдирала ткань дюйм за дюймом, обнажая изувеченную ногу. Клей, в особенности его желудок, отлично прожили бы и без этого зрелища. На мгновение Клею показалось, что лезвие покрылось желтоватым гноем, как будто Дилан вспорола и кожу. Лодыжка и икра Люка были фиолетовыми. Растянутая на раздувшейся ноге кожа блестела и воняла. Дилан продолжала резать. Клей боролся с рвотными позывами. Дилан поднималась все выше по фиолетовой ноге, пока всего лишь в паре дюймов под коленной чашечкой кожа не посветлела. Вены выступали на ней, как начириканные маркером, крохотные шоссе, выходящие из леса гнили. «Боже мой!» — сказала она. Клей подавился и зажал рот ладонью. Недожеванный кусочек вялого, всего в слюне клевера, плюхнулся на опухшую кожу из открытого рта Люка. Повязка на его руке промокла от крови и заблестела. Его палец дергался между слоями марли в бешеном темпе, словно отбивая морзянку. Челюсти его шевельнулись, борясь с остатками зеленой каши во рту. «Люк?» — Дилан помахала пальцами перед его лицом, взгляд Люка сфокусировался на ней. «Ты видишь что-то?» «А? Ну, как теперь твоя нога?» «Лучше, ей стало прохладно». «Ты брал запасные штаны?» «Думаю, да». Она отправилась рыться в палатке, оставив Клея наедине с Люком. Его взгляд бездумно скользил по ближайшим деревьям. Клей вытащил из-за пояса бутылку и сделал глубокий глоток. Трезвым он бы этого не выдержал. Алкоголь обжег язык, скользнул в желудок, тепло начало распространяться по телу. Даже руки перестали болеть. То, что он делал ими вчера, растворилось в тумане. Он сделал еще один глоток и спрятал бутылку. Полоса тумана по краю его поля зрения расширилась. Дилан вышла из палатки, хлюпая по грязи. «Клей!» — окликнула она. «Иди сюда!» «В чем дело?» — спросил он и побрел к палатке, спотыкаясь на ходу. Ноги стали словно ватные. «Это ты сделал?» «Что это?» «Это!» — сказала она, указывая пальцем. Она стояла рядом с ободранным трупом белки. Во вскрытом животе было видно месиво вонючих кишок, скользкие, блестящие алым и матово-белые обломки костей торчали по краям разрыва, словно кто-то принялся вскрывать образец на уроке в старшей школе, но бросил дело на полпути. Разрезы были точными и ровными, мех был покрыт россыпью чего-то белого. Клей наклонился посмотреть. Это оказались маленькие кристаллы льда.
«Размороженное», — прозвучало у него в голове. «Что за хрень?» — сказал он, прикрывая рот. Алкоголь заставил забурлить остатки второй раз заваренного кофе. «Нет, вашу мать, я этого не делал. Я был с вами, ребята, все это время». «Но кто же это сделал?» — сказала она. «И это не зверь. Трупик слишком чистый. И как он умудрился покрыться льдом? Эта белка как будто замерзла насмерть». Это было первое животное, которое они увидели здесь, если не считать собаки, плоть-грызаки и тех тварей, которых Люк видел среди деревьев. И оно было едва не выпотрошено. «Понятия не имею», — пробормотал Клей. «Как это случилось, по-твоему?» «Не знаю», — сказала она, вглядываясь в деревья. «Этой ночью было не настолько холодно. Мы должны выбраться отсюда. Что, если в лесу еще кто-то есть?» «Мы не можем выбраться отсюда», — сказал Клей. Мир вокруг покачивался. Контуры расплывались. Он уставился на застежку молнии на верхней части куртки Дилан, надеясь, что это вернет его к реальности и не даст его желудку вспомнить о беличьих кишках на земле. «В смысле?» — спросила она. «Потому что навигатор сломался?» «Навигатор пропал. Я просто имею в виду, что мы не можем отсюда выбраться. 2 раза мы пытались это сделать, и оба раза вернулись сюда». «Ну, Сильвия же выбралась, верно? Она пошла за помощью и обратно не вернулась». Клей не ответил. Он уставился на свои ботинки, избегая встречаться с ней взглядом. «Ты же это вчера сказал. Так?» — настаивала Дилан. «Сильвия убежала от тебя. Пошла за помощью». «Ну, не знаю, но да, она убежала за помощью». Дилан сощурилась, сунула руку в карман. Белка лежала между ними, и они смотрели на нее, словно зверек мог вот-вот ожить и ускакать. «Что, съедим ее?» — спросил Клей. «Даже не знаю», — ответила Дилан. «Так-то да, это мясо. Думаешь, она гниет уже?» Они получили ответ, подняв белку и попытавшись отнести ее к костру. Клей обмотал кисть пакетом для мусора и взял трупик, ощущая прохладную мягкость кишок и плоти через тонкий пластик. И поднял целиком. Плоский комок застывших органов и сухожилий, как будто белка пролежала в морозильной камере всю зиму, а затем оказалась тут и принялась оттаивать. Какой-то круглый, темно-красный орган вывалился из белки и плюхнулся на землю. Дилан поперхнулась, но совладала с приступом рвоты, а Клей нет. Выронил злополученную белку и метнулся к лесу, где его и вырвало пенистой пестрой струей клевера и лесной зелени. Рвотные массы оставили горькое послевкусие во рту Клея, на зубах и языке. Он наклонился и сплюнул. «Да я лучше с голоду сдохну, чем съем эту тварь!» — прохрипел он. «Ты в порядке?» — спросила Дилан у него за спиной. «Да, я в порядке», — ответил он, чувствуя, как в его животе поднимается следующая волна. «Со мной все будет в порядке. Ты можешь вернуться и заняться Люком». Дилан устремилась к костру, а он вытащил из-за пояса бутылку. Прополоскал рот обжигающей кукурузной бормотухой, и резкий вкус напитка смыл привкус рвоты. Клей сплюнул его и сделал еще один глоток, и тот прокатился по пищеводу до пустого желудка. На краю лагеря обнаружились еще трупики зверей. Клей, не в силах больше выносить, как Люк осекается на полуслове и начинает таращиться в воздух перед собой, ушел от костровища. Здесь валялись темно-коричневые крысы размером со ступню Клея, с порезами на шеях длиной в дюйм, липкими от старой крови. Нет, замерзшей крови. Оттаивающей крови. Птицы без голов, перья застряли в обрубках шей. Крылья одной из них были расправлены, как будто ее голова просто испарилась в полете, а тело рухнуло на землю. Заглянув под полок леса, Клей обнаружил 2 когтя, вцепившиеся в ветку, но они не были прикреплены ни к какому телу. Чем больше он пил, тем меньше его тошнило при виде этого всего. Тошнота сменялась болезненным любопытством. По этому лесу бегает какой-то сумасшедший охотник, на ходу разбрасывая трупики из переносной морозильной камеры. Дилан была права. Порезы казались слишком аккуратными, чтобы их нанес зверь. Да из чего бы зверю бросать свой обед? Здесь живет группа диких кошек. Они оставляют друг другу угощения? А как тогда им удалось заморозить трупики? В этом не было никакого смысла. Он хмыкнул. Самогон зашипел у него в горле, и он закашлялся. Может быть, насчет сумасшедшего охотника он и не ошибался. Кто-то крался за ним. Ветки у него за спиной трещали, и этот звук разносился под пологом леса.
Если он разворачивался, земля колыхалась у него под ногами при каждом движении, источник звука снова оказывался у него за спиной, нежный танец добычи и хищника продолжался. Шум аккомпанировал каждому его шагу, прорезая густую тишину. «Да к черту это все!» — произнес Клей и пнул крысу. Ее тело взорвалось облаком липкой крови, студенистых органов и хрустящих костей. Он крикнул: «Почему бы просто не убить меня сейчас? Покончим с этим!» Он поставил бутылку между собой и лучом солнца, полупустую. Ему понадобится гораздо больше, чем пара оставшихся в ней глотков, чтобы пройти через этот ад, и он стал разбрасывать листья ногами, надеясь найти еще одну бутылку, прячущуюся под суглинком. Он искал знакомый отблеск солнца на покрытом грязью стекле, снова и снова поднося бутылку к губам. От нее расходилось тепло по его щекам, кончик носа прижимался к лицу, но он этого не чувствовал. К тому времени, когда солнце опустилось за деревья, и он совсем залил глаза и, пошатываясь, вернулся в лагерь, лицо у него было похоже на помидор. Легкая размытость по краям поля зрения уже почти добралась до центра, превратив листву вокруг него в серое облако. «Куда ты ходил?» — спросила Дилан, и волосы ее расплывались туманной дымкой вокруг лица. Всегда ли оно так выглядело? «Что?» — ответил он. «Куда я ходил?» «Да, ты просто встал и пошел в лес. Ты искал там что-то?» «А мне что, блин, нельзя просто пойти походить?» — ответил он, и щеки его запылали. Ногами он запутался в походном кресле. «Я ничего не искал, но нашел еще кучу дохлых зверюшек». «Что?» Каждая черта ее лица непрерывно изменялась, словно бы ее кожа таяла. «Их там много», — продолжил он. Самогон плескался у него в животе, как бушующий океан. Все его тело было охвачено зудом. Все, чего он хотел — вытащить бутылку, прижимавшуюся к его коже, горячую и гладкую, и выпить. Как милосердно это будет — упиться до смерти. Такие же, как та белка. Все выглядят так, как будто их аккуратненько убили. Шеи у всех перерезаны и все такое дерьмо, головы отрублены. Они все тоже заморожены, как будто какой-то псих играет в свою игру. Издевается над нами. «Думаешь, здесь еще кто-то есть?» — спросила она. Тело ее, окутанное туманной дымкой, раздвоилось и дрожало по ту сторону костра. «Ну, типа какие-то местные видели, как мы спускались в долину и устроили сбой в работе сотовой связи или что-то такое, и поэтому наши телефоны не работают. Взяли и уничтожили всю нашу еду, пока мы спали. Но почему мы их не заметили ни разу? Да и вообще, зачем им это?» «Без понятия», — Клей икнул. «На черта кому-нибудь еще сюда тащиться». «Ты пьян?» «Нет», — ответил Клей, сглатывая кислую желчь. «Ты привез с собой бурбон или что-то такое?» — спросила Дилан. Ее глаза слишком быстро вращались в глазницах, радужка расплывалась, когда она стремительно осмотрела его, ища в руках и карманах фляжку. «Твою мать, я не пьян, ясно?» — взревел Клей. «Господи, прости!» Она процедила набранную в ручье воду через тряпку, повесила чайник кипятиться над углями. Клей прислушивался. Может, зашелестят кусты, или там раздадутся шаги или смех, или же свист и жужжание какой-нибудь электронной штуковины, присутствие которой могло бы объяснить, почему их телефоны не работают. Клей знал, что ничего этого нет. Нет никакой глушилки. Не прячутся за стволами никакие подростки, решившие подшутить над приезжими. Подобное предположение никак не объясняло, почему они оказались заперты здесь в ловушке, почему они, идя строго прямо, возвращались в точку, откуда начали, почему, чем глубже в лес, тем чаще начинали повторяться группы деревьев, рассыпаясь при этом на пиксели, как грубо прорисованная компьютерная графика. Тем не менее, он продолжал прислушиваться, надеясь, что в соревновании между здравым смыслом и всем тем, что они тут видели собственными глазами, логика победит. Дилан набросала в жестяные кружки оторванные головки одуванчиков. Всю кофейную гущу они спили и израсходовали. Цветы закружились в воде. Выпить этот чай Клею духу не хватило. Он выглядел как моча, и пах так, будто тот, кто ее из себя высосал, перед этим сожрал целую тонну спаржи. Дилан сделала несколько медленных глотков из своей кружки и выплюнула все. Они поели еще горькой зелени. Солнце медленно ползло над их головами, расплескавшись по небу. Больше ничем полезным они заниматься не стали.
Дилан пыталась успокоить Люка, еще 100 раз отдернув его неугомонную руку от окровавленной руки. Клей закрыл глаза, опустил голову на руки. Земля двигалась вокруг него. Его несло по течению. Когда солнце начало опускаться за деревья, Клей вынырнул из своего оцепенения, холодный весенний воздух принялся покусывать его лицо. Кончик носа снова обрел чувствительность. Во второй раз за день кислота в его желудке забурлила, выплеснулась в пищевод и поднялась до самого рта. Клей бросился прочь от костра. Он не сделал и 10 шагов, как между его губ хлынула яркая зелень, и он сгорбился, чтобы выблевать все оставшееся. На этот раз, поднося бутылку к губам, чтобы прополоскать рот, он даже не пытался ее как-то скрыть. Клей поднял голову, вытирая слюну тыльной стороной запястья, и челюсть его отвисла. В тусклом свете умирающего дня та самая женщина с тропы стояла прямо за ближайшими деревьями и пялилась на него во все глаза. У Клея подогнулись колени. Он завалился на задницу, джинсы намокли в грязи. «Черт!» — сказал он, обхватив голову руками и крепко зажмурившись. «Нет, ничего этого нет. Это нереально. Ты просто пьян». Он прислушался, ожидая неизбежного. Шагов, что приблизится к нему. И сначала под ними захрустят ветки, а потом хрустнут его кости, и ему отломят руку, сухую хрупкую, как сук на мертвом дереве, и бросят на землю, чтобы накормить чертову собаку. Тишина продлилась целую вечность. Когда он, наконец, открыл глаза, солнце висело прямо над скалой, что высилось над долиной, подмигивало на прощание перед тем, как небо станет закатно-алым. Женщина стояла все там же. Или она стала ближе. Земля будто сложилась в гармошку, подтянув деревья ближе к тому месту, где он сидел. Женщина не моргала. Клей четко видел ее лицо, а вот деревья вокруг нее расплывались, охватывая его ореолом смазанных листьев. Ее губы были обветренными и потрескавшимися, но чистыми. Красные веснушки рассыпались по ее лицу, мельчайшие булавочные уколы усеивали переносицу, становясь все крупнее на подбородке. Брызги крови, а это явно были они, привели взгляд Клея к ее плечу, где обнаружился глубоко всаженный, застрявший в воротнике топор с длинной деревянной рукоятью. Мерцая, как гифка, с лезвия стекал водопад крови. Ее губы раздвинулись, треснули, из трещин закапала кровь, обнажились желтые, покрытые мхом зубы. Она улыбнулась, сверкнув ими, и вытащила топор у себя из-за плеча. Левая рука съехала вниз, едва не оторвавшись от тела. «Что за хрень? Что за хрень?» — шептал он. Женщина шагнула к нему, и Клей вышел из транса, ноги его замолотили по грязи, кулаки он стиснул. Ему удалось подняться, и он, вопя, бросился к лагерю. Горечь снова наполнила его горло. «Что случилось?» — уставившись на него широко раскрытыми от испуга глазами, спросила Дилан. Она держала руку Люка, ту с неугомонным пальцем. «Ты ее видишь?» — спросил Клей, хватая воздух ртом и выплевывая слова в промежутках. «Она гонится за мной!» Положив руки на колени, он склонил голову и оглянулся. Посмотрел вверх и вниз, словно женщина могла отрастить крылья или прорыть туннель под ним. Он напряг мышцы ног, готовый в любой миг сорваться на бег. «Вижу кого?» — переспросила Дилан, вставая и выпуская руку Люка. «Ты кого-то видел?» «То женщину!» — сказал он и жадно втянул в воздух. Похоже, она не последовала за ним, решив не покидать уютный лес. Он ее больше не видел. «Но которую я видел на тропе. У нее был топор в плече!» «Топор?» — произнесла Дилан. «Ты в порядке?» «Ты ее видишь?» — спросил Люк. «Да о чем вы, говорите, парни?» — спросила Дилан. Вынула нож из кармана и выдвинула крошечное 2-дюймовое лезвие. Вторую руку прижала к урчащему животу и уставилась на лес, словно ожидая, что женщина с топором соткется из воздуха между деревьями. Но ничего не происходило. Они ждали, готовые к битве, и направив все свое внимание на ближайшие деревья. И тут Люк закричал. Резкий звук вонзился в барабанные перепонки Клея, оставив звон в его ушах, даже когда крик уже стих. Они с Дилан подпрыгнули и развернулись в другую сторону, увидев то, что, очевидно, и заставило Люка завопить. Среди деревьев был накрыт роскошный стол. И люди, совершенно не подходящие друг другу компания, внимательно смотрели на них.
Среди собравшихся были мужчина с подстриженными усами, в грифельно-серой форме, местами прожженной, усеянной медалями и вышитыми золотом звездами, знаками отличия. За ними стояли люди в такой же форме, с винтовками старого образца, со штыками, в темных выбоинах от пороха, лица их покрывали свежие ожоги. Женщина с топором, из ее наполовину перерубленной руки хлестала кровь. Рядом с ней мужчина, тоже забрызганный кровью, и рукоять того самого топора была ему явно по руке. Двое мужчин отсалютовали Клею бутылками, точно такими же, что жгла бедро Клея. Глубокие дыры зияли на месте их глаз. На них с жадностью смотрела группа подростков в поношенных рваных ветровках ярких расцветок. Клей отшатнулся, врезался плечом в Дилан. Та стояла, выставив перед собой нож. Это жалкое предупреждение. Рот Люка все еще был распахнут, но он больше не кричал. «Вот же блин!» — произнес Клей. «Черт, черт, черт! Это что еще за хрень?» Люди в лесу собрались вокруг длинного стола. Перед каждым стояли пустые тарелки и стаканы. Клей на миг задался вопросом, а была ли эта прогалина тут раньше? Он уставился на стол, пристально рассматривая все его стыки, швы, оставшиеся от сборки, словно бы стол должен был исчезнуть, если рассмотреть его как следует. Казалось, стол был сделан так, чтобы точно вписаться в эту лесную прогалину, но почему-то совсем не вписывался. Когда Клей рассматривал один угол в поисках стыков, противоположные углы стола бледнели, становились полупрозрачными. Стволы деревьев были видны прямо сквозь гладкую столешницу вишневого цвета. Иллюзия не появилась только по краю обзора, там, где серая дымка растекалась все дальше и дальше, оставив Клею узкое отверстие, через которое он мог видеть. Но вся его сила воли не смогла затуманить или замаскировать улыбки, внезапно растекшиеся по лицам гостей, с острых зубов капала слюна. Или же кровь. Его тело решило, что пора бежать. Свободной рукой Дилан схватил его за руку. Сильные пальцы альпинистки стиснули ее, как тисками. Тело Клея задергалось. Грязь испачканных штанов начала набиваться между его ягодицами. «Вы их тоже видите?» — спросил Люк. «Охрененно жуткую компанию, собравшуюся на ужин?» — выпалил Клей. «Да твою же мать!» «Да, мы их видим», — сказала Дилан дрожащим голосом. «То есть это не только в моей голове?» — ответил Люк. Компания стояла, ела их глазами, но неподвижно, как статуи, пока один из них, мужчина в серой форме, не подцепил со стола нож. Решение было принято. Трое живых туристов стояли неподвижно, все в мурашках и дрожа. Молчаливое противостояние. «Я думал, что это все только мои видения», — прошептал Люк. «Я думал, что просто схожу с ума. Я не мог говорить, когда смотрел на них». «Что делать будем?» — спросил Клей так тихо, что едва слышал сам себя. Как бы в ответ компания похватала свои приборы, собравшись поужинать. 13 марта 2019. 18 часов и 2 минуты. Короткое чистое лезвие дрожало в руке Дилан. Компания в лесу не двинулась с места. Хотя они сжимали в руках ржавые ножи и гнутые вилки, они не торопились бросаться добывать себе еду. Вместо этого, не переставая скалиться, как загнанные в угол собаки, своими желтыми зубами они принялись пятиться в густеющую тень деревьев, где исчезли один за другим. Рукоять ножа Дилан стала скользкой от пота. Даже если бы ей пришлось ударить им кого-то из несущих смерть незваных гостей, она, скорее всего, выронила бы его. Она переложила нож в другую руку, отпустив Клея, и вытерла пот о штаны. На этот раз Клей никуда не побежал. Он застыл на месте, как будто толпа в деревьях реагировала только на движущиеся объекты. Он пробормотал что-то себе под нос. Небо стало ярко-красным. Солнце уж как час скрылось за скалой. Тьма прокрадывалась между деревьями, наполняя лес тенями. Долина же казалась чашей, наполненной последними лучами солнца. За спинами исследователей потрескивал костер, перегрызал пополам огромное бревно, плевался оранжевыми и красными искрами. Те покусывали локти Дилан, прерывистое дыхание их троих до пощелкивания взрывающихся углей. Вот и все звуки, что нарушали тишину долины. Дилан видела, как вспыхивают отблески в сгущающихся тенях. Глаза, зубы, ее распоясавшееся воображение.
Дилан стояла неподвижно и ждала, когда острые ногти, зубы и ржавые лезвия вонзятся в ее плоть, их будет слишком много, и нож выбьет у нее из рук. Она снова поменяла руки, вытерла пот. Волна мурашек поднималась по рукам, словно предвкушая серые руки, которые ухватятся за них, повалят ее на спину, ноги заскребут по грязи, и она исчезнет в лесу. Дилан ловила каждый звук, ожидая услышать что-то, кроме собственного прерывистого дыхания, хруста листьев, шелест кустов, рычание, но в лесу все было тихо. В костре опять щелкнуло, и спину обдало жаром, по затылку потек пот. Первым зашевелился Люк, повернул голову к огню. Стоявшие плечом к плечу Дилан и Клей отодвинулись друг от друга и повернулись лицом к огню, спину уже знатно припекало. И выяснилось, что пламя растекается по земле. Огонь уже вылизал дочисто круг около костра. И нет, дело было не в паре случайно отлетевших искр. В пределах хорошо заметного круга плясали языки пламени высотой по колено, как будто кто-то из той компашки, что скрылась в деревья, хорошенько полил тут все бензином. «Вот дерьмо!» — сказал Клей. «Что за фигня?» «Нужно уходить отсюда», — прошептала Дилан. Каким-то образом круг пламени был связан с мрачной компанией в лесу. Должен был быть связан. Она огляделась, ища выход из долины. «Нужно уходить от огня. Он будет распространяться. Нужно идти в лес». Она не знала, что хуже — сгореть заживо или угодить в пасть призракам. Но огонь был уже вот здесь, а с призраками можно будет разобраться, когда они нападут, если они вообще существовали. «Да к черту! Отсюда не уйти!» — ответил Клей. «Отсюда нет выхода!» «Мы должны попытаться. Помоги мне с Люком!» Они встали по сторонам от люка и медленно потащили его к деревьям, к тому месту, через которое, как им помнилось, они спустились в долину. Небо уже потемнело, слишком быстро, став фиолетовым. И тут же глубоким темно-синим ни луны, ни единой звездочки не появилось на нем. Световая точка от крошечного фонарика Дилан, дешевой приблуды, встроенной в рукоять ее карманного ножа, проткнула булавочное отверстие в темной завесе за деревьями, чья кора блестела от смолы. В липкой сладости танцевали отблески костра. Пламя уже перестало подлизываться и начало кусаться. Огонь добрался до края круга и пополз дальше. «Мы умрем здесь!» — сказал Люк. Комментировать эту истину никто не стал. Ворчание и ругань, которыми щедро сыпали Дилан и Клей, повисли в воздухе между деревьями. Вся троица то и дело останавливалась. Схватить грудью воздух, встряхнуть забитые от нагрузки мышцы. С каждым шагом пятнистое чудовище, которое они сейчас представляли собой, едва не падало. Плеть колючего вьюнка вцеплялись в ботинки. Юные побеги деревьев втыкались в голени. Раздутая нога Люка не проходила между тощими стволами, заставляя их всех разворачиваться и обходить. В нос Дилан бил запах тухлого мяса, разлагающегося под кожей Люка, перебивая вонь скопившегося под мышками пота и горький запах одуванчика, в котором было наполнено их дыхание. Когда Люк переносил вес на свою здоровую ногу, Дилан молилась Богу или сатане, или любому другому, кто еще присматривал за этим окаянным местом, чтобы она встала твердо и удачно, чтобы Люк не подвернул лодыжку, не растянул ее и не сломал. Желудок Дилан забурлил. Кислота вперемешку с зеленью, которую она пыталась разложить, поднялась по пищеводу. Она освободилась от своей части веса Люка и ее вырвала. Скорчившись от сухого позыва, она поскользнулась в блевотине и упала. Вот что за чушью они занимаются? Им не убежать от пожара, ни с Люком на руках. Вот даже сейчас все увеличивающаяся в размерах стена жара позади них заставляла скручиваться крошечные волоски на ее обнаженных руках. На миг ей захотелось броситься в огонь, позволить ему поглотить себя, положить конец ее страданиям. «Мы движемся слишком медленно!» Слова Клея ворвались в ее спираль отчаяния и разбили ее. «Я пойду вперед», — сказала Дилан и сплюнула на землю. Потерла ботинком дерево, оставив полосу собственной блевоты, свою собственную отметку. «Может, смогу найти машину или дорогу или еще что-нибудь?» «Или тропу», — шепнул Клей так, чтобы она услышала. «Не думаю, что нам стоит разделяться», — заметил Люк. «И я», — сказал Клей.
Мы так уже делали, никакой пользы это нам не принесло. К тому же, единственный фонарик у тебя. Мы останемся в полной темноте». «Я не стану отходить слишком далеко», — ответила она. «Просто пройду немного вперед. Если я увижу что-нибудь, я вас предупрежу, и мы сможем это обойти». Дилан зашагала вперед. Фонарик на конце ее ножа был практически бесполезен. Выхватывал из мрака то половину листа, то крошечный узел на коре дерева. На ходу она раскачивала его из стороны в сторону. Круг света прорезал лес. Чудовища могут выскочить из ниоткуда в любой момент. Она проклинала себя за то, что не потратила 3 лишних секунды, не заглянула в палатку и не захватила оттуда большой фонарик. Клей и Люк плелись за ней. 2 шага, прыжок, повторить. Все так же чертовски медленно. Если та компания призраков будет искать их по звуку, им всем конец. Дилан ступала мягко, а вот ее спутники с треском пробирались через кусты, выкрикивая проклятие себе под нос, хрустели ветками, разве что во весь голос не кричали «Мы здесь! Приходите и берите!». Клей и Люк поднимали столько шума и наводили столько суеты, что она едва не пропустила миг, когда в полосе света от фонарика промелькнули голодные лица призраков с темными провалами глаз. Луч света качнулся дальше, прежде чем мозг распознал образ, и она осознала, что видит. У Дилан перехватило дыхание. Она снова посветила на это место, но они уже исчезли. «Твою мать!» — сказала она, ладони ее снова взмокли от пота. Бешено замахала фонариком, пытаясь собрать полную картину происходящего вокруг себя, понять, куда могли отправиться призраки. «Нам нужно пойти другим путем!» — крикнула она, прерывисто и поверхностно дыша. Она развернулась, чтобы идти к Клею и Люку. Луч света скользнул почему-то металлическому, по какому-то проводочку. Что бы это ни было, оно оказалось наполовину погребено в глубокой впадине. Она осторожно спустилась по короткому склону и вытащила вещь из грязи. Воздух застрял у нее в горле. Это был блокнот на спирали, один из блокнотов Сильвии. Она распахнула его. Все страницы были исписаны, разве что чернила расплылись, да пятна грязи виднелись тут и там. Сильвия что, потеряла его на своем пути из леса? Что-то тут было не так. Сосредоточившись на блокноте в руках, она врезалась прямо в препятствие, вроде как бревно, но слишком мягкое для бревна, и ее ноги подкосились. Она полетела кувырком, взмахнув ногами в воздухе. Нож вылетел из ее руки, почему-то раскрылся, но вспорол на лету листья и ветки, а не, слава богу, ее собственную кожу. Пятно света от фонарика в рукоятке прошлось по волнам листвы и остановилось на белом кожаном ботинке, носок которого торчал вверх в нескольких дюймах от ее лица. Каблук уходил в невысокую насыпь суглинка. Двигаясь, как в замедленной съемке, Дилан поймала еще влажную рукоять, поджала колени под себя, присела на корточки, стараясь стать как можно меньше. Люк и Клей так и пыхтели позади нее. «Ты что-то сказала?» — переспросил Клей, но его вопрос повис в воздухе. Точка света с ее ножа поползла вверх по насыпи. Дилан отпихнула лесной мусор дрожащей рукой. Из ботинка выходила слишком тонкая нога, обтянутая джинсовой тканью, а та, в свою очередь, переходила в футболку, плоско лежавшую на земле. Крошечный луч не мог осветить все сразу, поэтому Дилан собирал этот труп как пазл. В пятно света попадало по одному кусочку за раз. Темная кровь на хлопчатобумажном носке, золотая заклепка на джинсах, глубоко запавшая щека на черепе, усеянная бледными веснушками. Большие, стеклянные глаза тоже глубоко ушли в орбиты. Один из них все еще был устремлен на голые ветви дерева над ним, второй уставился прямо на Дилан. Высохшие губы вздернулись, обнажив жемчужные зубы. Десны усохли, в них розовых, липких и твердых, как вяленое мясо, виднелись даже корни зубов. Из шеи нескончаемым потоком лилась кровь. Ее уже натекло больше, чем могло уместиться в этих иссохших останках. Под яркой ветровкой собралась лужа, слишком большая, чтобы даже земля могла впитать ее целиком. «Что за хрень?» — прошептала она. Желудок забурлил. Она приподнялась, собираясь перенести вес на ноги и убежать. Потянулась, чтобы ухватиться за что-нибудь, и снова задела что-то очень холодное. Наставив туда луч, Дилан обнаружила еще одного мертвеца.
Кровь текла из его тонких и сохших запястий. Маленький шар света улегся на ладонь подростка. Ручей крови стекал по его рукам, заполняя линии на ладони. Линия жизни из-за этого казалась выгравированной на коже. В крови, как маленькая лодочка, плавал прилипший лист. Дилан застыла, стараясь не обращать внимания на горячую влагу, медленно пропитывающую ее штаны на коленях, на заднице, обволакивающую руки, каждую часть ее тела, которая касалась земли. Крик застрял у нее в горле. Кружок света прыгал по земле, и в нем обнаруживались все новые и новые тела, всего 5 по краю впадины, окружавшие ее как барьер. Из каждого из них лилась кровь. Из запястья, шеи, из-под коленей или с внутренней стороны бедер, везде, где артерии проходили близко к коже. Крови было слишком много. Она лилась водопадом. Ее ботинки уже полностью скрылись в ней. Красное поднималось вокруг ее лодыжек, как поток в наводнение, брызгая и выплевывая пузыри, как будто сама земля кипела. Как будто она всасывала кровь, прихлебывая и плескаясь. Тонкий луч света метался, ища сухое место, прореху между телами, через которую она могла бы пролезть. Луч скользил по этим телам, которые было уже не опознать. Лица выглядели молодо, хотя кожа усохла до костей, обтянув черепа. Одеты мертвецы были дико, словно косплеили лыжников 80-х, собравшихся на дешевой базе, из тех, где тебе дают койку и завтрак. А тут им выдали футов по 6 сырой земли, и вот они все растянулись у ее ног. Запах меди наполнил ее ноздри, как будто она стояла на горе мелких монет. Кровь запульсировала и в ее шее, и запястьях, везде, откуда хлестала кровь призраков, как будто желая смешаться с ней. В поисках выхода Дилан прошлепала по крови, лужа на глазах превращалась в озеро. Кровь перелилась через верх ботинок, ошпарила ногу, впиталась в носки, как горячее масло, шипящее вокруг бекона. В тот момент, когда она решила, что выбора нет, придется похрустеть ботинками по рукам трупов, шарик света от фонарика упал на 6-е тело. Луч упал прямо на лицо Сильвии. Зарождающийся крик обжег грудь Дилан, но она сдержала его. Если бы не толстовка с логотипом университета Кентукки, безвольно свисающая с трупа, Дилан не узнала бы ее. Остатки кожи были фиолетово-зеленого цвета, и они уже гнили, отслаивались от костей, как на хорошо прожаренных ребрышках. Ее волосы рассыпались по земле за спиной, как нимб, темно-красный от крови. Дилан провела фонариком дальше и уперлась им во вмятину на икре Сильвии, след от ее собственного ботинка. Она ударилась о труп подруги, когда падала. И тело пришло вот в такое состояние всего за день, прошедший с момента, когда Сильвия пропала. Да как такое возможно? Тела источали неожиданно мощную вонь разложения, словно в распадке лежало 1000 переваренных яиц, и она смешивалась с горьким металлическим запахом, исходившим от озера крови. Дилан вырвала. Сгустки прозрачной желчи упали в продолжающуюся подниматься лужу. Теперь кровь доходила ей до середины икры, пропитывала ткань брюк, выбрасывала вверх колену крохотные алые щупальца. Ботинки Дилан стали как ведра, носки — как губки. Она словно варилась в горячей крови. На нежной коже ног вспухали волдыри и рубцы, наполняясь жидкостью. Кровь хлынула мощным быстрым потоком, угрожая снова сбить ее с ног, но Дилан застыла на месте. Колесики в ее голове крутились бешено, но вхолостую. Как всего за одну ночь плоть Сильвии могла разложиться почти полностью до самых костей? Кому принадлежат остальные тела? Да что это за место такое? Дилан провела лучом света по останкам Сильвии. На нижней части корпуса плоть истаяла до самых костей, обнажив грудную клетку, полную набухших, гниющих органов, но тут тело Сильвии скрылось в крови. Уровень ее поднимался, так поднимается вода в наполняемой ванне, и со своей позеленевшей кожей на лбу Сильвия теперь выглядела как Офелия, которую выловили из ручья не сразу, а пару месяцев спустя. Красной захлестнула кончик веснушчатого носа Сильвии, да и самой Дилан кровь доходила уже до колен, и только тогда она начала шевелиться. Она принялась пробираться сквозь бурлящую жидкость, горячую и густую. Что там хрустит под ногами, ветки или кости, точно узнать было нельзя.
Она добралась до края ложбины, высоко поднимая ноги, и сосредоточилась на собственном спасении. Кусок грязи, на который она уперлась ногой, выломился из склона, заскользил вниз, увлекая за собой и ногу Дилан. Волны крови били по ее бедрам, словно пытаясь опрокинуть ее и сделать с ней то же самое, что они уже проделали с Сильвией. Она завопила, яростно и пронзительно. Рванулась вперед и вверх, мокрая почва расплющивалась под ее руками, и вот Дилан достигла края склона и выкатилась на землю, которую можно было считать твердой. Озеро начало мелеть. Луч фонарика больше не выхватывал из темноты кровавые волны. «Что там у тебя?» — закричал Люк, безликий голос в темноте. Дилан, не в силах встать, завела руку за спину и посветила вверх. Клей и Люк брели к ней. Дыхание с хрипом вырывалось из их легких, ногами и руками они отбивались от леса. «Она...» — Дилан всхлипнула. Пот смешался со слезами. Внезапно все ее тело охватила боль. Кровь, липкая как патка, уже свернулась на ее одежде. «Ты в порядке?» — спросил Клей. «Что случилось? Ты ранена? Это твоя кровь?» «Я в порядке», — сказала она хрипло. В горле першило, слезы лились потоком, как и кровь позади нее. Пока она металась, волдыри на ногах лопнули, и кровь, все еще плескавшаяся в ботинках, вонзилась во вскрывшиеся нарывы острыми зубами. Фонарик на конце рукояти ножа Дилан мигнул и погас. Тьма окружила их. Даже отблески пламени, плясавшего в их лагере, не доходили сюда. Может, она случайно выключила его, когда перекладывала нож в руке? Пытаясь найти на мозолистой ладони сухое место и взяться за нож именно им, чтобы тот не выскользнул из нее. Снова и снова Дилан давила на кнопку включения фонарика. Ничего. Он так и остался мертвым. Темнота сжимала грудь, словно тисками. «Что ты видела?» — спросил Люк. «Они перед нами?» «Я видела», — начала она. Лицо Сильвии всплыло перед ее внутренним взором. Глаза широко распахнуты. Капли горячей крови дрожат на ресницах. Дилан выдвинула лезвие ножа и направила его в ту сторону, где, как она думала, находится Клей. «Что ты сделал с ней?» «О чем ты говоришь?» — ответил он. Она передвинула руку с ножом в сторону голоса. «Ты знаешь, тварь, о чем я говорю! О Сильвии!» Она наставила фонарик на кровавую баню у себя под ногами и нажала кнопку еще раз. На этот раз тот выдал луч света, слабый и тусклый, и все, что осталось от лица Сильвии, оказалось в этом идеальном круге. Кровь стекала по ее лицу неровными дорожками, как пот. Руки Клея разжались и повисли вдоль тела. Люк всем своим весом рухнул на землю. «Дерьмо!» — произнес Клей. 1982. Начало лета. Все, чем можно было бы заняться в Ливингстоне, это свалить из него. Скук стала своей в доску в компании Марка и его друзей. Из крошечного продуктового магазинчика, по которому они придумали было слоняться без дела, их выгоняли. В хозяйственном магазине продавец ходил за ними по пятам, не давая возможности отколоть какую-нибудь шутку. А в маленькие бутики для взрослых, выстроившиеся вдоль Мейн-стрит, их и вовсе не пускали. Да они и сами не хотели толкаться около пыльных стеллажей с фетровыми шляпами и винтажными костюмами, от которых пахло молью. Они устали смотреть MTV в пыльных подвалах на обитых вельветом диванах, но один уголок Ливингстона все же оставался неисследованным. Было местечко, при упоминании которого у них мурашки бежали по коже даже сейчас, когда им всем уже стукнуло 15. Лес за Мейн-стрит. От старших братьев и сестер, от бездетных и неженатых дядей они слышали бесчисленные истории о привидениях, водящихся там, всегда перемежающиеся хмыканьем. Но зерно истины в этих историях должно было иметься. Иначе почему родители, стоило им предложить сходить туда в поход, начинали юлить и меняли тему? Когда они заворачивали ящик пива в одеяло и привязывали его к задней части велосипеда Тома, когда они бросали велосипеды в кучу прямо за деревьями и уходили прочь от города, смутные обрывки одних и тех же историй крутились у них в головах. «Знаешь, лес, что начинается сразу за почтой? Он полон призраков из тех, что поедают маленьких детей. Войдешь туда, и прежним уже не выйдешь, если вообще оттуда выйдешь.
Один мой старый школьный приятель пошел туда на оленя, но он думал, они должны водиться там. Вернулся он без ружья, седой, и никогда не рассказывал, что там произошло. Но им было чертовски скучно, так что они отправились в лес с призраками, чтобы напиться там. Пугаться все же лучше, чем скучать. Это были первые выходные на летних каникулах, и их матери уже рвали на себе волосы от того, что они все время околачиваются дома. Их гнали на улицу со словами, чтобы они нашли себе занятия. Так что компания просто следовала полученным инструкциям. Они нашли уютную маленькую ложбину среди деревьев и расселись у стволов и на трухлявых бревнах. Они потягивали горький будвайзер и обменивались историями о привидениях, какие знали, пока не рассказали их все. «Фигня это все», — сказал Марк. Допил пиво, смял банку ногой, как если бы давил жука, и зашвырнул ее в лес, чтобы она ржавела где-нибудь там. Раннее июньское солнце наконец опустилось за деревья. Воздух наполнился влажной дымкой. «Нет в этом лесу ничего, кроме жуков». «Может быть, призраков нужно вызвать?» — сказал Джимми, бросая свою опустевшую банку на землю. «Как на спиритическом сеансе. Может быть, все это время они просто не показывались». «Спиритическом сеансе?» — переспросила Сьюзи. Они с Томом переглянулись, обменявшись мыслями столь же очевидными, как тот факт, что пара обменивалась слюной за школой после уроков. На то, чтобы на самом деле вызывать призраков, они не подписывались. Они просто хотели выпить и улизнуть целоваться в темноте, вырезать свои инициалы на дереве. Но Тома уже стал липким от темного сока. «Черт возьми, да», — сказала Джулия. «Давай сделаем это». «У нас с собой ничего для этого нет», — сказал Марк. «Разве для этого не нужна специальная доска или что-то в этом роде?» «У нас есть», — заметил Джимми, щелкнув по газовому фонарю. «Для этого просто нужен огонь, верно?» «Ребята, перестаньте», — сказала Сьюзи. «Давайте не будем». «Да это же не по-настоящему, ничего такого», — сказал Джимми и зловещим голосом произнес. «Мы призываем духов, которые живут в лесу. Если вы слышите нас, подайте знак». Подростки напряглись, ловя любой внезапный шум или же тихий шепот, который мог раздаться среди деревьев. Все небо обложили тучи, и глубокая тьма заполнила каждую впадину, каждую щель между стволами. Исчезло все, кроме того, что попало в круг света от фонаря. В грязи вроде как поблескивало что-то металлическое и мелкое, но ничего не произошло. Они отхлебнули пиво, побросали банки, расслабили плечи. Как они могли оказаться настолько глупы, чтобы поверить в призраков? Джимми разочарованно взялся за ручку фонаря. Металл обжег кожу, пылающий жар пробил глубокую полосу на ладони, и пальцы Джимми разжались. Стекло разбилось, осколки разлетелись по земле, вырвавшееся наружу пламя принялось жадно облизывать все, что могло пожрать. Тонкие огненные щупальца распространялись по идеальному кругу, как будто кто-то нарисовал его на земле жидкостью для розжига. «Что за фигня?» — выпалил Марк, опрокидываясь спиной назад с трухлявого бревна, на котором сидел. В темноте между деревьями появились глаза. Первой закричала Сьюзи. Ее почти полная банка Будвайзер шмякнулась на землю, выбросив из себя небольшой гейзер пива. Глаза обрастали лицами, телами, и вот они уже вышли под свет пламени, окружив поддатых подростков. Прежде чем кто-либо из них успел открыть рот, прежде чем они успели спросить, кто все эти люди, прежде чем они успели обратить внимание на мелкие детали в облике призраков, темнеющие провалы на месте глаз у мужчин, топор, такой большой, что казалось, им можно было срубить очень толстое и старое дерево, неподвижный сверток в руках женщины и блестящую слюну, капающую из растянутого в улыбке рта мужчины в подпаленном пальто. Призраки принялись за дело. Они накололи пустые банки на ногти, распустили алюминий на острые полоски, которыми и вспороли кожу подросткам на запястьях, на шеях, везде, где артерии подходили близко к коже. Кровь хлынула на землю, заливая открытое пространство, и лилась из их тел, пока не заполнила обозначенное линией пламени кольцо. В городе назвали это групповым самоубийством, обтянули лес желтой лентой, а родители глаз не спускали с оставшихся детей. Никого теперь никуда не отпускали без сопровождения взрослого. Безумным летним приключениям пришел конец. Никому и в голову не пришло, что пока эти 5 подростков теряли сознание, пока их кровь хлестала на голодную землю, призраки облизывали багровые края жестяных обломков
и исчезли один за другим, только когда алое озеро погасило опоясывающий его круг пламени. 13 марта 2019. 19 часов 54 минуты. «Дерьмо!» — произнес Клей. «Ты же вроде сказал, что она ушла за помощью!» — выпалила Дилан. «Так оно и было», — твердо ответил Клей. Кожа Сильвии потемнела, приобрела глубокий баклажано-фиолетовый оттенок. Во вмятине под ее головой белела обнаженная кость черепа. От лица отвалился кусок щеки и подрагивал на влажной почве, как желатин. Клей сглотнул полную самогона желчь. Он ощутил гладкую кожу Сильвии на своих ладонях. Красные полосы, которые он оставил на шее, пожрала гниль. Место, которое он сжимал своими длинными пальцами, полностью разложилось, обнажив позвонки. Он не мог рассмотреть тело толком. Фонарик Дилан тускнел, или же серая дымка по краям обзора заволакивала большую его часть. «Наверное, что-то случилось после того, как она ушла», — солгал он. «Чушь собачья!» «Клей, ты что натворил?» — закричал Люк и использовал все свои здоровые конечности, чтобы отдалиться от Клея, насколько мог. «Я говорю правду, клянусь!» — сказал Клей. Он моргнул, сощурился, не сводя с Сильвии почти ничего уже не видящих глаз. «Здесь до лагеря рукой подать», — заметила Дилан. «Если бы что-то случилось после того, как она убежала, ты бы это увидел и услышал. Так что же ты скрываешь?» «Может быть, это сделала та женщина?» — ответил Клей. «Ну, которую я видел на тропе. Или кто-то из тех, кого мы видели за деревьями?» «Мы бы услышали ее крики», — возразила Дилан. «Разве она не начала бы кричать?» «Не знаю», — ответил Клей. Лицо его раскраснелось. Как ее тело могло так сильно разложиться всего за одну ночь? Этого он бы устроить и не смог. Очевидно, что здесь происходит какая-то фигня. Пожалуйста, я говорю вам правду, клянусь. «Когда вы с Сильвией ушли, — сказал Люк, — все эти люди стояли за деревьями рядом с лагерем. Исчезли только, когда ты вернулся». «Я не знаю», — вырвалось у Клея, прежде чем он успел спохватиться. «Я не знаю, я не знал, что делаю. Это место словно бы управляло мной, оно как будто наполнило меня всей этой яростью. Я был как в тумане, а когда он рассеялся, мои руки сжимали ее шею, а она уже обмякла». «Так ты просто оставил ее здесь?» — выпалила Дилан. «А нам все насвистел? Я думала, ты ее друг. Я думала, ты мой друг». «Так что мне надо было делать, по-твоему?» — рявкнул Клей. «Не убивать ее, тварь!» — закричал Люк. Дилан наставила на Клея ножик. Кончик лезвия вспыхнул в свете звезд. Этот отблеск — единственное, что видел Клей. Обзор сузился до крохотной точки. Вокруг сияния на металле плескалось серое ничто. Бутылка давила на бедро. Жидкость плескалась внутри и обжигала кожу, словно близкий пожар заставил ее закипеть. Выпуклые знаки на стекле прижигали его талию, как клеймо. «Я думала, что я тебя знаю», — сказала Дилан, помогая Люку подняться с земли. «Я думала, мы друзья. Мы уходим в ту сторону и не советую тебе идти за нами. Заблудись здесь, выродок!» Дилан и Люк поковыляли прочь и скрылись за деревьями, оставив Клея наедине с телом Сильвии, с доказательством того, что он натворил. Его вырвало. Запах железа и меди защекотал ноздри. Он сидел в темноте, слушая, как они пробиваются через лес, прочь от него, пока не стихло даже их бормотание и треск листьев под ногами. Его глаза не привыкли к темноте. Зрачки расширились, но света не уловили. Он подержал руку перед лицом, пошевелил пальцами, но так ничего и не увидел. Однако даже в полной темноте ему не нужно было ощупывать себя, чтобы найти за поясом бутылку, вытащить пробку и поднести пойло к губам. Он хорошенько приложился к бутылке. Едкий спирт выплеснулся из уголков его рта. Во всем виновата эта окаянная долина. Хотелось бы ему никогда не пролетать над этим участком леса. Наверняка где-нибудь еще нашлась бы прекрасная скала, к которой они могли бы отправиться. Уж лучше было не найти вообще ничего подходящего. По крайней мере, с самогонкой он чувствовал себя уютно. Спиной он ощущал шершавость ствола сквозь ткань рубашки. Он прихлебывал из бутылки, а время словно бы растягивалось все сильнее, и серое вокруг него становилось все непроницаемее. Сколько он уже здесь сидит? Пару секунд?
Минут? Часов? Ему было уже все равно. Тишина давила на него, такая же темная и тяжелая, как отсутствие света, и такая же тревожная. Если бы в нос ему не била вонь от тела Сильвии, он мог бы отдаться на волю своего воображения, увидеть, как вырывается из леса, находит джип и уезжает по пустому шоссе прочь. Берет в придорожный закусочный жирный бургер, черт возьми, даже заезжает в то замызганное кафе, чтобы навестить ту странную официантку, просто чтобы сказать ей, что она ошибается, что в лесу нет абсолютно ничего, кроме жуков, листьев и грязи. Вместо этого ему казалось, что он находится в пустоте, где нет ничего, кроме пахнущего гнилью воздуха. Он запустил пальцы в грязь. Мокрая земля забилась под ногти, сжал пальцы, выдавив из кулака что-то, будем надеяться, застоявшуюся в луже воду. Он даже с силой втянул носом исходящее от Сильвии зловоние, просто чтобы уцепиться за это ощущение, как за единственную связь с реальностью. Но пальцы его онемели, а к запаху он принюхался. И то, и другое произошло слишком быстро. Реальность отступала. Осталось только серое небытие. С тем же успехом он мог и находиться в открытом космосе. В тот миг, когда он был уже на грани сумасшествия, перейдя в своем воображении к картинам гораздо более жутким, чем уютные фантазии о фастфуде, в тот миг, когда он уже ничего не чувствовал и не слышал, и даже запахи исчезли полностью, когда он высунул язык в холодный мартовский воздух в последней отчаянной попытке хоть на вкус ощутить что-нибудь, и даже гарь от пожара, заставившего их бежать, очертя голову, не ощутил на языке, в тот миг, когда самогон, теперь уже почти допитый, больше не обжигал, а стал безвкусным, как вода. Он что-то услышал. Треск веток, ломающихся о своих братьев и сестер. Какие-то звуки, источником которых могли быть люди. Смех, скрип зубов, хлюпанье слюны. «Кто здесь? Что за фигня здесь творится?» — закричал он. Он подался вперед. Спина оторвалась от грубой коры, позвоночник прострелило болью. Он повернулся на звук, и бедро свело судорогой. Появление звуков словно перезагрузило все остальные его чувства, вернуло к заводским настройкам, за исключением зрения. Перед глазами по-прежнему было сплошное серое пятно. Вонь от трупа Сильвии снова обожгла горло. Горечь всколыхнулась в желудке из-за того, что он дернулся так резко, его начало подташнивать. Корень языка задергался, предвещая приступ рвоты. Влажное хлюпанье позади него, как будто огромная кошка лакала что-то, складывалось в уродливый ритм. «Эй, вы можете откликнуться! Кто здесь?» Если бы глаза все еще служили ему, он бы сейчас увидел то, что уже видела Дилан. Кучу подростков на земле, пришельцев из другой эпохи. Их разлитая по земле кровь с чавканьем всасывалась обратно в вены, словно на обратной перемотке. Он бы заметил, как задергались ступни в кроссовках, как заелозили по грязи каблуки туфель. Пальцы принялись сжиматься и разжиматься, оставляя длинные отметины на влажной земле, и вот уже их тела скрутило в судорогах возвращающейся к ним жизни. Кровь потоком, вливавшаяся в шеи, запястья и бедра, превратилась в тонкие струйки, а затем их раны полностью затянулись. Они забились об землю, как выброшенные на берег рыбы, и Клей только и успевал поворачивать голову на несущийся со всех сторон звук громоподобных пощечин. «Что за фигня?» — закричал он. Клей потер глаза, как будто туда попала соринка, как будто ему просто нужно было снять затемняющую обзор линзу. Поднес к губам бутылку. Если ему суждено было здесь умереть, он отказывался встречать смерть трезвым, но она, наконец, опустела. Шлепающие звуки достигли крещендо и резко прекратились, как будто невидимый дирижер, взмахнув руками, заставил оркестр стихнуть. Клей сидел неподвижно, вцепившись пальцами в землю со стекленевшим взором. Подростки открыли рты и испустили пронзительный вой, больше походящий на гудок поезда, чем на крик, который может издать человек. Клей развил бурную деятельность. Опираясь спиной о дерево, он поднялся, перенес вес тела на ноги и бросился бежать. Глаза подростков открылись.
Юные мертвецы выбрались из недавно наполненной их собственной кровью ложбинки, заметили убегающего от них Клея. Застегнули молнии на куртках. Собачки замков пронзили собой грязные треугольники нежно-розового, лаймового и голубого. Каждый подросток сжимал ржавую полоску алюминия. Острые края были в их собственной крови, под которой полностью терялись выцветшие красно-белые логотипы Budweiser. Рты расплылись в улыбках. Острые зубы блеснули, как кусочки кварца. Если бы Клей мог видеть это, то задумался бы. Где он? Этот цвет, что заставляет их блестеть? «К черту это место!» — пробормотал Клей, пошатываясь. Ногой он зацепил корявый корень, а коленом врезался в ствол рядом, выпрямился и все равно побрел прочь от того места, где слышал эти ужасные звуки, выставив руки перед собой как щит, чтобы уберечься от встречи с деревьями. Каждая клеточка его тела рвалась вперед, но все, что мог делать Клей, медленно пробираться сквозь лес. Размахивая руками перед собой, он задел какой-то ствол. «Это нереально!» — прошептал он. «Это не может быть реально!» И сам себе не поверил ни на грош. Подростки держались в шагах в 6 позади Клея. Их алюминиевые заточки светились и блестели. Из земли торчал изогнутый корень. Вот только ботинка Клея он и дожидался, чтобы опутать его. И Клей рухнул на землю, хватаясь по пути за неизбежные, острые, как бритва, шипы, кожу сорвало с ладони, как теркой. Низкое рычание сорвалось с его губ. Это не должно было случиться вот так. Не должно было закончиться в кромешной тьме и жидкой, вонючей грязи. Их экспедиция должна была закончиться славой, богатством. Он с трудом поднялся, держась за низко свисающие ветки, и перенес вес на ноги. Одежда потяжелела, намокла. Железистый запах этой влаги бил Клею в нос. Грязь засохла на ладонях и осыпалась, когда он задевал за стволы. Нет, это не закончится вот так. Отсюда должен быть выход. Дети крались за ним, не приближаясь. Расстояние между ними сокращалось только, когда Клей падал и снова поднимался. Его нога опять зацепилась за корень или плеть вьюнка, и он упал головой вперед, размахивая руками перед собой. Его колени больно ударились о камень. Грудная клетка гулко врезалась в него же. Кисти и локти приземлились последними. Он приподнялся на коленях, те вопили от боли, и ощупал вокруг ушибленными и окровавленными ладонями. Поверхность была твердой. Никакой грязи, никаких листьев. Под его ладонями перекатывались мелкие камешки, вроде бы щебенка, они обычно серенькие такие, им отсыпают обочины сельских дорог. Клей подался вперед, ощупывая поверхность дальше, колени пронзило болью. Пусть болят. Впереди под руками обнаружился гладкий камень, что-то ровное, теплое и довольно шершавое. «Асфальт», — подумал он, — «асфальтированная дорога, я выбрался, со мной все будет в порядке». Он склонил голову, словно собираясь поцеловать дорогу. В нескольких дюймах над ней остановился, глубоко вдохнул, ожидая ощутить запах гудрона или резины. Застыл полусгорбившись, напрягая все чувства, кроме зрения, и даже не подумав, что может встретить свой конец, размазанный по решетке радиатора 18-колесного автомобиля. Смех зародился в самой глубине его тела, поднялся и вырвался наружу. Он сделал это. Он выбрался. Смех Клея перекрыло рычание из леса. Подростки почти нагнали его. Они столпились на краю леса, поглядывая на дорогу. Перед Клеем стояла женщина с тропы и ее собака, а за ней ее тяжко навьюченная лошадь. Длинные полотнища ткани развивались на ветру, из корзины выпали маленькие безделушки, детская кукла и погремушка. Женщина кивнула подросткам. Мимолетный жест, который Клей с его затянутыми, непроницаемой серостью глазами заметить и не мог. Как будто все шло как надо. Как будто подростки должны были привести его сюда, где его поджидали женщина и ее адская гончая. «Эй, Дилан! Люк!» — сказал он, внимательно прислушиваясь. «Есть тут кто? Мне нужна помощь!» Фигуры начали его окружать, подходя все ближе и ближе, и никак не ответив на слова. Пес зарычал. «Пожалуйста!» — воскликнул он.
«Я не вижу ни черта! Походу, я сломал колени и заблудился!» А те подкрадывались все ближе, тихо и аккуратно ступая. «Мы на дороге! Вы должны отвезти меня в больницу!» «Тебе не выбраться!» — раздался шепот в его голове. Его пнули грязной кроссовкой прямо в копчик, и Клей завалился на бок, прикрывая лицо руками. Костлявые пальцы залезли ему в волосы, сжались, как когтистая машина, и потащили. Его приподняли, хотя он хватался за их пальцы, пытаясь разжать смертельную хватку, вырвать их из спутанных волос. Но в него только вцепились сильнее и давили, пока Клей не оказался лежащим на спине. Он закричал в серую пустоту. Мокрые от слюны собачьи зубы натянули и с влажным треском разорвали плотную ткань его рубашки, на мгновение вздернув ее, как палатку. Острые собачьи когти вонзились в живот, как кинжалы. Зверь оказался тяжелее, чем он думал. Лапы выдавливали воздух из его легких, как пасту из тюбика. Он шептал свои бесполезные мольбы, кричать не мог. В горле пересохло. Кривые изогнутые когти, острые как распарыватели, принялись драть его одежду, стремительно лишили его штанов, разорвали шнурки на ботинках и растрепали носки. Перья из распотрошенного пуховика падали на лицо Клея, как мягкий снег. Холодный ночной воздух принялся покусывать каждый сантиметр его кожи. Задница его и лозила по шершавой дороге, по промежности толпами побежали мурашки. Пес запрыгнул на него, горячая слюна капнула на обнаженный живот Клея, обжигающая как лава. Ему вспомнилась та их встреча на тропе. Мозг спроецировал на пустое ничто перед его глазами короткую зарисовку. Пес отрывает плоть от кости, камера наезжает ближе, с треском рвется кожа, сорванная с мышцы, и обзор полностью занимает толстое сухожилие, застрявшее у пса между зубами. Маленькая полоска белого, обильно забрызганная кровью. Влажный, холодный нос собаки принялся тыкаться в его обнаженную грудь, выискивая самое вкусное место. Острый коготь царапал его живот, также в поисках кусочка помесистее, чтобы вцепиться в него. Клей прикрыл пах руками, напрягся всем телом, ожидая, когда зубы пса пронзят слой плотного жирка над желудком. «Пожалуйста, не надо!» — всхлипнул Клей. Он не смел шевельнуться. Кулаки голодного пса нависали аккуратно над его бешено колотящимся сердцем. Клей чувствовал на груди горячее дыхание пса. «Пожалуйста, пожалуйста, мне так жаль! Мне ужасно жаль! Я не хотел ее убивать! Пожалуйста! Дерьмо!» Нос и коготь исчезли. Волос на его ногах коснулся изорванный подол женской юбки. Он взмахнул ногами, готовый перекатиться на бок и бежать. Подростки набросились на него. Клубок рук и коленей, вонючее гнилое дыхание ударило ему в нос. Мертвецки холодные руки прижали его запястье к земле. Он скрестил ноги и согнул их, чтобы прикрыть промежность, но тут другие руки вцепились в его лодыжки и прижали их к земле. Костлявые колени уперлись в его бедра. Пятая пара рук прижала плоскую ладонь к его телу и вспорола ему грудину половиной ржавой пивной банки. Повела уверенную, прямую к его пупку. Алюминий завяз в плотной коже. Клей завизжал. «Суки! Суки!» Убийцы вокруг хором повторили за ним. Забурлила кровь Клея, полилась на круглое дно банки. В холодном воздухе от нее поднимался пар. На уровне последних ребер острая часть края отломилась и застряла под кожей Клея. Банку отбросили за спину, продолжили дело следующий. Отброшенная банка ударилась об асфальт, но за криками Клея этого никто не услышал. Пар его дыхания нависал над ним сердитыми облаками. Мир стал серым полотном боли. Клей извивался, пытаясь вырваться из ледяных рук, мертвой хваткой державших его конечности. Он пытался вжаться в дорогу, и в его голове промелькнула безумная мысль. Если бы он остался под деревьями, то сейчас мог бы спастись, закопавшись в землю. Может, задохнуться, оказаться заживо погребенным в грязи, когда сама земля высосала бы жизнь из его тела. Так было бы легче. Но вместо этого шершавый асфальт впивался в его обнаженную спину, а призраки вспарывали его кожу на груди,
В ход пошла уже третья банка. Над пупком они остановились, чтобы развернуть лезвие и начать горизонтальную параллельную бедрам линию, такую же, какую они сделали у его ключиц. Клей ожидал, что в какой-то миг потеряет чувствительность, что боли станет слишком много и нервные окончания перестанут передавать ее в мозг. Но нет. Каждый новый разрез снова и снова заставлял его биться в агонии. Каждый вонючий выдох, обжегший руки, заставлял прокатиться по коже волну мурашек. Каждый участок разорванной плоти кричал, когда в рану попадал воздух. Только руки и ноги. Вот что отказало Клею. В горле у него першило. Крики у него получались сильно приглушенные, бесполезные звуки, которые только терзали горло еще сильнее. Он хотел, чтобы все закончилось. Ждать наверняка осталось недолго. Разрез над ключицей завершен. Последняя банка с грохотом упала на асфальт. Клей успел вдохнуть, и тут в разрез ворвались руки, сдирая с него кожу и мышцы, как крышку с корзины для пикника. Руки на его запястьях и лодыжках затряслись. 5 желудков издали голодное урчание. Его мучители словно бы обдумывали судьбу его вскрытой грудной клетки как сложную задачу, постукивали по ней ногтями и слизывали кровь с пальцев. Когда все 10 рук ворвались в его грудь между ребер, Клей попытался закричать, несмотря на ободранное, пересохшее горло. Затем попарно рванули в противоположных направлениях, выламывая каждое ребро в сочленениях у грудины и позвоночника, как будто все они присоединялись ржавыми петлями. Ни кожа, ни кости больше не защищали его внутренности, они обнажились полностью. И начался пир. Женщина и собака присоединились к подросткам, колени заерзали по дергающемуся и извивающемуся телу Клея, когда они подвинулись, освобождая место и для нее. Руки у них у всех уже были в его крови. Они вырывали из тела скользкие внутренности, глотали его кишки, как спагетти. Его торс стал шведским столом для них. Их колени давили на руки, прижимали ноги, глаза застило серое ничто, сквозь которое доносилось их расхлябанное чавканье. И последней, безумной мыслью Клея перед тем, как пес прыгнул ему на грудь и сжал зубами его сердце, стала мысль о трюках в фильмах о зомби. Шоколадный сироп вместо крови и очищенные фрукты вместо органов. 13 марта 2019. 20 часов 49 минут. С одной стороны, Дилан считала себя сильной. Она могла сделать 10 подтягиваний одно за другим. Черт возьми, всего несколько дней назад она проложила 6 совершенно новых маршрутов подряд и даже не почувствовала этого. С другой стороны, выяснилось, что тащить неуклюжее 200-фунтовое тело через лес с влажной неровной землей выматывает ее очень быстро. У нее не было ни цели, ни направления. Единственной задачей было подальше от Клея. Они просто шли. Фонарик на ее ноже погас, но глаза привыкли к темноте, и она, по крайней мере, видела силуэты деревьев и прогалины между ними. При каждом шаге Дилан задерживала дыхание, напрягаясь, ожидая наткнуться на очередную груду тела или лужу крови, или какой-нибудь новый ужас. Вместо этого она запуталась лодыжками в зарослях шиповника, маленькие колючки усеяли ее, и она лицом вошла в паутину. Едва не потеряв равновесие, она усадила Люка на землю, и в этот момент до них сквозь деревья донесся пронзительный крик. «Как ты думаешь, что это?» — спросил Люк. «Клей?» «Не знаю», — ответила Дилан. Ее легкие разрывались, страстно жаждая воздуха. Каждый вдох царапал горло. «И знать не хочу». Она вытянула руки, растягивая сухожилия, желая, чтобы на небе была луна. Тогда можно было определить, сколько они уже идут по лесу, несколько минут или несколько часов. Пот, который лил с нее все это время, впитался в куртку и теперь замерз, и ткань ощущалась на ее пошедшей мурашками кожи, как ледяная простыня. Кровь, прилипшая к телу, осыпалась рыжими хлопьями. Она вздрогнула всем телом. «А это что?» — спросил Люк, указывая направление здоровой рукой. За деревьями что-то светилось. Стволы их были видны резко и ясно. Никаких тебе больше теней и полутеней во мраке. «Не знаю», — сказала Дилан. Комок подкатил у нее к горлу.
Может, наконец прибыла кавалерия, или, может быть, мы опять развернулись, и это просто пожар идет на нас?» «Как ты думаешь, нам стоит пойти посмотреть, что там такое?» «Скорее всего, нет», — ответила она. «Но какой у нас выбор? Вернуться к тому, про кого мы точно знаем, это убийца, либо двигаться туда, где убийцы всего лишь могут быть? Но там ведь мы можем найти и спасение». Дилан еще немного отдохнула, помогла Люку подняться и снова положила его руку себе на плечи. Оранжевая дымка становилась все ярче, пульсируя светом сквозь деревья, ее тепло растопило лед на коже Дилана и превратило его в пот. «О, нет!» — сказал Люк. «Что?» «Мы вернулись к лагерю? Мы идем прямо в пожар?» Опять вопросы, на которые она не могла ответить. Она чертовски устала. Она вздохнула и двинулась вперед, таща за собой Люка. На краю прогалины они остановились. Дилан высвободила руку своего парня и прислонила его к дереву, как манекен. Оранжевый свет действительно оказался светом костра, но это было не то пламя, от которого они убегали. Этот огонь горел в яме, обложенной большими камнями. Костер горел рядом со строением, бревенчатым домиком старинного вида. Конек крыши упирался в скалу, словно огромный камень рухнул на домик прямо с неба или вырос из земли, разрезав его пополам. Это была та самая скала, на которую Дилан поднималась всего 2 дня назад. Она узнала ее впадины и трещины, отпечатки мела с ее пальцев и черные царапины от резиновой подошвы ботинок, размазанные по граниту. Ни домик, ни скала, по ощущениям, не находились здесь на самом деле, являясь скорее оптической иллюзией. Дилан задумалась, увидит ли заднюю часть домика, если сделает шаг влево или вправо, увидит ли его целиком, не разрубленным пополам, подстроится ли видение под ее угол обзора. Земля блестела, словно покрытая льдом. Это тоже, должно быть, было частью странного видения. Что же они нашли? Гибель или спасение? Дилан прислушалась к глухому биению сердца, но ответа не получила. Пламя костра несколько нарочито освещало место, словно это была сцена, словно они находились на постановке школьного театра, а не в экспедиции, приведшей их прямиком в ад. Если бы темнота не ограничивала их обзор, с другой стороны от домика они увидели бы небольшие холмики земли, утыканные деревянными крестами, детские могилки. Они ждали. Дилан затаила дыхание, в ушах звенело от царящей здесь тишины. Она присела на корточки. Люк сполз вдоль ствола на землю. Она положила руку ему на грудь, давая знак ждать, как будто он со своей изувеченной ногой, весь перебинтованный, мог выпрыгнуть из-за деревьев. Как будто последние несколько часов они не занимались исключительно тем, что пытались проделать путь длиной в 1/4 мили через лес. Дверь домика распахнулась. Началось действие. Без звуковых эффектов и диалогов, как в немом кино. Первой появилась женщина. Она выбежала, неся в руках запеленатый сверток. В проеме двери позади появился крепкий мужчина. Не успела она сделать и нескольких шагов, как он наступил огромным сапогом на длинный подол ее юбки. Женщина задергалась, пытаясь вытащить его из-под сапога или оторвать, но плотная ткань и не думала поддаваться. В отчаянной борьбе за свою жизнь, надеясь, что хоть так удастся разорвать чертов подол, она упала лицом вперед. Сверток вылетел из ее рук. Из пеленок вывалился младенец. Глаза открыты, маленький рот открыт. Кукла, как она есть. Дилан зажала рот свободной рукой, чтобы не закричать. Кровь отхлынула от ее лица. Женщина хваталась за землю, дергала ногами, сгребала подол в складку и пыталась вырвать его из-под сапога, но толстая ткань так и не треснула под тяжелой подошвой мужчины. Женщина беспорядочно стала хватать себя за талию, пытаясь стащить юбку, разорвать тугой шов, но тот не поддался. Когда ей удалось нащупать прореху в шве, мужчина угрожающе шагнул вперед и не сходя с ее юбки. Она пнула его ногами, но они запутались в складках в тканевом саркофаге между гигантскими конечностями противника. Мужчина легко и ловко наклонился, ухватившись своими большими ладонями за ее лодыжки. Палец женщины застрял в шве. Свободной рукой она заколотила по земле в попытке ухватиться за корень или нарост на почве достаточного размера,
чтобы тащить ее стало сложнее, или чтобы использовать его как оружие. Мужчина перевернул ее. Она уткнулась лицом в удушающую грязь, а он потянул ее к себе за лодыжки. Женщина, сопротивляясь изо всех сил, на миг подняла голову и встретилась взглядом с Дилан. Глаза ее лезли из орбит, словно бы в безмолвной мольбе о помощи, рот забит грязью. Дилан прикусила язык, чтобы не завопить. Кровь залилась в промежутки между зубами. По дуге мужчина потащил женщину к домику и костру. Свободная рука ее уходила в грязь по самые костяшки пальцев, оставляя за собой 5 одинаковых следов. Эти борозды размыли контуры и вспороли границу выгоревшего на почве круга, того самого, из-за которого Дилан и Люку пришлось покинуть лагерь. Руки, лицо и волосы женщины — все измазалось в пепле. Ноги, сидящие на корточках Дилан, начало покалывать. Она рискнула сменить позу, чтобы восстановить кровообращение, хотя какая-нибудь ветка могла при этом оглушительно треснуть под ногой и привлечь внимание мужчины. До костра было не так уж близко, но пот лил с Дилан ручьем, а обнаженные участки кожи припекало так сильно, как будто она находилась прямо рядом с пламенем. Как будто она находилась прямо в нем, сгорая заживо. Женщина испускала пронзительные вопли. Мужчина в ответ фыркал глубоким басом. Они не обменялись ни единым словом. Не было ни мольбы, ни попыток договориться. Движения его выглядели механическими, а вовсе не исполненными злобы. С таким видом он мог бы заниматься привычными домашними делами. Рубить дрова, тащить в дом добытого на охоте оленя. Усталое безразличие читалось в его походке, словно он собирался, наконец, выполнить какую-то неприятную домашнюю работу, которую откладывал слишком долго. Мужчина выпустил одну из лодыжек женщины, освободившейся рукой достал из-за пояса топор. Люк ахнул. Сидевшая рядом Дилан вся сжалась при мысли, что это вышло у Люка слишком громко, и мужчина услышит его даже сквозь крики своей жертвы. В животе забурлило. Дилан стиснула нож, ожидая, что мужчина повернется к ним и двинется к своим новым жертвам. Одной рукой он потащил женщину. Она продолжала вопить к костру. Взметнулись языки пламени. Дилан закрыла глаза и зажала их ладонями. Раздался глухой, влажный, чавкающий звук. А потом еще и еще. Женский крик заметался между деревьями. А потом перестал. Огонь шипел, как будто пожирая что-то. В запахе дыма появились новые нотки. Нотки, которые Дилан не хотел узнавать, хотя они были хорошо ей знакомы. Смесь запахов серы, древесного угля и мяса. Время шло. Дилан сглотнула горечь, наполнявшую ее рот. «Что там происходит?» — шепотом спросила она. «Я не могу смотреть на это». «Он вернулся в дом», — ответил Люк. «Сидит там тихо, наружу не выходит». Дилан отняла руки от лица и открыла глаза. Если бы не глубокие дорожки, тянувшиеся по влажной земле прямиком к костру, открывшийся ей вид казался бы сошедшим со старинной картины. Она знала, что увидит в костре, и не могла заставить себя посмотреть на него. Вокруг было тихо. По привычке, которую она принесла с собой из того мира, который покинула меньше недели назад, Дилан вытащила телефон из кармана. В правом верхнем углу горело сердитым красным предупреждение о низком заряде батареи. Рядом с ним маленький символ самолета. Она выключила этот режим, и вместо самолетика появился пустой треугольник. Сети нет. «Что ты делаешь?» — спросил Люк. «Поймала сеть какую-нибудь?» «Нет», — ответила она. «Я сейчас сниму это». Она включила камеру, не обращая внимания на предупреждение о низком заряде, и наставила ее на домик, которого здесь не могло быть, но на экране строение не появилось. Исчезло все, что они видели перед собой, и дом, и костер. В объективе с трудом можно было различить только склон скалы. «Попробуйте ночной режим», — предложил телефон. «Боже мой», — сказала она. «Что? Что ты видишь?» «Ничего. Глянь», — прошептала она, поворачивая экран к Люку. «Я ничего не вижу. Выглядит как черный экран, как будто ты загородил объектив». «Так и есть», — сказала она. Телефон заплясал в ее дрожащей руке.
«Это все нереально. На самом деле там ничего нет». «О чем ты говоришь? Это все прямо перед нами. Мы оба видели, что произошло». «Я знаю, но на моей камере этого не видно. Должно быть это, я не знаю, какая-то галлюцинация, только мы оба ее видим». «И после вот этого всего, что мы только что видели, ты думаешь, что это галлюцинация?» «Галлюцинация, призрак, назови, как хочешь. На самом деле ничего этого нет», — сказала она. «Схожу-ка проверю». Она перенесла вес своего тела обратно на пятки. Все то же притяжение, которое влекло ее к стене, которое заставило ее подняться на 60 футов по коварному скользкому граниту даже без веревки, снова начало действовать на нее. Будто бы дружелюбная рука подталкивала ее в спину, приглашая выйти из-за деревьев и постучать в дверь хижины. «Что?» — прошипел Люк. «Куда? Не оставляй меня здесь!» Но она уже вышла на открытое место. Справа Дилан покусывал жар пламени, оставляя левую сторону туловища мерзнуть и дрожать. Когда она ступила в выжженный круг, пламя внезапно разгорелось сильнее, словно заманивая ее, пытаясь заставить повернуться и посмотреть прямо на то, что оно пожирало. Она кралась вперед, держа телефон перед лицом и надеясь, что с его помощью сможет увидеть призрачные хлебные крошки, которые выведут их вон из долины, вверх по холму к машине. Экран оставался темным. Объектив улавливал только безлунную ночь вокруг. Перед домом Дилан остановилась, задыхаясь от предвкушения, словно заглянула на ужин к друзьям. Дверь и толстые неровные бревна проема со шрамами от вгрызавшейся в них ручной пилы на экране никак не отображалось. Она протянула руку, потерла ее кончиками пальцев. Ощущения категорически отрицали то, что она видела на экране. Дилан отдернула пальцы. Из большого торчала тонкая деревянная щепка. Она развернулась лицом к лагерю. Появились темно-серые контуры, их палатки, выстроившиеся в ряд, кострища, бревно, которое они жгли сегодня, превратилось в угли. Она опустила телефон, и все исчезло. «Что за черт?» — прошептала она. У нее за спиной заскрипели петли. Она обернулась на звук. В открывшейся двери стоял мужчина. Он оскалился и потянулся за клинком. 13 марта 2019. 22 часа 9 минут. Люк стоял за деревьями. Конечности его пульсировали от боли. Он крикнул Дилан, чтобы она возвращалась, настолько громко, насколько ему хватило духу. Он вытянул шею, пытаясь рассмотреть, что там происходит, через загораживающий обзор стволы. Когда Дилан подошла к домику, один из них полностью скрыл ее от взгляда Люка. «Дилан, да что такое?» — тихо с силой прошипел он. Перенес вес на раненую ногу, и кора взорвалась болью. «Что за херню ты творишь? Давай выбираться отсюда!» Словно в ответ на его слова Дилан выскочил из хижины. Длинные худощавые ноги понесли ее в дальний конец долины. Из-за черных силуэтов деревьев они заблюривали ему обзор. Появился мужчина. Хотя Дилан бежала со всех ног, а мужчина двигался словно в замедленной съемке, он все время находился прямо у нее за спиной, как будто она бежала на месте. Он легко сокращал расстояние между ними. Шаги у него были огромные. Но Дилан все равно оставалась в недосягаемости. К его недоумению и ужасу на ней не было длинной юбки, которую он мог прижать сапогом. «Черт возьми!» — прошептал Люк. Дилан и мужчина покинули круг, освещенный пламенем костра, и исчезли во мраке. Люк всем телом подался, пытаясь увидеть, несмотря на перекрывающие обзор деревья, что же там происходит. Потрескивал огонь. Они словно вышли за край карты. До ушей Люка не доносилось ни фырканья, взлетающего к небу, ни криков, разносящихся по лесу, ни треска и хруста в кустах, через которые кто-то ломится. И что ему делать теперь? При каждом движении его пронзала боль, заставляя застыть на месте. И все же Люк попытался подняться, словно 1000 ножей впились в разбухшую, натянутую кожу на его ноге, будто бы пытаясь проткнуть наполненный водой шар. Уколы боли поползли вверх до самого бедра. Один из невидимых ножей вонзился даже в изгиб, где нога соединялась с пахом. Опухоль продолжала подниматься. Вскоре она доберется до живота, вгрызется в грудь, пожрет сердце. При мысли об этом сердце Люка пропустило удар.
Он уперся здоровой рукой в ствол позади себя, пытаясь в то же время удержать равновесие на рабочей ноге, но нога скользнула по мягкой земле, и острая кора вспорола его ладонь. По-прежнему не было слышно криков «Дилан», земля словно бы просто проглотила их обоих, едва они покинули круг света от костра, по крайней мере не было ни единого признака, который указывал бы на обратное. Люк подался вперед, с болезненным стоном перевернулся на живот и пополз. Здоровой рукой он цеплялся за корни и колючие плети вьюнков, рабочей ногой упирался в глинистую почву и толкал себя. Больная рука и нога волочились по земле, по всему телу нервы передавали предупреждающие сигналы в мозг, стреляя короткими вспышками боли. Он добрался до края леса и смог увидеть всю картину происходящего целиком. Шипел костер, все еще переваривающий свою добычу. Открытым ртом, полным теней, зияла распахнутая дверь домика. «Дилан!» — позвал он, хватая воздух ртом в паузах между словами. «Ты где? Ты меня слышишь?» Не получив ответа, он пополз вперед. Люк держался за самыми крайними деревьями, обрамляющими полянку, не желая выставлять свое уязвимое тело под свет костра, подносить себя в подарок маньяку, хотя, может, так было бы лучше. По крайней мере, это прекратило бы его страдания. Полураздавленный, все еще дергающийся жук может хотеть, чтобы на него наступили. Повязка цеплялась за кусты и плети вьюнка, собирая в себя шипы, наверняка ядовитые, и ему, скорее всего, еще предстояло пожалеть об этом, растрепываясь и разматываясь. Запястье здоровой руки подвернулось под весом его тела. Боли он почти не чувствовал. Его нога, ударившись о землю, исторгла волну гораздо более сильных ощущений. В нее словно бы втыкались и пытались прорваться наружу сотни ножей. Ее как будто охватил огонь, который заставил вскипеть все, что находилось под посиневшей кожей. Каждую секунду Люк ожидал, что напорится вздутой кожей на колючку или камень, и она лопнет, как воздушный шарик. Ему не хотелось видеть, что именно из него хлынет. Подсознание рисовало образ густой черной смолы. В конце концов, удача улыбнулась ему. Люк нащупал на земле прочную и крепкую ветку. Она была наполовину закопана в землю. Он вытащил ее. Оттолкнувшись, поднялся. Палка чуть прогнулась под его весом, пока он старательно подтаскивал под себя рабочую ногу. И вот, встав, он двинулся к хижине, пошатываясь, используя ветку как импровизированный костыль, собирая на ходу все листья земли пальцами опухшей ноги. Он доковылял до дальнего края домика, до того места, где скрылись Дилан и мужчина. Люк двигался почти как тот, неуклюжими шагами, глухой стук ветки, затем прыжок и с той же решимостью. Но Люк хотел спасти девушку, а не покончить с ней, не бросить ее в костер, который зашипел и заревел при его приближении. Огонь внезапно разгорелся, принялся обливаться искрами. Они пролетали так близко от Люка, что обжигали ему шею. Черный силуэт, в котором лишь угадывались контуры человеческого тела лицом вверх, лежал поперек костра. Землю вокруг усеивали опаленные клочки белой ткани, обрывки юбки с черной каймой. Вонь горящих волос достигла ноздрей Люка, и если бы желудок не был уже пуст, его могло бы стошнить. Он стал дышать ртом, чтобы не чувствовать запаха, но все равно ощущал в гортани этот привкус — горький, сухой вкус угля. «Что это за место?» — прошептал он и заставил себя двигаться дальше. Вот что он делал? Чем мог помочь Дилан, если у него не осталось даже рабочих конечностей, которыми мог бы драться? Он остановился и глубоко вдохнул. Надо хотя бы попытаться. По краям домик расплывался, словно мираж, словно между люком и зданием находилась полоса горячего воздуха. Домик завораживал его. Манил к себе, пока и люк тоже не коснулся шершавой стены. Бревно, грубо обструганное. Даже с такого расстояния внутренняя часть помещения тонула во тьме. Дверной проем казался распахнутой пастью небытия. Он помедлил, посмотрел налево и направо. Вокруг, на этой сцене, посреди леса, ничего не шелохнулось. Люк, хромая, пробрался внутрь. Скала словно бы пожрала дальнюю часть хижины. Каменный склон перерезал пополам стол. Две ножки подпирали плоскую столешницу, которая уходила прямо в скалу.
«Дом мечта альпиниста», — с нервным смешком подумал он. «Боулендерингом можно заниматься прямо на кухне». На тарелке лежало что-то наполовину недоеденное. Толстый шмат и непонятно чего, покрытый серо-зеленой плесенью. Скорее всего, стухшее мясо, усеянное жужжащими мухами. Вид у него был такой, как будто он пролежал там целую вечность. В животе у Люка заурчало, то ли при виде еды, то ли от голода, то ли от отвращения. Точно он не смог бы сказать. Люк осмотрел помещение в поисках оружия. Всего, что он мог бы использовать, чтобы напасть на того мужика, чтобы защитить от него себя и Дилан. Рядом с тарелкой со стухшей едой лежали вилка и гнутая ложка. На скамейке валялся нож, тупой и короткий. Лезвие не больше пары дюймов в длину. По сравнению с топором того мужика, он наполовину перерубил руку женщине одним ударом, лезвие прошло через кость, как сквозь масло. Просто насмешка. Но придется взять этот крошечный нож. Больше тут все равно не было ничего подходящего. Люк засунул его за пояс. Он проковылял обратно через дверь и полянку, оказавшись на границе с тьмой с другой стороны домика. Она опускалась перед ним, как занавес, твердая граница между пятачком, освещенным костром, и черным лесом. Он шагнул в темноту, по коже у него пробежали мурашки, воздух здесь был плотный и холодный, облачко пара от дыхания повисло перед его лицом. Здесь деревья стояли кучно, их нельзя было обойти. Костыль Люка глухо ударялся о них. Каждая клетка тела уговаривала его повернуть назад. «Дилан!» — окликнул он. «Где ты?» Молчание заполняло паузы между его словами. «Кого я обманываю?» — думал он, опершись на толстую ветку. «Мне их не догнать». Но даже если бы да, что он собирался предпринять, чтобы остановить того мужика, из которого 2 люка можно было сделать? Даже если бы ему не приходилось опираться на эту огромную палку, чтобы просто стоять. Даже если бы его другая рука не была примотана к груди, что он мог сделать тем крошечным ножом, который нашел в домике? «Но все равно», — подумал он, — «что еще мне делать?» «Нужно хотя бы попытаться», — решил Люк. Он не мог просто позволить, чтобы Дилан разделал тот мясник. И он побрел глубже во мрак, глубже в лес. Глаза его привыкли к темноте, и вот он уже был в состоянии разглядеть стволы и просветы между ними, где можно было пройти. На ходу он внимательно присматривался в поисках следов Дилан или того мужика, может, лоскут от штанов или куртки Дилан, отпечатки крупных ног, перекрывающие следы маленьких. Но нет, ни следа, ни шума погони, ни движения, которое он мог бы заметить хотя бы краем глаза. Оставшееся позади пламя продолжало переваривать свою добычу, и почему-то это жуткое пощелкивание все еще доносилось до него. Он брел по лесу, шатаясь все сильнее, покачиваясь на корявых ветвях и липкой, гнилой мякоти ядовитых фруктов. Ножи в его ноге уже протыкали плоть до самых костей, и на каждом шагу он ожидал, что его распухшая лодыжка сейчас сломается. И тогда мешок крови, гноя и боли — вот и все, что останется у него вместо ноги. «Дилан!» — завопил он. «Да куда ты делась?» Впереди что-то мерцало в темноте. Маленькое пятнышко света отражалось от чего-то блестящего. Он предположил, что оно поймало самый дальний отблеск костра. Ни луны, ни звезд на небе не было. Может быть, это мерцал фонарик Дилан? Он двинулся на огонек. Когда он почти добрался до этого загадочного объекта, мерцавшего в темноте, как приманка, он ударился здоровой ногой прямо об изгиб корня. Люка повело вперед. Он рухнул лицом в грязь. Кончик маленького тупого ножа на поясе воткнулся в тело Люка. Он лежал на земле. Тело его теперь было в основном покрыто грязью, а не тканью. Стиснув зубы, корчась от боли и прилива адреналина. Он стер грязь с глаз. Они уже опять привыкли к темноте. Зрачки расширились, превратившись в большие кружки. Маленькая лапа, покрытая серо-черным мхом, вот что лежало перед ним. Слейд. У него перехватило дыхание. Его рука коснулась шерсти, жесткой и ледяной. На животе собаки его рука задержалась. Он ждал, пока грудная клетка начнет подниматься, и это успокоит его. И сам на миг позабыл дышать. Но тело было неподвижно.
и уже обмякла. Слезы навернулись ему на глаза. В этот момент лесная тьма на самом деле поглотила Дилана, мужика, гнавшегося за ней. Ни намека на них не осталось в его памяти. Теперь он думал только о своей собаке, о своем драгоценном Слейде, которого он щенком забрал 3 года назад из приюта. Этот пес проделал вместе с ним весь путь из комнаты в кампусе в дом его родителей, а затем в квартиру, которую они снимали вместе с Дилан. Слейд не пропустил ни одной вылазки на скалы. Обычно в них он дремал на солнце, грязь забивала его подшерсток, пачкая вечно мокрый нос. Но Люк бросил его, заставил блуждать среди пасти этого леса, этого поганого леса, который создавал призраков, ухмыляющихся окровавленными губами, который бесконечно водил тебя по кругу, пока ты не падал горой расплавленных, как ириски, мышц, слишком уставший, чтобы снова убегать. Что лес сотворил со Слейдом? Какие ужасы он пережил в свои последние минуты? Люк завопил. Вопль прорезал тишину, взмыл в мутное небо. Уткнулся носом в шею животного. Всхлипывал, раскачиваясь взад и вперед. Если бы он отодвинулся, если бы внимательно рассмотрел морду, расцветку шерсти, если бы его мозг не был так сильно сотрясен ударом о скалу, он бы заметил, возможно, что нос пса чуть длиннее, чем у Слейда. Шерсть короче, уши не так задорно стоят, кончики волосков выглядят на удивление размытыми. И, сложив все вместе, пришел бы, возможно, к заключению, что это очередная злая шутка долины, какая-то копия его пса, которую ему подсунули. Но в тот момент он был полон горя. Боль завывала в его теле, и поэтому он держал своего непса на руках, прижимаясь лицом к неушам, его пальцы по привычке протерли заспанные глаза пса, как он делал бесчисленное количество раз до этого. Пальцы уткнулись во что-то чуть ниже ошейника на шее существа, что-то тупое, твердое и холодное. Что-то, предназначенное для обхватывания пальцами. Рукоять. Он закричал, как козел, которого режут, и прижал тельце к себе. «Кто-то убил Слейда», — подумал он. «Заколол ножом!» Пса убил не тупой медведь, не койот, нуждавшийся в ужине, не олениха, защищая своих отпрысков, но кто-то, имевший четкий мотив и намерение. Кто-то, кто знал, что делает, и все равно сделал это. Он стиснул рукоять в кулаке. Ощущение показалось ему знакомым, и тут его пальцы обнаружили улики. По бокам на рукояти имелась гравировка. Он видел, как эти буквы появились на ней, вышли из-под его собственной дрели Дрэмел. Дилан Прескотт. Пламя вспыхнуло внутри него. Разгорелось в животе Люка, поднялось в грудь. Как она могла убить его собаку? Ведь она знала, как сильно он любит Слейда. Если бы он рассуждал логически, он мог задаться вопросом, а когда Дилан успела пырнуть Слейда ножом в шею? В конце концов, оружие было при ней, когда она покинула освещенную пламенем костра сцену, убегая от того здоровенного, как медведь, мужика, и канула во мрак. То есть ей удалось так сильно оторваться от этого мужика-призрака, у которого один шаг был как ее 10, что она смогла не только найти Слейда, но и подманить его и заколоть? Эти мысли крошечными солнечными зайчиками промелькнули на дне его горя. Если бы он попытался вытащить лезвие, осмотреть его, то ложь обнаружилась бы. Но лицо его раскраснелось. Он лязгал зубами. Горячие слезы текли по щекам, затуманивая зрение. Крошечные щупальца пара поднимались от них в холодную ночь. Сопли пузырились в ноздрях. На мгновение жар ярости пересилил укусы боли из обнажившейся раны на его руке. По мере того, как повязка распутывалась, в рану набивалась грязь. Он даже перестал чувствовать боль в ноге. Позабыл, что она фиолетовая уже по самые яйца. Он крепко сжал собаку, поцеловал ее в макушку. «Мне так жаль, Слейд!» — прошептал он. «Я должен был отправиться искать тебя. Я не должен был ее слушать. Я должен был сделать все, что в моих силах, чтобы найти тебя!» Вернуть Слейда он не мог. Но он мог заставить эту суку заплатить за то, что она сделала. Он поцеловал существо в последний раз, прижал к себе. Засыпал его грязью, еще одна неглубокая могила в лесу.
затем поднялся, опираясь на свою палку, и двинулся дальше. На ходу он звал Дилан. Его голос эхом раскатывался среди деревьев, как будто он был не в курсе, что она натворила, словно бы как все еще героический бойфренд, пытающийся спасти свою девушку от большого плохого мужика. Крошечный клинок, который он нашел в лачуге, опалял ему бок. Кожа сморщивалась и ссыхалась от жара. «Дилан, помоги мне тебя найти!» — вопил он. «Скажи мне, где ты? Я нашел оружие!» Может, призрачный мужик уже все сделал за него. Может, она уже лежит где-то в лесу мертвая, изуродованная, вся в крови. А может, ручища того мужика уже сомкнулись у нее на лодыжках, и он тащит Дилан к костру. Может, они сомкнулись на ее шее. Может, остался только он. Люк. 13 марта 2019. 22 часа 37 минут. Ноги Дилан стучали по влажной земле, оставляя на ней глубокие отпечатки. Она давно миновала границу боли или усталости и шевелила ногами чисто механически. Мышцы сокращались и растягивались подобно резиновым лентам. Движущиеся объекты, особенно те, за которыми гонятся мужики-призраки с топорами, просто продолжают двигаться. Каждые несколько шагов она украдкой оглядывалась через плечо. Мужчина топал прямо за ней. Ему как-то удавалось все время находиться на расстоянии вытянутой руки или подола длинной юбки, и в любой миг он был готов протянуть свои огромные руки и стиснуть ее лодыжки. Сердце трепыхалось в груди, в боку кололо. Легкие грозили вот-вот схлопнуться от холодного воздуха, если она не остановится как можно скорее, не утихомирит бешеный ритм своего сердца. Дилан поскользнулась на мокрых листьях. Ее повело вперед, и сердце на миг замерло у нее в груди. Но она успела упереться и оттолкнуться другой ногой, и сердце ее застучало снова. Она выровнялась и продолжила бежать, пока что не став жертвой. Но эта скучная игра в кошки-мышки не могла продолжаться бесконечно. Дилан, по ощущениям, пробежала по этому лесу уже километров 40. Как можно убежать от кого-то, от какой-то твари, кто в принципе не может устать? Раньше или позже она подпустит его достаточно близко, чтобы он смог разрубить ее на куски. Она не сможет бежать вечно. Нож она так и сжимала в руке. Он был закрыт и бесполезен. Клинок находился внутри. Петляя между деревьями, уворачиваясь от стволов и низко свисающих ветвей, она пыталась раскрыть его. Он ерзал в ее руках, пока она пыталась на ходу нащупать обух клинка в узком вырезе рукояти. Вышел только самый кончик лезвия, остальная часть застряла. Наконец ей удалось подковырнуть его пальцами и раскрыть нож полностью. Позади нее пыхтел мужик. Ветки трещали под его сапогами, ломаясь. Звук все сильнее напоминал хруст тонких костей, и перед глазами Дилан снова встали трупы подростков, а затем выпотрошенные останки Сильвии. Видение плоти, отслаивающееся от грудной клетки Сильвии, вспыхнуло перед ее внутренним взором, и отуманенная этим кровавым зрелищем Дилан запнулась о корень, угодив пальцем ноги прямо в его изгиб. Дилан рухнула вперед. Падая, она стиснула рукоять одной рукой, не желая, чтобы нож улетел в темный лес. Она врезалась в землю, лезвие полоснуло большой палец. Кровь хлынула из него, много крови. Палец застрял между начавшим складываться лезвием и рукоятью. Горячая кровь толчками била из раны, стекала по руке. Так убегает вода из кипящей кастрюли. Несмотря на жгучую боль и свежие раны в большом пальце, ей удалось высвободить застрявшую лодыжку, с трудом выпрямиться и снова броситься бежать. Рискуя опять запутаться в корнях, она все же оглянулась. Это надо было сделать. Она должна была видеть, где находится этот человек, насколько сократилось расстояние между ними из-за ее неуклюжести. «Черт», — подумала она, — «он стал двигаться быстрее? Или это я начала сдавать?» Мужик определенно нагонял, уже фактически наступал ей на пятки. Его фырканье стало громче, а лезвие топора, которым он размахивал, проходило в считанных сантиметрах от Дилан. Ей даже показалось, что она чувствует запах его дыхания. Запах из другого века. Этот рот был весь обметан кандидозом и полон гнилых зубов. Изжога подкатила к горлу. Нож сжимал большой палец, как медвежий капкан. Лезвие вонзилось в кость.
Из-за крови он стал настолько скользким, что она едва удерживала его в руке, а уж о том, чтобы на бегу вытащить его из руки, не могло быть и речи. Ноги Дилан двигались на автопилоте. Боли в легких она уже не чувствовала. Вся боль сосредоточилась в этом пальце, водопадом крови, снесенном к краю ладони. «Сука!» — выдохнула она. «Сука!» Ветер донес до нее что-то, ее собственное имя. Пара слогов вплелась в настойчивое хрюканье и пыхтение, которое уже обдавало ей жаром затылок. Она отчаянно искала источник звука. Может быть, это спасатели прибыли наконец? Она разобрала первый слог. «Дай!» И споткнулась снова, повалилась на землю лицом вперед. При ударе нож вонзился еще глубже, едва не отрубив палец. Она поползла на четвереньках, ноги ерзали под ней, но одна из них намертво запуталась в корне, который, казалось, стискивал ее ступню и тащил под землю. Боль переместилась, разделилась между большим пальцем и подвернутой лодыжкой. Ей оставалось только завопить. Двумя огромными шагами мужик догнал ее. Она выпуталась из корня и попыталась выскочить, но тут его пальцы сомкнулись на ее лодыжке, и хотя она яростно дергала ногой, это не помогло. Свободной ногой она ударила его по руке, но он даже не фыркнул, словно и не почувствовал этого, словно это комарик укусил его бедро. Вот и все. Ее убьет призрак с топором и бросит в костер, которого нет. Никто и пепла не найдет. Их группа исчезнет, как и все остальные. Никто никогда не узнает, что здесь произошло. Все ее труды пойдут прахом. Ее имя забудут. По крайней мере, она избавит свою семью от расходов на свои похороны, поскольку хоронить будет нечего. Нет, к черту! Дилан принялась разбираться с ножом, воткнувшимся в палец, не обращая внимания на камни и обломки, ударявшие в спину, запутывающиеся в волосах. Мужик тащил ее через лес. Она сосредоточила все внимание на том, чтобы высвободить из руки липкий и скользкий от крови клинок. Пальцы соскальзывали с него. Острая, колющая боль пронзала ее руку каждый раз, когда она была близка к тому, чтобы ухватиться за лезвие и вырвать его из пальца. Оранжевый отблеск пробился сквозь деревья. Мужик тащил ее к костру. Но тут откуда-то донеслось ее имя. Громко, ясно и близко. «Люк!» — крикнула она в ответ. «Я здесь! Помоги!» «Дилан, я иду так быстро, как только могу!» — ответил голос. «У меня есть оружие!» «А что, если это один из трюков долины? Очередная ловушка?» — заметил голос у нее в голове. «Да и фиг с ним!» — произнесла она вслух. «Я уже мертва по-любому!» Она завопила и вырвала стальное лезвие из пальца. Кровь струей ударила из пореза. Она подалась вперед, взбираясь вверх по собственной ноге, оставляя на штанах дорожку влажных красных пятен. Когда она согнулась пополам, при каждом ударе и подскоке ее собственного зада от лесной подстилки подбородок стал биться о колени. Дилан принялась отпиливать мужчине кисть. Этот огромный кусок мяса. По руке девушки потекла темная, вязкая жидкость, горячая и густая, как смола. Сколько раз ей придется ударить его ножом, чтобы он разжал пальцы? Она колола и рубила, не чувствуя уверенности, что это к чему-нибудь приведет. Мужик, судя по всему, не чувствовал боли. Может быть, ей придется отрезать ему пальцы один за другим? С каждым ударом ножа из мужика выливалось все больше прокисшего гноя. Отвратительный. Затхлый запах щекотал горло. Дилан давилась, сдерживая позывы к рвоте. Жидкость впиталась в ее штаны, акрил, похоже, плавился. Когда темные потеки добрались до ее наполовину отрубленного большого пальца, рану обожгло. Боль была настолько сильной, что она чуть не выронила оружие. Она сглотнула желчь, в последний раз вонзила нож ему в руку и снова выдернула его. Мужик заревел, как раненый медведь. Ничего человеческого не было в этом вопле. И выпустил ногу Дилан. Она убедила свою подвернутую лодыжку принять на себя вес тела и поковыляла в лес, в ту сторону, откуда Люк звал ее. «Где ты?» — закричала она. «Прямо здесь!» Она двинулась на звук. Призрачный мужик топал за ней, так же размеренно, как и раньше, но оба стали двигаться медленнее после всех тех ран, которые получили. «Люк!» — окликнула она. «Продолжай говорить, чтобы я могла найти тебя!» И она пошла на звуковые хлебные крошки и чуть не врезала локтем Люку.
Тот ковылял ей навстречу, опираясь на большую ветку. Сейчас он, весь переломанный, больше походил на пугало, чем на мужчину, с которым она вошла в долину всего пару дней назад, и все равно один только его вид согрел ее и приглушил боль. Она была больше не одна, и каким только местом она думала, отправившись исследовать домишко-призрак с убийцей-призраком. Она хотела бы обнять Люка, широко развела руки, но тот уклонился. «Нет времени», — сказал он и вытащил из-за пояса крошечный разделочный нож, умудрившись при этом не потерять равновесие и не упасть. Вместе они повернулись к мужчине, неуклюже ковылявшему в их сторону. Смотрел он только на Дилан. Она не знала, потому ли, что она была женщиной, или же потому, что это она изрезала ему всю руку. Они стояли, готовые к схватке, дрожа, короткие клинки против топора, 4 ударов которого хватило бы, чтобы повалить дерево. «Оставайся тут со своим ножом», — прошептала Дилан. «Я его отвлеку». Она осторожно шагнула в сторону. Люк тут же скрылся в темноте. Мужчина пошаркал к ней, не отводя от нее глаз. Люк с таким же успехом мог быть невидимкой. И вот он настиг Дилан, навис над ней, размером и ростом он казался не меньше 3 взрослых мужчин. Она вогнала клинок ему в живот на все 3 дюйма длины. Из небольшой раны, царапина на коленке, которые проехались по бетону, закапала вся та же тягучая смола. Той рукой, что не была ранена, он стиснул шею Дилан. Его кисть была так огромна, что когда он вздернул ее в воздух, пальцы касались затылка. Нож выпал из ее руки, воткнулся в землю. Дилан принялась брыкаться, пытаясь ударить его ногами, а в ловушке легких накапливался углекислый газ. Она находилась на высоте не меньше 10 футов, царапала зеленую прогнившую руку мужика, пытаясь отпихнуть ту от гортани. «Лё!» — низко хрипло выдавила она из себя. В глазах у нее начало темнеть. Нет, это не конец. Не может этого быть. Люк спасет ее. Пара секунд, и тело тяжело рухнуло на землю. Дилан приземлилась на травмированную лодыжку, еще сильнее растянув ее. Длинная тонкая линия пересекла шею призрака. Люк умудрился вскарабкаться мужчине на спину и дотянулся своим ножом. Густая смола, дымясь, водопадом хлынула из раны, заляпала их ботинки. Зловоние щекотало волосинки в носу Дилан, и она изо всех сил пыталась сдержать рвоту. Невозможный мужик наклонился вперед, его колени подогнулись. Он ударился о землю с такой силой, что даже деревья задрожали. Их ветви затряслись над головами людей, осыпая их обломками сухой коры и мертвыми ветками. Тело мужика растворилось в грязи. Глаза Дилан приспособились к темноте, и она разглядела это во всех подробностях. 13 марта 2019. 23 часа 57 минут. Люк крепче сжал нож. Клинок уже умудрился заржаветь и только что не рассыпаться в прах там, где на него упала кровь смола мужика-призрака. Люк жадно вдохнул холодный свежий воздух. Его сердце едва не колотилось о ребра, сжигая последние остатки адреналина. На том месте, где растаял мужчина, собралась темная лужа. Они оба держались от нее подальше. По крайней мере, мужик, кем бы он ни был, призраком, какой-то тварью, исчез. Вдалеке закричала женщина. Это был тот же самый пронзительный звук, который они услышали, когда наткнулись на домик у скалы, как будто они не убили мужика, а отправили его туда. Адреналин, наконец, схлынул, и к Люку вернулась его ярость. Нож Дилан в шерсть окоченевшего Слейда. Люк стиснул зубы. Дилан похромала к Люку. Чтобы не наступать в лужу темной крови, ей пришлось обойти ее за деревом. «Слава богу, что я услышала тебя», — сказала она. «Я подвернула ногу на корне. Не знаю, сколько бы еще смогла бежать. Ты меня спас». «Да», — ответил Люк. Его пальцы на деревянной рукояти ножа вспотели. «Это была какая-то безумная хреновина», — сказала она, обнимая его и склоняя голову ему на плечо. Его чуть не стошнило от гнилостного запаха смоляной крови призрака и крови обычной, которой она была покрыта с ног до головы. Нож дернулся в руке. Она была так близко. Он мог вонзить его ей в шею одним быстрым движением. «Давай придумаем, как убраться отсюда». «Почему ты убила Слейда?»
Он должен был знать. «Что?» — переспросила она, поднимая голову с его плеча. Попятилась, ковыляя, чтобы оказаться вне пределов его досягаемости. «О чем ты говоришь?» «Я нашел его! Его тело!» «Боже мой, Люк, мне так жаль!» Она подошла ближе, явно собираясь опять обнять его. Этого он бы уже не вынес и остановил ее вопросом. «Тогда почему ты убила его?» «Люк, я не убивала Слейда», — ответила она. «Мне очень жаль, что ты нашел его вот так, что ты нашел его тело, но это не я». «Я знаю, что это ты», — осклабился он. Деревянная рукоять жгла ладонь. «Я нашел твой нож в его шее». «О чем ты говоришь? Вот он!» Она протянула к нему раскрытую пустую руку, покрытую коркой крови. Небольшой родник ее все еще бил с большого пальца. «Дерьмо», — сказала она, оторвала от рубашки полоску ткани и принялась перевязывать рану. Импровизированная повязка слезнула кровь. Дилан вздрогнула и стиснула зубы, затягивая ее. «Ты не можешь его найти, потому что он внутри Слейда», — сказал Люк. «Люк, клянусь, я не убивала Слейда!» Она похромала туда, где сражалась с призраком, обходя вонючую лужу по краю. «У меня только что был нож. Он у меня только что был. Ты видел меня с ним. Я била им того мужика. Тут тварь!» «Не лги мне!» — сказал он. Опираясь на ветку костыль, он поковылял обратно к неглубокой могиле, где похоронил Слейда. Она оказалась намного ближе к краю леса, чем должна была, но Люк не задумывался об этой странности. Исчезли кинжалы, кромсавшие его ногу. Осталась только жгучая, давящая боль в груди. Дилан опустилась на колени, пошарила руками по траве, словно надеялась, что кончики ее пальцев коснутся холодной рукояти ножа. Судя по всему, она уже не боялась упасть в смоляную лужу или поймать открытое лезвие ладонью. «Мы с тобой оба знаем, что ножа там нет. Он у Слейда в шее», — сказал он. «Я не только видел Слейда. Я его на руках держал, прижимал его холодное тельце к своему. Ты хоть можешь себе представить, каково это? Вот так найти того, кого ты любишь, мертвым, убитым, остывшим, обмякшим!» «Мне жаль, что ты нашел Слейда вот так», — ответила она. «Но ты должен услышать меня. Я не знаю, что ты нашел или видел, но в шее Слейда был не мой нож. Возможно, это был даже не Слейд». Он сдвинул с тела слой почвы. «Вот доказательство. Ты, наверное, думала, что я его никогда не найду, что не нащупаю твое имя, выгравированное на оружии, торчащем из его меха». Дилан смотрела на хладный трупик, открыв рот. «Люк, это не Слейд», — сказала она. «Ты что, думаешь, что я, сука, не узнаю своего собственного пса?» «Я не знаю, откуда взялся этот пес, но это не Слейд», — ответила она высоким голосом. От отчаяния слова налезали друг на друга. Она и впрямь хотела, чтобы он поверил в эту чушь, обвести его вокруг пальца, заставить думать, что он не узнает пса, которого растил со щенячьего возраста. «Не лги мне!» — сказал он. «Люк, посмотри, у Слейда была отметина в форме кита на шее. Верно? Где она? На этом псе ее нет. И уши не те. У Слейда были остренькие, а у этого висячие. Это не он!» Торчащие из истрепанной рукояти ножа занозы впивались в его ладонь. Он зарычал. «Люк, пожалуйста!» — сказала она. «Чей бы трупик это ни был, с этим местом что-то не так. Оно заставляет нас видеть всякое. Исходя из того, что мы уже знаем, это тело может быть еще одним видением или чем-то вроде. Как тот призрак. И Клей, кстати, говорил, что видел на тропе странную собаку. Да ты сам видел такую в нашу первую ночь здесь!» Она попятилась от него, от доказательства того, что наделала, все дальше в деревья. Он двинулся за ней, даже не заморочившись обойти лужу. Мерзкая жидкость плеснула вверх, впиталась в его штаны, в импровизированную повязку на лодыжке. Ожога он не почувствовал. Одним быстрым взмахом ножа уничтожил перевязь, в плену которой находилась вторая рука. Ему было уже все равно, болит она или нет. Призрачный отблеск сверкнул на стали, когда он переложил нож в только что освобожденную руку. Весь мир сошелся перед ним в одну точку. На ней он сосредоточил всю бьющуюся в нем силу. Ему не будет покоя, пока он не разберется с этим. Люк похромал за Дилан. Благодаря тому, что теперь он мог ухватиться за костыль поудобнее, это получалось у него быстрее. Она упала назад, успела упереться руками, спиной налетела на дерево. Люк словно стал копией призрака, которого они только что убили. Прежде чем он успел подойти достаточно близко, чтобы ударить ее ножом, чтобы так же аккуратно перерезать шею, она поднялась и отступила снова, одной ногой упираясь уверенно, а раненой с опаской.
Нож вспорол воздух. Она все еще была слишком далеко, почти в пределах его досягаемости, но все-таки за ними. Он двигался слишком медленно. Он перенес малую талику веса на раненую ногу, теперь опухшую полностью, фиолетовую, гниющую, в которую тысячами кинжалов должна была при малейшем прикосновении вгрызться боль и вырубить его. Но благодаря ярости не почувствовал ничего. Он срезал повязку с нее. «Я в руках его держал!» — прорычал он. «Я думал, ты тоже его любишь! Мне в голову не могло прийти, что ты можешь причинить ему вред! Ты убила его в самую первую ночь, так ведь? Ты специально выпустила его из палатки!» «Люк, пожалуйста!» — произнесла она в ответ. Он бросился на нее, и нож просвистел лишь в паре дюймов от ее носа. С каждым шагом ярость словно бы вливалась в него из земли через ноги, заставляя внутренности кипеть. Губы Дилан шевелились, но в ушах Люка раздавалось лишь болезненное жужжание, словно рой тех мух вернулся и заполнил весь его череп. Он дрожал всем телом от предельного напряжения. Каждый мускул и сухожилие натянуто. Дышал он медленно, громко и хрипло. Сердце его стучало, словно зажатое тисками, и разожмутся они только тогда, когда он отомстит за Слейда. Люк двигался медленно, но и у Дилан была подвернута лодыжка. Ее силуэт покачивался между деревьями, опиралась она в основном на левую ногу. Но она могла разворачиваться и делать резкие повороты, петляя между деревьями, пока он ковылял сзади на своем импровизированном костыле. Он не мог ее упустить. Впереди показалась прогалина. На ней пылал костер. Оранжевые отсветы исполняли безумный танец на стенах домика. Дилан свернула, не выходя на прогалину, двинулась направо в более густой лес. Люк хмыкнул и тоже изменил траекторию движения. «Ты не сможешь бежать вечно!» — прорычал он. Ее ноги продолжали двигаться, позволяя ей оставаться вне пределов досягаемости, пока она не добралась до другой поляны, среди деревьев. По мере приближения стволы их становились все тоньше и тоньше. Дилан увидела тех отвратительных подростков, тех, что окружали труп Сильвии. Они собрались кружком и склонились над чем-то. Головы их покачивались, и она замерла на месте. Подростки стояли на коленях, разрывая что-то, и чавкали. У Дилан вырвался крик. Они подняли головы. Желтые бусинки глаз светились над испачканными чем-то ртами. Они улыбнулись Люку. Между зубов у них обильно торчали клочки мяса. Он улыбнулся в ответ. Скоро он подгонит им еще одно угощение. Впереди засияло оранжевое зарево. Этот огонь словно бы бежал по пролитой бензином дорожке. Люк ухмыльнулся. Дилан поджидала ловушка, слишком большая, чтобы девушка могла избежать ее. Успела изменить направление, прежде чем пламя окружит их, и все, что ей останется, встретиться с ним лицом к лицу. А оружия у нее не было. «Твою же мать!» — сказала она. На миг Люку показалось, что она бросится в огонь и пройдет пылающее кольцо насквозь. Это обожжет ее, но не убьет. Люк хотел, чтобы она умерла. Дилан двинулась вперед, ближе к пламени, и притормозила, принимая решение. Воздух стал густым, как мед. Недавно промерзшая земля раскисла в грязь, и от нее поднимался пар. Пот сочился из всех пор Люка. Он терял воду, которую выпил за последние сутки, а ее было не так-то много. Он словно плыл в собственном поту, хотя скорее тонул. Его кровь, казалось, закипала, пузыряясь на краснеющей коже, и он понял, что ему не кажется, он на самом деле поджаривается. Его мышцы подрумянивались и натягивались, как бифштекс на гриле. Люк прищурился, глядя сквозь дым, пересохшие глаза резало. За стеной огня стояла какая-то фигура, лицо которой скрывало облако дыма. Отблески плясали на чем-то золотом, приколотом к сукну на груди. Фигура, мужчина в грифельно-сером мундире, кивнул Люку и жестом велел продолжать. Мужчина довольно зарычал. В мерцании пламени слюна его казалась красно-оранжевой, а зубы светились. Дилан раскашлялась из-за дыма, попятилась от стены огня. Люк рассмеялся низким, не своим голосом. Попалась. «Вот же блин», — сказала Дилан, отворачиваясь, двигаясь вдоль кольца пламени, и прийти она могла только в одно место — к Люку. Люк оскалился.
Каждая клеточка его тела яростно кричала, что он должен довести дело до конца, отомстить за любимую собаку. Не видать ему покоя, пока дело не будет сделано. По краю обзора все размывалось и плыло. Огонь, темный лес вокруг них, заводила, стоявший по другую сторону костра, передававший Люку свою мысль «Продолжай, сделай это». У него была шикарная возможность осуществить задуманное. Дилан стояла, шатаясь, и прижимала к груди поврежденный большой палец. Он рассмеялся при виде этой легкой мишени. Даже с его больной ногой и больным запястьем это будет быстро. Оружие только у него. «Люк, пожалуйста!» — сказала она. Он зарычал и замахнулся ножом, но лезвие прорезало только дым. Она отскочила в сторону. Пара затанцевала на месте, словно играя в кошки-мышки, жестокую разновидность, в которой на стороне одного из игроков было явное преимущество. Они словно исполняли балет, но с цепями и гирями на ногах. Даже на этой маленькой площадке ей удавалось уклоняться от ударов его ножа, выскальзывать за пределы досягаемости. «Прекрати убегать, сучка!» — прорычал Люк. Стены пламени начали сходиться в круг, слизывая траву и кусты на своем пути. Огонь опалял их спины, и им пришлось прижаться друг к другу почти вплотную. Их танец стал более интимным. Люк чувствовал сквозь дым запахи крови, пота, грязи и крови смолы, исходившей от Дилан. Он снова пырнул ее ножом, задел. На плече осталась тонкая темная полоска крови. «Достал!» — сказал он. За стеной огня поблескивало все больше зубов, а их обладатели подзуживали его. «Пусть она истечет кровью». Огненное кольцо сжималось все сильнее. У Дилан не осталось места для маневра. Над сжимающимся кругом пламени торчала узловатая ветка, и Дилан оставила танец и ухватилась за кору, собираясь заняться тем, что у нее получалось лучше всего — карабкаться. «Как мило!» — ухмыльнулся Люк. Он сделал неуклюжий шаг и настиг ее, взялся за лодыжку, стиснул и дернул вниз. Она ударила его другой ногой, и он до упора вонзил лезвие в ее икру. Она завопила. Резкий, последний крик забиваемого козла. Руки ее разжались, выпустив ветки, и Дилан плюхнулась на землю. Теперь она лежала перед ним ничком, уткнувшись лицом в мокрые листья. Если выбрать правильное место, куда ударить крошечным лезвием, если успеть сделать это до того, как она начнет извиваться или драться, он покончит с этим. Быстро. Тогда он сможет расслабиться, грудь перестанет давить, сухожилия перестанут сокращаться сами собой, как нити, за которые дергают марионетку. Ему была нужна ее смерть. Тогда, наконец, чудовищное напряжение отпустит его. Пот блестел на шее Дилан, на мягкой тонкой коже. Под ней билась крупная артерия, и Люк выпустил ее лодыжку и склонился к шее, к светло-фиолетовому зигзагу под кожей. Резко, быстро опустил нож. Клинок должен был преодолеть сопротивление плоти, но вместо этого полетел на землю. Она успела перевернуться под ним. Эта маленькая сучка, уклониться от клинка. Теперь перед ним было ее измазанное грязью лицо. Дилан, нахмурившись и стиснув зубы, уставилась на него. Он навалился на нее всей тяжестью своего тела, прижал основание шеи предплечьем, выдернул нож из земли и хотел уже снова вонзить его в шею Дилан. Но тут она поймала его запястье, и ее твердые пальцы плотно сомкнулись на нем. Они боролись на все сжимающемся в объятиях пламени свободном пятачке, ее мышцы альпинистки против веса его тела. А ведь эта часть их увеселений должна была пройти как по маслу. Лезвие было так близко к ее шее, но из них двоих всегда она была сильнее. Всегда она больше выкладывалась в тренажерном зале и на тренировочных стенах. На каждые 3 подтягивания, которые мог сделать Люк, она делала 10. Он навалился всем весом на руку, чтобы опустить ее вместе с зажатым в ней ножом прямо на ее шею, но ее рука не сдвинулась с места. Она сжимала его руку так крепко, что с противоположной части ладони Дилан хлынула кровь. Его пальцы начало покалывать. Они немели все сильнее. Пришел ее черед ухмыляться. 14 марта 2019. 1 час 13 минут.
Дилан сжимала запястье Люка до тех пор, пока у нее не побелели костяшки пальцев, пока ее саму не перекосило от боли в них. Пока она не почувствовала, что маленькие круглые косточки в руке затрещали. Он все так же изо всех сил пытался опустить зависший в воздухе клинок на ее грудь. Ломая ему запястье, она согнула колено, пытаясь протолкнуть ногу между их телами. Все его внимание было сосредоточено на собственном качающемся вверх-вниз, похрустывающем запястье. И он даже не заметил, что она делает, пока ее колено не врезалось в нижнюю часть его грудной клетки. Продолжая сжимать запястье Люка, словно тисками, Дилан уперлась коленом ему в грудь и приподняла его настолько, чтобы упереться туда уже всей ступней. Сухожилие в пальцах покалывало. Каждая ее мышца обвисла от усталости, веки тяжелели, кожа стала липкой, ее покрывала корка пота и грязи. Дилан вдохнула, вложила в толчок все остатки энергии и, не выпуская запястья Люка, резко распрямила ногу до упора. Раздалось отчетливое хрусть. Звук разрыва сухожилий и расходящихся суставов перекрыл даже потрескивание пламени вокруг них. Люк закричал от боли и выронил нож. Тот при падении распорол узкую линию на щеке Дилан. Обляпанная кровью смолой, сталь уже успела покрыться ржавчиной, и это все попало в рану. Разрез немедленно задергало. Укусы боли поползли по лицу Дилан, губам и носу, словно бы заражение распространялось так стремительно. Теперь Люк лежал на земле, пытаясь подняться на переломных запястьях. Одно опухшее, а другое непослушное. Его руки беспомощно трепыхались, как выброшенные на берег рыбы. Нож лежал рядом с Дилан. Вставать не хотелось. Даже если удастся выкрутиться из этой ситуации, разобраться с Люком, она знала, что это значит убить его, но даже представить себе не могла, как тыкает его ножом в правильных местах нужное количество раз. Даже если с этим она разберется, все равно остается пожар, бушующий вокруг, и призраки, с которыми тоже придется вступить в борьбу. А потом этот проклятый лес, в котором непрерывно ходишь по кругу, а теперь, вероятно, еще какая-то неизвестная зараза в ране на щеке, которая прикончит ее в любом случае. Но что ей еще оставалось? Теперь, когда конец уже так близок, взять и просто сдаться? Люк с трудом поднялся. Она схватила нож и выставила перед собой, предупреждая. Он утратил свое преимущество. Она не собиралась позволить ему снова занять более выгодную позицию в схватке. «Люк, пожалуйста!» — сказала она, с трудом выпрямляясь. Пламя плясало у нее за спиной. «Не подходи, я не хочу причинять тебе боль, но я сделаю это, если придется!» Его лодыжки похрустывали. Кожа на распухшей ноге стала совсем темной. Он ковылял к ней, собираясь довести дело до конца, несмотря ни на что, даже безоружный и с переломанными руками. Она могла только стоять в центре кольца пламени, выставив нож в сторону своего парня, который хотел ее убить, а он неуклюже, как зомби, плелся за ней. Пламя лизало спину Дилан, и девушка сжалась всем телом под курткой. Колени у нее подкашивались. От обезвоживания и напряжения она едва держалась на ногах. Слезы, последней капли имевшейся у нее влаги, навернулись на глаза, затуманивая зрение. Силуэт ее попавшего под влияние демонов бойфренда казался нарисованным акварелью. Но, тем не менее, это был еще не конец. Еще нет. Он так и надвигался на нее, подталкиваемый не приближающимся пламенем, а собственной яростью. По лицу было видно, что и то, и другое в равной степени выжимает из него все жизненные силы. «Люк, как ты собираешься это провернуть?» — треснутым голосом спросила она. Нож дрожал в ее пальцах. «Выиграть эту схватку. У меня есть и нож. В чем твой план? Руки у тебя не в том состоянии, чтобы ты мог меня задушить. С таким же успехом ты мог бы просто подождать, пока огонь сожрет нас обоих». Ни тени узнавания не скользнуло по его лицу. Он будто бы не услышал ни единого слова ее мольбы. Он двигался, как какая-то машина, потерявшая управление. Ей пришлось ткнуть его ножом. Слезы хлынули из ее глаз, оставив сильную, холодную боль в груди. У нее не было другого выбора, как и напоить голодную землю его кровью, и с каждым ударом эта боль в груди все усиливалась. Нож упал рядом с Дилан, кровь ее парня стекала с лезвия. Люк под ней лежал неподвижно, широко распахнув глаза и приоткрыв рот. «Дилан!» — произнес он, уставился на нее широко раскрытыми глазами.
Какие бы демоны не владели им только что, они оставили его. Кровь так и текла. Люк потянулся к ней, и она взяла его за сломанную руку. «Прости, Люк», — прошептала она. «Мне так жаль. Не надо было мне соглашаться отправиться сюда. Ни за что. Мы должны были все-таки пойти поискать Слейда получше». Он сжал ее руку, а потом глаза его остекленели. Огненное кольцо вокруг нее потухло. Пламя умерло, испустив клубы дыма, вызвав у Дилан приступ кашля и заставив ее прижаться к земле, прямо на еще теплую кровь своего парня, и, держа его холодную руку, она ждала, пока дым рассеется, поднявшись над деревьями. Она свернулась калачиком, подтянула колени к груди. Глаза у нее и так уже были на мокром месте, но тут слезы хлынули потоком. Что произошло с ними? Как так получилось, что она осталась тут, в этой мерзкой долине, последней? Как дело дошло до того, что ей пришлось убить собственного парня? Может, его можно было спасти? Может, хватило бы и одного удара ножом, чтобы он пришел в себя? Она подумала о ноже рядом с собой, о том, что, возможно, будет лучше закончить все сейчас, чем бороться дальше, пытаться спастись от призраков, огня, яда и что там еще эта долбаная долина припасла для них. На короткое лезвие налипли кровь и смола. Она знала, что это будет больно, а быстро не будет. Она поняла, что не сможет этого сделать. Не может позволить этому месту победить. Не вот так. Оно в любом случае уже одержало много побед. Для этой последней ему придется приложить все усилия. Дым, наконец, рассеялся, оставив вокруг себя кольцо выжженной земли. Аромат древесного угля витал над ней. Аромат, который всегда ассоциировался у Дилан с друзьями, восхождениями, с хорошо проведенным временем, зефирками, звездами и хот-догами. Но теперь, до конца жизни Дилан, он будет связан для нее с этим местом и со смертью Люка. Сажа обжигала гортань, как сигаретный дым. Над долиной повисла тишина. Тут не раздавалось ни звука, ни птичьих трелей, ни свиста ветра, ни хруста листьев. И даже крики больше не разносились в воздухе. Вернулся темный холод середины марта, просочился из земли сквозь ее одежду, ее затрясло. Весь пот, страх и кровь превратились в колючие ледышки на коже. Тонкая синтетическая рубашка, которую она надевала прямо на тело, примерзла к спине Дилан. Она прикинула, не будет ли лучше вообще раздеться, не окажется ли покусывание ночного холодного воздуха менее болезненными, чем царапание скопившегося под курткой льда. Изо рта при дыхании вылетали маленькие облачка пара. Она села, прислонилась к дереву, заледеневшая куртка хрустнула, когда она привалилась к стволу. Несколько часов Дилан провела в неподвижности, хотя скорее 1000 лет. Со стекленевших глаз нет-нет, да и падала слеза. Она оперлась головой о ствол, снова обдумала вариант с ножом, каждую минуту ожидая, что по ее душу заявятся призраки, демоны или силы природы. Что сама земля пожрет ее целиком, сдерет мясо с костей, как это произошло с Сильвией. «Чего ты, тварь, ждешь?» — выкрикнула она. И как же все обернулось таким кошмаром. 5 дней назад она думала, что станет знаменитой альпинисткой, лицом Петцел, другие фирмы будут драться за возможность подписать с ней контракт. Ее забросают деньгами, ее лицо будет красоваться на обложках журналов, а голос — звучать в подкастах. Она должна была стать девушкой, которая проложила новые маршруты, покорила эту скалу первой. И как же так получилось, что она сидит здесь, рядом с остывающим трупом своего бойфренда? Как так получилось, что она оказалась последней девушкой этой долины, последней живой душой здесь? Позади нее, среди деревьев, собирались призраки. Их желтые глаза светились в темноте. Они поглядывали на тело Люка и облизывались. Уже знали вкус его крови, впитавшейся в голодную землю долины, с которой они были связаны как цепями, необъяснимым образом, но навсегда. Теперь призраки ждали момента, чтобы вкусить его плоти. Они, правда, только что наелись почти до отвала на том милом пикничке, где главным блюдом выступил Клей. Что-то с резким, знакомым звуком затряслось на ее бедре. Дилан решила, что ее просто трясет от холода, и у нее стучат зубы, но звук повторился. Где-то в кармане трещал телефон. Она похлопала по нему и вытащила его.
Она и думать забыла, что он все еще при ней, да и вроде бы на нем был включен режим блокировки всех уведомлений, чтобы не разряжать батарею. Телефон вибрировал в ее руке. Текстовые сообщения и уведомления заполнили экран. Четко можно было разобрать только стилизованный квадратик в углу. Сообщения представляли собой мешанину из перекрывающихся слоев перепутанных букв, точек и символов, которые она не узнавала. Полная бессмыслица. Телефон, видимо, глючил. Его, наверное, повредило огнем, и внутрь затек ее пот, испортив микросхемы. Затаив дыхание, она осторожно глянула на верхний угол экрана. Уровень сигнала — одна единственная палочка. Она нажала на один из искаженных ярлычков, открыла приложение. Сердце стучало, как барабан. Руки Дилан тряслись. Она боялась, что из-за этого приемник в телефоне сместится с нужной точки и потеряет сигнал. Приложение открылось. На экране было все то же самое. Текст, наложившийся друг на друга столько раз, что все сливалось в бессмысленную черную полосу. Размытые, развалившиеся на пиксели не до конца загрузившиеся изображения, все цвета смазаны. Еще больше странных символов, похожих на алфавит каких-то инопланетян. Но это все было неважно. Дилан просто положилась на память рук. Она нажимала на экран в разных местах, точно зная, что эта последовательность движений создаст новый пост, историю, которая в течение 24 часов исчезнет. Она не была уверена, что располагает таким большим количеством времени. Ее последний крик о помощи, несомненно, переживет ее. Сломались даже часы в углу экрана. Они показывали невероятное время — 65 часов 67 минут. Сейчас должна была быть ночь или раннее утро. Солнце еще не взошло, по крайней мере, не здесь. Может быть, за пределами этой проклятой долины светило солнце, и для остального населения Ливингстона, штат Кентукки, славный денечек был в самом разгаре. Она запустила стрим. Она не была уверена, что кто-то будет в сети, войдет в систему, чтобы посмотреть ее стрим, но экран начал заполняться в том месте, где обычно находились имена зрителей и комментарии, но это были все те же инопланетные символы. «Если кто-то это видит, — сказала она, — пожалуйста, свяжитесь с властями в Ливингстоне, штат Кентукки. Происходит что-то плохое, в живых осталась только я». И снова горячие слезы навернулись на глаза. Экран заполняла размытая серая дымка. «Я не знаю точно, где мы находимся, я не знаю конкретных координат или чего-то такого. Сильвия знала, у нас был GPS, но он сломался. Мы в лесу, надо спуститься с холма. Заезжали мы, кажется, с шоссе 490. Я не могу найти выхода. Я подвернула лодыжку. Мне нужна помощь, пожалуйста, пришлите помощь». Слова летели из ее рта, как рвота, словно для того, чтобы вернуться домой, ей нужно было только расставить их в правильном порядке. Она продолжала. В нижней части экрана накапливалось все больше сумасшедших символов. Она нажала кнопку, которая, как она знала, поменяет направление камеры. Сейчас та смотрела на темную землю перед ней. Вид собственного лица, пусть и размытого в темноте, лишил ее дара речи. Корка крови засохла над царапиной на щеке, по коже размазались и застыли такие же брызги. Пузыри соплей в ноздрях, нижняя губа потрескалась, даже в полутьме были видны полопавшиеся сосудики в глазах, белки налиты кровью. Волосы прилипли к щекам, перепутанные, изогнутые, как вены, как ветки голых деревьев. «Пожалуйста!» — сказала она в объектив камеры. «Здесь что-то есть, призраки, я не знаю. Я знаю, это звучит безумно, может быть, я сошла с ума, но клянусь, здесь...» И снова она растеряла все слова. В углу экрана за ее лицом, за деревом, к которому она прислонилась, виднелось еще одно лицо. Глаза желтые, с зубов капает слюна. Крепко сжимая мобильник, она оглянулась через плечо, вытягивая шею, чтобы осмотреть ствол. Она затаила дыхание, не желая, чтобы крошечные облака пары изо рта затуманили объектив. Замерла, проморгалась. Дождалась, пока глаза начнут различать что-нибудь в сумерках после яркого экрана, но даже когда ее зрачки расширились, она видела позади себя только стволы других деревьев. Может быть, я правда свихнулась? Но на экране лицо все еще было отчетливо видно, и улыбка на нем. «Вы это видите?» — спросила она, повинуясь инстинкту блогера избегать пауз в стриме. Любой бессвязный лепет лучше молчания.
«Видите это лицо прямо здесь, прямо у меня за плечом, в правом верхнем углу?» Она неторопливо, как в замедленной съемке, снова повернула голову назад, как будто внезапное движение могло спугнуть призрака. Однако в ее поле зрения по-прежнему обнаружились только темные силуэты деревьев. Дилан опять взглянула на экран. Призрак. Мужчина в грифельно-серой шинели. Судя по обилию золотого шитья на погонах, минимум генерал, стоял прямо у нее за спиной. Руку он положил ей на плечо. Дилан ощущала там холодную тяжесть. Почерневшие кончики пальцев и серые, гниющие костяшки были видны только на экране мобильника. Комментарии сыпались градом, но прочитать их было по-прежнему невозможно. У Дилан внутри все сжалось. Она отшатнулась от этой руки, чуть не выронив мобильник. В распухшей лодыжке пульсировала боль, пока Дилан, прихрамывая, слишком медленно поднималась по склону, прочь от этого всего. Мобильник она держала перед собой, как волшебное стеклышко, позволяющее заглянуть в потусторонний мир. За ее спиной призраки, толпившиеся за деревьями. Наконец из-за них вышли и набросились на Люка. Мужчина с провалами на месте глаз, в грубых хлопковых рубашках, вырвали глаза ее парня и засунули их себе в рот, как жвачку. Один из подростков в ярких ветровках выдернул из земли нож и отрубил Люку пальцы на ногах, обойдя его по кругу, чтобы достать каждый из них. Мужчина в грифельно-сером оставался позади нее, слишком близко, хотя казалось, что ноги его не двигаются. Он будто плыл к ней. В верхнем углу экрана вертикально выстроились палочки, обозначавшие уровень сигнала. Текст на экране, наконец, стал осмысленным. Непонятные буквы исчезли, и, наконец-то, она смогла прочитать комментарии. «Это на самом деле? Что происходит? Где ты?» И тут произошло то, чего следовало ожидать. В тот момент, когда телефон показал высокий уровень сигнала, экран погас. Батарея разрядилась. 14 марта 2019. 7 часов 29 минут. Несколько часов спустя Дилан все так же сжимала в руке разряженный телефон. Она бежала, и после того, как он выключился, на шаг перешла только после того, как обернулась и обнаружила, что осталась одна. В лодыжке стучала боль, лед на спине растаял, снова превратившись в вонючий пот и пахнущую медью кровь. Часами она бесцельно бродила по лесу туда-сюда, пока просто не села там, где стояла, массируя лодыжку и настороженно прислушиваясь в ожидании новых штучек, которые могло отчебучить это место. Небо теперь стало оранжевым. Свет солнца разъедал темноту. На какой-то миг она увидела свое отражение на экране телефона и чуть не подпрыгнула при мысли, что ему как-то удалось снова включиться. Не успев толком разглядеть фиолетово-серые мешки под глазами, засохшие на подбородке брызги крови Люка и полосу крови на щеке, Дилан зашвырнула телефон как можно дальше в лес, завопила от облегчения и тут же расплакалась снова. Слабое тепло наступающего дня все же добралось до костей Дилан. В какой-то миг завязанную узлом от напряжения грудь отпустила, мышцы расслабились, сердце стало биться в 2 раза медленнее. Везде, куда ни глянь, пространство между деревьями заполнилось светом. Ушла ночь, всяким подлым, подкрадывающимся тварям больше негде было прятаться. Но Дилан по-прежнему была заперта в ловушке здесь, в этой проклятой долине, и теперь она была здесь совершенно одна, благодаря лишь собственным усилиям. В этот миг покоя перед Дилан всплыл образ Сильвии, тот, что Дилан увидела прошлой ночью, но тогда ей было некогда обдумывать детали. Нижняя сторона тела Сильвии, которой тело касалось земли, исчезла. Плоть взяла и растворилась, а затем изображение сдвинулось. Кусок плоти из живота Сильвии плюхнулся на землю и утонул в ней, как в зыбучих песках. Лодыжка Дилан дернулась. Крохотные иголки боли вонзились в опухшую мышцу. Образ Сильвии в голове сменился на видение Люка. Как он, неуклюже, как зомби, желающий заполучить ее мозги, ковыляет к ней. Глаза у него мертвые. Она снова ощутила, как короткий клинок вонзается в его мягкую плоть, пока не задевает сухожилие или кость, с которыми ржавому, тупому лезвию не справиться. И снова она увидела, как в глазах Люка мелькает узнавание, как он возвращается.
Тот Люк, которого она знала и с которым прожила 2 года. Как в замедленном повторе увидела, вот падает на землю его тело и окоченевает там. Ну или, возможно, оно бы там окоченело, если бы за своим десертом не явились призраки. Ее вырвало, и она сплюнула горький, разъедающий пищевод кислотой. Желудок был пуст, все, что они вчера насобирали в лесу и съели, уже так или иначе покинуло его. Руки Дилан были в крови, своей и Люка, в крови бесчисленных незнакомцев. На то, что творилось со штанами ниже талии, во что они превратились после купания в кровавом пруду, она решила не смотреть. Дилан поставила руки Свету, и впервые за много часов их можно было хорошо рассмотреть. Они были покрыты кровью полностью, словно она окунула руку в ведро с краской. Светлым остался только отпечаток от рукояти ножа. Красное сыпалось с костяшек пальцев и с раненого большого пальца. Он взорвался болью, когда она потревожила рану. Каждая клеточка ее тела жаждала сна. Конечности ныли, голова была как чугунная. До боли хотелось избавиться от навязчивых мыслей. Трава под ней выглядела мягкой, и она всерьез задумалась. Может, лечь здесь, закрыть глаза и отдаться на милость судьбы? Но горький запах рвоты щекотал ноздри. Эхом откликался металлический привкус во рту. Живот урчал. Хотелось бы попить хоть чуть-чуть, куснуть батончик с мюсли, хоть немного удовлетворить потребности своего тела. Куда подевался ручей? А их лагерь? Деревья. Одни деревья, куда ни глянь, с набухшими почками на ветвях. И сквозь голые ветви она заметила скалу. Она резко выдохнула и поднялась на ноги. Гранитный цилиндр вырывался из-под земли, как гейзер. Орел деревьев окружал его. Сейчас он вроде бы находился на таком же расстоянии, как в тот миг, когда она впервые увидела его по пути в долину. Дилан прикинула, не стоит ли ей развернуться и двинуться прочь, надеясь таким образом выбраться на шоссе. Нужно просто будет все время следить, чтобы скала оставалась прямо за спиной. Но в этом направлении раскинулся лес без конца и края. Розовое небо просвечивало сквозь голые ветви деревьев. «Я могу находиться с другой стороны скалы», — сказала она. А там на долгие километры тянулся лес. К черту! Она предпочла знакомый ужас, неизвестному, и двинулась к скале. Неизвестным она сейчас была сыта по горло. Так или иначе, на скале она почувствует себя как дома. Она знала, что делать со скалой, знала ту себя, которая будет подниматься наверх. Здесь она обладала полным контролем над ситуацией. Она шла к скале, адреналин схлынул, и с каждым шагом боль все сильнее отдавалась в лодыжке. Вот бы найти ту толстую ветку, которую Люк использовал в качестве костыля. В груди больно кольнуло, когда она мысленно произнесла его имя. Тишина давила на уши. Не хрустели даже листья под ботинками. Маленькие веточки раскалывались, но не ломались. На ходу Дилан вдавливала растительную массу во влажную землю, как заплесневелую слякоть, словно шла по губке. «Как странно», — произнесла она, разрушив тишину. Испуганно хихикнула, поняв кое-что. «Дождей нет с того самого дня, как мы пришли сюда. Почему земля вся раскисшая?» Тем не менее, она не смотрела себе под ноги, не желая выяснять, это просто раскисшая земля или очередное озерцо крови. Если бы она набралась духу перевести взгляд ниже темно-красных пятен, которыми ее штаны были покрыты по самые бедра, то обнаружила бы сухую лесную подстилку. Влага шла снизу. Земля наелась почти до отвала и все равно захлебывалась слюной. Вместо этого она смотрела прямо вперед. Не сводила глаз со скалы, как будто та могла исчезнуть, стоит ей моргнуть, и объявиться у нее за спиной. Она сосредоточилась на боли. Каждый, самый мелкий укол в лодыжке, кровь, что так и капала из большого пальца, подергивание в уголке глаза, яростный зуд в ране на лице — все это значило одно — она все еще здесь. И боль отгоняла видение мертвецов, которые лезли ей в голову. Каждый раз, когда перед ее мысленным взором появлялась белая грудная клетка Сильвии или глаз Люка, который мусолили как жвачку, она сильно топала распухшей лодыжкой, и один вид боли перекрывал другой. Несколько часов спустя солнце все так же карабкалось в зенит, а Дилан добралась до стены. Статика гудела у нее в ушах, призыв на высокой частоте. Дилан полагала, что он звучит исключительно для нее. Она подалась к скале, зная, что та ее пожрет.
Все остальные мысли вылетят из головы, останутся только тело и скала. Но она опустила нераненую руку, сжала кулак, впилась ногтями в ладонь до кровавых полумесяцев под ними. Она знала, что стоит ей прикоснуться к скале, и отойти она уже не сможет. Ей потребовалась вся сила воли, чтобы сдать назад, чтобы остаться в 3 футах от скалы. Дилан двинулась вдоль нее. За поворотом обнаружился их лагерь. 3 пирамиды и синтетики в ряд, их палатки снова стали видимыми и все еще стояли. Вещи были разбросаны по всему лагерю, словно тенты взорвались, как будто кто-то искал что-то. Или кого-то. Домишко исчез. Фундамент из окаменевшего дерева, который они обнаружили несколько дней назад, безобидно поблескивал на солнце. На Дилан это уже не произвело никакого впечатления. Глаза не распахнулись от ужаса. Она просто разыскала в этой куче вещей свежий комплект одежды, не испачканной кровью, не пропитанной грязью или потом. Что-нибудь чистое и нетронутое. Она сдирала с себя каждый слой одежды, как бинт, ткань практически прилипла к коже. Она разделась прямо на открытой местности, слишком боясь того, что может появиться здесь за то время, что она проведет под защитой тесной палатки. Но слой засохшего, липкого пота и крови на руках свежая одежда снять и не могла. С этим ничего нельзя было поделать. «Что теперь?» — подумала она. Долина лежала в глубокой тишине. Ни единого движения. Не мелькали среди деревьев желтые глаза и оскаленные зубы. Сумасшедшие мужья не гнались за своими женами, не подкарауливали ожившие подростки, желая вспороть кожу ржавыми лезвиями пивных банок. Черный пепел костра рассыпался по траве. Пламя, которое освещало всю долину, умудрилось погаснуть. Но когда Дилан закрывала глаза и изо всех сил напрягала слух, в отдалении вроде как раздавался шорох шин по асфальту. Или это все звучало только у нее в голове? Она в потрепанной толстовке сидела у костра на одном из уцелевших походных стульев. Это была одна из толстовок люка с изображением коварно улыбающегося мультяшного мужичка со светлыми волосами, не спадающими на плечи. Символ у Мигеля, пиццерии в ущелье Ред-Ривер, где они познакомились. В тот день она впервые прошла 5:13, и его нарисованная улыбка сломила Дилан. Обильные слезы, которые она не могла позволить себе проливать, хлынули у нее из глаз. Задрожали лежащие на коленях руки. Она ведь, скорее всего, больше никогда не увидит это место, где она оставила так много обрывков загрубевшей кожи и пролила столько крови и пота, место, где она нашла себя. Ее тело не могло больше исторгнуть из себя ни единой капли воды, и от горя у нее заболело все. Завопила каждая кость. Солнце, наконец, перепрыгнуло барьер, выставленный перед ним макушками леса. Поднялось в небо, и воздух прогрелся. Тепло расслабляло мышцы, унимало тупую боль внутри нее, разжигаемую остатками адреналина и ноющей болью в натруженных, опухших суставах. Солнечный зайчик отразился от чего-то стеклянного. Ударил ей прямо в глаза, как лазерный луч, не позволяя отмахнуться от себя. «Хорошо», — сказала она. «Я сделаю то, что ты хочешь. Я пойду и посмотрю на эту штуку. А что мне остается?» Помаргивающие блики привели ее к телефону. Экран не был разбит, и Дилан решила, что это, наверное, мобильник Сильвии или Клея. Коснулась экрана, глянула в его верхний угол. Ни единой палочки сигнала. И к тому же защищен паролем. Чисто на всякий случай она попробовала экстренный вызов, но звонок не соединился. И тогда Дилан здоровой рукой швырнула телефон о скалу. Именно этого долина и добивалась от нее. Заставила подойти достаточно близко к стене, чтобы заманить в ловушку, выпустить свои невидимые щупальца и ухватить ими девушку. Дилан протянула руку и коснулась камня. Проскочившая искра статического электричества облизала ее палец. Разряд прошел сквозь нее, выбив из головы навязчивую мысль. Не лезь на эту скалу. Но Дилан коснулась камня, и все было кончено. Конечно, она полезла. Дилан начала восхождение. Каждое сухожилие, каждый мускул, каждая связка были истощены и перегружены, перерастянуты и готовы лопнуть в любой момент.
Лодыжка откликалась болью на каждое движение. Всякий раз, когда она переносила свой вес на эту ногу или цеплялась за скалу пальцами на ней, липкая дорожка тянулась по граниту вслед за раненым большим пальцем. Пальцы ног вдавились в носки ботинок, но даже это не заставило Дилан дрогнуть. Она словно вернулась домой. Склон был прохладным и сухим. Она работала над задачами, которые ставила перед ней восхождение. Засунула пальцы в крошечный карман, собрала там паутину, к счастью, большой палец, который она повредила, не так уж часто был нужен при скалолазанье. Ноги соскользнули со стены, и она удержалась на кончиках прилипших пальцев. Она не сорвется. Этого она себе не позволит. Не позволит этому месту победить. По крайней мере, будет бороться с ним до конца. Уйдет на своих условиях. По мере приближения к вершине солнце опаляло ее лоб, оставалось уже рукой подать. В 5 дюймах от вершины, у самого конца скалолазного маршрута, Дилан потянулась, цепляясь за полочку. Хорошая зацепка, широкая, изогнутая ручка, вообще легкотня. Она ухмыльнулась. Вот практически и все. Она перекинула другую руку на зацепку, скругленную, как ступенька лестницы. Еще один высокий подцеп ступней, и она будет на топе. Она выживет. Конечно, здесь, на верхотуре, до нее никакие призраки не доберутся. Конечно, она сможет подать оттуда сигнал кому-нибудь, например, пролетающему над долиной вертолету. Их теперь уже должны начать искать. Она выдохнула, празднуя этот миг, готовясь перенести ногу на следующую опору. Отсюда ей были видны бескрайние леса Кентукки, вокруг море деревьев с набухшими почками. То, ради чего другие альпинисты тренировались всю свою жизнь, она сделала и не один раз, а дважды. С опухшей лодыжкой, раненым большим пальцем, голодной и изнемогающей от жажды, даже без альпинистской обуви. Даже если этого никто никогда не узнает, этой проклятой долине не отнять у нее того факта, что она поднялась на эту скалу. С первой попытки, без веревок и без страховки. Это место забрало у нее все — карьеру, друзей, возлюбленного, но этого долине у нее не забрать. И вот последнее движение. Дилан перебросила руку через топ, и пальцы приземлились на чью-то шершавую руку. Кто-то сжал ее кисть теплым знакомым сжатием, которое она узнала бы даже в полной темноте. Люк. Он почему-то стоял на вершине скалы, как нимбом, окруженный солнечным светом, и потянул ее наверх и через край. Как он мог оказаться здесь? Это что, еще одна галлюцинация? «Позволь мне помочь тебе», — сказал он мягким ангельским голосом. «Это уже практически все». Она откинулась назад и уперлась пальцами ног. В последние минуты жизни он стал самим собой. Может, ему удалось спастись? Может, он все-таки не умер? Может, успел подняться сюда первым? Он тоже здорово умел лазать по скалам. Нет, не сходится. Новое наваждение долины. Голова Дилана оказалась на уровне края полки стены, и все стало окончательно ясно. Ей не выбраться отсюда. Ни за что. Это место, что бы оно собой не представляло, заманило ее сюда. Просто хотело увидеть эту ее последнюю попытку, заставить ее надеяться. За лицом Люка прятались все остальные. Толпа гостей-призраков, собравшаяся поужинать в лесу. Мужчины без глаз, солдаты-подростки в пестрых спортивных куртках, женщина и ее мертвый ребенок. Даже собака, которую Люк принял за Слейда. Клей и Сильвия тоже были там. Плоть свисала полосами с костей Сильвии, половины лица не было. Кишки Клея вывалились из живота, грудная клетка распахнута, как открытый шкаф. Люк уже был не просто силуэтом. Глаз и пальцев ног нет, изо рта льется кровь. 2 дыры в груди от ножа. Это она их там оставила. Голодные призраки облизывались. Люк, не Люк, это не тот человек, которого я любила. Снова потянул ее вверх. На этот раз он стиснул руку так сильно, что у Дилан побелели пальцы и затрещали кости запястья. Она уперлась ногами в камень. Ее не перетащат через край на вершину скалы, только для того, чтобы сожрать. Она слышала предсмертные крики Клея, разносившиеся по всему лесу. Глубоко запало в душу то, что успело произойти с плотью Сильвии, пролежавшей в земле меньше дня. Она видела, как глаза и пальцы ног Люка схрумкали, как конфеты, как лакомство. К чертям такое.
Когда она уперлась в скалу ногой, камень затрещал. Кусок заскользил вниз, откололся от стены и полетел вниз вместе с ней. Ее рука выскользнула из руки Люка, того, кем он стал. Ухватиться было не за что. Никакого бога из машины, случайной опоры, замеченной в последний миг. Ей предстояло упасть и разбиться насмерть. По крайней мере, это произойдет на ее условиях. Может, ей удастся избежать участи своих товарищей, а может, нет. Но она не позволила этому проклятому месту победить. На одно невыносимо долгое мгновение Дилан успел увидеть то место, откуда откололся кусок камня. Скала истекала кровью. Кровь хлынула водопадом, как будто ей удалось нанести скале увечья. «Отлично», — подумала она. Она пролетела сквозь пустоту. Вокруг места разлома стремительно побежали трещины. Вытекавшая из поврежденного места кровь словно разрушала все вокруг себя. Скала обрушилась целиком, и земля поглотила ее. Вместе с Дилан. И снова все успокоилось. Пыль осела. Не осталось никакой скалы. Только небо Кентукки. Апрель 2019-го. С тех пор, как Клей отправился в экспедицию, Табита не получил от него ни единой весточки. Ни поста на его страничке, ни письмеца по мылу, ни смски. Он обещал написать ей о том, что ему удастся найти, когда они поедут в город пополнить припасы, но прошло уже несколько недель, а он словно в воду канул. Возможно, он настолько увлекся исследованиями, что его группа до сих пор не покинула ту долину, или же в город за припасами послали кого-то одного. Может быть, что-то пошло не так с исследованием, и он вообще не отправился ни в какую экспедицию, или она была свернута слишком быстро, и он стыдился написать ей об этом. Она крутила в голове эти надуманные причины так и сяк, но не смогла успокоить себя ими. Что-то глухо ворчало внутри, и невидимая рука словно дергала ее за штанину. Может, она неправильно запомнила дату их отправки? Она писала ему сообщение, но не получила ответа ни на одно. Он и раньше, бывало, увлекался исследованиями настолько, что забывал обо всем, но никогда еще не молчал так долго. Она порылась в почте в поисках каких-нибудь зацепок и обнаружила февральское письмо с координатами места и темой «Мы что-то нашли». В ясный день она снова пролетела над этим местом. К этому времени деревья покрылись листвой и стояли зеленые и лохматые, а к брюху самолета больше не был привязан радар, чтобы создать подлинную картину места. И почему она так завелась? Что она могла увидеть с неба? Но все же, когда она добралась до воображаемого крестика на месте назначения прямо под ней, ее сердце замерло, а дыхание перехватило. Что-то было не так, и причина была не только в том, что листья, как волосы, покрыли голые ветви, и не в том, что небо теперь было голубым, а не холодным, тоскливо-серым, как в тот день, когда они обнаружили скалу. Она не смогла ткнуть пальцем, в чем же разница, но все равно тревога сдавила ее грудь. Она петляла зигзагами над пространством, разворачивала самолет, сделав столько заходов, сколько смогла, опустившись настолько низко, насколько ей только хватило духу. И только несколько часов спустя, вернувшись на аэродром, добравшись до дома, приготовив ужин и съев его, она поняла, что упустила очевидное, в тот момент, когда стояла в ванне и чистила зубы. В этом месте не было никакой скалы. Долина исчезла. Спала она беспокойно и думала только об одном. А в тот февральский день торчала ли макушка каменной колонны над голыми ветвями деревьев? На следующее утро глаза ее покраснели и воспалились. Табита позвонила в полицейское управление Ливингстона. Она потягивала кофе, в то время как голос на другом конце провода, в котором явно слышалась тоска по тем денькам, когда эта чертова группа еще не потерялась, бубнил, что да, была здесь такая группа и пропала. «Мы получили несколько звонков о пропавшей в этом районе группе туристов», невозмутимо, скучающим голосом сообщил офицер. «От пользователей какого-то приложения, как его, Инстакарт, Инстаснап? Я в этом не разбираюсь. Позвольте я гляну. Подождите секунду». В наушнике раздался шорох перекладываемых бумаг. В желудок Табиты словно упал тяжелый свинцовый шарик, разбрызгав кофе вверх по пищеводу. Напиток наполнился горечью, а молоко в нем стало кислым. Сколько туристов может бродить в лесах вокруг Ливингстона и потеряться там?
«Мэм, в полученных нами звонках сообщалось о некой Дилан Прескотт, которая, по словам заявителей, путешествовала со своим парнем Люком, и, возможно, с ними была еще пара человек. Вам знакомо это имя?» «Нет», — ответила она. Отняла трубку от уха, и пока офицер болтал о социальных сетях и пранкерах, открыла приложение. Нашла аккаунт Дилан, в профиле было написано: «Ущелье Ред-Ривер, реки, всегда лезу вверх. Спортсменка, представитель фирмы Петцел». «Но этого действительно слишком мало», — сказал офицер. «Я имею в виду, что нам все время звонят с какими-нибудь странными заявлениями. Но мы маленький отдел. Мы не можем отправляться прочесывать лес всякий раз, когда какому-нибудь подростку захочется попранковать». «Офицер», — сказала Табита, сглотнув, — «кажется, мой друг Клей был с Дилана, который вы уже получили сообщение. В середине марта он отправился в лес, вроде по шоссе 490, и с тех пор я ничего о нем не слышала». Она продиктовала офицеру координаты долины и повесила трубку. Принялась листать посты на странице Дилан. Последние представляли собой темные размытые снимки, совершенно не похожие на остальные фотографии. Те, где были улыбки, люди в альпинистском снаряжении, еда или собаки. Табита кликнула фотку в последнем посте, увеличила изображение. Собрала по кусочкам зернистые очертания листвы. 2 белых пятнышка уставились на нее из верхнего угла. Полиция Ливингстона провела рейд в окрестностях 490-го шоссе. Нашлась только чертовски исхудавшая собака. На ошейнике было написано «Слейд», в пасти зажата крупная кость. Оранжевый джип, спрятанный в лесу, безглазого Люка, скелет Сильвии, раскиданные по всей дороге внутренности Клея, они не нашли. Это было невозможно, пока еще. С ними долина еще не закончила. Их она все еще переваривала и не могла позволить всплыть наверх костям из своего долгожданного обеда. Насыщаясь плотью и кровью, почва затвердевала. Полицейские ввели координаты, данные Табитой, в свое устаревшее оборудование, которое практически немедленно вышло из строя. Начало отключаться и само переставлять координаты, но все же привело их в глухой участок леса, где обнаружились только гнилые бревна, грибы, растущие ведьмиными кругами, и деревья, деревья, деревья. Некоторые офицеры, однако, вернулись несколько напуганные и широко раскрытыми глазами клялись, что ощутили там, в лесу, что-то, какое-то странное присутствие, которое никто из них не мог описать. Некоторые утверждали, что видели вдалеке женщину. Она пряталась за деревьями и исчезала, когда к ней пытались приблизиться. После того, как история о пропавших туристах начала привлекать внимание средств массовой информации, скучающие искатели приключений заявили, что видели ту же самую женщину, когда бродили по лесу. Одному из них удалось даже записать отвратительного качества ролик, серый и размытый. Вспыхнула просто эпидемия подобных рассказов, к большому недовольству полицейских из крошечного подразделения в Ливингстоне, которые опасались, что скоро все их силы придется сосредоточить на спасении идиотов-подростков из леса в окрестностях шоссе 490, которое последние несколько десятков лет было одним из самых тихих мест в округе. В этом коротком ролике из-за дерева выглядывал темный силуэт. Снимающий шепотом спрашивал, видит ли его кто-нибудь еще. Но по мере приближения к нему силуэт превратился в обычный куст. Тем не менее, ролик собрал миллионы просмотров и вызвал массу споров, разброс мнений был широк. От полного пренебрежения до утверждений, что темная фигура принадлежит кому-то из исследователей, который заманил туда остальных и убил, а теперь скрывается в лесу. Позже, долгими бессонными ночами, следователи проиграли ролик 1000 раз, сделав все возможное, чтобы улучшить четкость изображения. По возвращении каждой поисковой экспедиции в участке, как будильник, звонил телефон. Полицейские поднимали трубку, еще не услышав голоса, но уже зная, что это будет Табита. «Нашли что-нибудь?» — спросит она. «Одни деревья», — ответят они. Полицейское управление Ливингстона раз за разом отправляло офицеров на бесплодные поиски, угрожая увольнением всем, кто жаловался, что это скучно, тратило деньги и время со своими навигаторами, которые так легко было свести с ума, а земля пировала. За 4 месяца Сильвия почти превратилась в то, как ее прозвали впоследствии, в скелет. Земля всосала кожу, мышцы, сухожилия и органы почти до последней капли. Куски плоти соскальзывали с трупа, плюхались на грязь, как ребрышки, которые жарят на медленном огне.
Синяки на шее уже ничего не значили, дело рук Клея стало невозможно обнаружить. Он даже не смог стиснуть ее горло своими тощими руками достаточно сильно, чтобы сломать подъязычную кость или тонкие кости гортани. Все лето влажная жара Кентукки работала рука об руку с жадной землей, растапливая последние несколько кусочков эпидермиса, оставшихся на самых верхних плоскостях трупа Сильвии, на переносице, на лбу, позволяя им лавиной обрушиваться с тела. Призраки, привязанные к долине, уже долго постились к тому моменту, как они набросились на Клея, вскрыв его грудину, как корзину для пикника. Впервые за долгое время им удалось толком поесть. Впервые с тех пор, как они напились крови своих новых товарищей, так навсегда и оставшихся в ярких спортивных костюмах по моде 80-х. Они глотали кишки Клея, как бесконечные спагетти, вгрызались в его органы, как в свежие яблоки. Они облизывали свои пальцы, их призрачные животы были полны, а тут они нашли еще и Люка, которого только что грохнула собственная девушка. Он был даже еще теплый. На земле рядом с ним коротко блеснул сталью небольшой клинок. Идеальный инструмент для доставшегося им нежного десерта, как раз срезать все эти торчащие по краям маленькие кусочки. Пока его девушка бежала в ночь, они отрезали ему пальцы на ногах и руках, захрустели ими, как морковью. Кусочки слишком вкусные, чтобы ими делиться, они распределили. Одному достались ушки, чтобы пожевать, другому — сочные глаза. За самый вкусный кусочек, язык, они подрались. Но тут вернулся генерал, взял нож и отрезал его себе, аккуратно, точно у самого основания задних коренных зубов Люка. Когда Дилан сорвалась со стены, они лишь испустили печальный вздох. Да пусть земля заберет ее, если бы вместо того, чтобы вернуться в самое сердце долины, к своему единственному настоящему дому на стене, она двинулась бы через лес, там могла бы сбежать, так как и сама долина, и его жители наелись до отвала и не стали бы бороться за еще одно тело на краю своих владений. Бесплодные поиски продолжались, и, наконец, начали появляться статьи о пропавших альпинистах. В местных новостях в Лексингтоне им посвятили пару абзацев, но когда Пэтсел опубликовал заявление, в котором высказывалось сожаление об исчезновении Дилан Прескотт и надежда, что их блестящая клиентка найдется, все забурлило с новой силой. За несколько месяцев история вышла на национальный уровень. Associated Press делала все новые релизы и бесчисленные подкасты, полные предположений, куда могли деться пропавшие исследователи. Даже National Public Radio и New York Times опубликовали статьи об этом исчезновении. Место, где оно произошло, там именовали «Перевал Прескотт» в честь Дилан. Но только несколько месяцев спустя, после того, как фанаты каким-то образом раздобыли просочившиеся с места преступления фотографии, кто-то выставил на всеобщее обозрение самую большую нестыковку, которую следователи даже не заметили, отвлекшись на скелеты, утраченные органы и пропавших без вести. Скалы не было. Ни на одном этапе расследования полицейские не наткнулись ни на какую скалу, не обнаружили ничего похожего на те геологические структуры, что имелись на сделанных Клеем сканах. Они же отправились туда, чтобы подняться на гору, верно? Так почему же никто не нашел ничего подобного? В этой головоломке зияла еще одна, еще более непонятная огромная дыра. Подписчики Дилан твердо стояли на том, что видели каменную стену в нескольких стримах Дилан. Табита неотрывно следила за новостями, постоянно летала над тем местом. Она не могла поверить, что никто до сих пор не обнаружил скалу. Она же видела ее своими глазами. Видела ведь? Табита продолжала звонить в участок, но теперь ее сразу переводили на голосовую почту, где веселый голос, в записи, обещал непременно перезвонить и предлагал новостным агентствам обратиться к недавно нанятому и уже замученному до нельзя специалисту полиции по связям с общественностью. К этому времени от департамента потребовали ответов родители и семьи исследователей, и дело ширилось. К нему подключали все больше сотрудников полиции Кентукки, которые раз в 2 недели сообщали новости по этому делу, но ничего, кроме тысяч деревьев, обнаружить так и не удалось. Может быть, им стоило срубить их все? Следователей смущал тот факт, что на аккаунте Дилан время от времени появлялись стримы, зернистые темные клипы, беззвучные и длящиеся всего несколько секунд. Новые кусочки головоломки в куче старых, которые не добавляли никакой ясности.
Значило ли это, что Дилан все еще в лесу? Стримы возобновлялись даже несколько лет спустя. С каждым из них желание доискаться до правды вспыхивало с новой силой. Страну охватывала безумная одержимость. Многие люди снова лишались сна в своих поисках. И только когда долина насытилась и заснула, полиции удалось найти хоть что-то. Теперь, когда брюхо ее было набито, и в ее распоряжении оказалась новая группа жертв, которым предстояло присоединиться к остальным призракам, долину больше не волновало, что автомобилист с переполненным мочевым пузырем наткнется среди деревьев на джип цвета ржавчины, а споткнувшись, увидит испачканную грязью ступню Люка, лишенную пальцев. Земля не удосужилась спрятать кости Сильвии и скелет, не возражала, когда следователи вытащили каждую из них и убрали в пластиковые пакеты. Долина была сыта по горло. Пусть полиция и гробовщики размышляют о Люке, Клее и Сильвии. Тело Дилан, теперь переваренное, лежало под почвой долины. У девушки могила уже имелась. Это окаянное место хотело, чтобы остальных обнаружили, чтобы полиция прибралась здесь, вернув природе первозданный вид, чтобы ничьих следов не осталось.